Бишев Акрам Гибадулович. История башкирского народа и его борьба за свободу. Исторический краеведческий очерк. Перевод с башкирского выполнен коллективом переводчиков с башкирского издания 1993 года. Предисловие. Эта работа была написана в 1987 году и передана ВОН с целью ознакомить эту организацию с пронзительной судьбой башкирского народа. После этого, в 1988 году по новым событиям она была вновь переработана. При написании труда не было мысли об его издании, поэтому, несмотря на то, что был приведен богатый новый материал, не ставилась задача обогащения башкирской истории новой информацией. Но некоторые люди, ознакомившиеся с рукописью, посоветовали ее издать. Их мнение подтвердили одобрительные письма, которые пришли после издания работы в газете «Ишлек» в 1991 году. Начало пробуждаться национальное самосознание башкирского народа, которое в течение нескольких веков было задавлено и затуманено. Для развития этого самосознания намного большую ценность имеют небольшие работы, одновременно раскрывающие судьбу многих поколений башкир, чем толстые труды, которые подробно описывают каждое событие многовекового исторического пути. Вот почему, наверное, эта работа отвечает требованиям людей и поэтому они желают, чтобы она вышла в виде книги. Но лишь через выяснение исторической цепочки, историю понять невозможно. Для ее познания надо давать справедливую оценку всем событиям, исходя из справедливой точки зрения. Это самое главное. До этого мы были лишены права давать свою оценку своей истории. С давних времен наша история выносили вердикт русские правители, их слово было преобладающим. Тираны, притесняющие народ, объявили борьбу народа за свободу бунтом, мятежом, батыров во главе борьбы ворами. Так они звались в официальной исторической науке. После революции, особенно после выхода постановления Центрального комитета ВКПБ, о состоянии агитационно-пропагандистской работы в башкирской партийной организации «Мирах» по ее улучшению 25 января 1945 года, руководство партии начало давать указания исторической науке. Закончились правдивое освещение и оценка башкирской истории, остались лишь восхваления русских колонизаторов и унижение, шельмование башкир. И наши историки и писатели были вынуждены писать башкирскую историю согласно требованиям русских шовинистов, возглавляющих партию. Теперь настала пора избавиться от мысленного и умственного рабства. У известного башкирского ученого Риза Фахридинова есть слова: «Каждый народ должен писать свою историю сам». Нам тоже надо писать свою историю, как мы ее знаем, понимаем. В предложенной работе правильная оценка башкирской истории с точки зрения башкир была поставлена второй и главной целью. В башкирской истории нет ничего постыдного. Наша история, насыщенная скорбью, слезами и кровью, чиста как серебро. Наш народ никогда не лил кровь, захватывая земли других народов, не заставлял плакать их женщин и детей. Он, наоборот, сам в течение 7,5 веков тяжело страдал от кровавых зверств захватчиков, боролся за справедливость, за свободу. В основном, история башкирского народа состоит из истории страданий и борьбы. Эти страдания не закончились, и башкирский народ, уже в который раз, стоит на пороге гибели. Для того, чтобы не погибнуть, не исчезнуть, надо бороться, положив огромные силы. Звезда надежды еще не погасла. Зажечь эту звезду настоящим солнцем – священный долг сегодняшнего поколения. Глава А. История и борьба башкир до 1917 года. 1. Древняя страна башкир. Татаро-монгольское нашествие. Время прихода башкир на Южный Урал и бескрайние степи западных и восточных отрогов Уральских гор недостаточно известно историкам. По обобщенной гипотезе в области антропологии, археологии, истории, этнографии, языка знаменитого этнографа С.И. Руденко, в VIII веке до нашей эры в эти края начали приходить племена, похожие на монголов. Они уже в VII веке до нашей эры они составляли один из основных компонентов физического облика народов Башкортостана и побережья Каммы.
В то время, как видимо, основным разговорным языком народов Башкортостана был древний башкирский язык, но только с первых веков первого тысячелетия нашей эры, башкир можно считать объединенным племенем. Без сомнения, в ту эпоху башкиры были сформированы как народ с единым именем башкиры, с единым языком. Первые надежные письменные памятники о башкирах относятся к IX веку. Их оставили арабы. Например, по данным Салама Таржумана, который путешествовал по башкирским землям 842-844, начиная с левого берега Волги на протяжении 27-дневного пути везде жили башкирские племена. Выйдя за пределы башкирских степей, его караван достиг зловонных черных земель. Видимо, это была болотистая земля Западной Сибири, потому что Салам держал путь к Великой Китайской стене. Арабские источники о бурзянах, являющихся одним из башкирских племен, сообщают следующее: страна Бурзи настолько простирается на север, что длина ночи там сокращается на 4 часа, они постоянно ведут войны с румами, славянами, хазарами, тюрками. О башкирах более подробно написал в 922 году Ибн Фадлан, который побывал на башкирских землях с посольством багдадского халифата, отправленного в Булгарское ханство. Ибн Фадлан, несмотря на то, что боялся башкир и потому негативно о них отзывался, не мог не сказать о большой силе, которая протянулась от Эмбы до реки Сага на юге. В тот период у башкир было свое государство. Историки стараются не говорить об этом государстве. Они, для объяснения сведений об обширных военных и политических связях башкир, втискивают целые народы в рамки своей модели происходивших событий, но все же не могут отрицать информацию, напрямую указывающую место жительства башкир в те времена. Таким образом, возникают противоречия во мнениях. Для того, чтобы не возникали эти противоречия, не стоит опираться только на древние сведения, нельзя эти сведения использовать в угоду своим пожеланиям. На основе этих сведений можно сказать одно: уже в тот период у башкир было свое государство, и они активно принимали участие в жизни окружающих народов. А когда было государство у других народов, не могло не быть государства и упомянутых башкир. Башкирское государство занимало территорию от Великого Идели, Волги, до Тобола, от Каспия до Перми. Граница, отделяющая его от Булгарского ханства, четко описана в записях Ибн Фадлана: с переходом реки Черемшин, заканчиваются башкирские земли. Эти бескрайние земли башкиры, как сказал Мухаммед Салим Умидбаев, защищали, оберегали от народов, перетекавших из Азии в Европу как бесконечный поток, и сметающих все на своем пути. Во главе башкирского государства стоял хан. Опираясь на древние источники, предания и слова старших, Умидбаев пишет: башкиры всегда выбирали ханов среди своих, ставка ханов располагалась либо в укрепленных городах, либо в крепостях. Когда-то у башкир было не менее 70 городов и укрепленных стоянок, в городах жил оседлый народ. По арабским сведениям 11-12 век среди этих городов известны такие, как Каракия, Минжин, Мазира, Казира, Башкорт, Бурзин. Сведения о городах подтверждают следы, сохранившиеся до наших дней, названия земель, образованные со словами «город», «стоянка». Города и стоянки служили не только для обороны, то есть защиты от набегов, но и центрами торговли и культуры. В те времена основным занятием сельских жителей, составляющих большинство, видимо, было кочевое животноводство. Но вместе с животноводством они занимались и земледелием, потому что в тюркских племенах скотоводы с давних времен занимались земледелием. В хозяйстве северо-западных башкир, ввиду благоприятствования природных условий, преимущество отдавало земледелию. Кроме этого, в жизни башкир огромное место занимали охота и добыча ископаемых, то есть добыча руды и драгоценных камней, была хорошо развита обработка металла. Среди башкир было много мастеров по выплавке меди, серебра, золота, железа, стали, бронзы. На это указывают археологические памятники, найденные на земле Башкортостана. Эти же памятники говорят и о том, что башкиры вели торговлю от Китая до Византии, от Индии.
В словаре тюркских языков Махмуда Кашгари, завершенном в 1073-1074 года, башкирский язык отнесен к наиболее известным тюркским языкам. В середине XII века башкиры приняли ислам, но некоторые башкиры были мусульманами уже в X веке. Ибн Фадлан рассказал об одном из них. Ислам среди башкир распространил глава религиозного общества Туркестана Ахмед Ясави, 1105-1166 года. Религиозно-просветительская работа, начатая Ахметом Ясави, была продолжена и после его смерти. Большинство религиозных просветителей умерли на землях Башкортостана, исполняя свой долг. Ранее здесь было много их гробниц. Самая знаменитая из сохраненных – гробница Хусаинбека 14 В. После принятия ислама башкиры начали ездить в мусульманские страны не только по торговым нуждам, но и по религиозным. Они организовывали различные культурные связи с мусульманскими странами, приезжали в эти страны для углубления знаний после окончания своих медресе, открытых религиозными просветителями. В этот же период башкиры стали принимать активное участие в культурной жизни Средней Азии, литературным письменным языком приняли язык тюрки, распространенный там, и находились в гуще литературных процессов этого региона. Данной деятельности способствовали религиозные просветители, так как они сами были родом из тюрков Средней Азии и были в тесных отношениях с литературой. И Ахмед Ясави был известным поэтом, писавшим на чистом тюркском языке. В начале XIII века Башкортостан был в союзе с булгарским ханством. В 1223 году они вынудили бежать непобедимое войско татаро-монголов. В первом натиске Чингисхана, направленном на запад, это было единственным его поражением. Татаро-монгольские войска всеми своими силами атаковали Башкортостан в 1229 году, 1230-1232 годах, но всегда встречали сильное сопротивление. Лишь при Угидельхане, занявшего монгольский трон и отдавшего приказ отправить объединенное огромное войско для захвата северных земель, татаро-монгольские захватчики смогли вступить на земли Башкортостана. Осенью 1236 года башкиры и булгары выставили 40-тысячное войско против татаро-монгол. Татары в этой битве победили только благодаря военной хитрости. Баты и Бурундай, перейдя реку Яйк, ночью, бросились в бой. Бурундай напал одновременно со всем войском. Они, прорвавшись к шатру башкирского падишаха Келера, подрубили саблями веревки. После того, как упал шатер, башкирское войско переполошилось и пустилось в бегство. С лета 1237 года по конец 1240 года войско хана Батыя разгромило Дешт и Кипчак, Кыпчакские степи, страны Алан, Асов, Мордвы, подчинило почти все русские княжества, захватило Киев. В 1241 году они разгромили войска венгерского короля, польско-немецких князей, дошли до Восточной Чехии. Практически вся Восточная Европа была подпятой татаро-монгольских войск. Башкиры продолжали борьбу против захватчиков. В год смерти хана Угидеи, 1241 года, весной, они, сыновья хана, через Мраковские горы направились к булярам и башкирам. Баты пошел на Стерлю, воевал с башкирским падишахом, и монгольское войско их разгромило. Но для башкир, конечно, эта битва была не последней. Когда каждое княжество разрозненной феодальной Руси встречало татарское нашествие поодиночке, Башкортостан, как единое государство, был готов сформировать большое войско под единым предводительством и крепко противостоял врагу. Даже после поражения основного государственного войска, воинственные башкиры продолжали борьбу. В башкирском народном творчестве сохранилось немало сведений о борьбе башкир с захватчиками. Возможно, слова «не жалел он души, лил кровь, но не отдал башкир свой Урал» из древней песни «Урал» остались с тех времен. Башкиры, везде создавая военные группы, во главе с батырами и главами племен, воевали против врагов, не давали им возможности поднять голову. Татары, как и везде, где им оказывали сопротивление,
принялись жестоко проливать кровь по всему Башкортостану. Истребление целого народа, разгромив большие области, превращение их в руины – все это военные методы со стороны высшего руководства татар. Кроме истребления народа, они громили города и стоянки. Из-за этого варварства были стерты с лица земли башкирские города, так же как города булгар и других народов. Оставшаяся в живых часть городского населения, превратившись в нищих, была вынуждена перейти к кочевой жизни. Мужчин, женщин, детей, попавших в плен, татары продавали в рабство. Проданные в рабство кипчаки, башкиры и другие были отправлены в Сирию, Египет. Там женщины становились наложницами, а мужчины забирались в армию султана. Египетское войско, в основном, состояло из рабов, то есть из мамлюков. Войско мамлюков разгромило армию крестоносцев, которое пришло из Западной Европы, отразило татарское нашествие, спасло Египет и арабскую цивилизацию от гибели. Слава защитников страны дала силу и власть мамлюкам. Мамлюки, став эмирами в давно знакомом по союзничеству Египте, стали предводителями больших войск. Одним из египетских эмиров был мамлюк Гилмедин Санжар аль-Башкарди. Мамлюк Бейбарс был султаном 1260-1277 года и положил начало династии египетских султанов из мамлюков. Мамлюк Калаурин и его дети правили в течение 103 лет, 1279-1383 года. По сведениям арабского историка Алайни, Бейбарс и Калаурин были из рода Баржугли тюркского племени. Баржогли, несомненно, созвучны с именем племени Бурзин-Башкир. Племя Бурзин в то время входило в число самых больших, передовых племен башкир. В арабских источниках бурзянцы упоминаются как отдельный народ со своим царем. Бейбарс и Калаурин, как видно, на своей родине не были людьми с простого народа. Башкиры в Египте были известны не только тем, что были предводителями-султанами, но получили славу и в других областях. Например, мамлюк родом из Башкира Насреддин аль-Наср был известен как очень умный, справедливый эмир, многосторонне талантливый человек. Он увлекался науками, изучив арабский язык, писал поэтические и прозаические произведения и получил высокие оценки со стороны своих современников. В литературе добился многих успехов и сын Калаурина Аль-Ашраф Халиль. Современники восхищались его ясным умом, острым словом. Среди турков Танбага славился как известный поэт. Если рассмотреть гласные звуки в его имени, то вполне можно утверждать, что он был родом из Башкир. Остается лишь с удивлением восхищаться духовной и физической силой людей, достигших самых высоких постов, успехов, которые испытали много страданий судьбы рабов в чужой стране, куда были проданы, как товар. Славой и успехами они показали мощь своей родины и уровень ее развития. Если бы они не были людьми, вышедшими из такой страны, не были бы такими талантливыми для осуществления такой огромной работы. Об уровне развития башкир в то время можно судить и по литературным памятникам. Вместе с народными произведениями, такими как Урал-Батыр, Акбузат, которые восхищали своим поэтическим совершенством, философской мыслью, была и письменная литература башкир. Среди письменной литературы до наших дней сохранилась поэма Киса Юсуф, которая была написана в начале XIII века. Кулгали был из рода Айлы, Аюлы. Он, получив образование в Средней Азии, многие годы преподавал там. Когда началось татаро-монгольское нашествие, вернулся на родину. Его поэма является самым драгоценным образцом древней башкирской литературы, в высокой классической поэзии. Кроме этого, поэма показывает, что башкиры были в тесных отношениях со Средней Азией и Ближним Востоком, что хорошо знали восточную литературу, культуру, науку. Как видно, те мамлюки тоже воспитывались в этой среде, поэтому они оставили яркий след в мусульманских странах. Но из-за жестокого истребления, разгрома татарами башкирской страны заказанное сопротивление, все культурные успехи и памятники были уничтожены, разгромлена основа социально-экономической жизни народа, полностью уничтожено государство.
В 1240 году сыном Чингисхана Джучи было создано государство Золотая Орда. Высшая власть в государстве была в руках сыновей Джучи под предводительством Батыя. Государственные посты, реализующие власть хана, заняли предводители войск, состоящие из монголов и татар. Некоторые советские историки утверждают, что татары времен Чингисхана разговаривали на монгольском языке, были из монгольских племен, но нет никаких оснований для такого утверждения. Все древние авторы относили татар к тюркским племенам. У татарского народа были свои племена: Тутуклиут, Алче, Чаган, Куин, Терот, Баркуй. По словам Рашида Дина, между татарами и монголами долгие годы шла война. В итоге, Чингисхан подчинил себе татар. После этого татары и некоторые другие тюркские народы для того, чтобы показаться великими и авторитетными, начали называть себя монголами. Значит, мнение, которое относит татар к монголам, возникло намного позже, и оно совсем не касается этнического характера татар. В то же время, монголы отделяли себя от татар. Вильгельм де Рубрук, когда описывал разговор с ханом Золотой Орды, его сыном Сартаком и другими представителями высшего класса монголов, конкретно сказал, что они не хотят зваться татарами. Татары – это совсем другой народ. Несмотря на то, что в какой-то период татары называли себя монголами, безусловно, они остались тюркским, тюркоязычным народом. Махмуд Кашгари за 2 века до западных завоеваний Чингисхана в период работы над словарем тюркских языков, в первую очередь, опираясь на языковые факты, отнес татар к одному из тюркских народов, и, конечно, как языковед и составитель словаря не мог ошибаться. Слова в словаре, выделены как татарские, например, такие как ары, а тюркские слова. Рашидадин приводит имена татарских эмиров Иткара, Бек-Тимура, Есунтуа, Бегдыш и ханских жен Буракчин, Туракутлук, которые служили первым монгольским ханом. Все эти имена тюркские, они отличаются от монгольских. Многие использованные термины в Золотой Орде, например, такие как Оглун, Бек, Баскак, Караул, Битикчи и другие, относятся к тюркской лексике и показывают изначальное активное участие татар в формировании военно-административной терминологии монгольского государства. На основе сохранившихся исторических сведений можно определить примерное количество татар и монгол. По словам Рашида Дина, Чингисхан каждому своему сыну выделил по 4000 монголов. Большинство монголов, участвующих в нашествии Батый-хана, составляли 4000 людей, относящихся к улусу Джучи, а принцы, назначенные ему в помощь, по существовавшим традициям, на войну брали 1/5 часть своих людей, и от них всего прибавилось 3200 человек. Из такого малого количества у монголов не могло образоваться 200-300 тысячное войско Батый-хана. Значит, остальную часть войска составляли татары. В 1240 году прикрепленные на помощь Батый-хану Гуюк-хан, Мингу-хан и другие сыновья хана вернулись со своими людьми в Монголию. В 1252 году 2 из 10 монголов улуся Джучи были отправлены в войско Хулагу-хана, который начал войну по захвату Ирана. После этого, в Золотой Орде как максимум, осталось 3000 настоящих монголов. В то же время, многочисленный татарский народ, переезжая вслед за войнами, практически полностью пришел из Сибири на захваченные земли, мало кто остался на древних землях. По этой причине татары составляли абсолютное большинство населения ханства, держащего Золотую Орду. Благодаря тому, что их было больше по численности, татары, ставшие надежными людьми, большими, славными мирами во времена Чингисхана, очень скоро начали главенствовать в Золотой Орде, подчинили под свое воздействие монголов, в том числе дворец хана, отатарили их и добились известности, большого авторитета. Таким образом, татары превратились в самую мощную силу Золотой Орды. При создании Золотой Орды русские княжества не попали во владение татар, они были плательщиками ясака. Поэтому, с политической и экономической стороны они были в какой-то мере свободными и сохранили возможность жизни и роста как, сами того желали.
Башкортостан полностью входил во владение Золотой Орды, во всех его землях разместилась деспотическая жестокая власть татар. Золотая Орда не являлась государством, созданным в результате естественного роста народа на своей земле, а была искусственным государством, которое, захватив чужие земли, построило на них свою власть. Оно жило за счет грабежа зависимого народа, сбора ясака. Хан, его Мурза из монголов и татар и другие должностные лица пользовались бескрайними правами на каждого своего человека и на скот. Все люди были распределены на душу семьи должностного лица, то есть начальника, у каждого начальника было свое вооруженное войско. Беспрекословное подчинение каждому движению начальника было строгим законом. При неподчинении хотя бы одного человека могла быть разгромлена вся деревня. Правительство Золотой Орды пересчитывало всех людей, от новорожденных до пожилых, и, не учитывая имеющегося имущества, облагало различными налогами. Работу по сбору налогов осуществлял отдельный аппарат. Во главе его стоял Баскак, Даруга. Баскак при себе держал военную группу. Эта группа, держащая своей жестокостью в страхе народ, при возникновении необходимости бросалась на помощь сборщикам налога. Люди под владычеством татар должны были отдать 1/10 часть своего имущества, как дополнительное обязательство. Кроме этого выплачивались следующие налоги: военный, амбарный, за впаханную землю, скотовый, домовой, ямской и многие другие. Люди должны были предоставить ханом и его подчиненным кобылу, бесчисленным странникам, путешествующим везде, и гонцам, лошадей, возницу, слуг, охранника, еду, ночлег. Также народ поневоле был привлечен к строительству городов и крепостей и исполнению многих других работ. Но это все было лишь частью возложенных обязанностей на человека, предусмотренных законом. В действительности, хан и его должностные лица, как полноправные правители, брали и людей, и скот сколько желали, делали все по своему усмотрению. В государстве царило жестокое насилие и грабеж. Людей, у которых нечего было брать, они брали в рабство. Вдобавок, один человек из 10, обычно молодой парень или девушка, должен был идти в рабство. Кроме этого, превращался в раба один из сыновей человека, имеющего 3 сыновей, вдова и вдовец. Рабы использовались в хозяйстве. Но многих продавали в чужие страны. Алгамари об этих событиях писал следующее: он, узбек-хан, очень много убивал мужчин, брал в плен женщин и детей, гнал их в рабство в различные страны. В государстве Золотая Орда был установлен жестокий порядок: народ, выполняющий различные работы в мирное время, должен был превращен в войско, когда начиналась война. Войско было разделено на тысячи, сотни, десятки. В этих рядах у каждого было свое место. С получением приказа, каждый должен был встать на свое место вместе со своим оружием, конем, годовой провизией и другими необходимыми принадлежностями. По приходу проверялось все его имущество, при недостаче хотя бы одной иголки сильно наказывали. Когда мужья уходили на войну, исполнение дел по хозяйству, своевременный платеж налога, выполнение различных обязанностей ложились на плечи женщин, никакие поблажки им не давались. Тирания и гнет перешли все границы, от тяжелого труда, непосильных налогов народ совсем обессилел. Золотая Орда и от торговли, товарооборота, товарного налога брала большие проценты. В устье Волги со времен хазарского каганата с Егемойсв, торговля была очень оживленной. Столица каганата Итиль служила крупным торговым центром. После разгромления Итиля в 965 году князем Святославом, построенный на том же месте город Саксен превратился в крупный рынок Юго-Восточной Европы. Торговлей славился и город Булгар. Первые ханы Золотой Орды, Баты и Бирки, поняли, что устье Волги, где проходит большой караванный путь, очень удобное место для торговли, и приложили все силы для восстановления бывшей торговли на захваченных землях. На путях каравана Золотая Орда восстановила старые города, построила новые. Из крымских городов в Китай, из Болгарии в Среднюю Азию шли бесконечные торговые караваны.
Торговые караваны Золотой Орды имели мировое значение. Ханский город Сарай, Астрахань, Хажитархан, Ургенч, до 1387 года, и другие города превратились в шумные базары. Количество таких городов достигло 20. Шумная торговая жизнь воспитала в татарах страсть к торговле, и эта страсть по истечению веков превратилась в их национальную черту. Те же социальные и географические условия открыли татарам большие возможности к культурному развитию. Татары были в тесных связях со Средней Азией и Египтом со времен Берки-хана, 1257-1266 года, принявшего ислам благодаря бухарскому шейху Аль-Бахерзе, и Узбек-хана, 1312-1342 года, объявившего ислам государственной религией Золотой Орды. Во дворцах ханов Золотой Орды работали религиозные и мировые ученые, мастеры из Средней Азии и Египта. Их трудовая деятельность превратила ханскую столицу татар в культурный и научный центр и привела им культурные достижения, которые получили развитие в мусульманском мире. В результате этого татары постепенно начали участвовать в культурной жизни передовых народов и, несмотря на то, что сами ничего не могли добавить, взяли многое из общего богатства, созданного этими народами. Общаясь с культурным миром Средней Азии, приняв их тюркский язык, татары начали жить в одной культурной среде с башкирами. В то же время, уничтожив и растоптав башкир, в первую очередь образованных, татары уничтожили все достижения башкирской культуры. Башкирский ученый Риза Фахриддинов в 1914 году писал: «Дети Чингисхана не служили науке, культуре, просвещению, они не восстановили даже 1/100 части, разрушенного ими. Даже мизерная доля культуры, приобретенной от других и восстановленной в какой-то мере, давала преимущество татарам в разгромленном культурном мире идельуральских мусульман. У монгольского государства не было единого сплоченного народа, единой экономической основы, оно опиралось на жестокую силу оружия. Поэтому, несмотря на то, что как бы они ни старались казаться сильными, они не могли быть крепким государственным сооружением. С момента создания ими государства они уже были обречены на распад, наконец, и вскоре начали проявляться первые признаки этого. В 60 век 13-го западные улусы Чагаты, Джучи, Хлагу монгольского государства, выйдя из-под власти великого хана, став отдельными государствами, начали враждовать между собой. В то же время после смерти Бирки-хана, 1266 года, внутри Золотой Орды началась борьба за трон, и в начале XIV века она разделилась на два государства, на Белую и Синюю Орду. Вторая считалась зависимой от первой. Но на этом не прекратилась борьба между детьми Джучи. Иногда, на короткий период, когда к власти приходил сильный человек, например, в 1312 году 1342 года во времена Узбек-хана, казалось, возвращалось единство, но после этого начиналась еще более жестокая борьба. В Золотой Орде не было жесткого порядка наследования, любой человек из рода Джучи мог претендовать на трон. Но борьба была не только из-за этого. Золотая Орда не была родиной для татаро-монгол, не чувствовали родиной захваченную страну ни сыновья хана, ни мурзы, ни простые люди. Эта земля была для них источником грабежа, обогащения, и каждый старался стать хозяином этого источника, вырвать себе кусок покрупнее. В борьбе за источник богатства дети Джучи, свергая друг друга с трона, убивая брат-брата, сына отца, становились ханами либо целой Золотой Орлы, либо одной области, и тут же были свергались или убивались другими претендентами. Среди них царила кровная вражда. Но в единой задача – в сборе ясака с подчиненного народа, они были едины. Государственный аппарат, делающий эту работу, хорошо исполнял свою службу. Кроме этого, с усилением борьбы за трон усиливался гнет народа, так как каждый претендент старался собрать себе больше налога, и народ вдвойне, втройне был ограблен. На землях под властью татар были разрушены хозяйства, высушены пастбища и выгоны, народ вымирал не только от татарских сабель, но и от голода и холода.
Башкортостану, особенно его южным и западным землям, большие потери принесла война между Токтамышем, который взял под свою власть Золотую Орду в 1377 году 1380 года, и Хромым Тимуром, правителем государства Мавераннахр Средней Азии. Эта война произошла из-за того, что они не смогли поделить между собой земли. В 1391 году Хромой Тимур вместе с 200-тысячным войском захватил юго-восточный Башкортостан и направился на запад, разгромив все на своем пути. Летом того же года вдоль реки Кандурчи на башкирской земле произошла битва, Туктамыш был разгромлен. Пешие увели 10-20 лошадей, один конный более 100, об остальном скоте, в том числе и о мелком рогатом скоте нет и речи, им не было числа. Особенно много оказалось у Тимура и его сардаров. Количество взятых в плен для рабства Тимура превысило 5000 человек. Войско Тимура не прекратило грабеж и по пути домой. Среди башкирского народа нашествие Хромого Тимура до сих описывается как самая большая катастрофа, беда. В сохраненной в архиве рукописи «Последний сартайлинец» рассказывается о борьбе до последнего человека племени Сарты с Тимуром не войски Туктамыша, а защищая свою родину, о месте оставшегося в живых старика племени за беду страны, за каждого убитого соплеменника. Из-за беспрерывных кровавых войн Золотая Орда в первой половине 15 века разделилась на Великую Орду, Ногайскую Орду, на Казанские, Сибирские, Крымские, Астраханские, Казахские, Узбекские ханства. Границы Ногайской Орды и Казанского, Астраханского, Сибирского ханств пересекали земли Башкортостана. По устройству, политическим и юридическим нормам, формам эксплуатации новообразованные татарские ханства ничем не отличались от Золотой Орды. Количество налогов, военные и другие нагрузки не то, что уменьшились, а наоборот, увеличились, все собиралось для удовлетворения жадности ханов и мурз. Ханы и мурзы на последнем издыхании показали чрезмерную жестокость и жадность. Страдания народа были бесконечными. Очень мало сохранилось сведений о борьбе башкирского народа против татар Золотой Орды и ханств, оставшихся после нее. Исторические и литературные источники того периода были уничтожены в пламени Вечного Огня и войны, до наших дней дошли обрывки и отрывки информации. Например, известно, как казанские татары в 1445 году 1467 года для подчинения башкир несколько раз приходили войной, в Шижере башкир Колчиной Урзазби говорится, как башкиры племени Менли, Минулы, воевали против Ногайской Орды. Даже на основании этой малой информации можно утверждать, что свободолюбивый башкирский народ не подчинился тирании татар, не прекратил многовековую борьбу, как и в 17-18 бесконечно боролся против рабства. Неустанной борьбой он еще больше подверг себя истреблению и грабежу. Из-за длительного жестокого истребления и грабежа численность башкирского народа уменьшилась в 10 раз, оставшись без имущества, они были разорены. П. Ирочков пишет следующее о башкирах: после того как они были полностью разграблены их правителями, питались, добывая рыбу и живность. В таком положении они оказались в руках казанских и сибирских ханов, эти ханы еще больше разорили их, наложили непосильные налоги. Глава Ай. 2. События после присоединения к русскому государству. Русские княжества, сохранившие возможность для политического и экономического роста и платящие только исак, не видели жестокого грабежа и истребления. Они потихоньку собирали силу, противостоящую Золотой Орде, которая постепенно ослабевала от раздора. В 1380 году объединенное русское войско под предводительством московского князя Дмитрия разгромило на Куликовском поле войско татарского правителя Мамая. Последующие князья также направили свою работу на освобождение от татарского гнета. Но прошло 100 лет, как они добились полной свободы. Эту свободу русские получили, когда встали на пути хана Ахмета, который шел на них войной в период правления московского князя Ивана III.
Желание освободиться от татарской зависимости дало возможность Ивану III начать работу по расширению западных и восточных русских территорий. На северо-востоке русские ушкуйники, разбойники, пройдя на Северную Каму, Северный Урал и побережье Северного Ледовитого океана, и даже на дальние югорские земли, подчинив основной народ, как коми, ненцы, ханты, манься, проживающих здесь издавна, заставили платить ясак Москве. В период правления Василия III благодаря объединению псковских, рязанских, смоленских княжеств был завершен процесс объединения всех русских земель и образовалось русское государство. Это государство очень быстро начало усиливаться. Благодаря жестокой руке первого русского царя Ивана IV, государство централизовалось, укрепилась самодержавная власть. Активную политику грабежа, начатую Иваном III, успешно продолжил Иван IV. 2 октября 1552 года Иван IV вместе с 150-тысячным войском после долгого осаждения захватил Казань, тем самым уничтожил Казанское ханство татар. После захвата Казани, русское государство усилило захватническую деятельность. Весной 1554 года 30-тысячное войско на кораблях отправилось по Волге к Астрахани. 2 июля без сопротивления захватило город. Астраханское ханство они полностью уничтожили в августе 1556 года, придя войной во второй раз. В 1554 году под впечатлением от побед русских войск, Ногайская Орда объявила себя вассалом русского государства. Но часть татар, не согласная с вассалитетом, перейдя Волгу, создала малую Ногайскую Орду между Азовом и Кабардой. Эта орда обратилась за помощью к крымскому ханну. Вассалитет Великой Ногайской Орды был окончательно укреплен в 1557 году. Таким образом, в 1552 году 1557 года 3 из 4 ханств, которые делили между собой земли Башкортостана, оказались в подчинении русского государства. Правда, Ногайская Орда до сих пор пыталась держать в своих руках башкир, собирать налоги, но после подавления восстания татар, которые хотели восстановить Казанское ханство, 1553-1557 года, ногайцы полностью оставили земли Башкортостана. Во время побега они пытались силой увести за собой башкир, но башкиры не бросили свою родину, вышли с оружием против ногайцев и победили. Татары, правящие более 300 лет, даже после падения их государства, остались сильным народом. Но они недолго сопротивлялись русской власти, так как у них не было своих древних земель. Из потери своего ханства, они не потеряли своей свободы, а потеряли лишь свое господство. Они быстро свыклись с мыслью потери господства. Вскоре они приспособились к новому хозяину, как когда-то приспосабливались к монголам, и стали верными людьми русского государства. Далее они помогали русским колонизаторам в захвате восточных земель, в подчинении башкир путем их грабежа, захвате их земель. За верную службу русская власть хорошо относилась к ним, дала им высокие должности, различные преимущества, подарила башкирские земли. После падения татарских ханств, башкиры, с одной стороны, освободились от гнета татар, с другой стороны, оказались перед страхом такого же зверского захвата других захватчиков. У башкир, оставшихся в тяжелом положении после татар, не было сил противостоять русскому наступлению, защитить родину. Поэтому они решили подчиниться русскому государству на условии вассалитета, как Ногайская Орда, таким образом получить независимость, ограниченную в какой-то мере. Русское правительство по условию, закрепленному грамотой 1557 года, признало право наследования собственных земель, вотчины, взяло обязательство защищать это право от внутренних и внешних захватчиков, также признало внутреннее правление башкир, свободу выбора религии. Башкиры в свою очередь обязались платить ясак, служить за свой счет, участвовать в дальних и близких походах, защищать юго-восточные границы государства от нападения кочевых народов.
шижеребузянских, кипчакских, усерганских, тамьянских башкир сказано, составили указанную грамоту, в которой особо написали о наших землях и религии, дали слово и поклялись башкир, исповедующих ислам, никогда не насиловать в другую религию, и чтобы мы, роды, стали нести искреннюю службу, согласившись на эти оговоренные между нами условия, взяв друг у друга подписи, нашу грамоту в городе Казани записали в книгу. Для обеспечения верности башкир, кроме указанных условий, русское правительство поставило условие предоставить в качестве заложников сыновей известных людей в Москву и Казань. Это условие долгие годы было тяжелой ношей для башкирского народа. В 1554 году 1557 года на основе данного условия присоединились башкиры под властью Казанского, Астраханского ханств и Ногайской орды, а башкиры Зауралья приняли русское подданство в период захвата русскими Сибирского ханства. Вдобавок, принятие башкирами Зауралья русского подданства связано со зверством и жестокостью царского войска. Например, в 1596 году военный отряд под предводительством боярского сына из города Тюмень, без какой-либо причины, напав на земли каратабынских башкир, убил много людей, захватил в плен женщин и детей. Многие пленные умерли в неволе, оставшиеся в живых были проданы в русские города Сибири. Такие зверства вынудили каратабынских, сингрянских башкир присоединиться к хану Кучуму и его сыновьям. Несмотря на это, до 20-17 века все башкиры перешли в русское подданство. Согласно грамотам, данным русским правительством, башкирский народ обратно полностью вернул земли, которые занимало башкирское государство до татаро-монгольского нашествия. Присоединение к русскому государству на условия вассалитета в то время считалось большим достижением для башкир. Вместе с этим, башкиры, во-первых, освободились от захвата жестокого русского войска в сложный исторический период, во-вторых, показали себя перед русским государством, как отдельный народ со своими древними землями, со своими политическими и экономическими интересами, в-третьих, положили юридические основы для защиты своих национальных прав и национальных земель, в-четвертых, несмотря на зависимое положение, восстановили Башкортостан, как отдельную страну, несмотря на административно-территориальное разделение, его все знали как единую страну. Башкиры по собственному желанию перешли в русское подданство, но это подданство ограничивалось условием вассалитета. Поэтому русскому государству пришлось вести жестокую кровавую войну более 2 веков, для внесения в свой состав Башкортостан, путем его полного захвата и нарушения условия присоединения и грамоты 1557 года, подписанную Иваном IV. В период правления Ивана IV усилилось вторжение русских на север и Сибирь. В подчинении бескрайних чужих земель значительное место занимали такие промышленники, как Строгановы, купцы и разбойники, воры, используемые купцами. Одну из таких разбойничьих группировок возглавлял знаменитый Ермак. Промышленники, купцы и разбойники, жестоко расправляясь с местным коренным народом, изгнав из своих земель, творили ужасные зверства. Этому грабежу были характерны 2 вещи. Во-первых, захватчики, вплоть до простого вора, уже в те времена были вдохновлены духом великой государственности и захватничества, они сначала, до своего прихода, считали все восточной земли законными, природными территориями русского государства, а коренной народ, страшных шайтанов, нерелигиозных подлецов, обязанными платить исак русскому царю. Земли пустые, значит русских нет, и никогда не выплачивался исак царской казне с этих земель. Также русский царь поделился правом владения бескрайними землями с купцами. Во-вторых, русские захватчики каждый шаг своего движения закрепляли по приказу царя городами и крепостями, построить городу в удобном месте, а городу приставить пушки, сильно укрепить различными крепостями, построили церкви в городах и крепостях и быстро разместили там свой народ. Во второй половине XVI века такие города, построенные на пермских землях, заняли большую площадь земель северных башкир.
Это было самым значительным нарушением условий вассалитета. Поэтому в 1572 году, 1582 года, когда народы пермяков на севере, Манься, ханты, удмуртов, мэри восстали с оружием против постройки городов-крепостей на своих землях, башкиры также принимали в нем активное участие. В октябре 1582 года после разгрома Ермаком войска сибирского хана Кусема, русское правительство настойчиво начало продвигаться в Сибирь. Короткий период в Западной Сибири были построены крепости и укрепленные деревни, очень быстро усилился их военный гарнизон. Кроме рабочих, в Сибирь с центральных губерний были переведены крестьяне. Для того чтобы русским было легко проходить в Сибирь, нужно было проложить удобный путь. Известный с давних пор местному народу этот путь проходил через Башкортостан, через устье реки Караидель, Уфа. Русское правительство для освоения этого пути в 1586 году построило Уфу. Сибирскую дорогу, проходившую через Уфу, думали дотянуть до Тобольска. Постройка города Уфа отвечала сразу нескольким задачам. Этот город должен был служить опорой для колонизации Башкортостана и дальнейшего продвижения на восток, для укрепления власти русского государства в Башкортостане и многочисленного переселения русских на башкирские земли. Русское правительство, которое старалось первое время не трогать башкир, сказав, что постройка города нужна для облегчения платежа ИСАКа, для того, чтобы не возить ИСАК в Дальнюю Казань, обманула башкир. Башкиры, поверив этим словам, дали согласие на постройку города посередине своих земель. С основанием Уфы в Башкортостане началась настоящая русская колонизация. Первые поселенцы Уфы состояли из артиллеристов, лучников, подьячих, отправленных для постройки и защиты города. За счет новых рабочих население города начало быстро расти. Рабочие, в том числе и лучники, получили земли близ города. Возле Уфы возникло много деревень, названные фамилиями русских купцов и помещиков. Среди помещиков были и татарские мурзы, получившие звание за верную службу царю. Русские крестьяне, переведенные на владение помещиков, начали пахать башкирские земли. Земли близ Уфы были отобраны у башкир. В Уфе расположилась колониальная власть под предводительством воеводы. Воевода держал войско, отвечал за беспрепятственный платеж ИСАКа народом, исполнял судебную обязанность, и самое главное, в уверенной ему территории подавляя различными методами башкир, должен был их притеснять. В Уфе после укрепления русской власти, в большей части Башкортостана был создан Уфимский уезд, подчиненный приказу Казанского дворца. Уфимский уезд был разделен на 4 дороги: губерния, на Казанскую, Ногайскую, Осинскую, Сибирскую дороги. Эти дороги совпадали с землями, которые занимали прежние татарские ханы. Северно-восточные башкирские земли были прикреплены к Тобольскому, Верхотурскому и другим уездам. В Башкортостане данная система административного руководства сохранилась до начала XVIII века. Но даже после него он остался в разделенном положении границами различных уездов, губерний, провинций. Административно-территориальное разделение Башкортостана было сделано русским правительством для дезорганизации национального единства башкирского народа, для препятствия усилению единства. Но, несмотря на эту политику, башкиры, воспользовавшись правом, данным грамотой 1557 года, восстановили свои прежние известные собрания как национальный правительственный орган. Эти собрания хорошо служили для объединения народа, были мерой реализации независимости. На собраниях решались жизненно важные проблемы народа, в том числе, проблема защиты национальных прав. Восстания башкир 17 и начало 18 всегда начинались по постановлениям открытых или закрытых собраний. После основания Уфы, несмотря на несогласие башкир, в различных районах Башкортостана было построено очень много городов, в том числе Оса, Берск, Табын. Эти города и крепости превратились в опору по колонизации Башкортостана. Колониальные опоры были построены и на землях Башкир-Зауралья вдоль рек Исеть, Сечи, Миас.
В колонизации Башкортостана активно принимали участие монастыри. Уже при правлении Ивана IV и его сына Федора, земли вдоль рек Агидель, Белая, Сулман, Кама, монастырям были отданы без согласия башкир. На этих землях вместе со священнослужителями расположились и крестьяне. Монастыри, распространившись в Башкортостане, в скором времени увеличились. По сведениям исторических материалов и единому мнению современных башкирских историков, после присоединения к русскому государству, после побега ногайцев, в первое время на землях, занимаемых татаро-монголами, жили только башкиры, не было другого народа. Переселение чужого народа в Башкортостан началось с усилением русской колонизации. Кроме того, что русское правительство переселило различных рабочих, крестьян дворцов, поместий, монастырей в города-крепости, в монастыри земли под их защитой, Татармишири, в Башкортостан начали приходить татары, сбежавшие от натиска, чуваши, мари, удмурты, мордва и другие. Были крестьяне, пришедшие из центральных губерний. Башкиры, не найдя силы сопротивляться такому течению народа, обратились за помощью к русским царям. Они написали о том, что на древние овочинные земли башкир приходят переселенцы целыми деревнями, пашни вспахали, покосы скосили, леса повырубали, поэтому источники исака сократились, не осталось сил для платежа исака и других налогов. Но русское правительство, несмотря на то, что взяло на себя обязательство защищать земельное право башкир согласно грамоте 1557 года, не обратило внимания на эти просьбы. Таким образом, Башкортостан активно колонизировали не только русские, но и татары и другие близлежащие народы. Они практически все взяли башкирские земли самовольством, насилием. Благодаря этому между башкирами и переселенцами часто бывали стычки. Башкиры лишь с немногими переселенцами смогли составить условный письменный договор о платеже одной части исака за землю и другие природные богатства. Этих переселенцев назвали кирмешек. Остальной исак русское правительство взимало с башкир, как с хозяев земли. А в это время большой площадью земли пользовались чужие народы. Тяжелым был платеж исака, основного налога за занимаемые земли, и дополнительного налога, изъятого земель, приносящих большую пользу. Временами правительство повышало размер налога. Кроме этого, башкиры обязаны были платить 1/5 часть парнокопытного скота, поминки царя и воевод и другие бесчисленные налоги. Кроме этого, из-за обмана и жестокого грабежа сборщиков исака, платеж, увеличившись в 2-3 раза, превращался в непосильный груз. Северо-восточные башкиры, не вытерпев, написали об этом правительству. С наступлением зимы, воеводы отправляют башкирам, военных с верхотура для сбора исака, а из-за того, что вокруг лес и нет пути для саней, они возят военных на нартах. Эти верхотурские военные в течение зимы по очереди живут у них, а сами, башкиры, зимой платят исак при помощи охоты. Когда мужчин нет дома, эти военные бьют, издеваются над детьми, женщинами, отбирают деньги, шкуру зверей, требуют исак намного больше положенного, лишним исаком пользуются военные воеводы, и причиняют различный вред башкирам. Когда ложится снег, и невозможно возить сборщиков исака на лошадях, они собирают по рублю с каждого дома за лошадей, а ходят на лыжах. Воеводы не показывают башкирам, книгу исака, и берут исак больше положенного. У кого какую шкуру видит, все забирают и сами пользуются. До этого они, башкиры, верхотуру платили исак в год на душу за счет 5 куниц, а теперь верхотурские воеводы с них, башкир, берут по 10 куниц. Они, башкиры, от такого грабежа обнищали, многие стали должниками, сами разошлись, оставив в заложниках детей и жен, а за виноватых должников долги платят все равно башкиры. Из-за лесной местности у них нет полей, питаются летом саранкой, зимой рыбой. Такой деспотизм царил не только на северо-востоке, но и во всем Башкортостане. Русское правительство, подарив помещикам за отличную службу, должность сборщика исака, само одобрило грабеж башкир. Таким образом,
Вдобавок к сбору обязательного исака, русское правительство для насыщения своей жадности творило насилие, как хотело, конечно же, не учитывало возможности народа. Людей, во время неплатящих исак, били палками на глазах народа, после этого мало кто выживал. Непосильный налог и жестокий гнет вынудил бежать башкир со своих вотчинных земель на границу древних башкирских земель, на восток и юг. Но там они попали в руки калмыков и казахов. Так как в первую четверть 17 века они захватили башкирские земли, многие сбежавшие вернулись обратно. Несмотря на то, что русские колонизаторы привели их к тяжелому положению, как и во времена татар, башкиры не бросили свою родину. Несмотря на то, что они жаловались на гнет и несправедливость во время платежа исака, в основном, они не выражали недовольства относительно исака, потому что считали, что исак – это крепкое условие для права имения своих вотчинных земель, и придавали большое значение исполнению обязанностей грамоты 1557 года, посчитав ее авторитетным государственным актом. С периода присоединения к русскому государству башкиры были привлечены к русским военным походам. Уже осенью 1557 года они участвовали в Ливонской и Крымской войнах, в начале 17 века воевали против польско-шведских войск, участвовали в освобождении Москвы с Мининым и Пожарским. Не было ни одной войны и похода, где бы русское государство не привлекало башкир. Кроме этого, башкир заставляли строить города и крепости в качестве военнообязанных. Например, в 1594 году большую группу башкир отправили в Сибирь для строительства города Тара. Военная служба башкир за свой счет была тяжелым грузом. Вдобавок, эта служба на многие года отрывала башкир от своего хозяйства, тем самым приводила к нищете и задолженности по исаку. Но военная служба входила в обязанность согласно грамоте 1557 года, поэтому они считали военную службу обязательным долгом. Кроме платежа исака и исполнения военной службы башкиры должны были снабжать конной возницей каждый государственный груз при перевозке. Тяжесть этой обязанности ничем не была меньше военной службы, так как в период захвата новых земель русское государство перевозило очень много груза, лошадей брали на дальние расстояния, и питание хозяев груза возлагалось на башкир. Таким образом, освобождение от власти татарских ханов не принесло башкирам никакого облегчения, формы и меры эксплуатации не изменились, с этой стороны русские многое переняли у татар. Вдобавок, если татары, как в русских областях, никогда не усваивали право земельного владения тем, что земля ничья, а на Божьи русские не ограничились жестоким грабежем и насилием, а активно захватывали башкирские земли. Русское правительство, как башкиры, свято не чтило грамоту 1557 года. Несмотря на то, что Федор Иванович, сын Ивана IV и другие цари, поправляя грамоту, делали заявления, русское правительство не считало обязательным эти обязательства. Русский царь считал себя единственным высшим хозяином всех захваченных и незахваченных земель. Поэтому он и его правительственные органы, как настоящие колонизаторы, ни от чего не отказывались. Кроме захвата башкирских земель, это правительство одобряло переселение различных переселенцев и беженцев в Башкортостан, не считалось коренным народом, с его потребностями и интересами. Все это и деспотизм вызвало большое недовольство среди башкирского народа. Глава Ай. 3. Первые башкирские восстания. На усиление недовольства башкир по отношению к русскому правительству указывают их многочисленные участия в восстании 1616 года, если сравнить с восстаниями 1572 и 1582 года. Восстание 1616 года вспыхнуло среди казанских татар, чувашей, мари, удмуртов. Повстанцы окружили Казань, захватив город Оса, недавно построенный на берегу реки Сулуман, Кама, Сарапул, подвергли в страх колонизаторов. Несмотря на активное участие башкир, это не говорило об их первом самостоятельном выходе. Первое самостоятельное восстание было в 1645 году.
Здесь восстали северо-западные башкиры, заявив несогласие с постройкой города Мензелинска на их землях и тем самым указав на нарушение грамоты 1557 года. Но отношение башкир к русской политике не закончилось лишь выражением недовольства и несогласия, попыткой заставить их выполнить взятые на себя обязательства. Вместе с усилением активности колониального захватничества и гнета у башкирского народа возникла мысль отказаться от русской зависимости и создать самостоятельное государство. Эта мысль окончательно укрепилась и превратилась в основную цель после жестокого подавления восстания 1645 года, казни предводителей. Башкиры поняли, что русские, так же как и татары, настоящие враги, что в будущем нужно бороться не за вассальное право, а за полную свободу. В то же время русское правительство сделало кое-какие выводы. В соборе уложений 1649 года, сборник законов, оно отметило, что оно вновь верно условиям грамоты 1557 года, что готово защищать и охранять вотчинное право башкир на их земли. Но в реальности жизнь башкир вовсе не изменилась. Башкиры, как и прежде, жаловались на притеснение сборщиков ясака и служащих. Служащий Никита Юрьевич Аничков стал хозяином башкирских земель, охотился во всем, сильно притеснял башкир. Служащие Иван Павлов и Иван Кулаков насильно отбирали у них самых лучших лошадей, скакунов, бобров, шкуры, различных животных грабили, их женщин и детей снимали, с них верхнюю одежду и другие. Захват башкирских земель, усилившись, принял систематический характер. В 1651 году-1656 года русское правительство начало строить укрепленную засулманскую линию, в которую вошли 7 городов, и в том числе и Мензелинск. Эта линия проходила через большую часть башкирских земель, и должна была отсечь огромную башкирскую территорию. В северо-западном Башкортостане продолжала идти работа по постройке новых городов, крепостей, укрепленных деревень. Кроме грабежа русских, к башкирам с юга и запада пришла большая беда, их сильно начали притеснять казахские мурзы и калмыки с 20-х годов 17 века. Калмыки, постоянно нападая, расширили свои пастбища за счет башкирских земель. В борьбе против калмыков русское правительство вначале защищало башкир, но с 50-х годов, оно, резко изменив свою политику, встало на сторону калмыков и запретило башкирам защищать свои земли. Уфимский воевода получил указание убить каждого башкира, который нарушит приказ. В конце 50-х годов южная часть реки Самара между рек Волга и Ярик полностью осталась в руках калмыков. Калмыки вошли в состав России. Новая измена русского правительства в напряженный период стала причиной нового башкирского восстания. Началась настоящая заранее запланированная освободительная борьба башкир. Башкирское восстание, которое началось в середине июля 1662 года в Зауралье Башкортостана и Кунгурском уезде, в скором времени распространилось по всему Башкортостану. Это все говорит о заранее договоренном восстании. Во главе восстания стояли феодалы, то есть старшины, тарханы и высшие религиозные руководители, но и простые слои башкирского общества были на стороне восстания. Это восстание большой волной подняло народ. Башкиры, когда-то сбежавшие от жестокого деспотизма, стали зачинателями восстания под предводительством Хармергена и самыми активными участниками. Повстанцы осадили все крепости, монастыри, укрепления, русские деревни Доневы и Верхнего Исета, взяли город Кунгур, атаковали Уфу, вели жестокий бой возле Мензелинска и Многонедр. Русское правительство, поговорив наедине с руководителями, старалось дезорганизовать повстанцев. Правительство, отправив к повстанцам послов, в том числе 2 астраханских татар, призывало сдаться. Уфимские власти не жалели обещаний, якобы, они простят участие в восстании, проверят насилие со стороны местных начальников, прекратят различный обман, грабеж и другие. В ноябре 1662 года башкиры Казанской и Ногайской дорог решили прекратить борьбу.
Некоторые башкиры Зауралья под предводительством Арсланбека согласились сдаться. Три брата Давлетбаевых, Тархана Ногайской дороги, для спасения народа от больших жертв по требованию власти сдали двух предводителей восстания Хауэр и Уликая. Но русская власть не выполнила ни одно обещание. Вместо того, чтобы простить, они в пытках убили сданных предводителей, повесили заложников, которых держали у себя согласно грамоте 1557 года, начали убивать повстанцев. Шокированные такой жестокостью и хитростью Давлетбаевы сами встали во главе восстаний на Ногайской дороге. После смерти Хармергена в начале 1663 года предводителем зауральских башкир стал Арсланбек. Народ снова поднялся на борьбу. В Башкортостане были собраны правительственные войска со всей Волги, со всего Урала, с городов, крепостей и укреплений. Руководителем отряда карателей был назначен казанский воевода Ф.Ф. Волконский. Повстанцы сильно бились с карателями, но их силы были неравными, поэтому они начали проигрывать. Правительственные войска начали грабить, поджигать башкирские деревни, конфисковали имущество, продукты питания, истребляли народ, убили много людей, вплоть до младенцев, многих привели в Уфу как пленных. Они разгромили деревню Арсланбека, убили его, зарезали весь дом, не пожалели даже детей. Но восстание не прекратилось. Башкиры бились до последнего, только к концу осени 1664 года все утихомирилось. В результате башкиры заставили русское правительство принять их законные требования. В 1664 году это правительство, еще раз официально утвердив вотчинное право башкир на своей земли, обещало положить конец деспотизму, и велело выполнять данное обещание уфимскому воеводе Ф. Исумову. Но это не было основной целью башкирских восстаний. Башкиры поставили задачу восстановить свое древнее государство, отказавшись от русской зависимости. Им не хватало сил для достижения этой цели. Большинство советских историков, следуя определениям официальной русской исторической науки, относят происхождение восстаний данного периода и более поздних к высшему феодальному слою. Вот что они говорят: усиленный, окрепший с экономической стороны высший феодальный слой башкирского общества тяжело воспринимая даже малые меры царской администрации, которые ограничивают их. Крупные башкирские феодалы стремятся к неограниченной экономической и политической власти, стараются только сами пользоваться правом гнета башкирских рабочих. В конце концов, в процессе борьбы, среди крупных башкирских феодалов возникает политический идеал – освобождение от русской зависимости и поиск другого царя, хана. По-другому, башкирские феодалы, отказавшись от немного притесняющей их сильной власти русского государства, старались перейти в зависимость кочующих ханов, которые бы смогли дать Башкортостану только свое имя, а высшему феодальному слою башкирского общества естественное, неограниченное экономическое и политическое право. Некоторые башкирские феодалы даже стремились построить самостоятельное башкирское ханство. В этих словах, пропитанных духом великодержавного русизма и колонизаторства, нет объективной оценки историческому событию. Всем известно, что в феодальном обществе без феодального слоя прожить невозможно, что данный слой с исторической стороны закона эксплуатирует рабочих своего народа. По-другому, в период феодализма право эксплуатации своего народа феодалам было дано законом общественного развития. В тот период русские помещики по данному праву жестоко эксплуатировали своих крестьян. Но историки не держат зла на русских помещиков, но они не приняли право русских на своевольство в Башкортостане. Их возмущают башкиры, не желающие отдавать Башкортостан во власть колонизаторов. Не осмелившись обвинить целый народ, они, отделив феодалов от остального народа, старались враждебно настроить народ против них. Народ един, в него входят и угнетенные, и угнетатели. Кроме классовых интересов, отделяющих эти классовые группы, есть и общий народный интерес, объединяющий их всех вместе. У каждого народа, в данном случае у башкир, феодальный класс в свой период отвечает за все общество. Ф. Энгельс,
и согласно их социальному положению отражает интерес всего народа. Благодаря этому самые лучшие представители башкирских феодалов, организовав башкирские восстания против колонизаторов, руководили ими. Весь народ, и тарханы, и бедные, эти восстания восприняли одной душой, одним желанием. Кроме этого, освободительная борьба по сравнению с феодалами больше необходима была народу, испытавшему на себе всю жестокость русских. Русские историки осуждают желание башкирских феодалов освободиться от русской зависимости. Они не могут простить такой смелый поступок феодалов и объявляют башкирские восстания восстаниями против русских, то есть реакционными, потому что, по их мнению, ничто, направленное против русского правительства, уязвляющее чувство великой русской государственности, не может быть прогрессивным. Для того чтобы как-то оправдать оклейменные башкирские восстания, некоторые башкирские историки встают на ошибочный путь, придумывают тезис, что у башкир не было цели отделиться от русского государства. Нет никакой необходимости так искажать историческую правду. Нужно открыто говорить, что все восстания, начиная с восстания 1662-1664 года, ставили цель изгнать колонизаторов из Башкортостана, построить самостоятельное, независимое башкирское государство. По-другому это и не было возможным. Потому что, несмотря на большие беды, принесенные татарской властью, башкиры, сохранившиеся единым народом, не потерявшие национальное достоинство, когда присоединились к русскому государству, воспользовавшись внутренним управленческим правом, которое предусматривалось в грамоте 1557 года, восстановили торговые и хозяйственные связи своих земель среди различных губерний, тем самым еще сильнее укрепили национальное единство, вернули былую политическую мощь. Если бы русское государство, как следует, выполняло условия грамоты 1557 года, то башкиры, может быть, долгое время жили бы не беспокоясь, приняв вассальное положение, которое давало в какой-то мере национальное развитие. Но русское правительство в Башкортостане начало вести политику грабежа, жестокого насилия. В таком положении и на уровне достигнутого национального единства сооружение самостоятельного национального государства по законам общего объективного национального развития превратилось в обязательную историческую потребность. Исходя из этой объективной потребности, определилась цель башкирских восстаний. Эти восстания превратились в национально-освободительную борьбу. Русские историки не желают знать этой правды. Причину восстания они объясняют злыми мыслями жирных феодалов. С началом национально-освободительной борьбы перед башкирами встала задача найти хана на государственный престол. Как известно, престол хана, как и престол царя, заслуживает человек из рода ханов, царей. Весь ханский род башкир убили татаро-монгольские захватчики. По этой причине, башкиры иногда искали ханов среди соседних восточных народов, не потерявших царский род. В то время в этом не было никакого проступка, как и в том, что после смерти Петра I российский престол занял чужой человек. В середине 70-х годов русское правительство со всех сторон начало вести прошлую политику и усилило меры по христианизации мусульман Урала и Поволжья. Христианизация мусульман проводилась с середины XVI века, в то время от крещенных татар пошли служивые. В начале 60-х годов XVII века для укрепления христианства в Башкортостане собрание церкви вынесло приказ о назначении епископа в Уфу, но башкирское восстание 1662-1664 года помешало исполнению этого приказа. В 1674 году высший церковный глава Иоаким серьезно занялся этим делом. Правительство во всем ему помогало. Приказом от 16 мая 1681 года была образована Уфимская епархия и назначен отдельный епископ. Христианизацию решили стимулировать обещанием различных преимуществ и подарков. Но правительство, поняв, что таким путем не достигнет желаемого, встало на путь насильного крещения.
Насильное крещение русским правительством было бестолковым нарушением еще одного обещания Грамоты 1557 года, то есть никогда не заставлять принимать другую религию, и в период гнева народа из-за усиления захвата земель, различного гнета насильное крещение русскими послужило причиной для нового восстания. С марта 1681 года башкиры различных дорог, организовав народные собрания, начали между собой общаться, создавать вооруженные группы. В середине лета группы Сибирской и Ногайской дорог взяли путь на запад и, объединившись с башкирами Казанской дороги, начали общее наступление. Повстанцы, назначив предводителем одного из самых уважаемых, образованных религиозных руководителей Саита, организовали общее руководство. Единая борьба началась весной 1682 года. Повстанцы напали на города Заинск, Чишма, Мензелинск, Самара, которые расположены на восточных башкирских землях. В середине лета башкирское восстание охватило весь Башкортостан. Башкиры осадили Уфу, Кунгур, захватив крепости вдоль берегов Чусовой, Исеть и другие, сожгли монастыри, церкви, русские деревни, расположенные на башкирских землях. Русское правительство собрало большое войско с близлежащих городских гарнизонов, но в 1682 году не смогли противостоять башкирскому восстанию. Испугавшись башкирского восстания, которое приняло широкие обороты, русское правительство от имени недавно взошедших на царский престол Ивана и Петра Алексеевича 8 июля 1682 года обратились к башкирам с грамотой. В этой грамоте они призывали прекратить восстание, обещали простить и в конце заявили: у нас, у великих царей, не было указа о насильном крещении и до сих пор нет, в этом вы не сомневайтесь. Башкиры выиграли многое, заставив русское правительство официально отказаться от своих намерений. Грамота правительства внесла раздор среди повстанцев. Одна группа башкир, написав заявление от имени всех 4 дорог, отправила в Москву, вторая группа во главе с Саитом продолжила борьбу. Поэтому в октябре 1682 года правительство было вынуждено издать новый указ. В этом указе, посчитав захват башкирских земель за большой проступок, обещало поставить этому конец. Правительство обещало ликвидировать все, что вызывает недовольство у повстанцев. В то же время в марте 1683 года в Башкортостан направило дополнительные войска, тем самым насторожило башкир, которые не верили их обещаниям. В мае 1683 года башкирское движение, возобновившись, начало жаркую борьбу на Ногайской и Казанской дорогах. Но проиграв несколько битв, движение не смогло стать как прежде сильным. Правительственным войскам сильно помогли калмыки. В 1682 году калмыки были на стороне башкир. Они участвовали при атаке крепости Закамья, осаждении Мензелинска и Уфы. В начале 1683 года астраханский воевода, пообещав калмыкам многое, настроил их против башкир. Калмыцкий тайша Аюка, воспользовавшись беспорядком, думал подчинить башкир своей власти. Захватив Башкортостан 40-тысячным войском, он начал громить башкирские деревни и литовки, отнимал скот башкир, убивал народ, угонял женщин и детей. Калмыки, целое лето 1683 года грабив башкир, опустошили весь западный Башкортостан, тем самым расшатали их силы. Башкиры в 1683 году еще раз бились близ Уфы и были вынуждены прекратить борьбу. Башкирское восстание было подавлено. Самые активные участники были наказаны, в том числе был повешен предводитель башкир Казанской дороги знаменитый Туляйкий. Многие были убиты на поле боя. Во время разгрома башкирских деревень и литовок русскими и калмыцкими войсками было убито много людей, многие были угнаны в рабство. Глава Ай. 4. Натиск колонизации. Восстание 1704-1711 года. После восстания 1680-1684 года русское правительство, несмотря на официально данные обещания,
еще сильнее начала грабить башкирские земли. Это колониальное зверство было связано с агрессивной внешней политикой Петра I, взошедшего на царский престол в 1682 году. Петр I поставил цель, захватив побережье Черного моря и Балтики, открыть морской путь России для торговли. В 1695 году и 1696 года, организовав военные походы, он захватил крепость Азов и открыл путь в Черное море. В августе 1700 года Петр I, направив все войско на шведскую крепость Нарву, начал 21-летнюю Северную войну. Захватническая война, которая шла на Западе, привела к намерению воспользоваться железными и медными рудами Урала. Начали быстро строиться казенные и частные заводы на старых башкирских рудниках и нетронутых месторождениях. Самыми крупными были заводы Невьянский, Каменский, Уктусский, которые были построены в 1701 году-1704 года. Были насильно отобраны большие площади, богатые ископаемыми, строительными деревьями для постройки завода. Каждому заводу в 30 километров от него выделили землю в виде квадрата. С этих земель башкиры были согнаны, на их места были переведены русские крестьяне целыми деревнями и другие народы, прикрепленные к заводу. Заводские, не удовлетворившись данными землями, оперевшись на помощь местной русской власти, самовольно расширили свои владения. Таким образом, ряды помещиков, которые грабили башкирские земли с давних времен, служащих, торговцев и свободных пришлых пополнили новые зверские захватчики, заводские. Возобновление политики грабежа усилило недовольство башкирского народа. Местами это недовольство принимало вид сильного сопротивления. Башкиры мешали строительству крепостей, громили строящиеся русские деревни, не давали возможности спокойно использовать захваченные земли, отказывались платить исак, давать лошадь для воза багажа, исполнять приказы русской власти и другие. В середине 90-х века мещеряки начали сообщать власти, что башкиры, якобы, собираются начать восстание. В начале XVIII века, после того как русское правительство резко повысило налоги, потребовало с башкир дополнительно 5000 лошадей и 100 человек русскому войску, которое было на войне, недовольство народа дошло к крайности. В то же время правительство назначило себе новых чиновников под именем прибыльщики. Они, придумывая все новые и новые налоги, должны были заставить народ выплатить их. Двое из этих прибыльщиков в 1704 году прибыли в Уфу вместе с солдатами и, собрав выборных из волостей, предложили 72 прибыльную статью. Согласно ей, кроме исаков, башкиры должны были выплачивать налог за борт, баню, свадьбу, оплаченный колым, шкуру, дугу, хомут, печь, мельницу, мост, прорубь, за имама в мечети, каждого человека, который ходит на базар и намаз, и много эдр. В прибыльных статьях были поставлены требования, которые потихоньку подвели башкир к крещению. Религия была самой надежной мерой по подчинению народа, поэтому русское правительство в этой сфере старалось реализовать свою политику. Оно требовало от башкир строить мечети наподобие церквей, открыть кладбище возле мечети, приблизить религиозные традиции к христианским, читать никах перед русским попом. Обложение дополнительными налогами башкир, которые ходят в мечети, к имамам, молятся, делалось для того, чтобы подтолкнуть их к крещению. Башкиры, после того как выслушали о новых налогах и требованиях, в гневе избили прибыльщиков и разошлись по домам. В ответ на это была отправлена карательная экспедиция под предводительством А. Сергеева, которая состояла из 2 конных, 4 пеших войск. В феврале 1705 года каратели прибыли в Мензелинск, по пути они вешали, арестовывали, грабили деревни, пугали народ и двинулись в Уфу. По прибытию в Уфу Сергеев отправил в тюрьмы, жестоко пытал арестованных. Он, собрав представителей с 4-х дорог, приказал найти 20 000 лошадей для использования их в рядах. Услышав, что у них нет такого количества лошадей для выполнения приказа, Сергеев велел избить всех собравшихся. После жестокого избиения умерло 3 человека.
Оставшихся в живых выбранных и пойманных в городе башкир он, избив палками, напоил их водкой, а потом поджег. После такого только в Уфе умерло 9 человек. После этого каратели направились в Ногайскую и Казанскую дороги для того, чтобы грабить, пытать, убивать народ. Эта жестокость, вызвав ненависть в башкирах, вынудила поднять оружие. Военное движение началось в начале весны 1705 года и, постепенно усиливаясь, охватило от Убыла до Волги, от северных до южных границ Башкортостана. С тех пор 7 лет не было покоя колонизаторам. Предводителем восстания был Тархан Бурзянской волости Ногайской дороги Алдр и превратился в самого сильного и знаменитого предводителя. Восстания прославились, как знаменитые предводители, Думий и Кусим из Казанской дороги, Иман-Батыр из Ногайской дороги, Мендигужи из Сибирской дороги. Предводители уже в начале восстания поставили цель создать самостоятельное государство, освободившись от колониальной зависимости русских. Султаном Башкортостана они объявили башкирского Тархана Мурата, тем самым решили возродить ханский род. В период накала башкирских событий летом 1705 года восстал астраханский народ. Не было спокойствия и на Северном Кавказе. В этот период Петр I думал успокоить народ различными обещаниями и отправил из Астрахани в Казань фельдмаршала Б.П. Шереметьева. Шереметьев, прибыв в Казань, выпустил из тюрьмы башкир, отправил послов для того, чтобы уговорить предводителей. Увидев это, многие башкиры поверили в царские обещания и решили достичь своих целей без оружия. Они, написав на имя царя заявление, отправили в Москву 8 человек под руководством Дюмея. Но к лету 1706 года Астраханское восстание было подавлено, положение немного улучшилось. Поэтому Петр I, рассмотрев заявление, вместо того чтобы выполнить свои обещания, сдал делегацию казанским властям. В Казани после долгих пыток Думея повесили, остальных закрыли в тюрьму. Такой поступок по отношению к делегации усилил ярость в башкирах, даже башкиры, верящие в царя, потеряли надежду на мирное решение восстания, весь народ поднялся на борьбу. Башкиры, знающие всю тягость борьбы против колонизаторов исходя из опыта прошлых восстаний, старательно искали союзников. Осенью 1706 года посольство под руководством Мурата с этой целью направилось в Северный Кавказ, Крым и Турцию. Крымский хан и турецкий султан отказали в оказании помощи башкирам, а народ Северного Кавказа согласился. Желая воспользоваться этой силой, Мурат в начале 1708 года поднял там восстание. Объединенное войско народа Северного Кавказа и сопровождавшая Мурата башкирская военная группа взяли Терек, остатки городского гарнизона закрылись в Кремле. Разгромив Кремль, дойдя до Астрахани, повстанцы решили присоединиться к башкирскому восстанию. Но астраханский воевода П.М. Апраксин, получив сообщение от калмыков, направил в Терек 1200 солдат и 650 астраханских татар под предводительством полковника. К ним присоединились 3000 калмыков Аюка-Тайша. Это войско, победив повстанцев, взяло в руки раненого Мурата. В Казани Мурата жестоко пытав, повесили на железный крюк. После смерти Мурата Алдр в поиске союзников начал общаться с каракалпаками и согласился за военную помощь посадить на башкирский престол родственника каракалпакского хана. В то же время Алдр, тайно готовя башкира Ногайской дороги хажа к ханству, всегда держал его рядом. Каракалпакский человек, претендующий на престол, не столь сильно помог башкирам. Он в 1709 году и 1711 года, прибыв в Башкортостан, участвовал со своей военной группой всего лишь в нескольких боях и пропал. Башкиры не могли найти себе союзников. Башкиры с малой силой сражались одни против хорошо вооруженного регулярного правительственного войска и его сторонников. Несмотря на это, они были героями. В какой-то период восстания даже повергли в страх русское правительство и местную власть. В середине декабря 1707 года между городами и крепостями Башкортостана прервалась связь, многие были окружены. Уфа тоже была осаждена.
В феврале 1708 года башкирские войска вели борьбу в 30 километров от Волги к Казани, в то же время и в самом Башкортостане. Колонизаторы остались в напряженном положении. Поэтому они предложили башкирам поговорить о соглашении. Башкиры, не подозревавшие в этом подвоха, согласились и прекратили атаку своего войска. Во время переговоров царское правительство собрало в Казани большое войско, привлекло казанских татар, из русских помещиков и крестьян собрали вольные группы, и вся эта сила под предводительством П.И. Хованского 22 февраля перешла в наступление. Из-за неожиданной атаки башкиры должны были отступить. Русское правительство поставило своей целью истребление народа. Оно велело своему войску и вольным группам не сторониться никаких зверств. Петр I дал приказ Хованскому – убивать, вешать на пойманном месте, убивать как настоящих врагов, запугать. Каратель с арестов приказал башкирам старший 10 лет рубить голову, младший 10 лет разрезать живот. Жестокость карателей перешла все границы, хуже всего были вольные группы. Они жгли башкирские деревни, уводили скот, убивали народ. От вольных не отставали и татары. С начала восстания они верно служили русскому правительству, с большой радостью помогали убивать башкир. Как и в 1863 году русскому правительству помогали калмыки. Летом 1708 года калмыки вместе с 10-тысячным войском, захватив Башкортостан, начали чинить злодеяния в устье реки К. Они очень много убили, взяли в плен мужчин, женщин и детей, отняли имущество. Во второй раз калмыки пришли летом 1710 года и совершили еще больше злодеяний. Эти набеги обессилили башкир. Но восстание не прекратилось, оно длилось до конца 1711 года. Даже в 1712 году не было спокойствия. Башкирская борьба не достигла успеха. Несмотря на это, русское правительство решило немного смягчить колониальный гнет, сократить новые налоги. Эти небольшие облегчения, конечно, ничуть не оправдывали бесчисленные жертвы Семилетней войны, бесконечные страдания. Но башкиры то боролись не за эти облегчения. Они боролись за свободу. 5. Новый колониальный натиск. Смертельные восстания 1735-1740 года. Смягчение колониального гнета в период волнения восстания 1704-1711 года длилось недолго. В 1715 году-1716 года русское правительство вновь взялось за строительство медных заводов. Только в период правления Петра IV в Башкортостане было построено 14 медных заводов. Вместе с этим, русское правительство ради галочки, якобы храня верность грамоте 1557 года, без письменного разрешения хозяев земель, на башкирских землях не разрешало строить заводы. Но заводчики прекрасно знали, в чем заключается истина данного приказа, поэтому, несмотря на несогласие, опираясь на помощь местной русской власти, находили различные пути захвата земель. Желающие построить завод, от имени настоящих хозяев земель заключали договоры с пришлыми людьми. Кроме этого, местное горное управление сообщило, что хозяевами большинства земель на Урале являются не башкиры, а татары, и многие люди, взяв татарские договоры на отсечение земель и строительство заводов, строили заводы на башкирских землях без их согласия. Люди из горного управления, которые насилием отбирали башкирские земли, старались, продав или разделив другим, разменять землю. Для того чтобы стерся след захваченных земель и не возникало противоречий при оформлении насильно отобранных земель, законы хозяев земли, башкир, убивали целыми домами, поджигали зимовки и литовки, не стеснялись полного истребления. Приказы, закрепленные законом, нарушали не только местная власть и служащие, но и само правительство. Оно, не спросив башкир, отдавало желаемые земли в казенные заводы, раздавало отдельным промышленникам и помещикам за отличную службу. Для узаконения этих преступлений правительство издало указы, сводящие на нет их взятые обязательства. Например,
Специальными приказами от 1719 года 1720 года, оно ограничило право пользования лесом на своей территории. В это время продолжалось строительство новых городов и крепостей на башкирских землях. В 1731 году началось строительство новой укрепленной линии Засауманья. Эта линия отобрала большую площадь башкирских земель. Кроме этого, значительную северо-восточную, южную и юго-восточную часть Башкортостана захватили калмыки и казахи своими военными набегами, которые начались с начала 17 В. В результате до 30-х к 18 В башкиры потеряли очень много своих древних земель. Поэтому земельная проблема была основной причиной башкирского раздора и башкирских восстаний. Башкиры, вложив все свои усилия в сохранение своих земель, в действительности боролись за самостоятельное национальное существование и национальную свободу. С началом новой колониальной атаки русского правительства в Башкортостане положение еще сильнее ухудшилось. Башкиры хотели поднять восстание в начале и середине 20-х, но русское правительство людей, способных начать восстание, арестовав, наказав, предупредило вооруженное движение. Император Петр I особенно позаботился о усмирении неподчиняемого башкирского народа навеки. Вместе с жестоким террором и устрашением, Петр I считал, что увеличение русского народа, русизация страны – одна из самых сильных мер по усмирению. Выполняя указания Петра I, некоторые государственные деятели начали делать конкретные предложения по отношению к башкирской проблеме. В 1724 году начальник Главного управления Сибирского и Казанского горных заводов В.Н. Татищев на усмотрение правительства по проблеме башкир предложил покрыть Башкортостан частой сетью крепостей, быстрее их крестить и много недр. В 1730 году казанский губернатор А.В. Волынский издал рукопись под названием «Записка о проблеме башкир в Российской империи». В этих записках он отметил очень много мер: усилить враждебность между, с одной стороны, башкирами, с другой стороны, казахами, каракалпаками, всеми народами, переселившимися в Башкортостан, разместить крупное регулярное войско в Башкортостане, уменьшить вдвое численность башкир-ит. В 1734 году обер-секретарь Сената И.К. Кириллов учел все предложения, составил широкий план по активизации колониальной политики в Башкортостане и усилению позиций русской политики. Меры, указанные в плане Кириллова. 1. В устье реки Ор-Оль, начать строить город Оренбург, который будет во власти сильного военного гарнизона. Этот город должен быть центром блокады Башкортостана военной силы и опорой для ведения колониальной атаки в Средней Азии, далее в Индии. Это нападение было задумано в период правления Ивана IV, а превратилось в основную цель в период Петра I. 2. Вдоль южных и юго-восточных границ Башкортостана построить крепости, тем самым превратить его во внутреннюю губернию Российской империи. 3. Усилив работу по поиску ископаемых во всем Башкортостане, ускоренно начать строить новые заводы по переработке ископаемых. 4. Выращивать пшеницу на местах работы для обеспечения пищей гарнизон крепостей и рабочих заводов по переработке ископаемых, поэтому переселять в Башкортостан больше русских крестьян. Выполнение этого задания не привело ни к чему хорошему, только к захвату башкирских земель, разорению башкир. Несмотря на это, современные русские историки говорят о том, что в этих мерах было большое прогрессивное начало. Башкиры, якобы, это не понимали. Как они говорят, эти меры помогли росту в этом краю производственных сил, улучшению условий жизни местного населения, вовлечению Башкортостана в общехозяйственный оборот всей страны, укреплению межкультурных связей русского и башкирского народов. Видно, что эти слова пропитаны духом великодержавного русизма. Историки, которые рассматривали с точки зрения великодержавного русизма, видели Башкортостан не отдельно колонизированной страной, а частью своего государства. Каждый объективно мыслящий человек должен понимать, что порабощенный башкирский народ ничего не имеет от роста в краю производственных сил, от вовлечения Башкортостана в общехозяйственный оборот русского государства.
Все это служило на пользу колонизаторов, росту экономики русского общества, а башкиры, согнанные с удобных мест для земледелия и животноводства, были обречены на разорение, голод, и это в скором времени превратилось в ужасную реальность. Эти меры не могли привести башкир к культурным связям с русским народом, а, наоборот, разбудили враждебность ко всему, что связано с русскими. Полезная культурная связь может быть только между свободными народами. Вышеуказанные историки, говоря о прогрессивной важности плана Кириллова, специально не рассматривают его полностью. А там рассмотрены и другие меры. 5. Сократить численность башкир. Для этого Россия идти их повсюду, широко использовать в военных походах и, натравив казахов и калмыков, учинив непрерывные набеги, жестоко истребить. 6. Достичь преимущества в количестве русских элементов на землях Башкортостана. 7. Превратить башкирских феодалов в опору русской власти, подкупив их. 8. Старательно вести работу по окрещению башкир. Эти меры, вместе с вышесказанными, раскрыли официальную цель русской политики – завершить колонизацию, полностью освоив Башкортостан с хозяйственной стороны, оставить в таком положении, чтобы башкиры в будущем не смогли восстать, обессилев с количественной, военной, экономической, политической стороны. В мае 1734 года императрица Анна Иоанновна подписала план Кириллова. Для реализации плана была создана специальная экспедиция под названием Оренбургская экспедиция. Руководителем Оренбургской экспедиции был назначен Кириллов, в честь этого ему был дан чин статского советника. Помощником Кириллова был назначен крещеный татарский Мурза Тевкелев, он получил звание полковника. Руководителям экспедиции были даны неограниченные права. По специальному указу императрицы государственные учреждения и должностные лица должны были во всем оказывать помощь Кириллову и Тевкелеву. Для защиты экспедиции назначили 5000-ную хорошо вооруженную военную единицу. В то же время правительство, применив свое двуличие, обещало остаться верным древнему праву вотчинного землевладения башкир. О подготовке экспедиции башкиры узнали из письма всем башкирам Туксура-Муллы, который находился в Петербурге. Туксура в своем письме писал, что русские собираются захватить всю башкирские земли, и призывал все силы противостоять строительству города Оренбург. Получив это известие, башкиры, собрав собрание, решили не пропустить экспедицию на место строительства Оренбурга. Решение собрания поддержали башкиры четвертых дорог. В мае 1735 года башкиры собрали новое собрание и направили в Уфу 2 представителей для разъяснения целей экспедиции. Но русские власти не думали вершить свои дела, согласовывая с башкирами, пришедших башкиров сильно избив, закрыли в тюрьме. После этого башкиры отправили еще 2 представителей для получения паспорта для того, чтобы поговорить с самой императрицей. Уфимские власти одного представителя убили, другого, избив плетью, бросили в тюрьму. Кириллов, стараясь таким же образом наказать всех участников собрания, приказал всех до одного, поймав, привести. Башкирам ничего не осталось, кроме того, как взяться за оружие. 1 июля 1735 года военный отряд под предводительством Килмака-Абыза Ногайской дороги разгромил Вологодский драгунный полк, который следовал для того, чтобы присоединиться к основной части вооруженной группы экспедиции. Другой предводитель Башкиракой, придя с военной группой Казанской дороги, хотел перегородить путь основной части экспедиции, которая шла впереди, но потерпел неудачу. Заставив башкир отступить, паля из пушек, экспедиция продолжила свой путь к реке Ур. В конце июня башкиры под предводительством Юсупбатыра Сибирской дороги разгромили обоз 1084 года телегами под защитой драгунов, которые везли пищу для Оренбургской экспедиции. Таким образом, в Башкортостане началось сильное восстание. Башкирам, поднявшимся на борьбу, пришлось сражаться не только с правительственными войсками, но и дружно поднявшимся против башкир вольными группами русских, татар, мещеряков, типтярей, чувашей, морей и других пришлых народов. Как и во всех угнетенных, невольных народах,
Так и среди башкир были продажные феодалы, которые были на стороне правительства. Кроме этого, русское правительство, подговорив казахов против восставших башкир, вынудило их совершать постоянные набеги на башкир. Враги, как разозленные собаки, напали на башкир со всех сторон. В таком положении башкиры не смогли противостоять работе Оренбургской экспедиции. 15 августа началось строительство Оренбурга. После Оренбурга в середине на границах Башкортостана началось строительство крепостей. Только в 1735 году-1736 года было построено свыше 20 крепостей. Для подавления башкирского восстания русское правительство организовало специальную комиссию по делам башкир, его руководителем был назначен генерал-лейтенант А.И. Румянцев. Вся вооруженная сила, направленная для борьбы против башкирского восстания, подчинялась ему. Румянцев обратился еще за дополнительным войском. Его просьба была удовлетворена. Каратели начали использовать самые жестокие меры для подавления башкир. 7 сентября 1735 года Кириллов вышел с карательным походом из города Оренбург. В крепости Сакмара выдвинул 19 башкирам приговор: одного посадить на кол, второму разрубил все 4 конечности, пятых повесил, двоих для наблюдения оставил. Далее он направился к крепости Сакмар и за 10 дней пути поджег 21 деревню. Жителей этих деревень Вех убил, пищу отобрал, а которую не смог отобрать, уничтожил. В конце декабря 1735 года Тевкелев со своим карательным отрядом направился в устье реки, а 19 января 1736 года этот отряд достиг деревни Сиентус. Тогда Тевкелев получил известие, что повстанцы собираются напасть на его отряд в горном ущелье. В ответ на это, Тевкелев зверски убил мирных жителей деревни Сиентус, где остановился его отряд. Он убил всех жителей деревни, около 1000 чел, не жалея ни женщин, ни детей. Кроме этого, поджег 105 человек, закрыв их в сарае. Свидетель этого ужасного преступления П.И. Рычков пишет: от их ужасного крика и шума ружей был ужасный позор. Самое удивительное, многие из воров, горе в огне, причиты бросали в драгунов копья, которые находились в амбаре, нескольких ранили. Эта история, редко встречающаяся в истории человечества, была таковой. После кровавого дня в Синтусе Тевкелев везде начал чинить подобные зверства. В течение короткого времени он поджег 51 деревню Сибирского и Юсовского дорог. По неверной информации, среди детей и взрослых были убиты 2000 человек. Румянцев дал приказ всем карателям брать пример с Тевкелева. Но башкиры не испугались карателей. Борьба приняла жестокие обороты. Повстанцы бились, не жалея сил. В феврале 1736 года они полностью выгнали с сибирской дороги карателей. Преимущество было в руках башкир. В этот период, 11 февраля 1736 года, испугавшись усиления башкирского восстания, русское правительство приняло указ. Этот указ ставил цель, лишив возможности башкир вести борьбу, заставить их отказаться от желания оказывать сопротивление. Согласно указу ставились требования убить предводителей восстания, отправить в ссылку самых активных участников восстания, остальных заставить платить штраф лошадьми. Семьи повстанцев, привлеченных к ответственности, должны были сослать за пределы Башкортостана, продать в рабство и насильно крестить. Указ внес пункт прекратить порядок выборов волостных старшин, а назначить среди людей, верных колонизаторам. К работе старшин было приставлено сильное наблюдение, к ним были назначены писари из мишарей для донесения всех их слов. Но это усложнило работу по поиску старшины, отвечающему данному требованию. Поэтому В.Н. Татищев был вынужден сказать, что среди верных нет талантливых. Указ не разрешал башкирам собирать собрания, а разрешал лишь весной проводить собрания по мелким вопросам на горе Чесноковка вблизи Уфы и под присмотром русской администрации. Указом от 9 июня 1737 года и возможность организации этого собрания было позже ограничено.
Указ также велел взять под наблюдение повседневную жизнь башкир, запретил выходить за границы обговоренных мест. Эти меры были направлены на разрушение национального единства, ликвидацию внутреннего управления. Указ также еще раз запретил башкирам держать кузницы. Первый запрет держать кузницы был в XVI веке после присоединения к русским, и велел обезоружить башкир. Указом было велено взять под наблюдение всех ученых, уменьшить численность религиозных деятелей, взять с них обещание верности, так как такие мусульманские ученые и религиозные деятели были самыми страшными ворами и страшными людьми, строить мечети и школы, только по специальному указу. Указ дал волю по захвату башкирских земель, узаконил переход земель в руки колонизаторов. Потому что порядок, запрещающий продавать землю для большего сбора налога, начал мешать помещикам и торговцам, стекающимся в Башкортостан. Указ предоставил мещерякам право пользования захваченными землями без оплаты и сока из поколения в поколение, спас Тептярии и Бабылей от налога, таким образом, отблагодарил их за работу по уничтожению башкир. Указ, как и прежде, ставил задачу сократить численность башкир за счет их рассеивания за пределы Башкортостана, за счет использования в военной службе и военных походах. В 1735 году Кириллов в письме, отправленном кабинету, писал: «Вперед, когда они будут там, в военной службе, их женщины не смогут родить детей, а убитые вовсе не вернутся». Кириллов считал, что для метрополии самый удобный путь решения колониальной проблемы в Башкортостане – это создание и условия для медленного уничтожения башкирского народа. Позиция Кириллова во всем совпадала с политикой правительства. Таким образом, указ предлагал перевести как можно больше русского народа в Башкортостан, хотя бы за счет отправленного в ссылку населения. Указ еще раз сделал упор на строительство частой сети крепостей с большими гарнизонами и необходимости увеличения регулярных военных единиц на землях Башкортостана. Меры, предусмотренные в указе, указывали не только на старание русского правительства превратить башкир в рабов, отказавшись от обязательств, взятых в грамоте 1557 года, но и взяли курс на уничтожение башкир политика геноцида за желание быть свободными. Но русскому правительству и этого показалось мало. После указа от 11 февраля 2016 года февраль 1736 года оно издало еще один указ. Здесь правительство, отметив конкретные пути истребления повстанцев, приказало истребить восставших любыми путями, разгромить хозяйство, а пойманных воров, особенно зачинателей, для того, чтобы всем было уроком пытав убить, а остальных, учитывая степень их вины, с детьми и женами отправить в ссылку, годных отправить на службу в восточные войска и на флот, а негодных, на работы в Рагервик, маленьких детей и жен с условием не отправлять в свою страну, рассеяв по русским городам, а дать их тем, кто желает, а оставшееся имущество и зерно предоставить войскам и магазинам, а лошадей отправить в драгунные полки. По тому же указу 22-тысячные регулярные и иррегулярные военные команды должны были наброситься на повстанцев. Это войско со стороны численности превышало количество башкир. С получением указа от 16 февраля во все стороны Башкортостана были отправлены карательные команды. 4 самых основных карателя, руководитель Оренбургской экспедиции Кириллов, его помощник Тевкелев, руководитель комиссии по башкирским делам Румянцев, руководитель Главного управления Сибирского и Казанского горных заводов Татищев, отметили 4 района для карательных операций: Кириллов, среднюю и южную часть Ногайской дороги, Румянцев, западную часть Казанской и Ногайской дорог, Тевкелев, Сибирскую и Юсовскую дороги, Татищев, Зауралье Башкортостана. В марте-мае 1736 года эти карателя, по неточной информации, убили 3042 чел, подожгли 503 деревни, только из Сибирской и Казанской дорог, по остальным дорогам информации нет, гнали 3200 голов лошадей, 1000 голов коров, уничтожили продовольствие и сено, грабили имущество.
Количество убитых людей и подожженных деревень со стороны остальных карателей и вольных команд никто не считал. Конечно, и они проявляли старательность до истребления башкир, не отставали от своих начальников. После весенних кровавых походов в главные карателя, поверив, что и душа, и сила башкир сломлена, решили взяться за реализацию указа от 11 февраля 1736 года. Но вскоре, в мае 1736 года, башкиры всех 4 дорог поднялись на вооруженную борьбу, и до конца осени в Башкортостане шла неравная жестокая война. Башкирское восстание, вначале направленное против Оренбургской экспедиции, превратилось в национально-освободительную борьбу. Башкиры прекрасно знали, что не избавиться от насилия и гнета под властью русского государства. Поэтому они сражались насмерть, твердя, что лучше умереть, чем быть рабом. Во второй период восстания знаменитый башкирский сын Бапаны, который стал руководителем-идеологом 2 августа 1736 года, писал Татищеву: «Если не будет как прежде готовы погибнуть, умереть». Он с большой горечью жаловался: «У нас нет другой родины», тем самым он объяснил, что у них нет другой земли предков, родины. Стремление башкирского народа к свободе, к самостоятельной свободной жизни было настолько сильным в них. Осенью 1736 года в башкирских деревнях, которые были ограблены, разгромлены, уничтожены, начался голод. Один из карателей писал следующее Кириллову о башкирах: «Умирают от голода, остальные едят кашек-собак, и их не хватает, едят не только свой скот, но и обувь, многие умирают». Каратели сильно обрадовались. Голод им показался самым сильным средством для подавления башкирского восстания. Татищев разрешил голодным башкирам покупать зерно в русских деревнях с условием их подчинения, но отметил и те деревни для покупки зерна, где его мало. Несмотря на то, что малая часть башкир была вынуждена сложить головы, большая часть предпочла умереть от голода. Каратели вели жестокую борьбу против башкир, умирающих от голода. Осенью 1736 года численность регулярного войска, воюющего против повстанцев, достигла 20 тысяч. Из них только Хрущев, заменивший Румянцева, с середины сентября до середины декабря наказал 13 предводителей восстания, убил, прокрутив колесе, повесил на крюк за ребра, посадил на кол, повесил, 144 человека отправил в ссылку или отдал на пожизненную солдатскую жизнь, 505 женщин и детей продал в рабство. По сведениям Татищева, до конца июня 1736 года башкиры из взрослых и детей потеряли 15 тысяч человек, не считая умерших от голода. Кириллов и Хрущев надумали совершить карательный поход в дальние волости Ногайской и Сибирской дорог весной 1737 года. В этих походах должно было участвовать 18-тысячное регулярное войско. Правительство одобрило их решение. В то же время они продолжали наказывать пойманных предводителей. 28 февраля 1737 года Татищев из предводителя наказал Сабана, Буксуру и Сингула, положил в колесо, разрубил 4 конечности, обезглавил. Крупные предводители восстания, в том числе Акай и Юсубатыр, были либо наказаны, либо брошены в тюрьмы. Кильмакабыза поймали 5 февраля 1737 года. Кириллов отправлял императрице сообщение, что башкиры умирают от голода и холода, у них нет сил чинить злодеяния. Но он сильно ошибался. Весной 1737 года башкиры вновь поднялись на борьбу. Вместо погибших предводителей встали такие же смелые новые предводители. Среди них самым сильным, известным был Бапаный. Несмотря на то, что в 1735 году 1736 года башкиры, потеряв очень много людей, дошли до крайности нищеты и гнета, башкиры, вспылив от гнева и ненависти, нашли в себе силы бороться против врагов, превосходящих его со стороны численности и вооружения, и снова погибали в борьбе. Предводители восстания зимой и весной 1737 года 3 раза собирались на собрания и,
Не зная, что делать, решили просить хана из рода ханов-казахов, которые показались безвредными. Они надеялись, что казахи, с одной стороны, встанут на сторону башкир, с другой стороны есть политическая почва для объявления и независимости. С такой надеждой башкиры, благодаря уму и большому дипломатическому таланту Быпаная, уговорив хана Малой Казахской Жуса Абельхайра, который был на стороне царского правительства, превратили в своего защитника и опору, но из-за сильного давления восприимчивых казахов Абельхайр через некоторое время обратно возвратился к прежнему пути. На Сибирской, Осинской, Ногайской дорогах до конца осени шла сильная борьба. Лишь на Казанской дороге движение немного утихло, потому что там был расположен центр комиссии по делам башкир и держал всю губернию под сильным давлением, были основной силой регулярного войска правительства. Каратели и вольные группы вновь бушевали в башкирских волостях, убивав по 10, по 100 башкир, карали их, творили что хотели. Татищев, который стал начальником Оренбургского края, дал приказ поджечь дома и заготовленное сено. Новый руководитель комиссии по делам башкир А.Я. Саймонов в ноябре 1737 года сообщил кабинету: «Моя команда подожгла их зерно, также сено и целая деревня». Благодаря этому среди башкир начался голод. Народ на зиму ничего не мог заготовить, кроме саранки. Мещеряк по имени Кураманный в Красоуфимске рассказывал следующее о башкирах: «Весь скот съели, многие умирают от голода, а остальные едят шкуры». Только по пути видел около 10 мертвых башкир на дороге. Для того, чтобы не умереть от голода, некоторые начали продавать своих детей. Как говорил Кириллов, только жестокий голод и нищета вынудили башкир склонить головы, но таких ж было мало. Утихомирившееся в начале зимы восстание снова началось на 4 дорогах в январе 1738 года. В мае-апреле восстание приняло большие обороты. Весной и летом 1738 года Татищев и Саймонов во все стороны отправляли карательные отряды. Каждый отряд состоял из 2500-300 человек. У башкир не было сил противостоять этим отрядам, но они часто заставляли карателей отступать. Активное движение прекратилось осенью 1738 года, после того как был пойман Бапаной. Потерь было очень много. Один только Саймонов с июля до осени 1738 года убил более 1000 людей, убил, карал, раздал в рабство. Русские предводители думали, что Башкортостан полностью утихомирился. Татищев сообщил Казани следующее: «Самые опасные Казанская и Ногайская дороги были уничтожены до такой степени, что осталась только половина народа, а у остального народа Юсовской и Сибирской дорог, несмотря на то, что убитых было не так много, закончились лошади и скот, их деревни были подожжены, многие умерли от голода из-за отсутствия продовольствия», и добавил, что башкиры не смогут больше восстать. После того прекратилось активное движение. Татищев и Саймонов надумали реализовать меры, принятые на собрании в Мензелинске 14 июля 1737 года. Эти меры были об изменении работы управления башкир. В изменение планировалось, во-первых, рассеять башкир с центра Уфы, прикрепив их городам в разные стороны Башкортостана, во-вторых, рассматривалась дача командира людям, верным русскому правительству, переведя башкирский народ, как и конных казаков, в военный строй. В действительности эти меры, как и указ от 11 февраля 1736 года, запрещающий собрания и вольные походы из деревни, ставили цель поставить препятствие для общения башкир между собой и уничтожения их национального единства. Для реализации назначенных мер нужна была перепись. С такой целью в начале 1739 года во все стороны Башкортостана были отправлены переписчики под предводительством офицеров. Но башкиры, прекрасно знающие цель русского правительства, оказали сопротивление переписчикам. Они пугали их новыми восстаниями со словами: «Несмотря на то, что за штраф берут лошадей, оружие еще не сложено». Правительство было вынуждено прекратить перепись. Несмотря на это,
башкиры начали готовиться к восстанию. Старшины Ногайской и Сибирской дорог, посовещавшись, решились возобновить восстание. Проявив к ним солидарность, башкиры Юсовской дороги отправили им сообщение. Причина исходила от злодеяний правительственных команд. Правительственные команды, колесившие по Башкортостану в 1737 году 1738 года, продолжали сбор штрафа в размере лошади с участников восстания. В то же время они, преследуя женщин и детей каторжников, найдя, ссылали их за пределы Башкортостана. Эти команды творили зверские жестокости. Только летом 1737 года башкиры несколько раз сражались против этих команд, но не могли начать широкое движение. Новое башкирское восстание началось после жестокой казни русскими знаменитых предводителей башкир, Бапаная, Куса-Батыра и Тулькусуры. Башкиры из-за горечи потерь самых дорогих людей и многочисленного народа, из-за кровавого суда угнетателей пошли на последнюю смертельную битву. В этой битве, знаком святой мечты своей души, вечной силой воли, они провозгласили своим ханом Карасакала. Если бы была возможность, Карасакал был бы отличным человеком для возрождения ханского рода башкир. Он, как и Бапаны, владел такими качествами, как прекрасный ум, образование, талант предводителя, знал арабский язык и несколько других языков, был талантлив в толковании Корана, был известен как сильный, смелый воин. Несмотря на то, что ему было всего лишь 32 года, он познал многое в этом мире, был продан в рабство, был во многих странах, совершил паломничество в Мекку. Потом в 1739 году, вернувшись на свою родину, быстро прославился, вышел в ряды передовых людей. С конца января 1740 года Карасакал открыто начал собирать войска. В феврале повстанцы начали активное военное движение. В середине марта восстание охватило большую часть Сибирской дороги, середины апреля – юго-восточную часть Ногайской дороги. В мае был самый усиленный период движения. В это же время правительственные войска перешли в наступление на повстанцев. Численность правительственных войск, участвующих напрямую в операции, было приблизительно 8 тысяч человек, остальные 11 312 человек находились в различных городах и крепостях Башкортостана для подавления народа. У повстанцев не было такой силы. В 20 числах мая повстанцы встретились с намного их превышающим вражеским войском вдоль реки Кизил. Несмотря на то, что они бились не жалея сил и жизни, башкиры проиграли. Из их мужчин и женщин было убито 400 человек. 29 мая на реке Илья каратели напали на 1500 войска Карасакала. Большинство из башкир успели выйти за реку, не успевших 150 человек, не различая ни старших, ни малых, карателей убили. После этого каратели пустились в погоню за башкирской группой и продолжили свое кровавое дело. Они убивали всех, не различая ни по возрасту, ни по полу. В начале июня в 110 километров от реки Тубал каратели настигли группу Карасакала. Произошла жестокая битва с превышающим в количестве врагом. В битве умерло 300 башкир. Оставшаяся часть группы ушла в степи вместе с Карасакалом, а карателя, убив распущенных людей, несколько дней бродили по окрестностям. С середины июня царские войска взялись за операцию по уничтожению повстанцев, которые прятались среди гор лесов Сибирской и Ногайской дорог. Со всех сторон окружив, по методу в период татарских захватчиков, каратели за 3,5 месяца уничтожили башкир со всей их семьей. Поджигали остатки их имущества, деревни, посаженную пшеницу. В операции участвовало 18-тысячное войско. Поголовное истребление восставших башкир показалось малым Саймонову и Урусову, крещенному татару, ставшему новым начальником Оренбургского края, наследственному ногайскому князю. Они думали заложить страх в башкирах, который передавался бы из поколения в поколение. Поэтому 25 августа 1740 года Урусов перед насильно собранным народом организовал большую казнь. 5 человек посадил на кол, 11 человек повесил за ребра на крюк, 85 человек повесил,
21 человек обезглавил. Остальных пленных погнав в город Сакмара. 17 сентября он снова повесил 170 человек, у 301 человека отрезал уши и нос. Для уничтожения хорошего поколения башкирского народа женщин и детей наказанных раздал участникам операции. Пожизненно сосланных бунтовщиков было настолько много, что их практически бесплатно покупали чиновники, торговцы и даже крестьяне. Согласно записям информации, среди детей и взрослых были убиты 2000 человек. Румянцев дал приказ всем карателям брать пример с Тевкилева. Но башкиры не испугались карателей. Борьба приняла жестокие обороты. Повстанцы бились, не жалея сил. В феврале 1736 года они полностью выгнали с Сибирской дороги карателей. Преимущество было в руках башкир-Мрачкова, свидетеля этих событий. По сравнению с записями в рапортах и канцелярии, 28 491 человек из этих бунтовщиков были наказаны и убиты на войне, сосланы на восток и розданы различным людям их женщины и дети для размещения внутри России. В это количество не входят убитые и сосланные в различные земли вольными и легкими партиями, потому что многие письменно рапорт не давали, немало и убитых от их рук. Конечно, в различных местах не считали убитых башкир, поэтому, во-первых, несомненно, что указанная в рапорте информация была неполной, во-вторых, вольные и легкие партии ничуть не меньше убивали по сравнению с крупными карательными командами, в-третьих, народ, оставшийся в голоде-холоде, умирал из-за поджога их пищи, из-за истребления. Учитывая все это, увеличив количество, указанное Рычковым в 2-3 раза, не сомневаясь, можно сказать, что в течение 5 лет было убито свыше 90 тысяч башкир. Значит, только в эти годы 1/3 часть башкир погибла, и народ, обреченный на нищету, нужду, был вынужден умирать тысячами. Но колонизаторы были все недовольны. Князь Урусов от злобы кричал перед насильно собранным народом, что «около 30 лет вы бунтовали, под руководством ваших самых главных предводителей, в Казанской дороге, Кусим, Ногайской дороге, Алдер, Казанской дороге, Исмагил, в их период жизни вы, воры, воровской и бунтовской деятельности убили тысячи верных людей России. Только поэтому нужно вас уничтожить всем вашим родом». В этих словах открыто отражается зверская логика колонизаторов, которые взяли за горло народ. Они считали ворами не деспотов, которые, захватив страну, принялись жестоко грабить, насиловать, истреблять настоящих хозяев страны, а народ, борющийся за свободу на своих древних землях. Они не сомневались в том, что у них есть право угнетать чужой народ, и считали не входящим в рамки закона не свое бандитство, а настоящую справедливую борьбу народа. Они стремились под корень истребить этот народ. Такая же колониальная политика и колониальная логика царит и в наши дни, но она реализуется другими красками. Глава 6. Жестокий гнет и давление. Восстание 1755 года. От своих бесконечных бед башкирский народ вконец обессилел. Русская администрация, воспользовавшись тяжелым, усталым положением народа, начала реализовывать меры, предусмотренные указом от 11 февраля 1736 года. Прежние родовые волости башкир были переведены на территориальные волости, а волостные старшины, в большинстве состоящие из мещеряков, превратились в настоящих полицейских агентов. Во все башкирские волости и деревни были отправлены доносчики-мещерики в качестве исаулов, сотников, писарей. Они чинили беспорядки, питались скотом народа, напившись, бушевали, накидывались на людей саблями, разрубали им руки и совершали много подобных вещей. Башкиры, от простолюдина до тархана, были взяты под жесткое наблюдение и даже на охоту могли пойти только по специальному пропуску. Тарханы, участвовавшие в восстании, были лишены этого звания. Были уничтожены остатки права самостоятельного внутреннего правления, рассмотренной грамотой 1557 года, вся внутренняя жизнь башкир была подчинена царской администрации. После 1740 года башкиры, у которых было уничтожено хозяйство,
которые дошли до грани разорения, перешли на полукочевое животноводство для того, чтобы хоть как-то пропитаться, потому что животноводство требовало меньше затрат силы и расходов, чем земледелие. Истории, которая произошла ровно 5 веков тому назад после разгрома татарскими захватчиками башкирских городов и всей основы их жизни, вновь повторилась. Значит, власть и гнет колонизаторов привел экономическую жизнь башкир не к прогрессу, как прогнозировали русские историки, а к регрессу. Вдобавок, башкиры, потерявшие бесчисленное количество скота и земли для пастбищ, не могли развить полукочевое животноводство как следует. Они жили, страдая от голода. Несмотря на это, грабеж их имущества и земли не прекратился, а, наоборот, усиливался, потому что в этот период начали строиться многочисленные заводы и города, начали переселяться русские помещики. На этот раз строительство заводов широко распространилось на юго-востоке Башкортостана. В 1745–1755 года в этих краях было построено 14 железо- и медиплавильных заводов. Согласно указу от 14 марта 1744 года императрицы Елизаветы Петровны, площадь земли, отведенная для завода, определялась в виде квадрата, в 50 километров во все 4 стороны от места завода. Вместе с этим, кроме того, что он давал неограниченное право пользования полезными ископаемыми, тот же указ 1744 года запрещал другим людям, в том числе и бывшим хозяевам, башкирам, строить дома, разводить скот и, в общем, видеть в чем-либо выгоду, то есть вся отведенная под заводы площадь закреплялась за лицом, которому давалось полное и вечное право хозяина. Большая площадь земли была отобрана для военных крепостей. Эти крепости выстроились в линию непрерывных крепостных сооружений, начиная от Гурьевска в Каспийском море до крепости Звериноголовск в Сибири. Крепостной линии колонизаторы организовали Оренбургское казачье войско, которому также было отдано много земель. Колонизаторы уже не считались с грамотой 1557 года, несмотря на это. В 1754 году императрица Елизавета Петровна уточнила права башкир, отмеченных в грамоте 1557 года. Это не только двуличие, но выглядело как издевательство над башкирским народом. После строительства Оренбургской крепостной линии, башкиры, которые ранее призывались на службу только в необходимое время, начали привлекаться на постоянную военную службу. Они каждый год должны были отправлять на линию 2500 человек, а в действительности отправляли намного больше. Эти люди из-за того, что в самый жаркий период работы, с ранней весны до поздней осени, были отлучены от своего хозяйства и еще сильнее разорялись. Башкиры служили со своими 2 лошадями, за свой счет, без помощи от казны. Поэтому многие из них, испытав нужду, продав для пропитания свое имущество, даже лошадей, возвращались домой пешком только зимой. Для унижения и непрерывного наблюдения за башкирами руководителями военной группы линии были поставлены мещеряки. Русская администрация и служба башкир на линии считала удобным способом для их ограничения на новое восстание против колониального гнета. Кроме военной службы, башкиры исполняли много других обязанностей. Они должны были предоставить конную повозку для перевоза казны, казенных людей, кормить этих людей, охранять их дороги. Начиная с 50-х годов, на башкир было возложено осмотр почтовых ям их снабжения. Исполнение этого обязательства каждый год обходилось им в несколько тысяч рублей. Местные русские начальники каждый раз привлекали башкир к рабочему труду. Рабочий труд ничем не отличался от рабского труда татарских времен. Вдобавок к этому русское правительство начало проводить политику насильного крещения. Политика крещения активно велась вдоль Волги, а также в Башкортостане. Например, в провинции Исет были крещены многие мещеряки всей семьей 10 башкирских домов. Широко распространилось крещение башкирских детей, которые были проданы русским, чтобы они не умерли от голода. В некоторых случаях самовольно крестились пожилые башкиры, дошедшие до грани смерти от голода.
Использование народного горя для крещения вызвало недовольство среди башкир. В период народного гнева от вышесказанного, указ от 16 марта 1754 года был последней причиной для потери терпения. Согласно этому указу башкиры и мещеряки были освобождены от ясака, вместо этого они должны были покупать из казны соль за 35 копеек за ее пуд, не брать соль бесплатно из своих месторождений. Правительство, заменив ясак продажей соли, рассчитывало получать каждый год 11 500 рублей дополнительной прибыли. Башкиры понимали настоящую суть этого милостивого указа. Получив известие о новом указе, башкиры, дошедшие предела терпения от гнева, начали готовиться к восстанию. Они не видели другого выхода. В этой области первыми работу начали башкиры Ногайской дороги. Они, обговорив с башкирами Сибирской и Осинской дорог, получили от них согласие, связались с казахами. В это время среди казахов усилилось недовольство по отношению к русским из-за их строительства крепостной линии через Средний Казахский Жуз до Омска. Осенью 1754 года башкиры и казахи, переговорив между собой, решили собрать объединенную общую силу вначале в Казахстане, а затем начать наступление против колонизаторов. При подготовке к этому наступлению появился мишарский мулла Батырша, Абдулла Алиев. Воспользовавшись напряженным положением, он решил начать борьбу за ислам, привлечь в нее всех мусульман, в том числе и мишар. В этом месте мишаре, прогневанные за политику крещения и за солевой указ, были с башкирами заодно. Батырша, пройдя весь Башкортостан, распространив призыв, начал примирять различные национальные и территориальные группы. Башкиры приняли предложение Батырши восстать вместе, потому что для них, особенно в первое время, было важным собрать как можно больше сил. Но мишаре, пожизненно верные подданные колонизаторов, не проявили искренности. На призыв Батырши они отвечали: если поднимутся на борьбу башкиры, то и мы поднимемся, то есть они старались не выдвинуться вперед, а спрятаться за башкирами. Общевооруженный выход был назначен на 3 июля 1755 года. Но башкиры Бурзянской волости и Ногайской дороги, дойдя до нестерпимого предела от гнета и издевательств в комитете Брагина, который был отправлен искать камни, резко восстали 15 мая, 1,5 месяца назначенной даты. Они убили Брагина, разнесли ближайшую почтовую яму, и остались в недоумении. Одни призывали к борьбе, другие советовали ограничиться обороной, отправить зачинщиков на сторону казахов. Из-за того, что они не могли прийти к единому мнению, 124 семьи были вынуждены уйти в казахские степи. А каратели не заставили себя долго ждать, сразу же прибыли на место восстания. Начальник Оренбургского края Енеплюев дал приказ проучить злодеев, а для того, что напугать остальных некрещенных, найти родственников в их домах, и ничего не жалея, под корень истребить все, поймав всех оставшихся от сбежавших злодеев жен, братьев, детей, родственников, привезти в Оренбург, отобрать все имущество, раздать скот военным. Карательный отряд начал чинить жестокий террор и зверство, убивать людей, бежавших в горы. Новое кровавое столпотворение заставило забыть покой в Башкортостане. Внезапное восстание башкир, у которых закончилось терпение, и свирепствование карателей сильно нарушило заранее подготовленный план, поэтому многочисленный выход начался намного позже, с 8 до 9 августа. Самой первой на восстание поднялась та самая Бурзинская волость, и в скором времени активное движение распространилось во всем юго-восточном Башкортостане. Повстанцы в первую очередь убили злых мишарских старшин и продажных людей, мучивших свой народ, которые угождали колонизаторам. Потом они разгромили заводы, почтовые ямы, русские деревни, окружили крепости и вели бои с военными правительственными командами. После этого повстанческие группировки, по согласованному плану, ушли в казахские степи. Из-за задержки восстания в других краях, в казахские степи начало уходить много народа. Второй очаг восстания разгорелся на северо-западе Башкортостана в Гайнинской волости.
Вслед за ними должны были подняться на восстание остальные волости Сибирской и Осинской дорог, а также Мишаре. Но Батырша, ожидая, чем закончится движение в Ногайской дороге, а самое главное, защищая от опасности своих мишер, не отправил обещанную помощь гайнинцам. Наоборот, в самый ответственный момент он бежал в лес и прятался там. Движение башкир-гайнинской волости, оставшись без необходимого руководства и помощи, потерпело неудачу и завершилось. Мишари вместо того, чтобы участвовать в восстании, получив от правительства указ, со своими отрядами вышли против башкир-ногайской дороги. Правительство также отправило казанских татар против повстанцев. За истребление башкир правительство облегчило им религиозный вопрос и разрешило взять себе все, что они награбят во время восстания: скот, женщин, детей. На стороне правительства был весь пришлый народ Башкортостана. Как и русские, этот народ, который был настоящим захватчиком, проявил настоящую искренность в подавлении башкирского восстания. Неплюев собрал 30-тысячное регулярное и 20-тысячное регулярное войско против башкир. Такая сила была намного больше вооруженной башкирской силы. Все собранные правительственные войска двинулись в районы восстания в конце августа. Но до этого большинство повстанцев башкир успели уйти за Яик и спрятаться в лесах. Сбор вооруженных башкир за Яиком сильно пугало Неплюева. Он подозревал, что башкиры вместе с казахами придут с войной в Башкортостан. Препятствуя этой возможности, Неплюев, задобрив различными подарками некоторых казахских феодалов, особенно хана Среднего Жуза Нургали, натравила их против казахских племен, приютивших башкир. Вооруженные группы Нургали хана внезапно напали на своих же казахов и после 4-дневного жестокого боя взяли в плен многих башкир с их женами и детьми, которые находились там. Башкиры для спасения своих людей, женщин, детей начали совершать набеги на казахов. Таким образом, усилилась вражда между двумя соседними народами. Этим не завершилось башкирское восстание. Самый напряженный период восстания пришелся на период конца августа и середины октября 1755 года. Карательные операции продолжались и после прекращения активного военного движения. В местах военных действий каратели жгли деревни, грабили имущество и скот, убивали людей, участвовавших в восстании. Официально никто не приговаривался к смерти, а в действительности повстанцев и членов его семьи во время карательных операций убивали тысячами, многие умирали в местных тюрьмах от жестоких кар, многих убивали, мучая, избивая по пути в места ссылки. Например, в группе, состоящей из 230 человек, 185 человек умерло во время дороги, из них 97 были женщинами и детьми. Оставшиеся 45 человек также были обречены на смерть. Около 1000 людей были забиты плетьми, брошены в тюрьмы, отправлены пожизненным матросами и солдатами, на каторгу в Рагервик и отданы в крепостное рабство русским. Башкирское восстание 1755 года, несмотря на то, что не распространилось по всему Башкортостану и длилось недолго, было настоящей национально-освободительной борьбой. В нем равно участвовали простые люди и феодалы. Для достижения национальной свободы думали привлечь большую вооруженную силу казахского народа. Но эта мысль не реализовалась. Русские власти, испугавшиеся башкирского восстания, отреклись от мер насильного крещения и временно смягчили колониальный гнет. Но от этого облегчения больше пользу видели не башкирский народ, а давшие многочисленные жертвы, борясь против колониализма, а татары и различные пришлые народы, участвовавшие с оружием в руках в пролитии крови башкир. Глава Ай. 7. Усиление и разграбление земель. Восстание 1773-1775 года. Несмотря на то, что башкирские восстания постоянно терпели неудачу, колонизаторы не могли себя спокойно чувствовать на захваченных землях, поэтому они, кроме многочисленного строительства заводов, превратили каждый русский город, завод, деревню в настоящую военную крепость, окружили их крутыми валами, глубокими рвами, крепким забором и всегда держали наготове пушечные ядра, оружие,
порах. В башкирах еще была сила, пугающая колонизаторов. В целях избавления от этого страха, уничтожения навсегда возможности повтора прошлых восстаний, специальный комитет под руководством Елизаветы Петровны, юридически оформив башкирские земли, решил их перевести в руки России, а для этого они решили захваченные заводчиками земли закрепить бумагой с записью, что их передали самовольно навсегда или продали. С достижением этой цели было понятно, что грамота 1557 года, которая была обязательной для правительства, сама по себе теряла свою силу. По принятому постановлению русские заводчики начали покупать башкирские земли, но их покупка ничем не отличалась от прежнего захвата. Продажа земли производилась по требованиям центральной и местной русской власти, под их сильным давлением, без переговоров с вотчинными башкирами. В большинстве случаев бумага о покупке земли составлялась старшинами-мишарами, не имеющими отношения к башкирским землям, или продажными старшинами, которые не имели права одни пользоваться племенными землями. Благодаря такому построению работы, заводчики покупали земли почти за бесценок, каждую 100 десятину за 10 копеек. Но и это не было правдой, потому что заводчики, указав на договоре купчей совсем другую межу, а не измеренную, дополнительно бесплатно получали 10 тысяч десятин земли. Примером подобных многочисленных случаев можно привести случай с заводчиком Яво-Твердышевым. В марте 1759 года Берх-коллегия вынесла постановление Твердышева о строительстве завода на реке Сим. На этом указанном месте, на землях шитанкудийских башкир, Твердышев уже давно строил завод. В 1760 году для того, чтобы оформить бумагу о передаче земли заводчику, в Уфимскую провинциальную канцелярию была приглашена группа башкир под руководством сотника Шитанакузийской волости Улая. Юлай в это время исполнял обязанности волосного старшины вместо Мишара Шиганая, отстранил от работы за различные проделки и воровство. Провинциальные канцелярии башкиры не дали согласия на продажу земли. Свое несогласие они объявили Твердышеву. Вместе с отказом на продажу земли Юлай, препятствуя строительству завода, начал отправлять на эти земли своих башкир, но заводские люди, избив их, отправляли обратно. Русские власти со своей стороны начали совершать жестокое насилие по отношению к башкирам. Несмотря на это, башкиры не сдались и более 2 лет боролись против различного насилия. Не победив противостояние хозяев земли, провинциальная администрация велела Твердышеву оформить земельные бумаги Шиганаем, который был отстранен от той работы, не имел никакого отношения к башкирским землям. 21 августа 1762 года был составлен акт о передаче большой площади Шитанакузийской земли за 1 коп от 100 десятин в аренду на 60 лет заводу Твердышева. Юлай не мог согласиться с таким грабежем земли. В 1766 году, став старшиной, он несколько лет судился с Твердышевым, несколько раз обращался в высшие органы русской власти, и в конце, их двоих вместе с сыном Салаватом на полгода посадили в тюрьму за настойчивость в защите интересов своего племени. Вдобавок, заставили заплатить штраф в размере 600 рублей. Такое беззаконие и насилие царило во всем Башкортостане. В результате до 70-х годов XVIII века 3 766 659 десятин башкирских земель перешли к заводам, их большая часть после 50-55 годов была захвачена. В этот же период увеличилась численность помещичьих угодий в Башкортостане. После того, как была дана свобода на захват башкирских земель указом от 11 февраля 1736 года, помещики, как и заводчики, купив их, отхватили 2 429 547 десятин хороших земель. Кроме этого, 4 138 881 десятин земель были отобраны под крепости, неисчислимые миллионы десятин земель были в руках монастырей, чиновников, купцов, крестьян и других. В захвате башкирских земель особое старание проявили татары, мишари и другие пришлые народы.
Воспользовавшись правом аренды башкирских земель без ясака за активное участие в подавлении башкирских восстаний, они самовольно занимали самые хорошие земли, вдобавок, жаловались на их вытеснение некоторыми заводчиками занимаемых земель. Башкиры потеряли самые важные, необходимые для хозяйства земли. Из-за этого оказались в очень тяжелом экономическом положении. Согласно русским историкам, башкирское положение перед Большим восстанием, а точнее крестьянской войной 1773-1775 года, было таковым. Восстание подняли яицкие казаки. Казаки, не согласные с ограничением их прежней свободы, уже в 60-х годах начали проявлять недовольство. После долгих волнений, в 1772 году началось восстание. Казачье восстание 1772 года было подавлено, предводители казнены. Пройдя год после этих событий, прежде чем не утихомирилась ярость и гнев казаков, на Яике появился донской казак-беженец Емельян Пугачев. Перед несколькими надежными казаками он зарекомендовал себя, как император Петр III, который потерпел несчастье от его жены Екатерины II за защиту простого народа, особенно казаков. Он призывал казаков к себе на службу. Казаки, которые искали предводителей для нового восстания, согласились ему служить. Утром 17 сентября 1773 года был прочитан первый манифест Пугачева перед казаками. В манифесте он обещал казакам отдать всю реку Яйку от истока до устья, сколько желают земли, пастбище, порох, свинец и зерно. После этого небольшая вооруженная группа открыла путь самому большому, значительному событию России XVIII века. Отряд Пугачева все больше увеличивался, он, занимая крепости на своем пути, направился к Оренбургу, военно-административному центру края. В конце сентября Пугачев от имени Петра III начал распространять манифесты народам, находящимся в округе, каждому угнетенному. В манифестах он обещал каждому народу все то, в чем они нуждаются, кроме этого всем дал землю и вечную свободу. Первый указ, относящийся к башкирам, был написан 1 октября 1773 года, в период, когда башкирское представительство и 6 человек пришло к Пугачеву. Этих людей отправил один из знаменитых старшин Ногайской дороги Кинди Арсланов для того, чтобы узнать взгляд Пугачева относительно башкирской проблемы, возможности участия башкир в восстании. При написании указа участвовали Озеркой, который уже принимал участие в Пугачевском восстании с его начала, и руководитель башкирского представительства Куплугилди, брат Кинди. Поэтому в указе нашло открытое отражение самое сильное желание башкирского народа. Ознакомившись с указом, где на значительном месте стояло обещание земли и свободы, старшина Иманхары вместе с отрядом в 500 человек присоединился к лагерю Пугачева, который держала в окружении город Оренбург, а на следующий день с таким же отрядом старшина Кинди. Эти вооруженные группировки не были первыми башкирами в повстанческом войске. Башкиры, служащие на границе Оренбурга и живущие в ближних волостях, присоединились к ним уже до восстания, благодаря сильной агитации Озеркая. Несмотря на это, приход Кинди и его дальнейшая деятельность заняли значительное место в установлении отношений башкирского народа к Пугачевскому восстанию и оказали большое воздействие на дальнейший ход восстания. До этого большинство башкир не осмеливались встать в одни ряды борьбы с русскими, в том числе с яицкими казаками, которые чинили жестокие зверства в прошлое восстание. Но Кинди думал, что, если в руках указ, то есть письменный документ о возвращении всех земли и предоставлении неограниченной свободы, то допустимо временно объединиться с русскими и другими пришлыми народами, помочь появившемуся императору победить русское правительство, тем самым спасти Башкортостан от колониализма. Он сильно надеялся на такой исход восстания. После прихода в лагерь Пугачева Кинди для осуществления своей идеи начал призывать башкирский народ присоединиться к борьбе. Он отправил по всему Башкортостану наставников, вооружив их манифестом Пугачева и необходимыми советами, распространил от своего имени пламенные письма, призывы, вел активную деятельность.
Благодаря такой деятельности уже 20 октября к Пугачевскому восстанию вместе со своими отрядами присоединились 23 башкирских старшин. Наставники Кинзи вели также активную деятельность и внутри башкирских команд, организованных для пополнения карательных войск правительства. Оренбургский губернатор И. Рейнсдорп и Екатерина II очень сильно надеялись на помощь башкир в подавлении Пугачевского восстания. Исходя из этого, 25 сентября Рейнсдорп приказал организовать башкирскую команду из 500 человек, а 9 октября из 5000 человек. Но башкиры, успевшие встретиться с наставниками Кинзи, отказались идти в карательную команду, они группами ушли в неизвестную сторону. К 28 октября русские власти кое-как собрали команду из 9355 человек. Помощником командира был назначен главный старшина Ногайской дороги Алибай Мурзагулов. Он сам письмо от Кинзи получил только перед входом из Стерлитамакской пристани, которая была местом сбора. В этой команде был и Салават, пришедший вместе со своим отрядом из Шитано-Кузейской волости. Люди, отправленные Кинзи, еще сильнее призывали присоединиться к восстанию в башкирских командах. Благодаря их старанию башкирская команда не последовала войска генерала В. Аккара, пришедшего спасать окруженный Оренбург 9 ноября. Повстанцы, отправленные Пугачевым, разгромили войско Аккара 10 октября. Одна группа башкирской команды под предводительством Алибая присоединились к Пугачевщине. В этой группе из 1200 человек был отряд и Салавата. Остальную часть команды в лагерь Пугачева привел сотник Аскын Самаров. В период объединения Алибая и Каскына численность башкир в войске Пугачева была более 5000. После присоединения последних двух команд больше половины войска Пугачева составили башкиры. Все башкирские отряды, пришедшие в Оренбург, Пугачев отправлял на усмотрение Кинзи. Кинзи организовывал из них военные единицы, проверял в бою, проводил специальную подготовку и, выбрав среди них самых талантливых, потом приводил к Пугачеву. Пугачев, дав им военные звания, отправлял их с манифестом в дальние районы Башкортостана для того, чтобы они разожгли новые очаги восстания. И Салават прошел через этот урок. Салават был очень талантливым, трудолюбивым парнем. Талантливым он стал очень рано. В народе говорили, что батыром он стал в 14 лет. А получить такое имя в те времена было не так просто, в стране батыров можно было по пальцам пересчитать. Имя батыра Салават доказал своей короткой жизнью. Именно его, Джигита, которому не исполнилось даже 16 лет, а не взрослого человека, связав, посадили в каменную тюрьму вместе с Юлаем за активную борьбу против злодеяний русской власти. Когда Юлая забирали в поход, старшиной волости оставался 17-летний Салават. Когда в октябре 1773 года был организован отряд по приказу русской власти, его командиром Юлай назначил Салавата. В это время Салават прославился не только батыром, но и сысенным. Он был очень образованным, хорошо знал арабский язык, восточную литературу, историю своего народа, и, по мнению историков, хорошо разговаривал на русском языке. Салават первый героизм проявил 14 ноября в битве с городским гарнизоном возле Оренбурга. Он активно участвовал в каждом штурме в течение 3 недель, когда находился в лагере повстанцев. Пугачев понял, что Салават смелый боец, талантливый организатор, поэтому, дав ему чин полковника, отправил 19-летнего юношу на сибирскую дорогу собирать новые отряды. Осенью 1773 года народное восстание охватило весь Башкортостан. К этому восстанию присоединились все народные представители, проживающие в Башкортостане. Но кроме башкир никто едино так не участвовал. Все старшины и богачи казаков, которые начали восстание, с его начала были на стороне правительственных войск, и вели борьбу с повстанцами. Больше половины простых казаков тоже были на стороне правительства. Из 57 888 человек 64 заводов только 6 тысяч участвовали в восстании. Среди них не было мастеров и специальных заводских рабочих.
Остальные 65 уральских заводов сохраняли нейтралитет по отношению к народному движению. Кроме этого, 28 заводов вели активную борьбу против народного восстания. Они снабжали правительственные войска людьми, жестоко наказывали пленных, грабили башкирские деревни. Городское население не только не участвовало в боях, они, встав в один ряд с городским гарнизоном, отважно защищали свои города. Меньше половины простого пришлого народа присоединилось к восстанию, среди них практически не было богатых. Богатые переходили на сторону повстанцев только для того, чтобы спасти свое имущество от конфискации. Мишарские старшины и служивые татары, не считая некоторых, оставались верными русской власти. Правильно писал Е.И. Михельсон в марте 1774 года, что мишарские старшины Уфимской губернии с начала восстания сохраняют хорошие отношения. Эти старшины сами организовывали карательные отряды, воевали против повстанцев, среди них самыми активными и жестокими были отряды Миндея Тупиева и Муксина Абдисалямова. Кроме башкир восстания 1773-1775 года с других народов многочисленно и активно участвовали русские крепостные крестьяне. Они боролись за ликвидацию крепостного строя, то есть за уничтожение самой омерзительной социальной несправедливости русского общества. В свой второй и третий период это восстание открыто перешло в крестьянское. Поэтому русские историки, которые называют его крестьянским, в чем-то и правы, но оно было таким только для русских. Среди народов Башкортостана по численности участников, по масштабам движения, по месту значимости в общей борьбе башкиры были в первых рядах. Башкиры многочисленно начали подниматься на восстание в середине октября и в декабре. Кроме 12-15 тысяч башкир, которые были в войске Пугачева, в различных районах Башкортостана воевало очень много башкирских отрядов. В то же время, в отличие от других народов, на борьбу поднялись не только бедные, но и представители высшего слоя. В первый период восстания в Уфимской провинции в ней участвовали 77 башкирских старшин. Стояли в стороне только 9 старшин. Соотношение старшин, участвующих в восстании, было таким же и в Оренбургской, и Сетской провинциях, и в других районах, где проживали башкиры. Русские историки активное участие башкирских феодалов пытаются объяснить либо давлением простого народа, либо их узкими феодальными задачами. Башкирские феодалы были вынуждены участвовать в восстании не из-за давления простого народа, как говорят историки, а сами призывали народ к тяжелой борьбе за свободу и независимость. Такую узкую феодальную задачу ставила маленькая группа старшин, которая, помогав карателям ради помещичьих возможностей, продав свой народ, осталась в стороне, а не те, которые участвовали в восстании. Один из таких феодалов Кулуй Балтасов получил имя продажной души за собачью службу русской власти. Во второй половине октября и в ноябре в Башкортостане образовалось несколько очагов восстания. Ночью 19 ноября 1773 года объединенные войска Каскына Самарова и Караная Муратова, атаковав, взяли Стерлитамак, 24 ноября окружили Уфу. К ним присоединился русский отряд под предводительством Игубанова. 12 декабря Пугачевым к ним был отправлен И.Н. Зарубин для создания руководства восстания вблизи Уфы. Таким образом, возник очаг народного восстания в Чесноковке. Штаб повстанцев был в деревне Чесноковка, вблизи Уфы. В октябре 1773 года старшина Тура Ишгалин организовал большой отряд из башкир Казанской дороги. Кроме этого, на Казанской дороге вели бои многие другие башкирские отряды. В конце ноября Караный Муратов, пришедший из Уфы, все отряды, находящиеся здесь, объединив, взял под свое руководство. В ноябре-декабре 1773 года возле Юсы и Кунгура действовали башкирские отряды под общим предводительством Батырка-Яткинина. В середине декабря они взяли Юсу и окружили Кунгур. В ноябре 1773 года башкирские отряды Сибирской дороги в бою заполучили Есимский, Катавский, Юльрязанский, Архангельский заводы.
В начале декабря они подошли к Сыскинскому и Златоустовскому заводам. В организации объединения движения сибирских повстанцев значительное место занимал Юлай, отец Салавата. Среди местных башкир он пользовался уважением. В то же время Юлай участвовал в боях возле Уфы. В конце октября 1773 года в провинции Исид было организовано очень много башкирских отрядов. Во главе этих отрядов стояли Базаргул Юнаев, Югаламан Кушаев, Хары Абдулин и другие предводители. Общее руководство вел Базаргул. В ноябре они окружили Челябинск, который был военно-административным центром провинции. В начале января 1774 года Зарубин отправил сюда главным предводителем И.Н. Грязнова. В феврале повстанцы взяли Челябинск. В конце декабря 1773 года под предводительством И.Н. Белобородова возник новый очаг народного восстания – Екатеринбург. Белобородов объединил русские и башкирские отряды. Кроме этого было много башкирских отрядов, самостоятельно ведущих борьбу. В декабре 1773 года Салават, вернувшийся из Оренбурга, начал организовывать отряды. Организация отрядов на северо-востоке Башкортостана была первым большим делом Салавата, ставившим его в один ряд с крупными руководителями. В конце декабря Салават вместе со своим отрядом двинулся к Кунгуру. По пути он взял Красноуфимск и 15 января 1774 года подошел к Кунгуру, который уже осаждал Батыркой. 19 января в Кугнур, где шли бои, подошел И.С. Кузнецов, которого общим руководителем отправил Зарубин. Но с его приходом роль Салавата в этом районе не изменилась. Атака 23-24 января для захвата Кунгура не принесла удачи повстанцам. Кузнецов, пробыв там 5 дней, вернулся обратно и больше не возвращался. Тяжело раненый Салават вернулся домой для лечения и подготовки нового военного движения. Во всех указанных военных очагах башкиры имели преимущество не только по численности в выполненной работе, но и по инициативе движения. Несмотря на это, Пугачев и Зарубин старались, чтобы в каждом очаге общее руководство было в руках русских. Это делалось для того, чтобы, если с одной стороны, ограничить свободу башкир и сохранить первенство русских, то с другой стороны, для того, чтобы объединить различные отряды, готовые распуститься из-за национальной вражды. Но, как бы ни старался Пугачев, как говорят об этом историки, он не смог полностью искоренить национальную вражду. Советские политики стараются использовать участие различных народов в восстании 1773-1775 года, как пример давней дружбы между народами, для пропаганды и национальной политики в интересах своей великой государственности. А в действительности этой дружбы не было и быть не могло. Потому что обещание Пугачева о свободе и земле каждая национальная группа Башкортостана понимала по-своему, и весь пришлый народ, русские, татары, чуваши и другие предполагали это обещание, как предоставление полной свободы владения башкирскими землями. Они не думали уходить из Башкортостана, каждый социальный слой мечтали обогатиться, получив свободу и землю за счет башкир, за счет его притеснения. И заводские рабочие были против разрушения заводов на башкирских землях. Кроме этого, они даже стремились получить дополнительно башкирских земель для этих заводов. Все это противоречило желаниям, целям и интересам башкир, поэтому, во всех, кто тянул руки на башкирские земли, они не могли не видеть врагов. Междоусобная вражда приводила к стычкам между башкирами и другими повстанцами, особенно с русскими, и эти стычки не прекращались до конца народного восстания. В обещание земли и свободы Пугачевым башкиры, вложив свое мнение и содержание, ставили цель получить настоящую свободу на своих древних землях, снова восстановить самостоятельное башкирское государство, прогнав колонизаторов и пришлый народ. Они боролись за свою законную свободу и землю, не тянули руки ни на что чужое. Также понимали цели основной борьбы башкирские народные предводители, Кинзи, Салават и другие, в этом они были заодно со своим народом. Может быть, благодаря своему образованию,
В высоте ума они более открыто видели трагедию народа, поэтому взвалили на себя задачу взять в свои руки знамя национально-освободительной борьбы. В то же время они, исходя из данного положения, они понимали, что для достижения свободы в первое время надо бороться в одном ряду вместе с другими народами, что нет другого пути. Несмотря на то, что Салават и Кинди одобряли борьбу с Пугачевым, оказывали всестороннюю помощь ему, они твердо стояли на своих национальных позициях. Это можно наблюдать, например, из того, что, когда прибыл Кузнецов в Кунгур, Салават не отдал ему народные отряды в 3 раза превышающие русские отряды, поставил его на 1 степень ниже своего чина. Несмотря на то, что Салават, поддерживая связь с войском русских повстанцев, некоторые военные операции выполнял вместе с ними, он всегда все делал самостоятельно, в первую очередь шел за своей целью. И Кинди, находившийся в штабе Пугачева, все башкирские дела вел сам, и башкирские отряды, входящие в главное войско, в первую очередь подчинялись ему. В ходе борьбы позиции башкир все более усиливалась, и во второй период восстания их сила увеличилась до такой степени, что сам Пугачев остался под влиянием башкир и превратился в оружие реализации башкирской цели. Карательные войска правительства, которые не могли достигнуть успеха в первый период восстания, зимой и весной 1774 года начали сильную атаку по крупным очагам народного восстания. В январе-феврале 1774 года близ Челябинска шли сильные бои. Город переходил из рук в руки. Каратели чинили жестокие зверства. Например, 13 января генерал Диколонко одновременно повесил 180 пленных. После 10 апреля каратели окончательно закрепились в Челябинске. В феврале-марте 1774 года объединенная правительственная команда под предводительством секунд-майора Д.О. Гагарина вела с повстанцами жестокие бои близ Красноуфимска. В этом бою участвовал и Салават, у которого только начали заживать раны. 17 марта из-за численного превосходства военной силы карателя победили Салавата, но не разгромили его. Салават ушел в горные местности Башкортостана. В конце марта и начале апреля 1774 года Белобородов оказался в катастрофическом положении. Практически полностью потеряв войско, он вновь двинулся в Саткинский завод для сбора новых сил. 24 марта 1774 года большая военная единица подполковника И.И. Михельсона в жестоком бою разгромила войско повстанцев, которое осадило Уфу. Основную часть повстанцев составляли башкиры, вооруженные луком, стрелами и копьем. Они долго сражались, бой длился с 2 часа ночи до 8 вечера следующего дня. Главное войско Пугачева также потерпело неудачу. 22 марта карательное войско князя П.М. Голицына разгромило большой отряд Пугачева возле крепости Татищево, умерло 3000 чел. После этого Кинди, который был возле Пугачева в течение недели, привел 2000 башкир для пополнения войска. С 1 до 2 апреля была битва возле города Сакмар. И на этот раз Пугачев был разгромлен, умерло 4000 чел. После этого вместе с отрядом, не превышающим 500 человек, по совету Кинди, он отправился вовнутрь Башкортостана. Кинди обещал ему собрать новое войско в течение 10 дней. Поражение повстанцев и разгром главного войска вели быстрые изменения среди участников восстания. Различные социальные национальные группы, присоединившиеся к восстанию в начале, чтобы получить какие-то облегчения, начали большими группами уходить в разные стороны. Они не желали умирать ради маленькой цели. Казаки, поднявшиеся на борьбу для возвращения прежних прав и традиций яицкого войска, вышли из рядов борьбы. В начале мая в войске Пугачева их осталось 300-400 человек. Вдобавок, казаки после боя возле города Яик для своего спасения поймали властям 7 предводителей отрядов. Казаки Табынской крепости сдали Зарубина в руки карателей. Пугачева сдали тоже казаки. Русские государственные крестьяне, жалующиеся на большой налог, и регистрированные крестьяне, обиженные на условия работы и на тяжесть обязанностей, также отказались от борьбы.
Для регистрированных крестьян важнее было сохранение своих заводов, поэтому они перешли на сторону правительственных войск. Для татар и других пришлых народов причиной участия в восстании было вытеснение их русскими помещиками-заводчиками с башкирских земель, которые они занимали. Они, поняв, что их требования не реализуются и, боясь, что башкиры победят восстание, присоединились к карательным отрядам. Лишь малая часть указанных групп может быть и осталась на стороне повстанцев, но они никакого значения восстания не имели. Народ, придающий какой-либо облик восстанию, это, во-первых, русские крестьяне, борющиеся за ликвидацию крепостного права, во-вторых, башкиры, борющиеся за национальную свободу. Башкиры до конца были верны справедливой борьбе. С первого периода только 27 башкирских старшин отстранились от восстания. Остальные старшины и простой народ еще более усилили борьбу и даже не боялись смерти для достижения святой цели. Михельсон, пораженный башкирами, которые не знали ни страха, ни усталости, писал, что не мог взять ни одного языка, что никто не давался живым, что очень редко кто давался живым, что даже пойманные, вытащив из кармана нож, били им по людям, которые его поймали. В больших боях башкиры умирали тысячами, но вместо умерших приходили тысячами новые и все сражались героически, не жалея себя. Видение в тиранных врага и жажда свободы была настолько сильной в башкирах. После поражения возле города Сакмар маленький отряд Пугачева возглавил Кинзи. В течение 4 дней он собрал несколько тысячное войско с башкир. 2 мая в период выхода с Белорецкого завода войски Пугачева было 5000 человек, 5 мая, когда дошли до Магнитогорской крепости, собралось 10-12 тысячное войско. Большинство войска составляли башкиры. Поэтому генерал Диколанг жаловался на превосходство конной силы злодея. Таким образом, башкирский народ, отправивший своих самых лучших воинов в ряды повстанцев, восстановив войско Пугачева, превратились в основную силу восстания. 21 мая Пугачев снова проиграл сражение с войсками Диколанга возле города Троицк. Погибли 4000 чел. 22 мая остатки пугачевского войска были разбиты командой подполковника Михельсона. Но 2 июня вместе с 3000-ным войском Салават присоединился к Пугачеву в 35 километров от Челябинска, и башкиры снова спасли его от гибели. В апреле-мае 1774 года в различных местах Башкортостана боевили большие отряды Каскына-Самарова, Караны-Муратова и других башкирских предводителей. Салават вел бои где-то в середине сибирской дороги. Эти отряды наводили страх на всю деревню. Поэтому Михельсон 24 апреля, когда шел из Уфы против Пугачева, думал в первую очередь разгромить отряд Салавата, который вел бой на его пути. Салават, наблюдавший за действиями карателей, встретил Михельсона, хорошо подготовившись, и 7 мая первый раз с ним сразился. На следующий день возле завода Исим был второй бой. Михельсон, опять же поражаясь героизму и стойкости воинов, писал: «Я взял кое как живыми только 2, оказавшихся в озере, злодеев. Эти варвары кричали, что лучше умереть, чем попасть в плен». В этом сражении умерли 300 башкир. После этого сражения Михельсон несколько дней преследовал Салавата. Между этим несколько раз проходили бои, но Михельсон не смог разгромить Салавата. 23 мая Салават поджег Исимовский завод, который служил местом для отдыха и снабжения войска Михельсона. 31 мая вместе с одной частью своего войска Салават атаковал Михельсона. 2 июня, как и говорилось выше, Салават присоединился к Пугачеву. В их объединенном войске было 3000 башкир и около 300 русских. С такой силой 3 июня они атаковали Михельсона, 5 июня снова повторили атаку. Михельсон, растрепанный Салаватом, был вынужден отступить, вернуться в Уфу, не выполнив своей задачи. Во второй половине восстания, после того как заводские люди полностью перешли на сторону правительства и заводы стали источником помощи карателям, снабжения всем необходимым и людской силой войска,
Штаб Пугачева отдал приказ разгромить заводы, перевести их людей за пределы Башкортостана, в Кунгурский уезд. Но причиной этого приказа была не только измена заводских людей, а вынужденный расчет Пугачева с требованием башкир, которые превратились в единственную поддержку восстания. Уничтожение заводов, захвативших башкирские земли, перевод за пределы его людей отвечали святым интересам башкирского народа. 2 мая для удовлетворения этого интереса Пугачев велел сжечь Белорецкий завод, после этого Златоустовский, Сапкинские заводы, Чебаркульскую крепость, деревню Кундравин. Башкиры принялись исполнять приказ Пугачева. В результате вред был нанесен 57 заводам, 26 из них были сожжены. 5 июня после последней битвы с Михельсоном, по словам полковника повстанцев Мартына Андреева, Пугачев шел среди башкир, через заводы, башкиры всегда ему хранили верность, помогали при разгроме заводов крепостей, приводили пленных и непленных русских. Как писал П.Л. Юлдин, если бы у Пугачева не было такого отважного помощника, как Салават, то он после нескольких поражений от Михельсона и Деколонга не успел бы, долго остававшись в Башкортостане, снова собрать из массы мятежников войска, и пойти вместе с ними на Казань. По словам Пугачева, во время допроса по дороге в Юсу он собрал около 1000 башкир и несколько заводских крестьян. 14 июня, став авангардом Пугачева, Салават пришел в Осу и окружил ее. Вслед за ним прибыл со своим отрядом Белобородов. Оса сильно сопротивлялась. 18 июня прибыли основные силы Пугачева. Начался штурм Осы. Непрерывное наступление длилось 3 дня. Несмотря на то, что с ограды дождем сыпались камни, катились бревна, лилась горячая смола, повстанцы наступали на крепость. Большинство башкир, из-за того, что у них не было стальных щитов, потому что их кузницы были уничтожены, бились одев 30-22-слойный конопляный щит, между которыми была зола. 21 июня жестокими боями была взята Оса. На следующий день Пугачев, переправившись через Сулуман, Каму, направился к Казани. Башкирские отряды, направившиеся на запад вместе с войском Пугачева, 12 июля участвовали во взятии Казани, после этого обратно вернулись в Башкортостан. Кинзи остался с Пугачевым. Он сильно верил в падение русского правительства, поэтому при падении правительства надеялся на оказание влияния на политику Пугачева, на исполнение им обещания свободы и земли, закрепленные указами, манифестами, оперевшись добрыми делами башкирского народа по отношению к нему, на спасение Башкортостана от колониальной зависимости. Некоторые башкирские отряды уже возле Осы отделились от Пугачева. И Салават, раненый в ногу, также не ушел с Пугачевым. Не дождавшись заживления раны, Салават остался на месте, сплотив башкирские отряды, вернувшиеся из Казани, вновь начал сражение в Кунгурском уезде. Войско Салавата держало в страхе русскую администрацию, нападая на заводы тех краев, на город Кунгур. Вместе с организацией нападений и сражений в общих местах, с ведением этих сражений, Салават, начиная с января 1774 года, возглавлял все движение на севере и северо-востоке Башкортостана. Каждый отряд в этом регионе был единицей войска Салавата. Русские военные руководители хорошо знали его значение Салавата в народном восстании. Поэтому, услышав, что Пугачев оставил Салавата в Башкортостане, они сильно испугались и начали принимать срочные меры для защиты Уфы. Для этого они, кроме того как сосредоточили на месте все войско, перевели из Оренбурга в Уфу корпус князя П.М. Голицына. Эта мера была временной. Потому что в июле 1774 года Салават, вернувшись из Кунгурского уезда в центральный Башкортостан, взял в свои руки руководство всем башкирским восстанием и в первую очередь организовал нападение на Уфу. Взятие Уфы в июле 1774 года превратилось в основную цель башкир. Войска знаменитых башкирских предводителей начали приближаться со всех сторон к городу. Но до этого времени русские руководители успели собрать крупные регулярные войска возле Уфы. Башкиры были вынуждены отступить.
Несмотря на это, до конца октября они держали город в страхе. Несмотря на то, что не реализовалась идея взятия Уфы, башкиры не смягчили борьбу. Сылава держал связь со всеми местами движения, в нужное время отправлял отряды под предводительством опытных башкир, всегда держал пламень борьбы на необходимом уровне. Русские власти считали его самым крупным виновником беспорядка башкирского народа, его имя знали везде. Во всем Башкортостане восстание усилилось. В провинции Айсет башкирские отряды сражались под предводительством Базаргула, Югламана, русские команды ничего не могли поделать. На Ногайской дороге оказывали сопротивление карателям отряды Каскына, Караная, Ханбулата. На Осинской дороге успешно вели борьбу Батырка и Алсегал. На Сибирской дороге земля, где были расположены Исимовские, Катав, Ивановские и другие заводы, превратилась в поле боя, там работали отряды Юлая. Кроме этого, в других местах, не зная страха, сражались отряды крупных или мелких предводителей. Сам Салават полностью наблюдал за северным и северо-восточным Башкортостаном и неудержно воевал. Его военному искусству поражались даже опытные командиры регулярного войска. Башкирское восстание в этот период напрямую было направлено против русских. Прошло время совместного движения с представителями русского и других пришлых народов. После того, как Пугачев ушел из Башкортостана, а прежние пугачевцы бросили восстание, для башкир осталась одна единственная цель – борьба за национальную свободу. На пути достижения этой цели самыми главными врагами были русские. Усиление башкирского восстания вынудило русское правительство отправить дополнительные карательные войска в Башкортостан. В августе-сентябре 1774 года Башкортостан был переполнен карателями. Регулярные войска генералов Ю.Ф. Римана, И.А.Ди. Калонга, П.Д. Мансурова, князя П.М. Голицына, карательные отряды городских гарнизонов, городов, заводов, старшин-мещериков, 4 башкирских продажных старшин, словно арканом придушив Башкортостан, набросились на него как собаки. К карательным отрядам присоединилась регулярная армия генерала А.В. Суворова после русско-турецкой войны, которая была остановлена срочным перемирием. Как видно, невозможно было победить башкир без применения военного таланта Суворова и военной мощи его войска, которые были испытаны в бою не раз. Это еще раз доказывает силу башкирского восстания. Несмотря на численное и вооруженное превосходство врага, башкиры героически и жестоко сражались. Лишь в середине октября некоторые старшины начали сдаваться. Вместе с этим они говорили: «Нам необходимо приостановиться, потерпеть, пока Петр Федорович, Пугачев, получит желаемое». Значит, они не подчинились судьбе, верили, что когда Пугачев станет царем, даст им свободу. Видимо, они не знали, что 15 сентября Пугачев был пойман казаками и передан русским властям. Кроме этих отдельных старшин, оставшийся башкирский народ продолжал борьбу. Русская администрация отправила письма, призвав башкир сдаться. Главнокомандующий карательных войск генерал Аншев П. и Панин пугал их, что при продолжении восстания будут убиты жестокими муками мужчины от взрослых до маленьких детей, женщины, дети и земли будут переданы в рабство и аренду людям, верным императрице. Он призывал народ поймать Салавата и его отца. Народ, ответив на запугивание Панина, заявил о готовности сопротивляться и воевать, не сдал своих предводителей. 29 октября руководитель тайной комиссии П.С. Потемкин сам написал письмо Салавату: «Извинись, признай свою вину и сдайся». Но Салават ни в чем не был виновен. Для того, чтобы извиняться, он боролся за святое дело. Лишь в начале ноября, когда закончились последние возможности, многие старшины сложили оружие. В середине ноября сдался один из предводителей большого восстания в центральном и западном Башкортостане Караной. После того, как войско подполковника И.Я. Аршиневского прекратило осаду Котовивановского завода, отец Салавата Юлай, послушав призыв прощенных старшин, вернулся домой и был тут же арестован карателями И.Л. Тимошова. А Салават, зная,
что борется за святую цель, отвергал все предложения карателей и русских агентов, не сдавался. Он и его соратники решили несмотря ни на что продолжать борьбу. Они поклялись сражаться до смерти и не сдаваться. Салават в течение года вырос знаменитым предводителем народного восстания. Благодаря таланту военной и общественной работе уважение к нему быстро выросло. Он жертвовал жизнью ради борьбы, отдавал всю силу до капли святому делу, всем своим телом и душу видел в кровопийцах, которые душили свободу, врагов, и до конца был готов к борьбе. С января до ноября 1774 года он управлял военным и мировым делом в Северном и Северо-Восточном Башкортостане, а середина июля руководил всем башкирским восстанием. В 20-летнем Башкире простые башкиры, белобородые старшины, весь народ, поднявшийся на борьбу, видели и знали предводители. Салават и его соратники вели активную борьбу от Екатеринбурга до Уфы, Осы, Кунгура. Русская администрация отправляла в эти края все новые силы. В города, крепости, заводы и русские деревни были размещены крупные военные единицы. Эти войска постоянно нападали на повстанцев. Салаватовцы тоже без ответа не оставались. Но место, где салаватовцы жестоко сражались, было очень тесным. В таком положении невозможно было открыто продолжать борьбу. В ноябре 1774 года возле Котово-Ивановского завода Салават в последний раз напал на карателей. После этого сражения Салават и его друзья решили распустить отряд, но не сдаваться. Они решили временно затаиться, а весной возобновить борьбу. Но эта мысль не реализовалась. Мишарский старшина Муксин Абдилсалимов, который всегда шпионил среди народа, узнав, где прятался Салават, привел отряд 25 ноября 1774 года. Каратели его схватили. Салавата вместе с его 4 соратниками, Рак Галиев, Абдурашид Галиев, Юртам Гаделев, Зайныш Сулейманов, привели в Уфу, надев ему на руки и ноги оковы. Генерал Аншев Панин посчитал, что необходимо наказать Салавата и Илая так, чтобы сильно напугать башкирский народ, и, связав Салавата и его 4 друзей, приказал отправить их в Казань. Такой же приказ был насчет Илая, который находился в Челябинской тюрьме. Салават и Юлай в руках Казанской тайной комиссии пробыли до начала февраля 1775 года. После этого приказом Екатерины II их отправили в Москву 25 февраля. Начало допрос тайной экспедиции Сената. Допрос вели генерал-прокурор Сената А.А. Вяземский, генерал-губернатор Москвы М.Н. Волконский, обер-секретарь экспедиции, позднее признанный государственным инквизитором и опытным палачом С.И. Шишковский. Как и во всех других местах допроса Салавата и Илая жестоко пытали, не представить, с какой жестокостью их наказывали. 16 марта 1775 года тайная комиссия вынесла свой первый приговор. На следующий день, 17 марта, Екатерина II издала манифест о прощении всех предводителей восстания 1773-1775 года. Согласно этому лживому манифесту, который не соответствовал действительности, люди, осужденные на жестокое телесное наказание, были освобождены от этого наказания и отправлены на пожизненную ссылку. Конечно же, Салавата и Илая этот манифест не касался. Вместе с этим манифестом Екатерина II подписала их приговор. Салавата и Илая отправили из Москвы в Оренбург для дополнительного расследования, в действительности для реализации приговора на башкирской земле, чтобы напугать остальных злодеев, а оттуда по приказу губернатора И. Оренсдорпа, в Уфу. 22 июля 1775 года, после трехмесячного допроса, Уфимская провинциальная канцелярия по порядку экзекуции издала приказ. Согласно приказу, Салавату и Илаю вынесли приговор избить 175 раз каждого плетью, вырвать носы, поставить клеймо на лица, затем отправить на пожизненную каторгу в Рагервик, современный Полдиски в Эстонии. Закованных в кандалы Салавата и Илая привели в Васимовский завод, расположенный на Шиктанакузийской земле, который отобрал себе Твердышев. Жестокое наказание началось здесь. Юлай на Исимовском,
Катавтамакском, Катавивановском заводах плетью били по 45 раз, в деревне Орловка 40 раз. Салавата били плетью по 25 раз на Исимовском заводе, деревнях Юзла и Лакла, крепостях Красноуфимск, Кунгур, Юса, Ялдок. В каждом месте били плетью по незажившим ранам. На последнем месте экзекуциям, вырвав носы, поставили на лицо клеймо. Такое жестокое наказание они вытерпели без медицинской помощи. После того как Салавата и Илая обратно привезли в Уфу, чиновники провинциальной канцелярии пришли к выводу, что их носы хорошо не вырваны, следы клейма мало видны, и 25 сентября эти наказания были вновь исполнены на площади города Уфы. 2 октября 1775 года, после 7,5 месяцев допросов и казней, после 1,5 месяца экзекуции Салавата и Илаи вывезли из родного Башкортостана. Последние документальные информации, подтверждающие прибытие Илаи в Рогервике, написано в 1797 году. Окованный в железо Салават, просидев в тюрьме каторги 25 лет, умер 26 сентября 1800 года. 26 лет своей жизни, 46 он провел в мучительном плену. Такое страшное наказание ему было дано за требование свободы своему народу на своей земле, за борьбу не жалея себя. В этом состояла вся его вина. Жен и детей Салавата и Илая увезли в Уфу заложниками уже до поимки. Как видно, там их либо убили, либо насильно крестив, раздали слугами, чиновникам и офицерам для того, что истребить их род, стереть навечно из памяти народа. После того как был пойман Салават, восстание потихоньку угасло. К началу 1775 года прекратилось активное действие башкир, но до конца лета маленькие вооруженные группы нападали на русские, татарские, мишерские деревни, мира до сих пор не было. Шел слух, что башкиры возможно вновь поднимут восстание. Поэтому русское правительство было вынуждено до конца 1775 года держать свои крупные регулярные войска в Башкортостане. А.В. Суворов, оставшийся главнокомандующим карательных войск вместо П. и Панина, получив известие о волнениях народа, приготовил карательные войска не только к неожиданным ситуациям, защите деревень, но и к ответу сильной атакой. Восстание 1773-1775 года стало причиной гибели очень многих башкир и привело народ к пределу разорения. Жестокие бои в один момент уносили сотни, тысячи людей. Кроме смерти на поле боя, многочисленное количество башкир умерло от рук карателей. Губернаторы, воеводы, командиры что хотели, то и делали с башкирами. Они убивали десятки, сотни людей, одновременно расстреливая, избивая плетью, проводя пытки. 29 июля 1774 года главнокомандующий карательных войск генерал Аншев П. и Панин начал убивать весь народ. Панин приказал командирам карательных войск, заполонивших Башкортостан, отрубить все 4 конечности восставшим, а людей, прятавших их, пытать по жребию. Для того чтобы напугать народ, они водили по деревням башкир с оторванными ушами, носами, пальцами. Суворов, заменивший Панина, продолжил это кровавое дело. Тысячи башкир были отправлены на каторгу, ссылку, были отданы в пожизненные солдаты. Не было числа убитым, искалеченным башкирам. Вдобавок, согласно указу Екатерины II от 19 февраля 1775 года, башкиры за совершенное преступление должны были предоставить 4000 штрафных лошадей, а если не хватало лошадей, то вместо каждой лошади под 25 рублей денег. Были предприняты все меры для истребления башкир, дошедших до грани разорения, с голоду. В то же время русским заводским крестьянам, участвовавшим в восстании, а затем перешедшим к карателям, было дано послабление за оказанную помощь в истреблении башкир, не нагружать крестьян тяжелыми работами наперекор правилу 1763 года. Другие народы, проживающие в Башкортостане и участвовавшие в начале восстания, не были так сильно наказаны. Глава 8. Предел нищеты. Кантонное управление.
В период подавления восстания, жестоко ограбленные башкиры дошли до предела нищеты. Как и в период восстания 1735-1740 года и в последующие годы, голодные башкиры ради спасения своих семей начали продавать детей в рабство. Например, 6 мая 1776 года челябинский торговец Е.М. Сапожников, попросив разрешения на покупку башкирского ребенка, написал в Исетской канцелярии следующее заявление: «Ко мне пришел башкир Касим Асакаев. Он привел с собой 18-летнего сына Суру и желает отдать его пожизненным рабочим за 50 российских рублей. Эти деньги ему нужны для пропитания его жены и маленьких детей в доме, потому что он, Асакаев, в период мятежа дошел до нищеты, дома есть нечего, питаются травами и боятся умереть от голода». Таких явлений было много. Поэтому оренбургский губернатор И.А. Рейнсдорп 3 августа 1779 года издал специальный указ, запретить продавать и закладывать за деньги башкирских детей. Даже после 7 лет восстания, экономическое положение башкир было очень тяжелым. 23 июня 1782 года оренбургский генерал-губернатор И.В. Якоби в своем рапорте Екатерине II писал: «Все башкиры после разорения в последнем восстании не могут до сих пор выйти из этой нищеты и живут чрезмерно бедно». Ослабление башкир еще больше усилило колонизацию со стороны помещиков в Башкортостане. Численность помещиков в Башкортостане в конце XVIII века превысила 150. Среди них были помещики, которые занимали более 100 тысяч десятин земли. В Башкортостан стали стекаться и татары Казанской губернии. Татары, правившие долгие века, жестоко истребляя остальные народы, росли с численной стороны. Даже под властью русского государства они не были так истреблены, как башкиры. Вместе с увеличением общей численности татар их стало больше и в Башкортостане. Они начали переселяться на башкирские земли в XVII веке, в конце XVIII века их поток резко усилился. До проведения 7-й ревизии, 1817 года, в западных и северо-западных уездах Башкортостана численность татар приравнялась с численностью башкир, вдобавок они переселялись большим потоком. Несмотря на переселение башкир, русское правительство боялось, что они снова поднимутся на освободительную борьбу. По мнению генерал-губернатора Уфимского и Сибирского наместничества О.А. Игельструма, при появлении героя-предводителей башкиры готовы подняться на новое восстание или мятеж. Для того, чтобы не допустить новое восстание, русское правительство было вынуждено предпринять несколько кардинальных мер. В 1781 году было образовано Уфимское наместничество, которое полностью подчинялось власти генерал-губернатора. Для укрепления работы и наблюдения за народом уездными начальниками были назначены капитаны-исправники из русских офицеров с безграничной властью. В 1789 году русское правительство открыло в Уфе дни Назараты, вместе с этим передало духовный мир башкирского народа верным русским подданным, татарским религиозным деятелям. С тех пор не только религиозная работа башкир была напрямую подчинена, но и образовательная, и культурная. Самой сильной мерой в то время было привлечение большой численности башкир на военную службу. Если в 40 ехк, 18 то есть когда башкир привлекали на общую службу в Оренбургскую линию, с 8 домов забирали 1 человека, то с 80-х, то есть в период спокойного времени, когда не требовалось дополнительного призыва в военный поход, начали брать с каждого 3-го дома 1 человека. Вместе с этим условия службы и срок остались неизменными. Достаточно 2 отрывка из заявления башкир, отправленного Екатерине II в сентябре 1793 для характеристики этой службы. Многие люди, пишут башкиры, продав все имущество, оставили без средств своих жен и маленьких детей, а большинство из них, оставив не только земледелие, хозяйственной работы, но и без помощи старых родителей, со своей одеждой, оружием и другим необходимым ушли к вам на службу. Башкиры, оставив число военнообязанных прежним, просили облегчить службу и продолжали, несмотря на то,
что башкирский народ служит вместе с мишарами вдоль Урала и на границе Сибири. Из-за малочисленности этого народа численность их служащих не достигает и 1/8 части численности служащих башкир, но при помощи различных хитростей, став командирами, они причиняют много вреда служащим башкирам, поэтому, уважаемая императрица, прикажите, отделив башкир от мишарей, раздельно служить, потому что из-за притеснения мишарей башкиры не желают с ними служить. Ни возврат прежнего порядка отбора башкир на службу из 8 домов одного, ни разделение их от мишар не были удовлетворены, потому что задача русского правительства состояла как раз в реализации тех мер, которые вызвали недовольство башкир. Во-первых, держать как можно больше башкир под давлением военного порядка, во-вторых, контролировать при помощи мишар вооруженных башкир, в-третьих, в корне изменить устройство социально-политической жизни башкирского народа, то есть согласно приказу от 14 июля 1737 года, принятого на Мензелинском совещании, подготовить почву для перевода их в казацкий слой. После необходимых подготовок продуманные изменения реализовались. Русское правительство указом от 10 апреля 1798 года перевело башкир и вместе с ними мишар из гражданского слоя в казацких и образовало 11, с 1803 года 12, башкирских и 5 мишарских кантонов. Новообразованный строй назывался кантонной системой управления. Кантонная система подчинила всю жизнь и работу у башкир военной организации жесткими порядками и жестокими наказаниями. Для управления кантонами был создан аппарат должностных лиц под руководством кантонного начальника. Должностные лица, в первую очередь кантонные начальники, были назначены из русских офицеров или татар и надежных башкирских феодалов. Надежным феодалам предоставлялись дополнительные преимущества, в то как время башкирские тарханы, которые не угодили русским колонизаторам, были опущены до простого служащего. Простые башкиры не назначались чиновниками, они могли получить только самый низкий чин регулярного войска. Но даже верные башкиры, получившие чин офицера, ими помещика, пользовались только индивидуальным помещичеством, а татарам давалось родовое помещичество. Русское правительство сильно препятствовало увеличению башкирских помещиков и в общем лишило башкирское войско многих прав, которыми пользовались казацкое войско. Кантонные начальники напрямую подчинялись оренбургскому генерал-губернатору, а с 1834 года командующему башкиро-мишарского войска. Им давали широкие права военных и политико-административных, судебных, полицейских и хозяйственных делах. Они вели судебные и следственные дела, в том числе и дело по преступности, военный кантонный суд. Даже за маленький проступок, то есть невыполнение указанных правил порядка, суд жестоко наказывал. Было широко распространено избиение дубинкой, шпицрутен, прутом, кнутом. При избиении дубинкой проводили через ряд в 515 человек, после этого никто не оставался живым. Русское правительство указами от 10 апреля 1798 года и от 24 сентября 1806 года лишило башкир права свободного перемещения, таким образом, вновь закрепило все запрещенное в 1736 году. Перемещаться разрешалось только по пропуску или паспорту. Но такое разрешение могли получить только 3–5% трудоспособных людей, 20–60 лет. То есть остальная часть башкир была лишена возможности поддерживать связи в сфере различных работ, торговли и хозяйства. Кроме этого, для того чтобы население соседних деревень общалось друг с другом, в 1828 году запретили массовые игры. Людей, нарушавших запрет, то есть перемещавшихся без разрешения, устраивавших игры, телесно наказывали или сажали в тюрьму. Например, с 1799 года по 1831 год в домах третьего башкирского кантона по этой причине были привлечены к наказанию 50,4% трудоспособного населения, некоторые были наказаны по несколько раз. При помощи этих мер русское правительство вело экономику башкирского народа в кризис,
привело к разрушению национального единства. Для еще большего усиления военно-феодального порядка среди башкир правительство в 1834 году учредило новую должность командующего башкиро-мещерякского войска, первым командующим был Т.С. Циолковский, и организовало попечительство. Кантоны башкиро-мещерского войска были разделены на 6 попечительств, их попечителями были назначены русские капитаны-исправники. Основная задача попечителей состояла не только в жестком наблюдении, уничтожении злодеяний, но и предупреждении. Основной обязанностью башкир в кантонной системе была служба на Оренбургской линии. В 1798-1848 года 65% войска линии составляли башкиры и мишаре. Каждый год они на службу выставляли от 6500 года до 10500 человек, из этого числа 87-88% были башкиры. По сравнению с другими казацкими войсками башкиро-мишерское войско правительство при службе ничем не обеспечивало. Оружием, лошадьми, одеждой и пищей военнослужащих обеспечивали при помощи массовой взаимопомощи. Без этой помощи большинство башкир не смогли бы служить. До 20-х, 19 века сумма собранных денег на помощь приходилась на душу под 25-37 коп, а иногда под 1,5 российского рубля. Эта помощь легла дополнительной тяжелой ношей на плечи башкир. По установленному порядку, на службу должны были идти мужчины от 25 до 50 лет. Послу этого они должны были переведены на внутреннюю службу. Но этот порядок всегда нарушался, многие были оставлены здесь до старости лет. До 60 лет каждому приходилось служить на линии 8-9 раз и несколько раз участвовать в длительных военных походах. Только в 1847 году срок службы сократили до 30 годов. Служба на линии делилась на летние и зимние сроки. Служба на линии длилась 6 месяцев. Но требовалось прибыть на место службы за 1-5-2 месяца вперед, поэтому человек как минимум 8 месяцев своей жизни тратил впустую, оставив все свои дела. Из-за этого неблагополучное хозяйство еще сильнее разорялось, народ обнищал. Указом от 19 августа 1807 года на каждую крепость Оренбургской линии был назначен комендант. Крепостные коменданты превращали служащих на линии башкир в рабов, заставляя их работать. Об этом с горечью писал подполковник Прянишников, который посетил Оренбургскую линию в 1828 году. «Башкиры, уставшие от тяжелой работы, — писал он, — с наступлением зимы, садясь на своих худых обессиленных лошадей, уезжали в свои деревни. В общем, гнет башкир не входит ни в какие рамки, и я считаю святым долгом привлечь внимание начальников по отношению к этим бедным жертвам». Конечно же, было бы глупым думать о том, что после этого начальники обратили внимание на этих бедных жертв. Кроме службы на линии башкиры были широко использованы в войнах и военных походах России. В 1805 году 20 башкирских полков, которые состояли из 500 чел, до 530, были отправлены на войну с Наполеоном. После вступления Наполеона в Россию, в Оренбургской линии из 12 тысяч человек было образовано 28 полков, кроме этого из башкир было образовано столько же полков из 500 чел. Они участвовали в войне от начала до конца, из них 9 полков вошли в Париж в первых рядах. Обеспечение войск, отправленных на войну, всем необходимым опять же было на плечах башкир. Оружие состояло как всегда из лука, стрел и копий. Русские боялись давать в руки башкирам огнестрельное оружие. Они даже боялись назначать командиров из башкир. Полковыми командирами назначались русские, казацкие офицеры, а башкиры могли быть только их помощниками. Самого знаменитого из таких помощников Кахын-Тулю, 35 лет, русские, боясь, что он станет таким же как Салават, отравили. Башкиры в 1828 году-1833 года были привлечены охранять западные границы России, в 1853-1856 года во время Крымской войны, защищать границу Балтики.
При нападении русских на Среднюю Азию опять было привлечено большое количество башкир, с каждых 5-6 человек один. Среди походов на Среднюю Азию самым трагичным был поход на Хиву, организованный в 1839 году оренбургским генерал-губернатором В.А. Перовским. В этом походе от тяжелых условий и жестоких телесных наказаний из 3700 башкир умерло 2000. Во время сбора башкирских войск на войну и военный поход число военнослужащих в Оренбургской линии не снижали. Поэтому башкирский народ был вынужден жить в нищете из-за снабжения войск людьми и материальными возможностями. С начала 30-х, исполняя свои задачи внешней политики, русское правительство начало переводить башкир из военной службы в трудовую службу для использования их бесплатной силы в казенных работах, которые требовали больших денег и рабочей силы. Если при внедрении кантонной системы согласно наряду 70-90% взятых на службу людей были отправлены на военную службу, то теперь 80-86% были назначены в трудовые команды. Трудовые работы были еще сложнее и обходились народу намного дороже, чем военная служба. Трудовые команды были отправлены за границы Башкортостана, в пустынные степи для того, чтобы отправить грузы в далекие крепости, проложить дороги и мосты для казны, соорудить крепости, воздвигнуть каменные здания и церкви, построить улицы в городах Оренбург, Уфа, Уральск и другие, привезти строительные материалы, камни, бревна, работать на известковых и кирпичных заводах, сплавлять грузы по реке и многое другое. Эти же команды привозили все необходимое, зерно, дрова, сено и другие, в Оренбург и в другие близлежащие крепости. Каждый год в трудовые команды были привлечены тысячи людей и лошадей. Например, в 1850 году по приказу губернатора башкиры на казенные работы предоставили 35 тысяч л, 311 тысяч 13 лошадей, в 1853 году отправили на ремонт и строительство дорог 162 361 чел, 102 700 лошадей. Везде башкиры работали со своими лошадьми, санями, то есть сами себя обеспечивали. Трудовые условия были настолько тяжелыми, особенно в обработке деревьев, что каждый год от этих работ башкиры возвращались калеками, а некоторые умирали. В транспортных командах каждый год умирали около 100 голов лошадей. В.А. Перовский писал, что башкир, оставшийся без коня, из трудовой команды уходил, прося милостыню, потому что их кормят только до пребывания на месте службы. По словам генерал-губернатора А.А. Катенина, башкиры были превращены в рабочую силу всего Оренбургского края. Несмотря на тяжелую службу, башкиры военные и рабочие команды не были освобождены от различных налогов, земственные, строительные, канцелярские и другие налоги. Вместе с расходами на службу собранные деньги доходили до 4 российских рубля 21 коп на душу человека. В то время как с казаков, служащих на линии на обеспечение государства, денежные налоги не взимались. Кроме военной и трудовой служб башкиры выполняли прежние обязанности по дорожной и почтовой перевозке. Бесплатная перевозка всех чиновников и даже крестьян обходилась ежегодно башкирам как минимум в 3 рубля. Другие слои, осуществляющие почтовую службу, получали дорожные деньги, а башкирам их не платили. Расходы башкир на почтовую службу в год составляли 80-100 тысяч российских рублей. В 30-х службу по почтовой и дорожной перевозке заменили денежной выплатой. Но эта замена не принесла народу облегчения, потому что только за почтовую службу, вместо прежнего расхода 80-100 тысяч башкиры, стали выплачивать 180 тысяч. Различные налоги и обязанности кроме военной службы и трудовых работ привели только к увеличению долгов. У людей, не выплачивавших свои долги, отнимали дом, лошадь, орудия труда и другие продавали. Увеличение долгов вынуждало башкир продавать вотчины земли. Атака на башкирские земли не прекращалась. Указ о генеральной меже еще больше усилил грабеж земель.
Указ Сената о генеральном межевании башкирских земель вышел 26 июня 1797 года. Русское правительство проведением генеральной межи хотело добиться отбора самых лучших башкирских земель для казны, помещиков и заводчиков, образования фонда свободных земель для перемещения из внутренних губерний России военнослужащих и крестьян. Грабеж земли принял широкие обороты. Например, в 1827 году при межевании земель Урмано-Кузьской волости 160 296 десятин на земель башкирам оставили только 6429 десятины, остальная часть была отобрана в пользу государства. Согласно информации Оренбургской межевой канцелярии, в марте 1833 года в губернии было всего 28 304 856 десятин земли, 14 93 742 десятины считались башкирскими. Но понятие «башкирские» было только на словах, потому что большая часть земель не была в руках башкир или были негодными для использования. Если вычесть из земель, считавшихся башкирскими, земли, которые занимали горные заводы и горные начальники, которые захватили русские и татарские помещики, которые отдали казакам, считались негодными, то башкирам оставалось только 3 074 880 десятин земель. Указ от 10 апреля 1832 года объявил башкир собственниками всех земель, которые у них в руках, но в то же время всеми ревизией он ограничил их владение в 40 десятин на душу. Но этот надел не соответствовал действительности. Имея в виду, что согласно 7-й ревизии, 1817 год, было 146 тысяч мужчин, а 9-й, 1850 год, 242 тысячи. Если разделить это число на площадь земель, занимаемых башкирами, то в первом случае получается 20,9 десятин, во втором 12,7 десятин. В то время как служащим татарам, мишарам и типтярам выделяли 30 десятин, остальным 15 десятин хорошей, пригодной для хозяйства земли. Значит, каждый пришлый народ, даже каждый своевольно переселившийся, жил намного лучше, чем коренной народ Башкортостана. Несмотря на это в официальных бумагах башкиры считались собственниками. Частенько помещики царской администрации сгоняли башкир с их земель и занимали их. Например, в 1832 году 1842 года башкиры 17 деревень Берского уезда были согнаны, их земли были отданы татарскому помещику Тевкилеву. Таким образом изгнанные башкиры либо переселялись в другое место, либо за пропитание работали у помещиков, которые отобрали их земли. Приказ от 14 мая 1863 года дал еще большие возможности для грабежа башкирских земель. Этот приказ разрешал башкирской общине передать земли, которые были в их руках, в частное пользование хозяевам. После этого башкиры, дошедшие до грани от тяжелых обязательств и долгов, получили разрешение на продажу своей доли земли. Люди, продавшие землю, были лишены последней возможности. Русские историки считают, что генеральное межевание, которое отобрало свободные башкирские земли, переселило русский народ из внутренних губерний России, имеет прогрессивное значение. Якобы, оно, прекратив порядок общинного пользования земли, помогло в выходе из кризиса башкирскому хозяйству, росту в местности производительных сил и сельского хозяйства, углублению товароденежных отношений. Это уже не первый случай, когда русские историки оправдывают колониальные меры русского правительства, например, оправдание плана И.К. Кириллова и Оренбургской экспедиции. Причина этого в следующем: русские историки, считая Башкортостан своей землей, все происходящее там делами русских, политику колонизаторов оценивают из колонизаторских интересов. Историки, говоря о том, что русские сделали много хорошего для башкир, оставив их без земли и средств пропитания, соглашались с мнением извергов XIX века, которые считали, что земля является лишним грузом для башкир, и избавив их от этой ноши сделали доброе дело для этих варваров.
а на самом деле не земля башкирского хозяйства и не порядок общинного пользования землей были причинами кризиса башкир, а многовековое уничтожение народа, жестокий грабеж и насилие, различные законы, душащие и сметающие все на своем пути. Если бы не было этих ужасных колониальных условий, башкирское хозяйство, подчиняющееся объективным экономическим законам, как и другие хозяйства, не знало бы кризиса и развивалось бы не хуже крепостной России. Русские историки, навязав кризис башкирскому хозяйству, оставляют в стороне башкирское общество от воздействия объективных законов развития и показывают кровавую русскую колониальную политику его движущей силой, тем самым встают на путь защиты колониализма. Если бы даже грабеж башкирских земель, переселение русских помещиков и крестьян в Башкортостан привели бы к росту сельского хозяйства, этот рост служил бы интересам русских. Башкиры, раздавленные от жестокого насилия, отставшие от пути естественного роста, никакой пользы от этого не видели. К. Маркс в своей статье «Будущие результаты британской власти в Индии» писал: «Все реализуемое английской буржуазией в Индии не даст народу свободы, не улучшит его социальное положение, потому что все это не связано с ростом производительных сил, а связано с тем, что производительные силы находятся или не находятся в руках народа». В Башкортостане было такое же положение, все реализуемое колонизаторами не принадлежало башкирам. В процессе проведения генеральной межи и занятия свободных башкирских земель русское правительство начало предпринимать резкие меры по отношению к юго-западным башкирам для их перевода из полукочевого животноводства в земледелие. Генерал-губернатор Обручев и командующий башкирами Шарского войска Циолковский приказали расширить посевные, только после того как каждый, вспахав землю, засеет ее, разрешалось летом выйти на литовки. Руководителям кантонов они велели наблюдать за исполнением приказа, в случае неисполнения бить палками. С этой стороны особо старался попечитель Филатов, он жестоко избивал каждого, кто не мог привыкнуть к новым жизненным порядкам. Русской администрации, считавшей земледелие прогрессивной формой сельского хозяйства и применившей жестокие насильственные меры, как видно, думала, что так для башкир будет лучше. Такое лживое мнение существует среди русских и в наше время, а в действительности любая форма хозяйства, снабжающая нормальную экономическую жизнь народа, в обществе полностью себя оправдывает. Русская администрация думала о том, что коренное изменение народного строя возможно только в процессе естественного развития и всего порядка жизни, в результате плавного набора опыта и материальных средств, приспособления психологии общества к таким условиям, она резко начала разрушать всемирную опору народа. Они также не учли, что башкиры, вытесненные русскими помещиками-заводчиками края в леса и горы, даже при желании не смогут перейти на земледелие из-за негодности земель. Генерал В. А. Перовский писал следующее по этому поводу: «Прямым результатом запрета раннего выхода на литовки было то, что все пастбища были растоптаны скотом. Переход на литовки — это не какая-то глупость, запрет выхода приравнивается к разгрому всего народного хозяйства, поэтому можно прогнозировать, что у исполнявших приказ генерала Обручева будет сокращаться скот». Слова Перовского соответствовали действительности. Численность скота сильно сократилась. Многие башкиры лишились скота, не смогли стать земледельцами. Приказ оренбургских начальников о том, что необходимо вначале засеять зерно, а только потом заниматься скотоводством, окончательно разгромил и так бедное хозяйство башкирского народа. Но разгром башкирского хозяйства наблюдался не только на юго-западе. Например, в течение 28 лет, с 1827 года до 1855 года, численность лошадей на душу приходилась 1,37, а позднее 0,98, численность коров – от 0,78 голов, позднее 0,59, а численность скота у северных и северо-западных башкир, которые занимаются зерноводством, была в 1,5-2 раза меньше средних показателей, то есть на душу приходилось 0,6.
65 0,49 голов лошадей. В то же время у других народов, занимающихся земледелием, на душу приходилось как минимум 1 лошадь, то есть в 2 раза больше по сравнению с башкирами. Вдобавок, скот башкир все быстрее сокращался, а у других народов увеличивался. Значит, сокращение скота башкир и разгром башкирского хозяйства шли не только от насильного перехода от скотоводства к земледелию, а от всей жестокой насильственной системы. Из-за разгрома башкирского хозяйства и разорения всех башкир, башкиры нанимались на работу к русским помещикам и кулакам без оплаты, за счет пропитания и выполняли все их хозяйственные работы. В 1850 году полковник Беклемишев, который изучал Башкортостан, раскрыв жестокую правду, писал: в черных домах помещиков возле 7 и 10 кантона в течение всей зимы работают полуголые обнищавшие башкиры, их численность с каждым годом растет. Как говорят современные русские историки, это было результатом выхода башкирского хозяйства из кризиса. Одна часть обнищавших башкир, оставив голодные семьи, ушла на сезонные работы в заводы и золотые прииски, которые были в руках русских и татарских промышленников. Там башкир использовали как рабов на самых тяжелых, низкооплачиваемых работах. Многие из них, которые не смогли вытерпеть плохой администрации, обмана во время выплаты заработной платы, бежали, не дождавшись окончания контракта, но кантонные начальники, которые были заодно с заводчиками, жестоко наказав их, возвращали обратно. Многие башкиры, работая за копейки у русских лесных промышленников, выполняли самую рискованную работу – сплавляли лес. Все это выполнялось дополнительно, сверх службы в кантонной системе. Слова русских историков о том, что обнищание трудового народа привело к росту капитализма в сельском хозяйстве и промышленности, возникновению рынка рабочей силы, необходимого для этого роста, не соответствовали действительности, потому что обнищание и возникновение рынка рабочей силы было за счет не всего народа, а только за счет башкир, поэтому и эксплуатация приняла не классовый вид, а национальный. Особенно это касается промышленности. Здесь башкиры выполняли не только работу рабочих, но и черную работу, поэтому не могли стать настоящим промышленным пролетариатом. И в сельском хозяйстве, и в промышленности колонизаторы обогащались путем гнета колониального башкирского народа, использования бесправной и бесплатной рабочей силы. В 50-х, XIX века вместе с присоединением Казахстана и прохождением русских в Среднюю Азию, Башкортостан оказался внутри русской границы, больше не было необходимости в пограничной службе башкир. Поэтому русское правительство решило частично перевести в башкир в слой налогоплательщиков. В 50-е годы служили только юго-восточные кантоны, на других был возложен денежный ясак. С 1861 года и служащих башкир стали брать только в рабочие команды. Возник вопрос о прекращении кантонной системы управления. Указ о переведении Оренбургской, Самарской, Пермской, Витковской губерний в слой налогоплательщиков Александр II утвердил 14 мая 1863 года. В военном положении остались 7 и 10 кантоны. Вместе с этим кантонное разделение временно сохранилось, кантонные начальники, как и прежде, подчинялись генерал-губернатору и военному руководству. 25 июля 1865 года кантонная система управления была упразднена. На всех башкир был наложен ясак, этот ясак был намного выше, чем у государственных и царских крестьян. От этих мер русской казне добавилось 800 тысяч рублей в год. Если в XVIII веке башкиры были против перехода в слой налогоплательщиков, то теперь этот переход у них не вызвал какого-либо недовольства. После всех тяжестей кантонной системы управления переход в налогоплательщиков казался для них облегчением. У них уже не осталось сил для противостояния. Военно-феодальный строй погасил былое единство, общественно-политическую активность башкирского народа тем, что подчинил всю их жизнь жестокому порядку, ограничил свободу, жестоко угнетал. Лишь один раз,
В 1835 году, воодушевившись восстанием казаков и русских государственных крестьян, феодалы 4 северных башкирских кантонов попытались поднять народ на освободительную борьбу, но в башкирах не осталось былой солидарности, надежды, поэтому борьба не была продолжена. Кантонная система управления делала все по-своему. Ведь не зря этнограф Д.П. Никольский и историк В. И. Филоненко, занимающиеся башкирами второй в конце 19 и начале 20-х, назвали период кантонной системы управления самым черным периодом. Глава Ай. 9. Политика обезземеливания башкир. Башкирские бунты. Середина 19 века, особенно после отмены крепостного права, разграбление башкирских земель еще более усилилось. Политика русского царства была направлена на это. Оренбургский губернатор Крыжановский в своем отчете 1866 года царю писал: «Основная забота администрации должна состоять из облегчения перехода башкирских земель к русским, то есть из отнятия у башкир земель. Для достижения этой цели единственное средство – это межевание земель». 10 февраля 1869 года царь подписал закон о новом межевании башкирских земель. Этот закон был составлен на основе предложений Крыжановского. Согласно закону, колонизаторы намеревались создать 3 различных земельных фонда с башкирских земель. 1. Душевого надела в 15 десятин на каждый мужской пол по переписи 10-й ревизии 1856 года, вотчинных башкир. 2. Вне душевого надела и, считающихся лишними, которые можно продавать или сдавать. 3. Малоземельных владений, то есть и запасных земель, предназначенных для пришлого населения. Самые лучшие земли были отведены в запас. Только до конца 90-х годов у башкир было отобрано на запас 839 553 десятин земли. Из этого фонда пришлому населению ничего не досталось. 4 июня 1871 года Крыжановский издал закон, разрешающий продавать за низкую цену запасные земли чиновникам и офицерам в отставке. На основании этого закона в 1878 году 1881 года казна раздала 503 389 десятин на земли либо в подарок, либо продав десятину в среднем за 1,80 коп. Открылась дорога земельной спекуляции. Хозяева либо закладывали в Нижегородско-Самарском банке по цене, превышающей в 10-14 раз купленной стоимости, либо продавали в 30 раз дороже земли, приобретенные по низкой цене. На башкирские земли со всех сторон России тянулись зверские руки. Кроме продажи запасных земель, сильному грабежу подвергались и земли внедушевого надела. Об этом пишет 15 февраля 1876 года газета «Оренбургский листок». Произошло что-то схожее с золотой лихорадкой в Калифорнии, только здесь земельная лихорадка. По правилам, решение по поводу продажи земель внедушевого надела должны были принять на деревенском собрании вотчинных башкир с превышением голосов на 2/3. Но при продаже земель не обращали внимания на абсолютное несогласие башкир. О самом распространенном способе говорил депутат Первой Государственной Думы Сыртланов на сессии Думы 1906 года. Вначале приходят волостной суд и исправник и требуют выплатить долги и недоимки. После того как башкиры говорят, что у них нет денег, исправник говорит: у вас есть земли, продавайте их, если не оплатите сейчас же, волостной суд вас приговорит к избиению плетьми и совершит приговор. И в действительности, сразу начинают бить. Таким образом, избив 10-15 человек, башкиры соглашаются продать земли, в эту же минуту пишется приговор, где не указывается ни цена, ни покупатель. Но это не единственный способ. Например, генералу Крыжановскому правительство подарило 6000 десятин чистого хвойного леса. Для того чтобы завершить это дело, генерал начал требовать разрешения у башкира дать и соседний лес. После того как применение силы и изгнание влиятельных людей из деревни не помогло, генерал собрал необходимое количество подписей для составления договора с испуганных стариков-подростков, и даже мертвых душ.
При покупке земли всегда использовались ложь, обман, сила и предательство. Н.В. Ремезов, когда писал о бестолковых событиях покупки или отбора башкирских земель, говорил следующее: «Раньше башкирские земли захватывали силой, легко. После запрета этого способа, начали покупать, но покупка была отмазкой, в действительности также захватывали силой. После того как запретили этот способ, начали придумывать различные обманы и ухищрения». В 1878 году под натиском сильного движения среди башкир против колониализма был отменен закон о свободной продаже земель, но грабеж не прекратился. 15 июня 1882 года вышел новый закон, дающий право на покупку башкирских земель казне и крестьянскому обществу. В 1886–1888 года казна купила 157 351 десятин земли за 1 российский рубль за каждую десятину. Как и прежде обманывали, пугали, били плетью целые деревни. На основании закона от 10 февраля 1869 года аренда башкирских земель, в том числе и площадей с лесами и полезными ископаемыми, считалось еще одним сильным способом грабежа башкир. Десятины, взятые в аренду от 12 до 70 лет, в итоге при помощи различного обмана переходили арендаторам. Башкиры об этом не знали и продолжали платить земельный налог. К концу XIX века только в Оренбургской губернии было взято в аренду 1 500 000 десятин земли с полезными ископаемыми, 500 000 десятин этой земли арендованы татарскими золотопромышленниками-армеевыми. Цена за арендную землю была настолько низкой, что она покрывала только половину земельного налога башкир, а армеевы получали миллионы за использованных земель. Широко была распространена аренда больших площадей лесов. Арендаторы, срубая сотни тысяч десятин деревьев, зверски уничтожали башкирские леса. Продажа земель приносила им большую прибыль. Помещики, кулаки, торговцы арендовали бесчисленные площади пахотных земель. Арендаторский договор составлялся в конце осени, когда требовалась большая сумма денег для оплаты земельного налога, поэтому арендаторы давали низкие цены, которые были в 15–20 раз ниже реальных цен. Например, татарский купец Хусаинов, воспользовавшись тяжелым положением башкир из-за неурожая в 1891 году–1892 года, в Орском уезде арендовал 73 745 десятин земли за 6,6 коб за каждую десятину в год. Весной он предоставлял крестьянам и пришлому народу землю в аренду за 1,5–2 российских рубля за каждую десятину. Такое было привычным в те времена. Кроме помещиков, промышленников и купцов в грабеже башкирских земель участвовали крестьяне русские и других народов. С 1863 года крестьяне сильным потоком стекались в Башкортостан. Русская администрация придавала большое значение заполнению Башкортостана пришлыми народами. В 1873 году фимский губернатор Ушаков писал: «Бесчисленная масса переселенцев из внутренних губерний превознесет русский элемент среди местного народа». Для реализации этой политики царское правительство узаконило переселение крестьян в Башкортостан специальными циркулярами и постановлениями. В то время Ремезов писал: «Переселение – это удивительная восточная атака русского народа». По его утверждениям, не было достоверной информации о переселенцах, а официальная информация указывала на численность как минимум в 3 раза меньше реальной, потому что большинство составляли крестьяне, переселившиеся по собственному желанию. Самая сильная волна переселенцев приходилась на 1870–1885 года. Потому что, во-первых, захватчики, которые помногу захватили башкирские земли, начали их активно продавать. Во-вторых, законом от 15 июня 1882 года башкирские земли разрешалось продавать крестьянским сообществам. В 1891–1895 года из-за завершения периода неурожаев и строительства Самара-Златоустовской железной дороги в Башкортостан хлынула новая волна переселенцев. Переселенцы,
Как стая голодных волков, накинулись на башкирские земли, они при помощи местной власти и обмана начали покупать земли за низкую цену. Арендная цена башкирских земель была в 3-4 раза ниже, чем у арендаторов земли. На башкирских землях каждый год появлялись все новые и новые русские, украинские, татарские, чувашские, мордовские и другие народы в деревне. Несмотря на то, что действующий закон и вотчинники были против, многие деревни даже занимали территорию земель душевого надела башкир. Только в Уфимской и Оренбургской губерниях земельные владения крестьянских сообществ превысили в 35 раз из-за крестьянской волны в 1877 году-1905 года. Политика русского правительства, проведенная в целях грабежа и руссизации, принесла ущерб и самому русскому государству, потому что после 1861 года крестьяне внутренних русских губерний, оставшиеся без земли, не превратились в свободный пролетариат, а другая часть меньшинства стали свободными земледельцами. Это положение было одним из причин отставания России в капиталистическом развитии в отличие от других крупных европейских государств. В результате межевания башкирских земель в конце XIX века в более 71 башкирских владениях, всего 87, Уфимской губернии и в 14 башкирских владениях, всего 27, Оренбургская губерния осталось всего 8 260 285 десятин земли. Но в действительности эта земля была не в их руках. Сотни десятин этой земли были в руках частных лиц, которые, несмотря на то, что купили башкирские земли, не межевали их. Поэтому башкир, считавшийся с формальной стороны хозяином земли, платил земельный исак за большую площадь занимаемых им земель, в некоторых случаях в 2-3 раза больше. Некоторые историки считают, что в 70-90-х в Уфимской и Оренбургской губерниях у башкир было отобрано 2 433 000 десятин земли в форме покупки и запаса. Но эти цифры не отражают реальной площади отобранных земель башкир, потому что в нее не входят, во-первых, земли, отобранные в 60-х, во-вторых, отобранные башкирские земли других губерний, Самара, Вятка, Пермь. Волжский вестник в июле 1889 года писал, что в 1863-1878 года было отобрано 2 миллиона десятин башкирских земель. После этого продолжилось отведение земель на запас и заполнение их переселенцами. Значит, башкиры уже в начале 80-х потеряли не меньше 2 500 000 десятин земли. Если даже прибавить к этой сумме землю, отобранную переселенцами в течение 20 лет, после этого, общая сумма отобранных башкирских земель с начала 60-х до конца XIX века превышала бы 3 500 000 десятин. Кроме этого, 3 072 000 десятин вотчинной земли находились в аренде, и башкиры не владели этими землями. Русское правительство не было удовлетворено и с такими результатами, придумывало все новые способы грабежа земли. 20 апреля 1898 года оно выпустило закон о межевании земель деревенских общин. Сущность этого закона состояла в разрешении строительства деревень на арендных землях башкир. После истечения срока арендного договора, если башкиры в первую очередь, то есть по такой же цене и объему, не обновят договор и не согласятся продать эту землю, то должны были оплатить стоимость домов, которые построили арендаторы, и работы по обновлению земель. Вдобавок, за аренду платили копейки, в год не более 2 копеек. 60% этих денег попадало в руки местной власти, то есть общественному фонду. Несмотря на насильные угнетающие условия колонизаторов, башкиры вложили все свои силы не на продажу земель, а на продление арендного договора, потому что аренда давала им возможность сохранить хоть на какое-то время юридическое право земельного хозяина. Правительство в свою очередь предвидело все меры, вынуждающие башкир продать арендной земли, все повышали земельный исак и душевой налог. При сборе этих налогов представители власти брали с собой покупателей земли. В 1883 году в Уфе,
В 1885 году в Оренбурге открылись отделы Крестьянского земельного банка. Этот банк к концу XIX века усилился и с 1895 года превратился в один из самых страшных грабителей земель Башкортостана. Деятельность банка с 1906 года, с началом волны новых переселенцев и до конца 1914 года из-за ежегодных постоянных кризисов все больше росла. Банк, выдав голодным башкирам некоторую сумму денег, вынуждал продать их земли в 4-6 раз дешевле реальной стоимости. Эти земли они продавали переселенцам, предоставляя им суду. Переселенцы, в первую очередь, кулаки, и без помощи банка получали земли. В результате таких работ башкиры с 1905 до 1915 года лишились 1 миллион десятин земли. Жестокий грабеж земли вызвал недовольство у башкирского народа, и они, особенно в 70-х, начали активно сопротивляться этому зверству. Они отвергали лживые бумаги о продаже земли, не разрешали межевать земли на продажу и запас, не подпускали людей на межевание, прогоняли землемеров, оказывали сильное сопротивление полиции, пришедшим для подавления беспорядка, не давали возможности новым хозяевам пользоваться землей, вырубали леса, скашивали покосы, избив, прогоняли пришедших на эти земли крестьян, уносили зерно с хуторов, поджигали дома помещиков и кулаков и так далее, и так далее. Такие беспорядки, которые приводили к военным стычкам и смертельному исходу, происходили теперь везде. Но из-за смягчения национального единства и увеличения пришлого народа в течение столетнего темного периода башкирский народ не мог подняться на борьбу как прежде. Среди беспорядков тех лет особое место занимает сильное движение против закона о регулярной военной службе башкир с 1873 года 1874 года. Башкиры, еще не оправившиеся от мучительного и губительного кантонного правления, восприняли этот закон, как возврат к прежнему порядку, как уравнение с государственными крестьянами и отказались подчиняться властям. Самым сильным местом сопротивления было среди башкир Осинского уезда Пермской области. Для подавления движения было отправлено регулярное войско. Активных участников отправили в ссылку в Карелию и Дальнюю Якутию. Ссылка в Якутии была неспроста. В 70-х, когда увеличилось количество башкирских движений и беспорядков, царское правительство решило, объединив башкир большими группами, отправить в Якутию и создать там для них специальную колонию. Для колонии в дальней глубинке на берегу реки Вусаны была отведена площадь под землю, она располагалась в 150 километров от инородного управления Сунтер, в 300 от Алик-Минска, в 700 от самой ближней якутской деревни. Якуты собрали 10 тысяч денег, 100 голов ездового скота, 200 пудов ячменя, и трудовое орудие на 5000 рублей для помощи башкирам, а правительство не дало ни копейки. Наоборот, большую часть помощи якутов чиновники присвоили себе. Весной 1874 года первую группу башкир, как-то не умерших от голода и усталости, под стражей казаков привели в назначенное место. С прибытием на назначенное место, башкиры построили свою первую деревню, посеяли ячмень. Ячмень не поднялся. И на следующий год тоже. Голод усилился. К этому периоду прибыла новая группа башкир. Колония начала расти. Для того чтобы не умереть с голоду, башкиры попробовали устроиться на работу на прииске. Но полиция, поймав их, приводила обратно, усилила охрану. Башкиры хотели охотиться, ловить рыбу, но для этого не было ни сил, ни возможностей. Они обессилели, многие умерли от голода. Несмотря на это, в 1876 году башкиры построили 2 деревни. Вскоре якутам запретили помогать башкирам, и оставили их на произвол судьбы. До 1887 года в Якутию было отправлено 3000 башкир, не считая женщин, которые отправлялись вслед за мужьями. Оставшихся в живых было мало. Остальных, расселив по различным якутским округам и городам, оставили под стражей полиции. До 1896 года башкирские деревни опустели.
Царское правительство не смогло реализовать идею о строительстве башкирской колонии в Якутии. После того как 6 июня 1894 года вышел закон о передаче свободных башкирских лесов в руки казны, борьба против колониального гнета в башкирах еще более усилилась. Башкиры отказались от составления договора о межевании лесных площадей. В 1895 году башкиры Уфимского уезда Малокузейской волости в течение 6 месяцев не подпускали к своим владениям землемеров, лесничих, полицию, они встречали с оружием представителей власти и команду полиции. После с 1903 до 1904 года башкирские беспорядки усилились. Между башкирами и крестьянами других народов, особенно русскими, возникла вражда. Широкое распространение получили кровавые стычки, пожары. С 1908 до 1913 года от поджогов происходило около 1000 пожаров. Царская администрация выход башкир подавила силой войска, сотни, тысячи людей отправила в тюрьмы, избила плетьми. Остальные нации активно помогали в подавлении башкир. Башкиры боролись против грабежа колонизаторов, для возврата своих земель. Башкирский депутат Кахасанов, выражая мысли народа, выступил со следующим на сессии Второй Государственной Думы: «Если правительство не вернет нам обратно наши отобранные земли, мы примем все меры для их возврата». Хасанов верил в то, что они добьются свободы. Но в то время башкирское движение, которое только начало оживляться после жестокого давления, не могло организовать народ как в прежнее восстание. Для начала настоящей борьбы у башкир и не было сил. После того как были зверски отобраны последние земельные богатства, башкирский народ практически полностью разорился. Если в 17-18, когда у них еще было достаточно земель, даже после самых губительных событий они могли потихоньку восстановить свое хозяйство, то теперь они были лишены этой возможности. Количество скота и пассивная площадь башкир сократилась в 2 раза по сравнению с нищетой конца, даже середины 19 века 20% башкирских домов были без скота, больше 30%, в некоторых домах 40%, без лошадей, 30–40% без коров. Кроме этого, было много домов, где была всего 1 лошадь, а 1 лошадь не могла удовлетворить все потребности хозяйства. В западных и северных районах 21,5% башкирских домов остались 6,4 дис земли, 13% занимали не более 30 дис земли в южных и восточных районах, 26% башкирских домов 10,6 дис, 29% башкирских домов занимали 50 дис. А по подсчетам специалистов, для того, чтобы прокормить семью, необходимо 16 дис на зерноводство, 45 дис на скотоводство. Значит, 2/3 башкирского народа, в некоторых уездах 4/3, приходилось жить в голоде. В то же время как у крестьян других народов, в том числе и недавно переселившихся, было мало бедных домов, а количество богатых домов увеличивалось. В конце XIX века скота и пассивных площадей у разбогатевших за счет грабежа крестьян было 2–3 раза больше, чем у башкир. Разница в ежегодном обнищании башкир и обогащения пришлого народа росла с каждым годом. С 1919 до 1913 года площадь пассивных у пришлого народа была в 6 раз больше, численность скота – в 3, чем у башкир. В действительности в Уфимской губернии, которая считала зерновой, уже больше половины башкирских хозяйств не сеяли зерно, или сажали только 4 десятины, это были хозяйства с 2 лошадью или без лошадей, только у 12,5% было 10 десятин земли. Расширение пассивных площадей было невозможным не только из-за нехватки земли, но и из-за недостатка рабочих орудий и семян. Для приобретения необходимого башкир не было денег. И. Ленин писал: «Сейчас без денег землей ничего не сделаешь». Эти слова соответствовали предположению башкир. Башкиры, обнищавшие из-за того, что у них отобрали земли, для оплаты исака и налогов были вынуждены, либо сдав последние земли в аренду, либо продав ее,
уехать на заработки. В 1897 году В. Михайловский писал: «Беспокойство башкира, взятого на работу только из жалости, за свою землю, сданную в аренду, превратились в унизительное зрелище. Башкиры ради того, чтобы вернуть долг, который взяли в зимний голод, работали на кулаков русских и других народов, выполняли самую тяжелую работу в хозяйствах помещиков, на рудниках, заводах, золотых приисках, лесных хозяйствах. Использование башкир в бесплатном рабочем виде колониального раба началось уже в кантоновое время и приняло широкие обороты. В 1873 году Л.П. Сабанеев говорил: башкиры вкладывают большую часть годовой рабочей силы. Но их основная польза, которую они приносят хозяйству, заключается в том, что они за низкую цену собирают все зерно. Башкирам платят намного меньше, чем русским», — писал Д.П. Никольский в 1899 году, «в то же время их заставляют очень много работать». С началом Первой мировой войны положение башкир еще сильнее ухудшилось. Кроме того, что годных к службе мужчин забирали в армию, усилилось и привлечение башкир на различные обязательные работы: перевозка меди и угля на медных заводах, продовольственных продуктов и сена для войска и другие. На этих работах условия труда были очень сложными. В первый же год войны был голод, башкирский народ начал голодать. За один кусок хлеба они были готовы продать все свое имущество. И без того маленькая посевная площадь еще больше уменьшилась. Увеличились хозяйства, где были отобраны на войну лошади, и посевные площади. 60-70-х к XIX века среди русского общества распространилось мнение о постепенном вымирании башкирского народа. «Умирает очень много детей», — писал Л.П. Сабанеев в 1873 году, «несмотря на большую численность башкирского народа, как видно, они идут к вымиранию». 80-х Н.В. Ремезов отмечает, что, вместо башкир исчезнувших и умерших все до единого из-за невозможности выплатить за свою землю начали заселять переселенцев, значит, башкиры умирали целыми домами. Г. Успенский, который приехал в 1889 году в Башкортостан, в первую очередь услышал: «Вымирают эти башкиры, вымирают. Без сомнения вымрут. Очень много умирают башкир», писал, удивляясь этому в 1889 году Д.П. Никольский. В конце XIX века Д.Н. Мамин Сибиряк в романе «Хлеб» писал: «Башкирская деревня находится в ужасном положении», писал он. Смерть башкир от голода в течение зимы превратилась в нормальное явление. Половина башкирских домов пусты, хозяева либо умерли, либо ушли в неизвестном направлении. Староста привел старика в один склад, открыл дверь, и скитники от ужаса попятились назад. В складе вместо зерна были сложены трупы башкир. В записи 1902 года начальника жандармского управления Уфимской губернии отмечены: «Аборигены народа, башкиры, вымирают». Эти слова не беспочвенны. В 1919 году в Уфимской губернии смерть башкир составляла 29%, а в 1913 году в России средняя смертность была 3%. Большая смертность башкир была не из-за дегенерации, как думал начальник жандармерии. Наоборот, согласно исследованиям ученых прошлого века, у башкир строение тела было очень крепким и сильным, они могли перенести даже самые сложные преграды. В.М. Черемшанский были старательны в работе и учебе, а Калачев не болели заразными болезнями. М. Версман, по сравнению с другими народами, крайне были податливы на болезни. В.М. Черемшанский. Причиной большой смертности башкир была нищета и разорение, которые отмечал начальник жандармерии. У них нет ни скота, ни орудий труда, ни одежды, ни надворных построек. В разорении башкир он не видит вины своих и колонизаторов, а обвинял ленивых, беззаботных башкир. При малейшей возможности башкир вести хозяйство они не были ленивыми, беззаботными, но жестокий грабеж и разгром, истребление и насилие, притеснение всей их жизни и рабочих интересов привели башкир, которые начали только оправляться от татарского ига,
в середине XIX века к большой смертности. Вдобавок голодных башкир валила и эпидемия. Например, эпидемия тифа 1865 года убила 26–40% населения некоторых деревень. Их очень много умирает, например, от эпидемии голода, писал В.М. Флоринский, не из-за того, что у них слабый организм, а из-за тяжелой жизни. Глава Ай. 10. Результат колониального насилия. Освободительный дух народа. Несмотря на то, что открыто был виден губительный результат жестокой политики насилия со стороны русских колонизаторов, современные историки не стыдятся говорить о том, что колонизация имела прогрессивный результат для башкирского народа. По их мнению, присоединение к России и переселение пришлых народов ускорило распространение зерноводства среди башкир, якобы, башкиры научились у русских, татар и других народов делать сельскохозяйственные орудия труда, сеять, собирать зерно и молоть муку, сооружать мельницу. Башкиры, даже в разделывании животных, использовали методы русских, например, метод отделки шкуры. Русские историки считают, что отрасль сельского хозяйства, которым занимались русские, самая прогрессивная форма, а башкиры отсталыми в этой отрасли, показывают их диким народом, ничего не знающим в области зерноводства, и вековые знания башкир считают результатом русского воздействия. По их мнению, освоение метода возделывания шкуры покрывает и лишение свободы, право саморазвития, и нищеты, к которому привели колонизаторы. В действительности зерноводство в Башкортостан вели не русские и не другие пришлые народы. Все это доказывает, например, практически все название сельскохозяйственных растений в башкирском языке, богатая терминология зерноводства. Они относятся к самому древнему лексическому строю башкирского языка. Кроме этого есть письменная историческая информация, подтверждающая этот факт. Арабский автор Аль-Гумери в XIV веке, посетив побережье Волги, в том числе и башкирские земли, писал: «До захвата татарами, земли, были возделаны, теперь от этого не осталось и следа». Башкиры, издавна занимающиеся зерноводством, после нашествия татар были вынуждены бросить это дело, а точнее, сильно сократить. Но после истечения некоторого времени, они вновь восстановили свое занятие, и в момент присоединения к русскому государству зерноводство занимало огромное место в их хозяйстве. Служивые Кинешимцев и Гречкин в 1675 году, то есть пока в Башкортостане было не так много пришлого населения и они не успели каким-либо образом воздействовать на башкир, прошли Ногайскую дорогу и сообщили в дом уфимского губернатора, а башкиры Ногайской дороги, вспахав земли на старых зимовках, сеют зерно и строят дома. Они писали это о районах, где хорошо развито животноводство в Башкортостане. А в северных и северо-западных районах, где с давних пор преобладало зерноводство, до начала XVIII века башкиры достигли большего успеха в зерноводстве. Согласно наблюдениям кунгурского бургомистра Юхнева, который в 20 век XVIII века проехал практически весь Башкортостан, башкиры Осинской дороги сеют очень много зерна и вспахивают много земель, башкиры Казанской дороги сеют рожь и другие виды зерна, и эта дорога кормит Уфу. Но русские колонизаторы не были ничем не хуже татар. Поэтому после восстания 1735–1740 года башкиры, разоренные от рук карателей, ради пропитания оставив зерноводство, были вынуждены перейти на полукочевое скотоводство, которое требовало намного меньше затраты сил и расходов. Все это повторялось после каждого восстания. Колонизаторы каждое восстание вместе с жестоким грабежем башкир, их истреблением и продолжением этого зверства отбрасывали назад и рост башкирского хозяйства, в том числе и зерноводства, не давали возможности башкирам даже вздохнуть, поднять голову. Все башкиры занимались и скотоводством, и зерноводством, но из-за различных природных условий на юге преобладало скотоводство, а на западе зерноводство. Это различие в хозяйстве не разделило башкир на два лагеря, а наоборот, снабжая внутреннее разделение труда,
объединила две башкирские группы в единый народ, связанные помогло развитию внутренних торговых связей, а на основании этого единой экономической жизни, и объединила две башкирские группы в единый народ общностью различных признаков. Если бы святые русские колонизаторы прогрессивным воздействием, не оставив башкир без земли, скота, средств на пропитание, не лишили бы их возможности заниматься скотоводством и другим видом хозяйства, скотоводческий юг не отстал бы от прогресса. Русская колонизация принесла большой урон в башкирском хозяйстве в ремесленности и промышленности, в первую очередь, в обработке металла. Башкиры до татарского ига много лет назад успешно занимались добычей полезных ископаемых, плавкой металла. Среди них было очень много мастеров-кузнецов. Башкиры хорошо плавили сталь, делали различные необходимые орудия для войны и хозяйства. Несмотря на все губительные дела татар, башкиры не потеряли свое мастерство в кузнецком деле, потому что в борьбе за свободу им всегда было необходимо оружие. В 17 и 18 век, когда начали пользоваться железными и медными залежами Урала, русские промышленники свои заводы всегда закладывали на территории, где башкиры находили или открывали залежи полезных ископаемых. В то же время царское правительство предпринимало все меры для отстранения башкир от обработки металла. После присоединения Башкортостана, уже в XVI веке, это правительство ограничило башкир в использовании металла в хозяйстве, запретило держать кузницы, продавать оружие и разрешило брать вещи, используемые в повседневности, только в готовом виде от рук русских властей. В 17 и 18 век они вновь все это запретив, издавали различные постановления, но башкиры в первое время особо не подчинялись, втайне все же и держали кузницы. Поэтому правительство указом от 11 февраля 1736 года поставило конец содержанию кузнец в Уфимской губернии и башкирских деревнях. С этих пор началось истребление кузнец и убийство кузнецов их рода. В результате они добились своего, в конце XIX века башкирских кузнец осталось немного. Кроме запрета содержания кузнец, царское правительство указом от 19 декабря 1719 года и 13 марта 1739 года взяло в свою монополию все подземельное богатство, полезные ископаемые, лишило башкир права хозяйства над ними и дало полную свободу русским промышленникам на добычу полезных ископаемых, обработку металла без разрешения хозяев земли. Таким образом, колонизаторы преградили путь развития промышленности башкир, оставила им ограниченные права, согласно специальному разрешению, найдя залежи полезных ископаемых, сообщить властям, добыв их, предоставить заводам русских промышленников. Башкиры, добившиеся разрешения, с большими стараниями и мастерством находили и добывали полезные ископаемые на своих вотчинных землях. В XVIII веке многие башкиры стали известны как знаменитые мастера по добыче полезных ископаемых. Среди них самые знаменитые – Туктамыш Ишбулатов, Сали Бускунов, Омаг Билямбаев, Исмагил Тасимов. Из них Исмагил Тасимов положил в России начало работе по открытию горных училищ. По его заявлению, отправленному в Бергколлегию в 1770 году, училище было открыто в Петербурге в 1773 году. Затем оно было переименовано как Горный институт. Башкирские мастера содержания училища взяли на себя, но не могли там учить башкирских детей. Башкиры не ограничились добычей и поставкой железа и меди в русские заводы. Они знали в различных местах залежи серебра, золота, свинца, угля, серы, селитры, соли, нефти, открывали все новые залежи. Добыча чистой соли в Илецком месторождении, которую нашли башкиры, имела большое значение. Это месторождение в XVIII веке русская казна отобрала у башкир. Башкиры про нефть, масло земли, знали до прихода русских. Вначале ее применяли для лечения, а затем узнали про ее хорошее воспламенение. В 1754 году башкир Надир Уразметов получил разрешение на строительство завода по обработке нефти на своих вотчинных землях и в 1755 году начал его.
но из-за внезапной болезни и смерти не смог довести до конца начатое дело. После его смерти, дело нефтепроизводства в России на многие года угасло. Все вышесказанные дела башкиры вели в условиях их непрерывной освободительной борьбы, жестокого гнета со стороны колонизаторов. Если бы была возможность самостоятельного развития и национального хозяйства, то достигнутые успехи ничем не были бы хуже, чем у русских. Среди башкирских мастеров и феодалов выросли бы свои промышленники, как кузнец Демидов и другие известные люди. Колонизаторы препятствовали развитию промышленности башкир, всех его мастеров они перебили в 1773-1775 года. После падения татарского ханства, башкиры начали ускоренно восстанавливать торговые отношения в своей стране и с другими регионами, в первую очередь с СССР. Азии. Но новые захватчики вновь препятствовали развитию национальной торговли. Из-за усиления колонизации, запрета перемещения и общения вся торговая и хозяйственная связь башкир была оборвана, национальная рыночная основа была уничтожена. Колонизаторы создали свой рынок в Башкортостане, отвечающий их интересам. Денежные отношения башкирского общества были полностью подчинены русскому рынку. Таким образом, можно говорить не о положительном воздействии русской колонизации на башкир, а об ее разрушительном результате. Русские колонизаторы не только подвергли экономическое развитие башкир в кризис, но и привели к тому, что оно отстало от уровня XVI века. Если русские историки описывают башкир, как отсталый, не знающий зерноводства и ремесла народ, то они делали это ради защиты колониальной политики, чтобы показать, какой хороший великий русский народ. Тем самым современные историки показывают, что они с идеологической стороны заодно с русскими колонизаторами. А об этих колонизаторах Ф. Энгельс писал: «Каждый грабеж, насилие, захват русское правительство делало под видом просвещения, защиты и освобождения». О настоящей сущности колониальной политики Ленин писал: «О том, что колониальные политики, якобы, прогрессивная вещь, она строит капитализм, и поэтому нельзя ее обвинять в жадности и жестокости, говорят только ревизионисты». Современные историки, совсем потеряв совесть, отстранились от объективной оценки исторических событий, они встали на путь защиты и хвалы всех прежних и нынешних дел русских. Русские колонизаторы вели зверскую политику не только в материальном мире башкир, но и духовном. Они в этой области ставили на первое место цель русизации. Посчитав это самым надежным путем, они уже в XVII веке приступили к нему. Несмотря на старательное насильное крещение, в 60-х, XIX века они решили пойти по другому пути, через школу, начали учить башкирских и других мусульманских детей русской грамоте. К этой работе напрямую приступила Казанская миссионерская школа, и здесь особую активность проявил миссионер Ильинский. В 70-х по русским учебникам начали открываться русские народные школы, в которых обучали на русском языке. Назначения этих школ были определены в правилах от 26 марта 1870 года Министерства народного образования. В этих правилах было сказано: конечной целью обучения инородцев, проживающих внутри нашей Родины, это, конечно же, должны быть их русизация и присоединение к русскому народу. Вместе с этим, если посмотрев на численность тех самых смешанных школ, хорошо подумать, то приходишь к выводу, что особое внимание уделялось русизации башкир. Согласно отчету от 15 марта 1877 года, русско-татарских школ было 2, русско-казахских 13, русско-башкирских 26. Такая сеть школ с каждым годом увеличивалась. В 1915 году только в Оренбургской губернии численность русско-башкирских школ достигла 54. Как видно, по всему Башкортостану их было не меньше 100. Несмотря на это, русские деятели считали, что обучение какой-либо части детей в смешанных школах не приведет к необходимой цели. Поэтому в 1871 году миссионер Ильинский предложил перевод письменности мусульманских народов на русский алфавит, как дополнительную меру.
По его мнению, эта мера облегчит изучение русского языка и дальнейшую русизацию. Предложение Ильинского одобрили высокодолжностные люди русского государственного аппарата. Воспользовавшись этим удобным случаем, самый лучший ученик Ильинского В.В. Катаринский поставил вопрос перед высокой инстанцией о создании специальных учебников для башкирских и казахских детей, написанных на русском алфавите. Реализуя эту идею, он написал букварь для башкир, который начал использоваться в русско-башкирских школах. Такие же учебники были написаны под руководством школы казанских миссионеров для татар, чувашей, морей и другие. Но понимая суть этих мер, которые были направлены на русизацию, мусульманские народы выступили против них. Мусульмане не желали изучения своих детей в этих школах, отказались от изучения русского языка в медресе, не выполняли приказы об обучении русской грамоте. Башкирский ученый и просветитель Эмомидбаев на сессии Уфимского земства сказал: «В Европе многие народы, обучаясь на своем языке, изучили многие предметы. Политика русизации, усилившись с 1906 до 1907 года, перешла в наступление. Ярые ассимиляторы, выступив на Третьей Государственной Думе, раскрыли планы об уничтожении нерусских народов. Епископ Н. Варшавский призывал все нерусские народы русифицировать, некрещенные все элементы крестить. Они не ограничились разгневанными, злыми речами, а жестоко преследовали каждое явление национального роста. В Уфимской и Оренбургской губерниях русские власти закрыли медреси, и в первую очередь жидицкие, где обучались общественным и природным предметам, репрессировали учителей и различные национальные организации. Против великой государственности и ассимиляторности русского царства усилилась национальная борьба. В этой борьбе башкиры от безысходности были на одной стороне с татарами, потому что на этот раз их вместе связала одна религия и одна проблема. Причинами объединения башкир с татарами были и другие факторы. Татары были самым многочисленным и эффективным мусульманским народом в Приволжье и Приуралье, могли противостоять против ассимиляторской политики. Такая эффективность татар была от их усиления под теплыми условиями русского государства в течение третьих веков. После того, как были уничтожены их ханства, татары, кроме как пошли против крещения, не боролись с русским правительством, поэтому не были так жестоко истреблены как башкиры, они только росли с численной стороны. Русское правительство, одобряя их верную службу, помогало татарам со всех сторон, хорошо использовало их в колонизации Башкортостана, не жалея давало им башкирские земли. Кроме этого, татары, со времен богатых базаров Золотой Орды, приспособившись к торговле, активно участвовали во всей российской торговле. Везде распространились бесчисленные татарские перекупщики, среди них появились и крупные торговцы и промышленники. В 1897 году С.Г. Рудаков писал: «Ни один базар, ярмарка и место торговли не обходились без татар». Благодаря всем этим причинам татары превосходили башкир не только с численной стороны, но и с экономической. Вдобавок, для облегчения контроля башкир русское правительство в 1789 году, открыв в Уфе мусульманский религиозный назарет, дало духовную власть в руки татар. Татары вместе с духовной властью взяли в свои руки образование. Перевод в 1800 году из Петербурга в Казань азиатской типографии, которая печатала на арабском шрифте, а позднее открытие в Казани такой же университетской типографии и более мелких типографий положили материальную основу для первенства татар в области просвещения. Благоприятные условия в экономической, духовной и культурной области татар повлияли на усиление прежнего духа захватничества, тем самым они, не ограничившись противоборством против ассимиляторской политики русского правительства, вели такую же ассимиляторскую политику в других регионах, особенно среди башкир. Татары старались проглотить башкир, присоединить их к своему народу. В то же время они все, от мала до велики, смотрели свысока на башкир. Для достижения своей цели они бестолковым образом отрицали национальное различие между татарами и башкирами, использовали различные меры для сильного воздействия своей природной агрессии на башкир. Вдобавок,
Под знаменем панисламизма татары старались быть главными над всеми тюркскими народами Российской империи. В таком положении башкирскому народу, в самую первую очередь его интеллигенции, приходилось бороться не только против русской ассимиляторской политики, но и татарского шовинизма, который был намного жестче русского, и защищать свою этническую принадлежность в такой неравной борьбе. Несмотря на всю горечь жизни, башкирский народ с удивительным упорством пытался развить свое хозяйство и культуру. В середине XIX века, в период кантонного управления, 40% всего зерна Оренбургской губернии предоставили башкиры. Урожаи зерна на башкирских полях были намного выше по сравнению с другими народами. Превосходство в урожае зерна они сохранили и в конце XIX века. Башкиры проявили большое упорство и в сохранении своего духовного богатства. Даже, несмотря на бесконечные кровавые бойни со стороны татарских ханов и русских царей, они тянулись к просвещению и развитию. Освободительная борьба на протяжении многих лет дала развитие творчеству сысенов. До наших дней дошла лишь их слава и отрывки их произведений, которые сохранились в памяти народа. Но в те трагические времена культурная жизнь башкир состояла не только из творчества сысенов и народного, конечно же, была развита в какой-то степени письменная литература. Это доказывают такие трагические рассказы как Якмардин, последний из рода Харты, отдельные стихотворения, написанные на краях рукописных книг, рукопись стихов Гаита Сибаева, пойманного карателями восстания 1735-1740 года, его рукопись, сохранившаяся в архиве древних бумаг, Цгада. Культурные памятники тех кровавых времен башкирский народ не смог сохранить до наших дней, даже стихи Салавата, относящиеся глубоким реалистическим содержанием к богатой письменной литературной традиции, известны только в русском переводе. Колонизаторы не смогли потушить все очаги культуры и образования башкирского народа. Благодаря кропотливому труду просветителей не были прерваны светлые традиции башкир до нашествия татар, и всегда были образованные люди. С начала XIII века начала расти сеть медресе. В то же время в различных регионах Башкортостана открывались крупные медреси, среди них самыми известными и занимающими значительное место в мире просвещения были медресе Сюндук, открытый в 1709 году, Сатырман, открытый в 1713 году, Стерлибашевская, открытая в 1720 году. Работа по обучению грамоте получила широкое распространение в Башкортостане. Особенное развитие она получила в XIX веке. Для башкир считалось обязательным обучение детей, в том числе и девушек. Каждый грамотный человек учил и старших, и младших грамоте, в самом крайнем случае читать и писать. Практически в каждой деревне было медресе. Медреси содержались деревенским обществом, учители не получали зарплату. Благодаря заботе по поводу образования уровень знания в башкирах, потерявших жизненную опору, был намного выше, чем в русских колонизаторах, обогатившихся за счет грабежа их. В 1897 году, когда численность читающих и пишущих в Уфимской губернии составляла 16,7%, у русских было 16%, у башкир 18,5%. Башкиры достигли успехов и в развитии литературы. После губительных событий восстания 1773-1775 года, безнадежности периода суфизма, башкирская литература подарила миру во второй половине XIX века Акмулу. Стихи Акмулы потрясли великой мыслью и простотой, чистотой и прямотой сердца не только башкир, но и других соседних тюркских народов. После Акмулы среди башкир выросли и другие новые писатели-поэты, среди них был и Шехзада Бабич, который был наравне с Акмулой своим духом и пламенным творчеством. Башкирский народ перенес на своих плечах всю горечь колониального гнета России. Благодаря этому он показал себя способным к борьбе и службе, желание жить и силу. Несмотря на то, что они остались без прав, скота, голодными, башкирский народ, все еще борющийся за возврат своих земель и свободы, встретил 1917 год,
Год великих революционных изменений. Глава 2. Судьба и борьба башкир после 1917 года. 1. Начало борьбы за башкирскую автономию. Утверждение автономии Третьим Всебашкирским Курултаем. В феврале 1917 года, в период мировой войны, в России шла буржуазно-демократическая революция. 2 марта было сформировано Временное правительство, где большинство мест заняли члены Конституционно-демократической партии, кадеты. Император Николай II отрекся от престола. Российская социал-демократическая рабочая партия, большевиков, во главе с В.И. Лениным, Ульяновым, выйдя из подполья, начала сильнейшую борьбу за дальнейший рост революции, за захват власти, обратив ее в социалистическую революцию. Февральскую революцию и свержение царя, олицетворявшего жесткий гнет, башкиры встретили с радостью. Заявление Временного правительства о свободе и равенстве народов пробудило среди башкир светлую надежду на освобождение. Башкирский народ с оживлением принялся решать острые национальные проблемы. Центральным вопросом, занимавшим всю душу башкир, был земельный вопрос. Весной 1917 года в Уфе на губернском крестьянском съезде они поставили открытые требования по земельной проблеме: мы, башкиры, не согласны ни с социализацией, по решению съезда, ни с национализацией, по постановлению демократов, земли. Наша земля не только должна остаться за нами, но и должны быть возвращены обратно все земли, отобранные обманом и насилием. Но в органах новой власти не желали ни понимать, ни поддерживать требования башкир. Эти органы, как и предыдущие, защищали интересы русских помещиков и переселенцев, проживающих в Башкортостане. Кроме этого, создали необходимые условия для новой волны переселения и грабежа. В это время со своей программой по национальной проблеме выступили большевики. Но 7-й Всероссийской, апрельской, конференции, прошедшей с 24 до 29 апреля, они приняли резолюцию. В данной резолюции было сказано: за всеми нациями, входящими в состав России, должно быть признано право на свободное деление и образование самостоятельного государства. Отрицание этого права и непринятие мер по реализации означает защиту политики грабежа и аннексия. Резолюция большевиков резко отличалась от заявлений Временного правительства и полностью отвечала желаниям башкир. Кроме этого, данная резолюция показала, что национальная политика большевиков не изменилась со второй съезда, с 1903 года, и убедила в их искренности. Поэтому башкиры одобряли борьбу большевиков за власть и желали их победы. Опираясь на резолюцию большевиков, принятую на апрельской конференции, башкиры принялись за национально-территориальное самоопределение. В мае 1917 года на Всероссийском мусульманском съезде башкирская делегация открыто заявила о борьбе за достижение территориального самоопределения и за разрешение аграрного вопроса в пользу потребностей и требований башкирского хозяйства. В то же время они были вынуждены, по резолюции апрельской конференции, ограничить самоопределение широкой автономией, которая не подлежала наблюдению свыше, потому что не могли мечтать об отделении Башкортостана в самостоятельное государство, так как им противостояли огромные силы. На этом же съезде татары яростно защищали мысль о получении национально-культурной автономии мусульманам внутренней России и Сибири, поскольку у них не было собственной национальной территории и национально-территориального интереса. В действительности, под знаменем панисламизма они старались возродить свое былое господство. На Всероссийском съезде мусульман башкирская делегация, количеством 50 чел, приняв решение организации Курултая для переговоров об автономии и земле, собрала оргкомитет для его подготовки 20 июля 1917 года в Оренбурге. Благодаря большим стараниям Алабирди Ягафарова и Сагита Мирисова, которые входили в комитет, состоялся Всебашкирский Курултай. На Курултай приехали представители различных социальных групп башкир из Уфимской, Оренбургской, Самарской, Пермских губерний.
На Курултай органом высшей национальной власти был избран Башкирская Центральная Шура и принято решение организовать на местах органы национальной власти, сформировать отдельное башкирское войско. Спустя месяц, 25 августа 1917 года, Второй Всебашкирский Курултай, собравшись в Уфе, рассмотрел вопрос о подготовке к выборам во Всероссийское учредительное собрание по отдельным башкирским спискам. Башкирская Центральная Шура, быстро завершив подготовительные работы, решила провозгласить автономию Башкортостана до открытия учредительного собрания и затем заставить его признать. В то время, до открытия учредительного собрания, революционная ситуация в России резко обострилась. 25 октября 1917 года началась социалистическая революция, было свержено Временное правительство. Власть захватили большевики. 2 ноября 1917 года новое правительство, Совет народных комиссаров под предводительством В.И. Ленина, приняло Декларацию прав народов России. Декларация подтвердила ранее провозглашенное большевиками право народов России на свободное самоопределение, на создание, путем отделения, самостоятельного государства. 15 ноября 1917 года Башкирская Центральная Шура, опираясь на права, данные советским правительством, объявила автономными частями Российской Республики всю территорию Башкироренбургской, Уфимской, Пермской, Самарской губерний. Башкирская Центральная Шура, объявившая автономию, твердо придерживалась политики невмешательства в конфликт противостоящих политических и военных сил России. Данная позиция ясно отражена в первом фармане Шуры от 11 ноября 1917 года. В фармане говорится: башкирскому народу нельзя дезорганизовывать силы, вмешиваясь в дела политических группировок, потому что вмешательство препятствовало бы реализации национально-земельной автономии башкирского народа. Ибо мы и не большевики, и не меньшевики, мы лишь башкиры. На чьей стороне мы должны быть? Ни на какой. Мы на своей собственной стороне. С 8 до 20 декабря 1917 года Третий Всебашкирский Курултай, который проходил в Оренбурге, подтвердил объявленную автономию Башкортостана, выбрал башкирское правительство и решил прочие важные проблемы. Это историческое событие башкирским народом было встречено с ликованием. Всех башкир, все его социальные группы объединила общая радость. В автономии, в своем правительстве башкиры видели реализацию их мечты о свободе, за которую они боролись веками, отдали бесчисленные жертвы, бесконечно страдали. В национальной борьбе за свободу башкирскому народу было чуждо такое внутреннее противоречие, как социальное противоречие, расколовшее в то время и русское общество ФТН-4 на два вражеских лагеря. До достижения главной цели, национальной автономии, различия в классовых интересах не могло разделить башкирский народ. С самого начала настоящими врагами башкирской автономии выступили татары. Они, обвинив башкир в сепаратистской деятельности, препятствующей созданию мусульманской национально-культурной автономии, открыли мощную атаку. В ярости, они даже пытались при помощи военных сил разогнать Третий Всебашкирский Курултай. Поскольку дело этого не получилось, они, выразив резкое несогласие с созданием автономии Башкортостана, поставили ультиматум Курултаю. Курултай отверг их ультиматум. Но татары не прекратили действий против башкир. Их злонамеренные деяния в итоге привели башкирский народ к большим трагедиям. Башкирское правительство хорошо понимало, что невозможно осуществить автономию одним объявлением. Башкиры знали о поставленном условии со стороны партии в резолюции апрельской конференции большевиков, что вопросом определения в каждом случае решается самопроизвольно. Башкиры также не могли не считаться со сложными проблемами в самом Башкортостане. Плохое отношение татар, противостояние башкирской автономии со стороны русских и других переселенцев, составляющих половину населения Башкортостана, разделение территории Башкортостана на две части, оставшихся под властью большевиков и казаков-контрреволюционеров, создало непосильные трудности.
Поэтому башкиры решили обратиться к советскому правительству для официального подтверждения объявленной автономии и юридическому закреплению границ автономного Башкортостана. Башкиры не сомневались в беспрепятственном и безоговорочном подтверждении башкирской автономии советской властью, объявившей всему миру о правах национального самоопределения. Башкирское правительство, верившее в легкое разрешение проблемы, поручило члену башкирского центрального шура Шарифу Манатову, который должен был поехать в начале января 1918 года в Петербург на учредительное собрание, поговорить с председателем Совета комиссаров В.И. Лениным о подтверждении объявленной автономии Башкортостана 7 января 1918 года. Манатов переговорил с В.И. Лениным по данной проблеме. Во время разговора В.И. Ленин сказал: «Мы не считаем башкирское движение контрреволюционным движением против нас. Мы считаем необходимым и естественным национальное движение восточных народов. Восточные народы к социальной революции могут прийти только через национальную революцию». Несмотря на правильно сказанные слова, В.И. Ленин уклонился от решительного разговора о проблеме и сразу же, надавив своей властью и авторитетом, отстранил Манатова от занятия делами башкир. Таким образом, несмотря на слова Манатова о том, что при одобрении требуемой автономии башкирское движение не будет направлено против Советов, а будет огромной силой в борьбе против Дутова, советское правительство, которое являлось в то время единственным главным центральным правительством, отказалось от подтверждения автономии. Эти действия показали, что декларация большевиков о праве национального самоопределения является пустым словом, и она стала главной причиной дальнейших трагедий. Башкирское правительство, сформировавшись в Оренбурге, разместилось там, а с 25 октября 1917 года этот город был под властью казачьего атамана Дутова. Башкирское правительство не придало значения тому, кто из враждующих между собой русских сил занимает город. Сохранив нейтралитет, оно осталось на своем месте, на своей земле. О своем нейтралитете башкирское правительство заявило несколько раз. Поэтому 18 января 1918 года, даже после захвата Оренбурга красногвардейскими частями, башкирское правительство не ушло из города, а продолжало свою работу. Оно выразило свое положительное отношение советскому правительству и ждало от него того же. Но в действительности так не вышло. Командование Красной гвардии считало башкирское народное движение антисоветским, а башкирское правительство – контрреволюционным правительством, состоящим из мул и кулаков. Татары, узнав об этом, сразу же решили воспользоваться удобным случаем для уничтожения башкирской автономии. Они донесли Красному командованию, что башкиры, якобы, находятся на стороне Дутова. Таким образом, настроили красных полностью враждебно против башкир. Начались жестокие преследования башкир и башкирского правительства. В таких условиях, 3 февраля 1918 года мусульманский военно-революционный комитет, являющийся гнездом татарских шовинистов, вынес решение арестовать членов башкирского центрального шура и башкирского правительства. Между тем, никаких документальных доказательств, удостоверяющих участие башкир в контрреволюции и связи с Дутовым, не было. Несмотря на это, желание татар послужило подходящим доводом для русских большевиков, которые в башкирах видели врагов. 4 февраля 1918 года Оренбургский губернский военно-революционный комитет, одобрив постановление мусульманского военного ревкома, посадил в тюрьму членов башкирского центрального шура и башкирского правительства и забрал из их кассы деньги в размере 217 тысяч золотых рублей, которые были собраны башкирским народом для потребностей правительства. В то же время по приказу Оренбурга в Баймаке были арестованы 2 члена правительства, Идильбаев и Магазов, и по произволу командира Красной банды были расстреляны. Арестом башкирского правительства и расстрелом его 2 членов, советское правительство, которое заявило своим принципам недопущения насилия в национальной политике, совершило ужасное злодеяние и показало,
чего стоит декларации, изданная им. Центральная советская власть, получив официальное сообщение об этом событии, без никаких каких-либо комментариев согласилась с действиями Оренбургского губернского ревкома, а значит, одобрила неизмеримое беззаконие. Башкиры недоумевали из-за ареста их правительства. Они не могли поверить, что эти действия были совершены не казачьим атаманом Дутовым, а советской властью, давшей народу право на самоопределение. Положение обострилось. Но даже в таком положении башкиры нашли силы сделать новый смелый шаг для спасения автономии. Члену литературно-молодежной организации «Тулын», «Волна», бывшие делегаты Третьего Всебашкирского Курултая, после того как было арестовано правительство, вечером 4 февраля 1918 года, организовав срочное собрание, при участии местных представителей образовали новый национальный орган власти, Временный революционный совет Башкортостана, ВРСБ. ВРСБ посчитала себя продолжателем работы Башкирского центрального шура и оставил в силе постановление Третьего Всебашкирского Курултая, в первую очередь постановление об автономии Башкортостана. Не стоит отчаиваться по поводу автономии башкирского народа только из-за ареста прежнего правительства, из-за его некоторых ошибок, писал ВРСБ в газете «Башкортостан», а, наоборот, нужно продолжить с большим желанием и силой начатую священную работу. ВРСБ считал, что в работе по спасению автономии от гибели, добиться успеха можно только открыто приняв советскую власть, реализовав автономию на основе советской власти, и заявил, что встает на советскую платформу. Поэтому Оренбургский губернский ревком не нашел повода для устранения ВРСБ и был вынужден признать его. ВРСБ, вставший на советскую платформу, не был одинок в башкирском национальном движении того времени. Башкиры были единогласно согласны с любой демократической формой правления, советской, буржуазной, лишь бы им была предоставлена автономия, самостоятельность. Итак, в общем, башкирский народ не думал принципиально оказывать сопротивление советской власти. Это заявили 200 башкир, прибывших на крестьянский съезд 26 февраля 1918 года. Они провели специальное собрание, где приняли следующие постановления: башкиры будут идти рука об руку советами при непричинении вреда святому желанию башкирской территориальной автономии. ВРСБ решил объединить народы Башкортостана несмотря ни на их религию, ни на народность, и в скором времени, собрав Башкортостанский съезд, основной задачей посчитал задачу передать все дела ему. В подготовленном ВРСБ проекте правил об автономии Башкортостана была отмечена реализация автономии Башкортостана и показано, что автономный Башкортостан входит в состав Федеративной России, и признают съезд Советов органом высшей власти в автономном Башкортостане. ВРСБ быстро отправила центральному правительству телеграмму о создании органа советской власти, отвечавшей требованиям большевиков. Народному совету комиссаров он заявил, что категорически против вхождения Башкортостана в Урало-Волжский штукат, который организовали татары, и сообщил, что отправляет полноправное представительство в Москву для подтверждения башкирской автономии. 26 марта представительство из 4 человек под руководством Бахтигаря Шафиева отправилось в путь. Но Совет народных комиссаров не хотел даже слышать о советской автономии Башкортостана. Вместо этого он все равно решил поглотить башкир через татар и, 22 марта, прежде чем выехало башкирское представительство, издал декрет об образовании Татаро-Башкирской республики. Татаро-Башкирская республика отличалась от Урло-Волжского штата, которую думали создать татарские шовинисты, только другим именем, и она была обречена со дня образования. В это же время Оренбургский губернский ревком очень жестко начинает преследовать ВРСБ. Оренбургский ревком был принципиально против любой формы башкирской автономии и ждал удобного случая для окончательного разгрома башкирского движения. В этом деле ему сильно помогали татары. Татары, так же, как боролись против башкирского правительства, так и против ВРСБ не поднялись в бой с первых же дней.
Они старались взять ВРСБ в свои руки, со всех сторон мешали его работе, всячески обвиняли и прилагали все усилия для недопущения башкирской автономии. Татар и Оренбургский ревком очень сильно злило и задевало их шовинистическое самолюбие и требования башкира включения сконно-башкирских земель в автономию Башкортостана, возврате башкирскому правительству отобранных со времен царя всех башкирских земель и имущества. Поэтому 30 марта 1918 года Исполнительный комитет Оренбургского губернского ревкома, избранный 25 марта вместо военного ревкома, не дав проработать даже 2 месяца, распустил ВРСБ. Усиление конфликта между татарами и башкирами стало поводом для распуска, но основная причина раскрывалась в самом постановлении. В нем говорится о том, что социальная революция не принимает национальные границы и национальную автономию. Центральное советское правительство, получив известие о распуске ВРСБ, снова промолчало. Действие колонизаторов и советской власти против башкир не закончилось преследованием органов национального правительства. Начиная с ноября 1917 года, они начали безжалостно уничтожать башкирский народ. После ареста башкирского правительства, террор еще более усилился. Красные войска не глядя, расстреливали интеллигентов, простых и руководящих башкирских деятелей, грабили башкирские деревни. Неистовствовали властные сельские советы, находящиеся под властью переселенцев, в первую очередь, русских. Русские, татары, чуваши и другие крестьяне-переселенцы в башкирском национальном движении увидели опасность для своих интересов, и поднялись, чтобы сохранить награбленные богатства, а также, кроме этого, уничтожив башкир, захватить их оставшиеся земли. С этой целью они записались в красные банды, взяли в руки оружие от имени советской власти и уничтожали башкир. Они убивали башкир там, где встречали, дома, на улице, на дороге, уничтожали целыми домами, деревнями. Например, в одной из деревень Южного Башкортостана местные власти, арестовав всех мужчин, подростков, избив плетьми, привели в волостной центр, расстреляли, не оставив ни одного. Подобное варварство царило везде. Коллективным террором одновременно грабили народ, захватывали земли, срубали леса. В деревни, которые оказывали сопротивление, были отправлены карательные отряды. Они, безжалостно проливая кровь, запугивали народ, налагая непосильную контрибуцию. Революция, получившая в башкирском языке название Уразатлы, русской воли, дала полную свободу звериному инстинкту колонизаторов, сделала бесправным коренной башкирский народ. Центральная партия Уфимской и Оренбургской губерний и советские органы, отобрав башкирские земли, посчитали своей основной целью отдать их трудящимся русским крестьянам, поэтому защищали террор и сами напрямую ему содействовали. Кровавые действия красных войск и советских органов убедили башкир в том, что от большевиков не будет добра. Они увидели, что большевики ничем не отличаются от карателей, чинивших жестокость во времена царя, что являются настоящими врагами башкир. Даже башкиры, работающие в советских органах, за исключением единиц, бросив свои места, прекратили связь с большевиками. Глава 2. 2. Башкирское правительство на стороне белых. Террор красных. В этот напряженный период, 4 апреля 1918 года, во время захвата Оренбурга атаманом Дутовым члены башкирского центрального шура и башкирского правительства вышли из тюрьмы. Спасшиеся от тюрьмы члены правительства, сбежав из подвластных советом земель, собрались в Челябинске. Челябинск в то время был под властью чешских пленных солдат, поднявших мятеж против Кавджицкотш власти. Весной и летом 1918 года в Башкортостане разгорелась война между белыми и красными. Фронт, проходивший через Башкортостан, в 100 раз усилил беды башкирского народа. Вдобавок к жестокому террору большевиков, зверствовали отступающие их войска. После большевиков остались полностью разграбленные, потопленные в крови деревни. Башкирское правительство, разместившееся в Челябинске,
постепенно приступила к работе. Конечно, после произошедших событий, башкирское правительство, как и весь народ, не могли смотреть по-прежнему на советскую власть, они видели в ней настоящего врага. Призывая к борьбе против большевиков, башкирское правительство писало: «Если мы, башкиры, не прогоним их с Урала, то полностью потеряем право на землю, автономию». Башкир, испытавших на себе власть большевиков, не надо было убеждать в искренности этих слов, они все сердцем тянулись к своему воскресшему правительству. Башкиры решили бороться против большевиков, но в то время, как для других контрреволюционных группировок борьба против большевиков была основной целью, для башкир это не было основной целью, а было средством для достижения единственной цели – национальная автономия, обеспечивающая жизнь народа и его самостоятельный рост. Начав работу заново, башкирское правительство позаботилось об осуществлении этой цели. Башкирское правительство сначала составило договор о башкирской автономии с чехами, державшими власть в Челябинске. Вместе с одобрением автономии чехи включили в договор примечание о том, что последнюю санкцию автономии дает Всероссийское учредительное собрание. В июне 1918 года, сразу же после образования Комитета Всероссийского учредительного собрания, Комуч, или же, по-другому, Самарского правительства, башкиры провели с ним переговоры и Комуч признал автономию Башкортостана. Но этого было недостаточно, потому что большая часть Башкортостана была под властью Временного сибирского правительства, образовавшегося в январе 1918 года в городе Томск. Башкиры заключили договор с этим правительством в июле 1918 года. Теперь перед башкирским правительством встали задачи действительной реализации национальной автономии, установления своей власти в Башкортостане и обеспечения надежной защиты. Для этого требовалась организация сильного башкирского войска. К организации башкирского войска башкирское правительство приступило с первых рабочих дней. До переговоров с сибирским правительством у него было 2 пехотных полка и оборонительных 12 групп, в этих военных единицах насчитывалось 3500 человек. Но для должного снабжения и увеличения военных сил у башкир не было материальных средств. Поэтому они, поневоле, были вынуждены за помощью обратиться к Комучу и сибирскому правительству. Комуч дал большие обещания, но на будущее, в период же заключения договора Башкортостана с сибирским правительством, дал обязательство снабжать башкирское войско оружием и в какой-то степени выполнил свое обязательство. За полученную помощь башкиры согласились подчинить в оперативном порядке свое войско военному руководству сибирского правительства, но с другой стороны, не касающейся оперативных действий, башкирское войско должно было остаться отдельной военной единицей, подчиняющейся военному отделу башкирского правительства и главному штабу. Башкиры старались построить отношения с сибирским правительством на основе договора, не допускающего политического подчинения. Башкирское правительство еще раз официально заявило о том, что стоит на своей позиции и является не партийным, но демократическим органом. 10 июля 1918 года башкирское правительство издало приказ о мобилизации башкир войска для защиты священных земель Башкортостана от деспотов. Башкирский народ одобрил идею создания войска и с большим желанием шел в него. Поэтому башкирское правительство в короткий срок успело сформировать 2 конных и 6 пеших полков. Кроме этого, были образованы свободные конные группы для защиты народа от террора русских и других пришлых крестьян, для усиления местной башкирской власти. Самарское и сибирское правительство объявили мобилизацию одновременно с башкирским правительством. Башкирское правительство издало приказ о том, что их мобилизация не касается башкир. Но белогвардейское правительство не посчиталось с этим приказом, таким образом, грубо отвергло права автономного Башкортостана. Это событие привело башкир к первому большому противостоянию с русским правительством. У башкирского правительства не было возможности установить свою власть в западном Башкортостане, вначале он был за линией фронта,
А после отступления красных войск, белогвардейские правительства не дали свободы расширению автономии. Поэтому автономия была реализована только в восточном и юго-восточном Малом Башкортостане. Башкирское правительство разделило Малый Башкортостан на 13 кантонов, а кантоны на волостье хозяйства. В этих административных единицах были образованы национальные органы власти. Но башкирское правительство не смогло устранить бывшее уездное правление. Уездное правление перешло под власть белых, и продолжало работать. Русские административные органы работали рядом с башкирскими, через них белогвардейское правительство осуществляло свою власть на земле автономного Башкортостана и тем самым нарушало обязательства невмешательства во внутренние дела автономии. Деньги в размере 217 тысяч золотых рублей, которые были собраны башкирским народом для потребностей правительства. В то же время по приказу Оренбурга в Баймаке были арестованы 2 члена правительства, Идильбаев и Магазов, и по произволу командира Красной банды были расстреляны. Арестом башкирского правительства и расстрелом его 2 членов, советское правительство, которое заявило своим принципам недопущения насилия в национальной политике, совершило ужасное злодеяние и показало, чего стоит декларации, изданные им. Центральная советская власть, получив официальное сообщение об этом событии, без никаких каких-либо комментариев согласилась с действиями Оренбургского губернского ревкома, а значит, одобрила неизмеримое беззаконие. Вмешиваясь в дела Башкортостана, они одновременно унижали, обижали башкир и старались выставить их как неспособных к управлению. Все это было причиной ухудшения отношений между русскими и башкирскими властями. У белых вызвало огромное недовольство то, что башкиры стояли на демократической платформе и не желали быть настоящими союзниками против революции. Как говорилось выше, башкиры пошли против большевиков не из-за устроенной революции, а из-за совершения злодеяний. Башкирское правительство не преследовало не только людей, выполняющих обычную работу на стороне советской власти, но и занимающих руководящие должности, принимало их на работу в местные и центральные органы власти. Данная позиция дала основание белым обвинить башкир в большевизме и беспрерывно их донимать 23 сентября 1918 года после образования Всероссийского временного правительства вместо самарского и сибирских правительств. По-другому, Уфимской директории, преследование башкир особенно усилилось. Директория начала арест простых и важных сотрудников. Сибирские тюрьмы заполнились башкирами. Преследование усилилось не из-за борьбы с большевизмом, а по причине намерения директории уничтожить башкирскую автономию, которую дали прежние власти. Совершив враждебные действия против башкирской автономии, директория в первую очередь решила добраться до башкирского войска, тем самым обезоружив башкирское правительство. К этому времени башкирское войско превратилось в огромную силу. Несмотря на плохое снабжение, на фронте оно показало большую храбрость и многочисленные подвиги. За линией фронта его начали узнавать, считаться, но и на стороне белых оно пробудило большие опасения. Поэтому директория решила разгромить одним ударом военную единицу, созданную единой целью и желанием народа. С 15 до 19 октября 1918 года Высший комитет Главного штаба издал приказ о прекращении мобилизации в башкирские войска, распуске башкирского корпуса, полном подчинении русскому руководству и закрытии военного совета башкирского правительства, присоединив его полки к адыгейским военным единицам. В итоге, башкирские полки были переведены в различные части фронта. Высшее башкирское командование было лишено права поддержки связи с ними. Одновременно были сняты с руководства башкирскими войсками мусульманские афи Всебашкирского Курултая. После того как было арестовано правительство, вечером 4 февраля 1918 года, организовав срочное собрание, при участии местных представителей образовали новый национальный орган власти, Временный революционный совет Башкортостана, ВРСБ Таймс Нуромансджири. Вместо них были поставлены русские казачьи офицеры, настоящие враги национальной автономии. Кроме этого,
По издавна применившемуся способу, для уничтожения башкир в бою, башкирские полка начали отправлять в самые опасные части фронта впереди атакующих рядов. Конечно, взаимоотношения башкир и белых уже с самого начала были напряженными, и эти отношения еще сильнее испортились, поэтому не было причин ждать добра. Но все равно удар, павший на башкирских воинов, был как гром среди белого дня, они вновь остались без опоры. Башкирские солдаты шли в свое войско для защиты своей автономии, готовы были отдать жизнь за эту автономию. А теперь их гонит на смерть для того, чтобы обратно вернуть жестокие царские времена. После побега из тюрьмы, в первое время работы для башкирского правительства не было выбора, советская власть – враг башкирского народа, борьба против них – единственный путь. Теперь положение изменилось, с одной стороны душат белые, с другой стороны притесняют красные. Противостоять обеим сторонам у башкир не хватает сил, и нет возможности остаться в стороне, будучи нейтральными, с их нейтралитетом никто не считается. Башкиры оказались между двух огней, встал вопрос выбора меньшего из двух зол. Ломая голову над этим сложным вопросом, руководители башкирского правительства начали склоняться на сторону советов, в новых условиях их сторона красных выглядела меньше бедой. Потому что советы, несмотря на совершенные злодеяния против башкирского народа, официально объявили о национальном самоопределении, закрепив этот принцип в Конституции РСФСР, принятой 10 июля 1918 года на Всероссийском съезде Советов. Значит, Советы дали хотя бы основание для разговора об автономии. На стороне белых такого основания не осталось. Конечно, между словами и действиями Советов есть большая разница. Это советское правительство показало в начале года, 2 раза отказавшись от утверждения башкирской автономии, проведя жестокие репрессии против башкирского народа. Но тогда Советы знали башкир как жалкий народ, пытающийся требовать отдельного права. Сейчас башкиры своей стойкостью и смелостью в бой показали, кем они являются. Теперь у них изменилось мнение к башкирам. Думая об этом, башкирское правительство пришло к решению, что нужно перейти на сторону красных, одновременно вместе с войском. Башкирам этот шаг оказался очень опасным. Вдобавок, боялись, что, если выступит раньше времени, башкирскому народу, оставшемуся под властью белых, придется несладко. Поэтому правительство не могло спешить что-либо решать. В это время в башкирских полках между русскими командирами и простыми башкирскими солдатами, понимающими всю гибельность ситуации, началось открытое противостояние. Башкирские солдаты организованно отказывались от исполнения приказа русских, от вступления в бой, между башкирами и русскими казаками произошли вооруженные столкновения, участилось дезертирство среди башкирских солдат. Башкирское правительство было полностью солидарным со своими солдатами. Уфимская директория, для устранения непослушного правительства, вынесла постановление распустить его. Также приказ о распуске башкирского правительства дал военный министр директории адмирал Колчак и казачий атаман Дуктов. Но они не смогли реализовать свой приказ. Башкирское правительство продолжало работать. 18 ноября 1918 года адмирал Колчак, распустив Уфимскую директорию, в городе Омске объявил себя высшим правителем российского государства и поставил цель восстановления Великой России. Колчак в единой и неделимой России не оставлял места автономному строительству. Поэтому для башкир не было смысла вступать в какие-либо отношения с этим диктатором. Башкирское правительство резко оборвало связи с Колчаком и его представителем в Оренбурге Дутовым. Таким образом, оно стало врагом для Колчака, и в общем, для белых. Сейчас не было другого пути, как обратиться к Советам. 21 ноября 1918 года башкирское правительство собрало заседание для официального рассмотрения вопроса о переходе башкирского правительства на сторону советской власти. Башкирское правительство не думало обращаться к Советам с просьбой, зная свою силу и право, а рассчитывали построить отношения с Советами на основе взаимного договора.
В этом договоре башкиры хотели взять на себя обязательство выйти против контрреволюции, а перед советами поставить требование безоговорочного признания башкирской автономии, хотя бы на территории Малой Башкирии, снабжение башкирского войска всем необходимым, передача дел защиты внутреннего порядка в Башкортостане вооруженным башкирским группам, реабилитация башкирских деятелей, которые пошли против большевиков. Башкирское правительство с такими условиями тайно отправило представительство, в которое входили Гарик Карамышев и Салих Атнагулов. Но Карамышева поймали казаки, а Атнагулов струсил, и таким образом первое представительство не смогло исполнить должное поручение. Башкирское правительство, которое не знало о судьбе посланного представительства, недоумевая его молчания, впало в сомнение. Но, несмотря на это, не думало договариваться с Колчаком. 3 декабря 1918 года башкирское правительство дало распоряжение не исполнять приказ Дутова о вступлении войск в бой. Оно решило с помощью определенного круга казаков свергнуть Дутова. Но, не достигнув цели, башкирское правительство было вынуждено бежать из Оренбурга вглубь Башкортостана, в деревню Баймак. В это время Западный фронт Красных войск перешел в наступление. Пользуясь этим, советское командование начало распространять обращение среди войск Колчака. Башкирскому войску были отправлены специальные воззвания. Эти воззвания были полны лжи и старались оправдать злодеяния красных по отношению к башкирам, но среди этого мусора было видно, что они признавали башкир как сильный народ, имеющий право бороться за свои интересы нацию. В начале года не было и признака этого. И тогда народ еще раз собрал заседание для рассмотрения вопроса перехода на советскую сторону. 5 декабря 1918 года за линию фронта было отправлено второе представительство, состоящее из членов правительства Мулаяна Халикова и Халидина Сагитова. Отправив представительство, башкирское правительство начало подготовительные меры. Главным вопросом был вопрос объединения частей башкирского войска, разбросанных по разным местам. Эта проблема стала не только самой главной, но и самой сложной – пройти различные преграды, которые поставило командование Колчака. В то же время нужно было держать в строгом секрете цель объединения войска вместе. Несмотря на преграды, 16 января 1919 года башкирское правительство полностью собрало свои полки в подходящем месте для перехода на другую сторону. В то же время, очистив свое войско от белых офицеров, оно проделало еще одну большую работу. Итак, башкиры, не зная, что их ждет впереди еще более ужасная беда и горе, готовились к их новому историческому шагу. 3. Соглашение башкирского правительства с Центром об автономии. Продолжение беспощадного террора. В январе 1919 года представители башкирского правительства прибыли в Уфу, которая была во власти Красной армии. Халиков, один из представителей, очень осторожно, сообщив через человека, связался с Уфимским губернским революционным комитетом, Губревком, и заявил о целях визита. Заседание Уфимского губкома собралось 30 января 1919 года, там обе стороны впервые встретились. На заседании также принимал участие представитель Совета народных комиссаров Российской Советской Республики. Ознакомившись с условиями соглашения башкирского правительства, Губревком сообщил, что Советская Россия придерживается принципа строительства советских национальных республик и обозначил, что данное заседание не обладает силой даже предварительных неофициальных переговоров, оно является лишь выяснением отношения Советской России к национальной проблеме. Для башкирской стороны было значимым выяснить это отношение, знать, что Советы согласны дать автономию. Узнав о встрече с башкирским представителем, Совет народных комиссаров Советской России быстро отправил телеграмму в Уфу. В этой телеграмме сказано: «Предлагаем не отталкивать Халикова, согласиться на амнистию при условии создания единого фронта с башкирскими полками против Колчака». Со стороны советской власти гарантия национальной свободы башкир полная.
Конечно, необходимо наряду с этим строжайше отсечь контрреволюционные элементы башкирского населения и добиться фактического контроля за пролетарской надежностью башкирских войск. Как видно, содержание телеграммы было противоречивым. Если в первой части советское правительство спешило дать башкирам национальную свободу, которую не давали год назад, то во второй части, которая была добавлена рукой Ленина, эту свободу оно полностью подчинило интересам русской революции. Вдобавок, требуя строгого отсечения, оно дало полную свободу русским военным и гражданским властям, нашедшим пользу от мнения башкир контрреволюционерами, каждому русскому большевику. Башкирское правительство, конечно, об этом ничего не знало. После возвращения Халякова, правительство 8 февраля 1919 года организовало заседание и, оставшись довольными от результатов переговоров, приняло решение без отлагательств начать переговоры насчет соглашения с местными и центральными органами власти. Для переговоров было выбрано полноправное представительство под руководством председателя башкирского правительства Мухаммедхана Мстислава Кулаева. Условия соглашения остались прежними. Башкиры, узнав, что советская власть согласна дать автономию, уже до настоящих переговоров, соглашений посчитали, что проблема решена в их пользу. Поэтому же на второй день, 9 февраля 1919 года, главнокомандующий башкирского войска Ахмедсаки Валидов сообщил штабу армии Красных войск о местоположении фронта башкирских частей и заявил о готовности действовать вместе с красными войсками. Но отвечая большим надеждам башкир, Красная армия перешла в наступление и, воспользовавшись тем, что башкиры не желали портить отношения перед переговорами по поводу соглашения, без никаких преград продвинулась вперед. В это время командование 1-й бригады 20-й дивизии, Пензенской дивизии, дало приказ командиру Смоленского полка, который вел наступление, не соглашаться ни на одно предложение, требовать сдаться, встречать пулей всех контртрудящихся революционеров. Итак, с первых минут взаимоотношений с советской властью началась вражда против башкир. 16 февраля 1919 года башкирское правительство для того, чтобы быстрее ограничить такие поступки, разъяснить ситуацию с местной властью, не дождавшись окончания переговоров, приняло решение считать, что 18 февраля с 10 утра башкирское правительство полностью перешло на сторону советской власти, объявить территорию Малой Башкирии одной из частей РСФСР под названием Башкирская Советская Республика, направить оружие против врагов революции, образовать Временный революционный комитет. Башкирскому войску был дан приказ такого же содержания. На основе принятого решения 18 февраля 1919 года башкирское правительство и башкирское войско перешло на сторону советской власти. Присоединение башкирских полков дало возможность Красной армии значительно продвинуть линию фронта до востока, до Урала. 19 февраля 1919 года в Уфе прошли первые переговоры между представительством башкирского правительства и советской стороной. На советской стороне участвовали представители Уфимского губревкома, Военно-революционного совета армии, Военно-революционного совета РСФСР и Народного комиссариата национальных дел РСФСР. На основе переговоров были обозначены первые условия соглашения. В этих условиях а. Башкирскому народу, при организации власти на основе Конституции РСФСР, национальная автономия. б. Членам башкирского правительства, амнистия за прошлую деятельность. в. Башкирская армия, была дана гарантия на хранение оружия при себе и сохранение своей военной единицы. 21 февраля 1919 года, пользуясь случаем перехода на советскую сторону, был организован Всебашкирский военный съезд. Съезд одобрил работы башкирского правительства в области оформления договора и утвердил его условия. Результаты первых переговоров, которые были оглашены на съезде, обрадовали башкир, пробудили в них большую надежду на реализацию мечты о свободе. Съезд избрал Башкирский военно-революционный комитет, Башревком,
то есть национальный советский орган власти. Начальник штаба Восточного фронта 1 армия 20 дивизия Майстрах, участвовавший в съезде, выступил с поздравлением башкир. Но ни его участие, ни стремление башкир от чистой души объединиться советами, ни результаты первых переговоров между сторонами не остановили враждебные работы со стороны Красной армии против башкирского народа. Командир военной единицы 1 армии в строгом порядке заявил, что Россия должна быть единой без никакой автономии, и действовал на основе этого заявления. Они вышли против сохранения национальных единиц в Красной армии и дали приказ обезоружить башкирское войско. Этот приказ исходил не только от самовольства командования Красной армии, но и отражал самую распространенную позицию среди советского руководства, и с принципиальной стороны не противоречил конкретным указаниям В.И. Ленина, в частности, требованию, что необходимо наряду с этим строжайше отсечь контрреволюционные элементы башкирского населения и добиться фактического контроля за пролетарской надежностью башкирских войск. Особенно большое значение получила телеграмма В.И. Ленина, данная 19 февраля. Что же касается башкир, вы правильно делаете, что требуете либо разоружить, либо без отлагательств направить против Колчака. Когда было такого рода указание вождя, не было нужным предусматривать тонкости честья политики, помнить, что башкиры, с момента начала переговоров, взяли обязательство без отлагательств выйти против Колчака, осталось лишь свести их на нет как контрреволюционеров. 26 февраля 1919 года командующий башкирского войска Заки Валидов во время переговоров со Сталиным по телефону, сообщил, что категорически против распуска и разоружения башкирского корпуса, заявил, что вооруженная бессильная, враждебно разгоряченная республика, перед кулаками-переселенцами и колонизаторами, которые были готовы задушить башкир, превращается в фикцию. Но от этого разговора ничего не изменилось. Разоружение башкирского войска стало похожим на свирепствование варваров, поймавших дикого зверя. Начался разбойничий грабеж всего имущества башкирского войска. Местные официальные газеты печатали сообщение, что башкиры, сбежав, перешли на сильную сторону и попали в плен. Вести газеты подтвердились действиями. Солдаты и командиры башкирского войска, превратившись в пленников, были взяты под арест. Началась жестокая репрессия, избиение, издевательство, расстрел. Даже расстреливали людей за то, что те не отдавали шинели и сапоги в зимний холод, а после смерти сдирали одежду. Раздетых, обмотавших на ноги тряпье солдат гнали вместо скота по снегу до 10 верст. Когда проходили русские деревни, их били, унижали, кидали в них лошадиный помет. Официальное письмо Заки Валидова, заявляющее протест против такого зверства, командиру 20-й дивизии Воробьеву, командующему 1-й армией Гаю, осталось без ответа. Наоборот, один из представителей командования заявил, это только начало, все еще впереди. Насилие и кровавое зверство пало не только на головы башкирских солдат, перешедших на сторону красных, но и на весь башкирский народ. Все башкирские деревни, свирепство, грабили, людей расстреливали. Было много деревень, которых спалив, стерли с лица земли. Исполнительный комитет Оренбургского губернского совета, губисполком, не считаясь новоизбранным большевикомом, организовал на землях Малой Башкирии свои русские ревкомы. Эти ревкомы, ссылаясь на уничтожение группировок Белой гвардии башкир, истребляли народ. Губисполком для снабжения этих бандитских работ выделил большие деньги. В начале марта в одном из кантонов на юге Башкортостана расстреляли 40 человек из группы защиты башкир, и еще 47 милиционеров. Там же были расстреляны известный башкирский деятель Иат Ангулов и его сын Хат Ангулов. Подобное зверство царило везде. Распространилось избиение железным шамполом невинных людей, коллективное насилие женщин. Для издевательства эти мерзости совершались перед пригнанным народом. Растерянные,
Оставшиеся в безвыходном положении члены Большевиккома, стараясь как-то повлиять, обратились к Оренбургскому губисполкому и командующему Первой армией по поводу принятия безотлагательных мер против жестокости кулаков-переселенцев. Но оренбургские власти не думали останавливать зверство. Напротив, губернский комитет ВКПБ, на заседаниях 2, 9, 10 марта принял решение против образования Башкирской автономной республики. В официальных газетах печатались статьи, требующие ареста членов Большевиккома. Только командующий Первой армией Г 19 марта, ответив на просьбу членов Большевиккома, дал приказ прекратить плохое отношение к башкирскому народу и войску, привлечь к ответственности виновных. Но приказ остался лишь на бумаге, ни один убийца, ни один грабитель не были привлечены к ответственности. Зверство не только продолжилось, но еще и усилилось. В это время, 20 марта 1919 года, Совет народных комиссаров подписал соглашение Центральной советской власти с башкирским правительством об автономии и Башкирского совета. Текст соглашения был напечатан 23 марта 1919 года в газете «Известия» Всероссийского Центрального исполнительного комитета, в Оренбургской газете «Коммунар» и в доместах. По соглашению, Башкирская автономная Советская Республика, образовавшись на территории Малой Башкирии, должна была составлять федеративную часть РСФСР. Железные дороги, заводы, рудники, которые были на территории Башкортостана, непосредственно оставлены в распоряжение Центральной советской власти, было предусмотрено создание отдельного башкирского войска под общим командованием для укрепления советской власти в Башкортостане, борьбы против контрреволюции. До собрания съезда Советов вся власть в Башкирской Советской Республике была передана Большевиккому. Члены башкирского правительства, административных и общественных организаций не должны быть привлечены к репрессии за прошлую деятельность. Соглашение дало ограниченную автономию. За пределами автономного Башкортостана осталась в несколько раз большая часть башкирской территории и башкирского народа. Право пользования полезными ископаемыми русские полностью взяли в свои руки. Таким образом, они сохранили право колонизаторов, установленное 2 века тому назад, 13 марта 1774 года, указом царя. Несмотря на это, при исполнении без нарушений даже этих ограниченных условий и в дальнейшем должным образом расширения территории, башкиры в какой-то степени смогли бы реализовать принцип автономии. Но этого не произошло. Советское правительство не считало обязательным для себя соглашение, которое само и подписало. После того как прошло полмесяца подписанию соглашения, 5 апреля 1919 года, Военно-революционный совет РСФСР в приказе об образовании башкирской армии, грубо нарушив условия соглашения, отметил, что каждую образованную военную единицу вывести из Башкортостана. Этот приказ полностью совпадал с политикой И.К. Кириллова 1734 года. Переселенцы, обладавшие большой силой в Башкортостане, не приняли башкирскую автономию. После подписания соглашения они начали более сильные репрессии против башкир. Свирепствовали военные части в Башкортостане. 28 марта 1919 года красноармейцы 20-й дивизии Смоленского полка в деревне Преображенск, Зилаир, захватили знаменитого башкирского поэта Шабабича и молодого поэта Айркибаева, которые перевозили типографию Большевиккома. Кроме них, в этом же полку были 160 башкирских солдат, взятых под арест. Большинство местных жестоких красноармейцев, состоявших из русских переселенцев-крестьян, зверски убивали всех пленных башкир. Их избивали, по-разному пытали, гнали по каменистым улицам, привязав к хвосту лошади, полностью разорвав, сваливали в заранее подготовленные ямы. По словам старших поколений, когда бросали в яму Бабича, он еще не был мертв. Когда он пошевелился, чтобы встать, его ударили по голове и закопали. Один из свидетелей тех злодеяний писал: «Убивали без суда и следствия, было ужасно.
Тот же Смоленский полк был причиной ухода первого башкирского конного полка обратно на сторону белых. Первый башкирский конный полк под командованием Мусы Муртазина и один из эскадронов второго башкирского конного полка, когда обезоруживали башкирское войско, отказался сложить оружие и остался удерживать фронт против казачьих войск белых. В течение 36 дней этот полк хорошо вел бой против казаков. Он не брал у Красной Армии ни оружия, ни продовольствия, снабжал себя за счет грабежа врага и добровольной помощи башкирских деревень. За это время башкирский полк своим военным мастерством и героизмом 2 раза спас Смоленский полк от гибели. Смоленский полк, несмотря на отступление от врагов, был горст на грабеж и уничтожение башкирских деревень. На этой почве между башкирским конным полком и Смоленским полком возникли разногласия. Командир первой бригады вместо того, чтобы устранить это разногласие, дал приказ распустить башкирский полк. Башкиры, пытаясь найти правду, отправили представительство из 10 человек в штаб 20-й дивизии, но Смоленский полк, перехватив их на дороге, расстрелял. Поэтому башкиры были вынуждены обезоружить этот полк, состоящий из шайки бандитов. Обезоружив Смоленский полк, командир башкирского полка, для разъяснения ситуации, отправил представительство из 35 человек в штаб первой бригады, находящийся в деревне Кананикольск. Но штаб даже не стал разговаривать с представителем, их всех расстрелял, и начал наступление всей бригадой против башкирского полка. В таком положении не осталось Times New Roman и возможности для выяснения отношений. 13 апреля первый башкирский конный полк, приняв предложение казаков, перешел на сторону белых. Из башкирского полка, состоящего из 6566 человек, 1500 человек ушло обратно к белым. От обезоруженного башкирского войска остались лишь небольшие кучки. Переход башкирской военной единицы на сторону белых, совпал с отступлением Красной Армии, и привел еще к более страшному кровавому ужасу. Отступавшие Красной Армии, так же как в 1918 году, творила ужасные зверства, и колчаковцы не отставали от красных. Кроме проведения прямого жестокого террора, башкиры, собранные путем насилия в большом количестве в обе армии, были вынуждены воевать друг против друга. Это было вовсе чуждым их душе и национальной цели. Башревком ничего не мог сделать против такого разрешения судьбы башкирского народа. В это время было лишь пустое имя Башревкома, который был выбран 21 февраля 1919 года на Первом Всебашкирском военном съезде. Ему не давали свободы для реализации власти, данной на основе соглашения. Несмотря на это, Башревком начал вновь образовывать башкирские военные единицы, которых распустили красные для исполнения приказа Военно-революционного совета РСФСР от 5 апреля 1919 года. Эту работу затруднило, во-первых, свирепствование большевистского террора, во-вторых, отступление Красной Армии земель Башкортостана. Башревком, отступив вместе с красными, был вынужден переехать в город Саранск, который был далеко от башкир. Несмотря на это, он за границей вел активную работу по восстановлению башкирских военных единиц и ко второй половине мая успел образовать 2 конных, 2 пехотных башкирских полка. Башревком полагал, что эти башкирские полки будут отправлены для освобождения Башкортостана от Колчака. Но главное командование Красной Армии повело политику отделения башкирского войска от башкирского народа, лишения Башревкома военной поддержки, и до конца не образовав башкирские полка, без продовольствия, Орупеджо, по-быстрому отправила Саранска на Южный фронт. Таким образом, башкирские полка, которые, по соглашению, должны были служить для охраны внутреннего порядка и укрепления в Башкортостане советской власти, были напрямую использованы для защиты русской революции. Башревком, стараясь оставить под своим присмотром башкирские полка и не отправлять на Южный фронт, написал письмо Ленину и Сталину. Но никакой пользы не было. Советское правительство, которое дало некоторую свободу башкирам при переходе на сторону красных,
теперь эту свободу уничтожила, и полностью пошла по своему направлению. Это направление подходило направлению уфимской директория. Политика колонизаторов, несмотря на то, что какого она от цвета, белого ли, красного ли, в основном друг от друга ничем не отличалась. Красные отличались от белых лишь своей наисильнейшей жестокостью. Башкирское правительство перед переходом на сторону красных считало удобным вести свое войско так, как сам и пожелает, Башревком вести так не мог. На Южном фронте из 4 полков была образована один объединенная башкирская дивизия. Эту дивизию на протяжении 4 месяцев не выводили из жестоких сражений, здесь ею отопекали все дыры, башкиры, как сказал один большой русский деятель, умирали героически. Их потери были таковы, что к завершению войны, в конце сентября, из 4 башкирских полков кое-как набирался один полк. Этот полк быстро отправили на Петроградский фронт. Когда первая объединенная башкирская дивизия гибла на Южном фронте, вновь образованные башкирские полки, 2-й конный, 1 пеший полк, вели борьбу на Восточном фронте. Военно-революционный совет Восточного фронта торопил Башревком создавать еще военные единицы из башкир и отправлять их на фронт. В начале лета 1919 года Восточный фронт Красной армии перешел в наступление против Колчака. Советская власть вновь приблизилась к землям Башкортостана. По этому поводу командование фронта, позаботившись о своем успехе, начало заранее принимать меры, чтобы задобрить башкирский народ. Оно представителям башкирского военного комиссариата велело призывать башкир перейти на сторону Красной армии, убедить в справедливости пролетарской власти, объяснить, что советская власть – настоящий защитник бедного народа и угнетенных наций. Даже после совершенных злодеяний красные не стыдились пытаться разъяснить народу обратное. Приближаясь к Башкортостану, и военно-революционный совет группировки Южной армии Восточного фронта, вспомнив башкир, распространил циркулярное письмо своим войскам в форме ответа на доклад Валидова, который был отправлен 2 месяца назад. Военно-революционный совет написал это письмо, где призывал присоединяться трудовым элементам Башкортостана с хорошими отношениями. В этом письме сказано: по отношению к башкирам проявлено ужасное отношение. Получили широкое распространение грабеж, арест, расстрел, насилие женщин. Почти что на каждую деревню была наложена денежная и натуральная контрибуция. Были расстреляны революционные деятели, поэты, художники Башкортостана за то, что не могли выплатить деньги. Было отобрано последнее нажитое зерно башкирского народа, не занимавшегося земледелием. Отношение к башкирам должно быть резко изменено. По отношению к спокойному башкирскому народу не должно быть неоправданного зверства, самовольства, контрибуции, насилия. В то же время надо помнить, что ранее бывшее насилие, зло, предательство настроило башкирский народ против Красной армии, и, в общем, против советской власти. Башкирский народ не будет рад новому вхождению советских войск на территорию Башкортостана, потому что в этой власти он видит не защитника от угнетения и бесправия, а совершителя жестокого насилия. Мы должны МСО нормально исправить и прошлые ошибки и переманить башкирский народ на свою сторону. В борьбе с башкирскими контрреволюционерами нельзя опираться на русских переселенцев, разбогатевших за счет угнетения башкир. Об этом расписались члены военно-революционного совета Куйбышев и Новицкий, а командующий групп южных войск Фрунзе не расписался, его не тревожила трагедия башкирского народа, он надеялся победить в бой жестоким наступлением, и не нуждался в хорошем отношении башкир. В результате жестокой войны в августе 1919 года Красная армия захватила всю территорию Башкортостана. Башкортостан 6 раз превращался в поле боя. Теперь война прошла, а в глазах башкир остался след всего перенесенного ужаса. Но на этом муки башкир не закончилась. Глава 2. 4. Старания Башревкома в реализации автономии. Противодействие центральной и местной властей. В середине августа 1919 года Башревком, вернувшись в Малую Башкирию из эвакуации,
разместился в городе Стерлитамак. Должность председателя Башревкома исполнял Харис Юмагулов, который был избран 18 мая 1919 года, вместо Ахмедсаки Валиди, а первым заместителем председателя был М. Кулаев, вторым заместителем Г. Карамышев. В Башревкоме работали комиссариаты. В том числе предполагалось создание комиссариата внешних связей. Решением Совета Высшего народного хозяйства, Совнархоза, от 12 июня 1919 года при Башревкоме был образован Совнархоз Башкортостана, его председателем был назначен Г. Карамышев. Совнархоз Башкортостана был в полном подчинении Высшему Совнархозу. Ведению Совнархозу Башкортостана передавались хозяйства, имеющие лишь местное значение, или, правильнее, не имеющие экономического значения. В то же время Высший Совнархоз имел право отобрать любое желаемое хозяйство. Переезд Башревкома в Стерлитамак, пробудив башкирский народ, сделал активным с политической стороны. Башкиры встретили Башревком, как их одно единственное законное правительство, и, считаясь с его приказами, начали их выполнять беспрекословно, не подчинялись приказам губернских властей, работающих параллельно. Башкиры, которые были на стороне Колчака, начали переходить на сторону своего правительства группами, батальонами. С 13 апреля находившийся на стороне белых, полк Муртазина, который за 4 месяца превратился в большую бригаду, поставил жесткие условия для перехода на сторону красных. Не разоружать, не издеваться, не расстреливать и оставлять командиров на своих местах. Для встречи вместе с представителями Башревкома и командования Совета отправить 2-3 башкирских советских полка. После перехода не размещать в деревнях заводов или русских переселенцев. При невыполнении этих условий Муртазин со своей бригадой намеревался уйти в казахские степи. Но красные спокойно встретили бригаду, как видно, и извлекли урок из весеннего назидания Муртазина. 24 августа 1919 года бригаду, перешедшую на сторону красных, отправили на Восточный фронт, после этого в конце августа перевели его на Уральский фронт. Не давали покоя бригаде. Башкирское правительство, конечно, об этом ничего не знало. После возвращения Халикова, правительство 8 февраля 1919 года организовало заседание и, оставшись довольными от результатов переговоров, приняло решение без отлагательств начать переговоры насчет соглашения с местными и центральными органами власти. Для переговоров было выбрано полноправное представительство под руководством председателя башкирского правительства Мухаммедхана Мстислава Кулаева. Условия соглашения остались прежними: background color, FFFFFF, Ашревком начав работу, для того, чтобы принять территорию, которая должна была перейти Республике Башкортостан, имущество, работу связался с Оренбургским, Пермским, Уфимским губревкомами, и сразу наткнулся на сопротивление с их стороны. Губревкомы всячески старались не давать места Республике Башкортостан, ставили задачу всей силой мешать работе Башревкома. 18 августа 1919 года в Уфимском губревкоме состоялось первое заседание по вопросу сдачи и принятия. На заседании губревком, отказав требованиям представителей башкир, принял решение, которое превратило работу по сдаче в бюрократическую суету, а от сдачи аппарата заготовки продовольствия и других вещей и вовсе отказался. Уфимский губревком этот отказ объяснял значимостью заготовки продовольствия. Оренбургский губревком с прибытием Башревкома в Стерлитамак сделал председателем фракции коммунистов Гали Шамигулова, настоящего врага башкирской автономии, и совместно с ним начал работу против башкир. В то же время Оренбургский губревком начал переговоры с центром для того, чтобы оставить у себя работы по заготовке продовольствия. Представитель Уфимской губернии Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, ВЦИК, предупредил, что если кто-либо будет вести против него работу, то он предпримет необходимые меры, воспользовавшись всей силой своей власти. Делалось все для того, чтобы Башревком не установил свою власть в республике.
Когда требовалось предпринять срочные меры для спасения разоренного, нищего, умирающего от голода башкирского народа, они прежде всего старались отнять у Башревкома работу по продовольствию. Несмотря ни на какие неприятности, Башревком работал с большим старанием, со всей силой. Несмотря на сложность вопроса кадров, Башревком выполнял многие работы, как регулирование работы комиссариата и отделов, образование ревкомов и органов милиции в кантонах, распространение различных решений и приказов, организация связи с соседними губревкомами. 26 августа Башревком издал приказ о взятии в свои руки руководства в Советской Республике Башкортостан. Эта смелость, самостоятельность Башревкома разозлила и настроила против него русских и татар. Секретарь Уфимского губернского комитета РКПБ, Нимвицкий, который был полон зла и ненависти, 14 сентября 1919 года на пленуме губкома, заявил, что башкиры абсолютно не доросли до уровня руководства, таким образом раскрыл, что является единомышленником царской администрации и великих государственных шовинистов белого правительства. Нимвицкий даже поиздевался над недостатком кадров аппарата Башревкома, и не подумал, что сложность этого положения – это результат русской колонизаторской политики и жестокого послереволюционного террора красных. По предложению секретаря Нимвицкого пленум принял решение, направленное на уничтожение основы жизни Башкирской республики, подстрекательство русского народа против него и захват власти в республике. С этой стороны стремление властей Уфимской губернии совпало со стремлениями оренбургских. 20 сентября 1919 года Исполнительный комитет Оренбургской губернии и Губернский комитет РКПБ организовал заседание при участии председателя президиумов ЦИК М.И. Калинина. На этом заседании секретарь губкома Акулов оклеветал Башревком, и местные организации ополчились против Башкирской республики. Он ясно сказал, что после соглашения, вынужденно его признал. Он требовал, чтобы в состав 33% Башревкома ввели русских деятелей, претендовал на то, чтобы быть главным в Башкирской республике. Председатель Калинин ничего против не сказал, значит, был полностью согласен с его мнением. Во враждебной деятельности соседних губернских властей помогали русские и татарские деятели Малой Башкирии. Центральные губернские власти их специально подсадили для вредительства. Эти деятели свирепства, вели агитацию против республики Башкортостан, совершали различные злодеяния. Местные коммунистические организации из-за национальных, земельных, территориальных противоречий объявили войну органам башкирской власти. Они, реализовав задачу чрезвычайной комиссии и трибунала, волю брали башкир под арест, расстреливали, разоруживали органы башкирской милиции, отнимали имущество и деньги, жестоко преследовали башкирский народ. У органов башкирской власти не было сил для того, чтобы противостоять этим бандитам. С окончанием войны в Башкортостане, с приходом к власти в республике Башревкома страдания башкирского народа не закончились. Террор, голод по-прежнему продолжался. Голод с осени 1919 года принял ужасный вид. И так бедно живущий башкирский народ из-за вторых-годичного варварского грабежа и насилия полностью обнищал, дошел до гибели, деревни были сожжены, скот угнан, сбереженные продовольствие отобраны, все имущество и земельные орудия отданы в чужие руки. Тысячи башкирских мужей, большинство трудоспособные, погибли на войне и были до сих пор на грани смерти. В сожженных деревнях остался лишь народ, безвыходно умирающий от голода и тифа. В одном обращении того времени о башкирском народе было написано: «Ваш день теперь ужасен. Ваши дети умирают от голода и холода. Ваши женщины сидят в мисках голые, не найдя одежды для прикрытия тела, ходят только ночью». Не было выхода из этого положения. Народ умирал целыми домами, деревнями. У башкир не осталось мер для восстановления хозяйства, экономики.
Советское правительство решило немного помочь ему, для того, чтобы снять с себя вину за гибель целого народа. 6 октября 1919 года Совет народных комиссаров РСФСР издал указ с подписью Ленина. В этом указе сказано: из-за чрезвычайно тяжелого положения народа 3 районов Башкирской Советской Республики, в которых особенно свирепствовали белые банды Колчака, без отлагательств, в форме чрезвычайной государственной меры, организовать помощь жертвам бойни и насилия, которое учинила Белая гвардия на территории Башкортостана. В данном указе вся вина по поводу смертельного положения башкирского народа в бессовестной форме сваливалась на колчаковцев, а в действительности каждый знал, что все было наоборот. Даже их собственный человек, председатель киргизского ревкома СС Пестковский, сказал перед председателем Калининым: башкиры намного больше терпели бедствия, когда проходила Красная армия. Старшее поколение, которое пережило тот трагический период, до сих пор рассказывает, что белые были не столь, но красные были очень жестокими. Какими бессовестными надо быть, чтобы промолчать о своих зверствах, которые продолжались, рассказывая перед всем народом про свирепствование белых. Начатая в то время бессовестность и двуличность в скором времени превратилась в правило для всей системы, которую они построили. В форме исполнения указа Совета народных комиссаров для того, чтобы помочь башкирам, была создана организация «Башкирпомощь». По сравнению с настоящими потребностями эта помощь была слишком маленькой. С января до сентября 1920 года было выдано 90 тысяч пудов зерна, 20 тысяч аршинов ткани. Если поделить все это на голодных и голых башкир, то на каждого человека приходилось 1,4 килограмма зерна и 0,2 аршина ткани. Но даже капли этой помощи не досталось башкирам. В руководстве организации «Башкирпомощь», исполнявшей работу, люди от мала до велика были русскими. Они пеклись не о голодных башкирах, которые были сделаны рабами русских, немцев, татаров и других переселенцев-кулаков, а в первую очередь о сытых русских, и всю помощь тратили на них. Башревком, написав доклад об этой несправедливости, в ЦИК, Ленину, Сталину, сообщил, что Башкирпомощь превратился в настоящем смысле в организацию русских шовинистов. Башкирскому народу он вовсе не помогает, занимается настроением русских против Башкирской республики, приюты, построенные для башкир, убивают башкирских детей. Башревком несколько раз обращался к центру с просьбой отдать в свое распоряжение Башкирпомощь. Конечно, эта просьба не была выполнена, так как Центр работу по помощи башкирскому народу не желал отдавать башкирам. Несмотря на бедственное положение башкирского народа, советское правительство полностью использовало его остальные сохраненные силы в свою пользу для защиты русской революции. Когда умирали женщины и дети от голода, хозяева дома, мужчины, которых забирали в армию, отправлялись на фронт. В начале сентября 1919 года конная бригада Муртазина была отправлена на Уральский фронт против белых казаков. Он вел жестокий длительный бой до середины декабря. В период войны из 9700 человек бригады умерло 2000 на поле боя от тифа. В тот же сентябрь все образованные военные башкирские единицы по приказу Ленина были отправлены на Петроградский фронт. На фронте была образована башкирская военная группа, около 10 тысяч человек группа участвовала в войне. Башкирскую группу посылали в самые ужасные места войны, часто на настоящую смерть. Например, по причине отправки в стан врага без какой-либо информации и разведки один батальон 3-го пехотного полка был окружен и уничтожен возле деревни Алипурская. Здесь невольно вспоминается доношение И.К. Кириллова, которое было отправлено в 1735 году кабинету. Он там писал, что башкир надо отправлять на службу, когда они будут там, их женщины не будут беременными, а умершие вовсе не вернутся. Издавна во всем государстве придерживалась такая политика, под предлогом долга службы, а на самом деле из-за того, что не была необходимость быть им дома, их везде отправляли на смерть впереди войска. Итак, из-за заведомого уничтожения,
К концу войны возле Петрограда башкирская военная группа полностью погибла. Оставшиеся в живых 900 человек, собрав в один полк, в мае 1920 года отправили на фронт Польши. В то время, как башкирские солдаты погибали, защищая советскую власть, в далеких фронтах, в самом Башкортостане, вместо того, чтобы помочь, жестоко угнетали умирающий от голода и тифа башкирский народ, преследовали Башревком. Башревком, сохраняя условия соглашения, старался осуществить советскую власть в республике, выполнить требования Центра. Он искал меры, решающие спокойным путем противоречия, выполнял все, что мог, для того, чтобы дали возможность для действий и реализации автономии, хотя бы на данных правах. Но враги башкирского народа не желали реализации этой автономии. Они считали соглашение ошибкой, требовали уничтожения башкирской автономии. В борьбе против башкирской автономии русские и татары были едины, только причина борьбы у них была разной. Татары не могли пережить того, что башкиры, создав автономию, избежали поглощения татарами, а русские пытались сохранить единую и неразделимую Россию. С этой стороны большевики, которые были великими государственными русскими шовинистами, не отличались от колчаковцев, но пытались прикрыть свою цель тезисом, который требовал единства хозяйства коммунистической постройки РСФСР, то есть до сих пор своими насильственно привязанными интересами башкирам. Большевики забыли, что объявили о праве свободного самоопределения народов России, отделившись, построить самостоятельное государство, и резолюцию Апрельской конференции, которая гласила, что непринятие и непредвидение мер для исполнения этого права равна защите политики грабежа и аннексии, непринятие права свободного отделения приводит к продолжению царской политики. Они бессовестно продолжали ту же политику аннексии, ту же царскую политику. Ленин сам назвал Башкортостан русской колонией. Эту колонию и все захваченные земли они считали неразделимой частью России, объявили себя полноправными наследниками колониальных земель. Тенденция, которая возникла в Башкортостане, не была произволом местных большевиков. Этой политики придерживалось центральное советское правительство и проводило ее по отношению ко всем колониальным народам России. Еще в декабре 1917 года, то есть, когда прошла пора после революционных пропагандистских деклараций, В.И. Ленин принялся сдерживать усиление национальных тенденций на границах Российской империи, подавлять силы каждое стремление к самоопределению. Большевики, которые находились в Башкортостане, начали работу в этом направлении, даже малую самостоятельную работу башкир и башревкома они считали национализмом, попыткой отделиться и приравнивали к контрреволюции. Они считали, что башкиры, и, в общем, советская автономия, временное явление, и, что это явление, по некоторым обстоятельствам, прежде всего в своих интересах восточной политики, надо потерпеть. В восточных странах, в таких как Индия, Афганистан, Иран, Турция, интересовались разрешением национального вопроса революционной Россией. Поэтому большевики, которые строили большие планы по отношению восточных стран и народов, придавали большое значение созданию красивой оболочки, фасада. В этой оболочке башкир, которые успели стать знаменитыми своим активным движением, ставили на одно из самых главных мест. За внешней оболочкой большевики вели борьбу против башкир и старались захватить всю власть в Башкортостане. В таких условиях с 8 до 11 ноября 1919 года в городе Стерлитамак прошла Всебашкирская конференция РКПБ. Соседние Оренбургский, Уфимский, Екатеринбургский, Челябинский губкомы РКПБ, для того, чтобы произвести впечатление на работу по организации партийного центра Республики Башкортостан. На эту конференцию начали подготовку заранее 20 октября с разрешения Центрального комитета РКПБ, они вместе провели совещание в Оренбурге по данному вопросу. Перед открытием конференции, секретарь Оренбургского губкома Акулов, предложив участие в нем, отправил телеграмму соседним губерниям. В результате, члены Оренбургской, Уфимской,
Челябинской губернии на Всебашкирской конференции РКПБ участвовали полноправными делегатами, тем самым они бессовестно нарушили устав своей партии. Этим незаконным путем русские и татары, получив большинство голосов, избрали своих людей в областной комитет РКПБ. В этот комитет даже председатель Башревкома Юмагулов прошел только из-за дипломатической помощи своих врагов. Получив в свои руки цани власти, были напрямую использованы для защиты русской революции. Башревком, стараясь оставить под своим присмотром башкирский полк и не отправлять на Южный фронт, написал письмо Ленину и Сталину. Но никакой пользы не было. Советское правительство, которое дало некоторую свободу башкирам при переходе на сторону красных, теперь эту свободу уничтожило, и полностью пошло по своему направлению. Это направление подходило направлению уфимской директории. Политика колонизаторов, несмотря на то, что какого она от цвета, белого ли, красного ли, в основном друг от друга ничем не отличалась. Красные отличались от белых лишь своей наисильнейшей жестокостью. Башкирское правительство перед переходом на сторону красных считало удобным вести свое войско, как сам и пожелает. Башревком вести так не мог. Мзонормолтер партия Республики Башкортостан, русско-татарские деятели направили свою работу на захват Башревкома. В этой области они работали вместе с Центральным советским правительством. Несмотря на то, что на апрельской конференции была обещана широкая областная автономия, прекращение надзора свыше, по условию, которое было насильно навязано башкирам, ВЦИК был вправе отправить в Башревком 2 представителя в роли полноправных членов, но он не ограничился 2. Кроме этого, указом от 15 сентября 1919 года он получил право для отправки в Башкортостан от себя народного комиссара продовольствия, и, несмотря на то, что Башревком был против, назначил на эту должность члена Уфимского губревкома А.М. Дудника. Центральный комитет РКПБ разместил своих людей в Башревкоме и обкоме. Эти представители, кроме того что владели большинством голосов, владели значительной силой, как делегаты Центра, и постоянно оказывали давление на Башревком. Позже, как писал один из представителей Ф.Н. Самойлов, он не знал даже о существовании соглашения, даже кто является председателем Башревкома. Как видно, когда его назначали представителем, ему было дано лишь одно указание – держать и не пущать. Действительно, это указание он усердно выполнял. Башревком не желал оставаться лишь агитационным аппаратом. Он по-настоящему понимал автономию, данную на основе соглашения, исходя из этого, старался самостоятельно по возможности все сделать. Он всей силой сопротивлялся наступлению врагов автономия, и взаимоотношения двух сторон обострились. Башревком ошибался лишь в одном: он думал, что страшное наступление, направленное против башкир, работа только местных деятелей, и, поверив в преданное исполнение условий соглашения Центрального советского правительства, попросил помощи у него, но не смог его получить. Конфликт в республике дошел до напряженной кульминационной точки после принятия решения Башревкомом о создании отдела внешней связи. Вопрос об этом отделе не был новым. Уже когда обозначали структуру Башревкома, 23 февраля 1919 года, встал вопрос об организации комиссариата внешних дел. Во второй раз этот ВП-том расписались члены военно-революционного совета Куйбышев и Новицкий, а командующий групп южных войск Фрунзе не расписался. Его не тревожила трагедия башкирского народа, он надеялся победить в бой жестоким наступлением, и не нуждался в хорошем отношении башкир. В результате жестокой войны в августе 1919 года Красная армия захватила всю территорию Башкортостана. Башкортостан 6 раз превращался в поле боя. Теперь война прошла, а в глазах башкир остался след всего перенесенного ужаса. Но на этом муки башкир не закончилась. Вопрос был поднят на заседание Башревкома 17 мая 1919 года, в 3-20 октября. На последнем заседании было принят указ организовать не комиссариат, а отдел под руководством самого председателя Башревкома.
Центральное правительство и его местные представители в свое время не были против ни одного указа. По утвержденному положению Башревкома, отдел внешних связей должен был установить правовые, торговые, сельскохозяйственные и финансовые связи с советскими республиками, входящими в состав РСФСР. Башревком, понимая всю серьезность автономии, считал себя обязанным осуществлять все башкирские работы внутри РСФСР, в том числе и связь между Малой Башкирией и другими республиками. Он не ставил ни одной цели, противоречащей этому соглашению. Президиум Башревкома, исходя из самого безвредного, простого желания, 12 января 1920 года создал этот отдел внешних связей, о котором говорили уже давно, и заведующим назначил К.М. Ракая. Русско-татарской группе этого хватило, они, увидев в этой работе первый шаг к отделению, решили притеснить Башревком. Уже на второй день эта группа в областном комитете РКПБ созвала срочное заседание. Областной комитет РКПБ принял постановление включать в Башревком полноправных своих членов, когда надо и сколько надо, и там же назначил первым членом Артема, Ф.А. Сергеева. Тем самым он присвоил себе право устанавливать его состав, вне желания Башревкома. Областной комитет РКПБ в категоричной форме отметил в своем указе: у коммунистов нет права а. вести агитацию об отделении, б. агитацию о способах, приводящих, в сущности, к отделению. Он решил снять Ракая со всех ответственных дел, утвердил председателем чрезвычайной комиссии Башкортостана, Башк, своего, вместо человека, выбранного в Башревкоме. Все пункты указа были направлены на полный захват власти у Башревкома. В сущности, когда шла работа по уничтожению автономии, Башревкому не осталось другого выхода, кроме как предпринять радикальные меры, и он в первую очередь решил уничтожить группу татар, которые были враждебно настроены против башкир. Существование этой группы не было ни для кого секретом, она открыто вела свою работу и не скрывала своих целей. 20 января 1920 года Оренбургский губком в докладе, отправленном Центральному комитету РКПБ, подтвердил его существование и сначала же от чистого сердца одобрил работу, направленную на изгнание башкирских руководящих деятелей. Руководителем татарской группы был Г. Шамигулов. Этот мишер с первых послереволюционных дней начал жестокую борьбу против башкирского национального движения. В 1918 году по его инициативе башкирское правительство было посажено в тюрьму и распущен в РСБ. Башревком, вернувшись с эвакуации, он для продолжения своих злобных работ быстро переехал из Оренбурга в Стерлитамак. Шамигулов, будучи врагом всему существу башкир, выйдя из рамок омерзительности, зарекомендовал себя башкиром русским руководителем. Представители Центра, находящиеся в Стерлитамаке, из-за политической хитрости не входили в группу Шамигулова, они, сохранив уровень власти, работали самостоятельно, но твердо защищали Шамигулова и были в тесных отношениях с ним. Башревком на заседании 14 января 1920 года принял указ для резкого пресечения авантюры татарской группы, арестовать его 4 активных членов, в том числе и Шамигулова, и 16 января в 4 утра исполнил этот указ. В то же время Башревком не думал убивать их, а быстро отправив телеграмму о содеянном в ЦИК, Ленину, Сталину, Троцкому, решил отправить арестованных людей со всеми их делами в Центральный комитет РКПБ, для расследования. Башревком до сих пор верил Центральному советскому правительству и в своем указе писал: «Мы не думаем, что политика этой группы есть политика Центрального советского правительства и политика высшего органа РКП, что инициатива уничтожения БССР идет от Центра». Башревком этими мерами старался найти только справедливость, сохранить автономию, а, по оценкам прошлого и нашего времени, не поднимал бунт и восстание. Башревком поставил цель мира, поэтому военным единицам и правлением кантонов распространил телеграмму, призвав сохранять мир, по-прежнему защищать революцию.
Но противоположная сторона не желала решать мирным путем. Арест 4 человек группы Шамигулова заставил сильно занервничать представителей Центра, Самойлова и Артема. Они, наскоро собрав 10 коммунистов из различных организаций Стерлитамака и уездных деятелей соседних губерний, приехавших в город, на полностью незаконном совещании издали указ, Юмгулова и Макова отдав на суд партии отстранить, от всех партийных и советских дел назначенных, партии об этом сообщить Центральному комитету. Требовать вызов Юмагулова в Москву. В циркулярном письме Самойлова от имени областного комитета РКПБ, розданным кантоном говорится, указом товарища Самойлова, который единственный остался на свободе в Стерлитамаке, и представителей Центрального комитета РКПБ, Артема. Этот факт открыто показывает, на какой уровень ставится автономное правительство. Считалось, что 1 или 2 человека имеют право уничтожить его, и высшие инстанции их работу считала законным. В этот же день, 16 января, Самойлов и Артем сообщили об этом происшествии председателю Совета народных комиссаров и Совета защиты Ленину, командующему фронта Туркестана Фрунзе, и в этот же день Ленин через телеграф дал приказ Юмагулову, сдав работу заместителю, прибыть в Москву без всяких отлагательств для объяснения, а Фрунзе дал приказ коменданту Оренбургского крепостного района Каширину отправить в Стерлитамак большой конный отряд, не исполнять ни один приказ Юмагулова, который дан в партийный суд, отправил телеграмму стерлитамакскому коменданту Фагелю, чтобы без отлагательств отпустили арестованных людей. Комендант Оренбургского крепостного района Каширин также отправил Юмагулову телеграмму с угрозами. Башкирскую бригаду, которая находилась возле Оренбурга, он взял под сильное наблюдение, поставил специальную цензуру на телеграф, командир Муртазина лишил бригады. Как обычно, в конфликт вмешались соседние губернские власти, они считали своим долгом прямое вмешательство во все башкирские дела. Они требовали от Центрального комитета РКП принять строгие меры против авантюристов, которые покушались на свободу самых лучших партийных деятелей. Представители Центра Республики Башкортостан поставили ультиматум, о том, что не исполнив приказ об освобождении без отлагательств арестованных товарища Туркестанского фронта, не могут являться представителями законной власти Башревкома и Башкортостана. В этом ультиматуме сказано, невыполнение приказа, пришедшего от командования Красной Армии Единой Федеративной Республики, является нарушением самого главного условия соглашения между РСФСР и БССР. Наконец, они вспомнили, что существует соглашение, но даже здесь, приспособив его содержание в свою пользу, исказили его. В соглашении не было условия подчинения приказам военных властей, наоборот, сказано о том, что вся власть в республике переходит Башревкому. Московское правительство и его представители считали, что вправе вносить сколько угодно поправок в соглашение и законам беспрекословно им за нормы Лотвинджанайдж башкирского правительства. Фрунзе, защищая ультиматум представителей в ЦИК, отправил Ленину сообщение о том, что авантюру под руководством Юмагулова можно расценивать только как восстание и нужно без отлагательств его уничтожить. Советская власть, давшая автономию, была готова задушить старания башкир хотя бы немного защитить свое право, как душили цари, и сначала же свою готовность показывали своими настоящими делами. В защиту своих 4 подхалимов представители центральной власти поднялись всей страной. Ленин и Фрунзе отправляли телеграммы одну ужаснее другой, в то время как не видели и не знали кровавую бойню, которая будоражила башкирский народ уже 3-й год. 4 своих человека были дороже для них, чем жизнь всего народа. Не выдержав бушующего натиска, Башревком, 19 января, когда прошло 3 дня, отпустил арестованных татар. Освободившись, Шамигулов сразу же потребовал уничтожить башкирских деятелей, но Центральный комитет РКПБ, из-за политической хитрости не пошел на этот шаг, его месть не оставляла в руках Башревкома и следа национальной власти.
Центральный комитет РКПБ дал указание комитету областной партии образовать вновь Башревком. По новым требованиям, в Башревкоме должны были быть центру нужное количество представителей партии, функцию Башревкома должны были выполнять президиум из 5 человек, 3 чел Башревкома, 2 в ЦИК, каждый указ Башревкома должен был утверждать специальный представитель, назначенный в ЦИК и другие. По этим указаниям Центра, областной комитет РКПБ, который провел заседание, принял необходимый указ. На этом же заседании Юмагулов и другие были исключены из партии. Кроме этого, Юмагулов, лишившись права на обратный возврат, был отправлен в Москву. Заседание в один голос осудил Ракая на расстрел. Центральное советское правительство и его представители, работающие в Малой Башкирии, отрицали существование группы Шамигулова, их ведение дел против башкир, тем самым раскрыли свой обман и грязь. Комиссия, которую образовал Башревком, доказав вину арестованных людей на основе многих документов, попыталась призвать Центр к справедливости и правдивости, но Центру не нужна была справедливость, потому что, показав справедливость, не мог сам себя раскрыть. 26 января 1920 года Оренбургский губком РКПБ, в докладе, отправленном Центральному комитету РКПБ, клеветой и обманом, издевкой и враждебностью опорочил башкир, по-своему объяснил поступок Башревкома. В этом докладе сказано, как видно, после Всебашкирского советского съезда, почувствовав свое свержение, они стараются уничтожить растущее воздействие коммунистической партии и его самых лучших деятелей. Этот их выход является ничем кроме как старанием уничтожить всю партийную работу в Башкортостане неудавшихся политиков. Но в то же время, немного ниже, написано обратное этому: влияние националистов, точнее Башревкома, сильно растет среди башкирских бедняков. При таком условии несложно сказать, каким будет съезд. Значит, почувствовавшие свое свержение неудавшиеся политики были не в Башревкоме, а в русско-татарской группе. У русских и татарских коммунистов, в том числе, по словам Оренбургского губкома и у самого популярного Шамигулова, не было у башкирского народа ни одного уважения, ни одного соучастия, ни одного влияния, поэтому они боялись, что потерпит крах на предстоящем Всебашкирском съезде, знали, что после краха сложно будет захватить власть. Для предотвращения этого события они специально из маленькой проблемы, раздув большой конфликт, уничтожили Башревком. Конечно, они пока полностью не уничтожили Башревком. Несмотря на изгнание Юмагулова, Башревком пока остался, но власть в руках Башревкома исчезла. Члены Башревкома, не согласившись с этим, обратились к высшим органам власти, требуя либо отдать власть в руки самих башкир, либо уничтожить фиктивную автономию. Но ни один из этих требований не подходил политике Центра. Сделав свое дело, Центр начал смягчать конфликт. В этом духе 14 марта в Стерлитамаке было проведено совместное совещание. В совещании принимал участие представитель Центрального комитета РКПБ, ЛД Троцкий. Совещание не смогло помирить две стороны. Между башкирской частью Башревкома и русско-татарской группой сохранилась враждебность. В кантонах положение тоже было сложным. Красноармейцы и другие красные банды по-прежнему уничтожали башкир, грабили башкирский народ. Коммунистические ячейки бессовестно вмешивались в дела местных органов Башревкома, расстреливали членов. За это преступление никто не отвечал. Преследование башкир и Башревкома, уфимские и оренбургские губкомы РКПБ, проявили свое упорство. Они обвиняли башкир в притеснении преданных деятелей советской власти, отвержение законных интересов русских и татар, находящихся в Башкортостане, угнетение русских. С такой ложной отговоркой старались подавить тенденцию башкир, уничтожить башкир. Эти губкомы требовали быстрого разрешения земельной проблемы, таким образом, дать возможности татарам и русским, чтобы отнять оставшиеся последние земли башкир. Они пытались утверждать, что образование республики Башкортостан, лишив топлива и сырья,
полностью оставив в критическом положении, понизила хозяйственную жизнь края, и кроме этого, нераскрытые границы республики привели к большим ссорам. Ни одно не было правильным. Они для того, чтобы доказать необходимость уничтожения республики Башкортостан, показывали положение напряженным. В своих газетах губкомы и губисполкомы соседних губерний, загрязнив башкир, настраивали русских, татар и другие народы еще к большему террору. В этой работе не отставали и работники тех же губерний и татары, работающие в Казани. Несмотря на то, что был уничтожен 13 декабря 1919 года декрет Центрального комитета РКПБ об образовании Татаро-Башкирской республики, татар до сих пор сутяжничав за эту республику, в своей печати вели враждебную агитацию против республики Башкортостан, нападали на башкирских деятелей. В такое трудное время для Большревкома Москва забрала Заки Валидова и тем самым еще сильнее убавила силы башкир. Уход в Москву Валидова вслед за Юмагуловым пробудило недовольство в башкирской части Большревкома, но Центр не обращал внимания на это недовольство. Ослабление Большревкома было необходимым ему для осуществления дальнейших планов по отношению к республике Башкортостан. С осуществлением намеченного плана была напрямую связана отправка на польский фронт из-под Оренбурга башкирской конной бригады, единственной оставшейся от башкирского войска военной единицы. Бригада под руководством Муртазина была отправлена в конце апреля 1920 года, в начале мая прибыла на фронт и там же вступила в бой. В середине мая в бригаду влился полк, собранный из остатков группы башкирского войска бывшего Петроградского фронта. Башкирская конная бригада до 30 ноября вела очень сложный бой с намного сильными по численности и по оружию польскими войсками. Бригада была очень плохо снабжена, не было артиллерии, все оружие состояло из трофейного карабина, медицинского персонала практически не было. Бригаду, прикрепленную к русской военной единице, как и прежде отправляли на самые страшные бои, на укрепленные вражеские позиции гнали перед пешими русскими войсками 24 июля 1920 года два полка бригады, отправленные без разведки, попав в плен возле деревни Суск, наполовину были уничтожены. Из-за такой массовой гибели к концу войны в бригаде осталось очень мало людей, поэтому в декабре 1920 года из его остатков, собрав два малозначительных полка, были назначены в борьбу с бандитами на границах Западной России, Био и Сталину. Но никакой пользы не было. Советское правительство, которое дало некоторую свободу башкирам при переходе на сторону красных, теперь эту свободу уничтожило, и полностью пошло по своему направлению. Это направление подходило направлению Уфимской директории. Политика колонизаторов, несмотря на то, что какого она цвета, белого ли, красного ли, в основном друг от друга ничем не отличалась. Красные отличались от белых лишь своей наисильнейшей жестокостью. Башкирское правительство перед переходом на сторону красных считало удобным вести свое войско, как сам и пожелает. Башревком вести и так не мог. Мзонор-Молтер партия Республики Башкортостан, русско-татарские деятели направили свою работу на захват Башревкома. В этой области они работали вместе с Центральным советским правительством вшись с бандитами, также погибла половина людей. 25 марта 1921 года от бригады осталось всего 4 эскадрона солдат, но и они не возвратились в Башкортостан. Вскоре их распределили в различные военные единицы Красной Армии. Таким образом, уничтожили башкирское войско, которое когда-то было опорой башкирской автономии. Глава 2. 5. Аннулирование соглашения об автономии. Катастрофа террора и голода. В конце апреля 1920 года, в период, когда председатель Большревкома Валидов был призван в Москву, а башкирская конная бригада отправлена на фронт Польши, в Москве начала работу специальная комиссия по делу башкир. Эта комиссия занималась составлением нового положения о башкирской автономии. Узнав суть изменений, которые должны были внести в условия соглашения, Валидов написал письмо членам Большревкома,
Центральное правительство отбирает все экономические богатства Башкортостана и подчиняет себе его политические организации, нам оставляет что-то вроде национально-культурной свободы. 15 мая 1920 года члены Башревкома, выразив резкое несогласие новым изменениям, отправили телеграмму Центру. Но на их несогласие никто не обратил внимания. 19 мая 1920 года Центральный исполнительный комитет РСФСР и Совет народных комиссаров принял указ о государственном строе Башкирской автономной Советской Республики. В указ поставили подпись председатель ВЦК Калинин и председатель Совета народных комиссаров Ленин. Сообщение Валидова о том, что оставляют что-то вроде национально-культурной свободы, подтвердилось, и в пояснение в ответ на резкое несогласие по этому поводу 7 башкирских коммунистов губернский комитет РКП Башкортостана ясно сказал: башкирам дается широкая возможность для культурного развития. Задачи коммунистов – ведение дел для ликвидации необходимости автономии. Задача была поставлена таким образом. В. и Ленин, который до революции яростно боролся против национально-культурной автономии, революции завершившись, после того, как были уничтожены национальные движения, национально-территориальную автономию оставил все равно так же, но даже в этом случае сильно ограничив, отобрал у его руководства школьное дело. Эта автономия касалась только песен-плясок, в какой-то степени литературы. Поэтому партия для того, чтобы показать свою справедливую национальную политику, начала широко использовать эти виды культуры, ничего другого национального показывать не осталось. Таким образом, соглашение об автономном советском Башкортостане между центральной советской властью и башкирским правительством, несмотря на резкое несогласие Башревкома, было ликвидировано со стороны советского правительства. Если царское правительство в течение 300 лет как бы ни старалось, но не смогло уничтожить грамоту 1557 года, то советскому правительству было достаточно года, чтобы выбросить в мусор государственный акт, заверенный его подписью. Члены Башревкома были ошарашены от указа правительства. Но все же они не понимали, что были сильно обмануты, до сих пор не теряли надежду на сохранение настоящей автономии, пытались сопротивляться. В это время шла подготовка к проведению кантонных советских съездов и Всебашкортостанского советского съезда. Башкирские деятели решили на этом съезде усилить позицию, завоевать права силы власти. Подготовку к съездам должна была исполнять Центральная организационная комиссия Башревкома. Конечно, если бы башкирские деятели, которые опирались на солидарность и искреннюю помощь всего башкирского народа, придерживались хотя бы немного демократического принципа, то добились бы желаемого результата. Но представители Центра, которые действовали от имени губернского комитета РКП, не принять в комиссию, которую организовал Башревком 20 мая 1920 года, разогнали их, настрого запретили в Центробит и Башкир в качестве агитаторов по организации съезда, таким образом отстранили башкирских деятелей от подготовки к выборам в советские органы, все дела взяли в свои руки. В циркулярном письме, которое распространили канткомом 27 мая 1920 года, представители Центра поставили задачу перед коммунистами в корне изменить настоящий состав советских органов, дали указание, что во власти Башкортостана должны занять твердое место коммунисты. Они, из-за того, что губернская конференция РКП проводится раньше Всебашкирского съезда Советов, утверждают распорядок дня этого съезда. Назначают кандидатов в Башцик и Совет народных комиссаров БССР, требовали, чтобы при организации кантонных конференций РКП и кантонных советских съездов выполнялся тот же порядок. Они четко сказали, что при собрании съезда надо сильно постараться для того, чтобы пропустить коммунистов в съезд. Канткомы, состоящие из русских шовинистов и жестоких преступников, вооружившись таким четким указанием, используя безжалостное насилие, на кантонных советских съездах достигли многого и издавали указы, необходимые им. Только на некоторых кантонных съездах, например, в Туксуранском, Аргаяшском, Еланском кантонах,
Башкиры, взяв большинство делегатских голосов, достигли возможности защитить Башевком. Общий результат кантонных съездов не оправдал надежды башкирских деятелей и, конечно же, не мог оправдать, когда царствовало такое насилие. После этого никакой надежды не осталось. Работа, начатая с отнятия прав автономии в области экономики и сельского хозяйства Башкортостана, закончилась лишением всей остаточной политической власти Башкирова их республики. От безысходности башкирские деятели были полностью разочарованы. От попытки что-либо сделать не было смысла, когда было напрасным затраченная сила всего башкирского народа, бесчисленные жертвы, пережитые страдания. Башкирские деятели, которые были в глубоком горе, от влияния такого трудного положения пошли на самый последний шаг. 16 июня 1920 года они, оставив рабочее место, разошлись по сторонам. 17 июня они, собрав заседание в деревне Новоусманово-Бурзино Тангаурского кантона, приняли декларацию. В декларации сказано: из-за недоверия Центра башкирским коммунистам и великорусской государственной тенденции, которая мешала развитию национального меньшинства, ответственные башкирские деятели покидают Башкортостан. Цель ухода – вовсе не поднять народные массы против советской власти, а, оставив работу, заявить протест русскому шовинизму. Многие башкиры, работающие в Стерлитамаке, на местах одобрили поступок Башевкома, который оставил работу. Некоторые из них, в том числе члены правительства и руководящие деятели, также оставили работы. Их примеру последовали небольшие башкирские единицы Республики Башкортостан. Эти единицы в вооруженном виде разошлись по домам. Среди башкирского народа усилилось недовольство по отношению к политике центрального правительства. Если бы в политике РКП, который старался выглядеть претворяющим справедливую национальную политику, присутствовав, небольшая справедливость, было обращено внимание на интересы малых национальностей, представители Центра, хоть как-то встретившись с членами Башевкома, которые бросили свои работы, постарались бы объясниться. Может быть, башкирские руководители при заявлении недовольства рассчитывали на это. Но Центральному комитету РКП и его представителям этого не нужно было. Они не нуждались в объяснениях и соглашениях, а были на стороне укрепления своей власти. Для того, чтобы не поднялось восстание, он привели в военную готовность Оренбург, Троицк, Орск, Преображенск и другие оборонные точки, старые крепости, которые восстановили большевики, окружившие Башкортостан со всех сторон, сообщили об опасности военному округу Заволжье, Уральскому внутреннему защитному сектору. Таким образом, предприняв меры, подняли шум против сбежавшего Башевкома. Важные партийные деятели на страницах печати обвиняли башкир в контрреволюции, лили свой шовинистический яд. Они торжествовали победой над врагом, который принес много хлопот и опасений. 23 июня 1920 года Президиум губернского комитета РКП, состоящий из одного единственного члена, представителей в ЦИК ПМ Викмана, и члены двух новых губернских комитетов, которые были избраны там же, с 5 Таймс Нурамантивными партийными работниками, собрав заседание, образовали новый Башевком. В этом новом Башевкоме были одни русские и татары. Председателем нового Башевкома был поставлен татар Ф. Мансырев, Викман стал его заместителем. Вновь, как и в январе 1920 года, единственный представитель Центра разрешил вопрос власти в республике. С разрешения Центра 26 июня 1920 года новый Башевком, который образовал Викман, издал приказ о том, что приступает к руководству, и предупредил, что люди, которые не будут подчиняться приказам Башевкома, сопротивляться, будут привлечены к наказанию по законам военного времени. В то же время новый Башевком распространил телеграмму, приказав парткомам кантонов оказать ему полную и настоящую помощь, провести сильную агитацию в защиту нового Башевкома, при победе членов контрревкома или канткома, поставить вместо них своих людей. Губернский комитет РКП
в обращение всем трудящимся советского Башкортостана, всем башкирским войскам, храбрым башкирским полкам, воевавшим против польских панов, обвинив членов бывшего Большревкома в контрреволюционной работе, национальной шовинистской агитации, показав себя защитником интересов голодных башкирских бедняков, бросил призыв: пусть башкирские бедняки будут спокойны за свою судьбу. Обращение было полно обмана, двуличной лжи. Он не смог обмануть башкир. Новый Большревком башкирский народ встретил с большим сопротивлением. Некоторые кантоны и ревкомы, где большинство членов составляли башкиры, не желали знать новый Большревком. Председатель Усерганского кантона Сабирий Нусаров, заявив о сопротивлении Большревкому, отказался от должности председателя. Через несколько дней его арестовав, расстреляли. Арест, расстрел снова перешли меру во всей республике Башкортостан. Русские, татары, чуваши и другие пришлые народы, найдя новую отговорку для уничтожения башкир, перешли все границы. Вместе с жестокой репрессией широко распространился захват земель башкирских деревень. Новый Большревком приступил к уничтожению результатов работы прежнего Большревкома. Испугавшись слухов о том, что якобы образуется башкирское войско, якобы оно собирается выходить против советской власти, новый Большревком и губернский комитет РКП поднял на ноги весь военный округ Заволжья. В предположительное место сбора из Преображенской оборонной точки было это аннулирование соглашения об автономии направлен большой отряд разведки. Вслед за ним революционный совет военного округа отправил в то же место особое большое конное войско, предназначенное для уничтожения банд Белой гвардии. И в остальных районах республики работали военные отряды. Они арестовывали, расстреливали, пытали башкир, которые были против нового Большревкома. В таких условиях шла поспешная подготовка к Третьей губернской партийной конференции и Всебашкортостанскому советскому съезду. После ухода прежнего Большревкома, по инициативе Центрального комитета РКП, для созыва Всебашкортостанского советского съезда была создана новая комиссия, которая состояла из 3 членов Центра и местных 2 татаров. Комиссия издала манифест о созыве съезда. Манифест с начала до конца был полон бестолковой лжи и клеветы, которая показала, какими являются бессовестными люди, написавшие его. В манифесте сказано: Башкортостан одним из первых призывает к свободе не словом, а делом восточные угнетенные народы и все распространенная по миру колония, вся мировая угнетающая, империалистическая, буржуазия встретит с содроганием сердца, со страхом этот первый съезд автономного маленького народа, а в это время этот автономный маленький народ был страшно преследуем, был уничтожен от голода и от рук красных головорезов. В манифесте сказано, что настоящее, полная автономия и контрреволюционное отступление, обратный возврат к старому миру, где враждовали между собой отделенные, поэтому и слабые, малые национальные государства, такая автономия неизбежно приведет и должна привести к великой царской государственности, то есть к старому деспотическому гнету, а в реальности к великой государственности и деспотическому гнету, кровавому террору и необузданной тирании привел отказ большевиков от своей национальной политики отнятия автономных прав башкир. В июле 1920 года под руководством московских представителей прошла Третья губернская партийная конференция. На конференции губернский комитет РКП был вновь избран. В президиум губернского комитета вошел и Шамигулов. После партийного комитета, 25 июля 1920 года, собрался Всебашкортостанский советский съезд. Съезд полностью состоял из коммунистов. Среди делегатов башкир не было. На съезде по организации республики ни один представитель из коренного населения не участвовал. По словам Шамигулова, вначале большинство делегатов были выбраны из башкир, но некоторых из избранных они взяли под арест как националистов, после этого остальные, испугавшись, сбежали, место сбежавших полностью заняли русские и татары. Для реализации такого зла сбежавший Большревком был лишь отговоркой, в действительности, органы РКП
проделали работу нужную для себя, не поделившись ни с кем, установили жесткую власть. Им нужна была не сама автономия, а ее имя. Поэтому им не показалось удивительным сохранение национальной республики без участия народа. Съезд Советов принял указ о национализации земли, одобрил приказ 19 мая в ЦИК и Совета народных комиссаров об автономном строе государства. Вместо Башревкома высшим органом власти республики был избран Центральный советский исполнительный комитет, Башцик, и был создан Совет народных комиссаров Башкортостана. Башцик и Башсовнарком полностью состоял из коммунистов, эти коммунисты были из различных национальностей, но только не из башкир. Съезд решил провести переизбрание для очищения местных советов от башкир. Председателем Башцик и Башсовнаркома был избран Шемигулов, и он быстро и открыто начал пользоваться насилием. Он начал проводить жесткую репрессию против всего народа, который выразил свое несогласие на захват им власти, как и во времена генерал-губернатора Обручева, начал переводить в принудительном порядке восточных башкир на земледелие, не учел, что у обнищавшего народа, которого в течение нескольких лет грабили, для перехода на земледелие нет ни скотины, ни орудий, ни возможности, он вел в хозяйство, занимающееся скотоводством, зерновую разверстку, отнятие всего зерна, и так далее. Майские, июньские события, которые привели к позору, унижению Башкирской республики, усилению шовинистической работы русских и татарских групп, свирепствование вновь восстановленных оборонительных военных точек, царских крепостей, жестокое самовольничество партизанских отрядов, которые были организованы сами по себе, не подчинялись никому, и советских органов и так далее. Это все пробудило ненависть в башкирском народе. В Малом Башкортостане, особенно на юго-востоке, начался переполох и движение. Всебашкортостанский съезд велел Башк вести сильную борьбу против контрреволюции, наказать людей, прятавших контрреволюционеров. В то же время съезд не рассматривал вопрос прекращения гнета и насилия, измотавших башкир, они считали это зверство необходимым. Для исполнения приказа Всебашкортостанского съезда Башк на место переполоха башкир отправил большой отряд под предводительством В. Поленного. В том же районе еще один большой отряд под предводительством Руденко вел борьбу против дезертирства. Для помощи этим отрядам на местах были созданы так называемые коммунистические отряды из всяких русских колонизаторов. Представитель Башк и губернского комитета РКП, Поленов, прибыв в назначенное место, 1 августа 1920 года издал первый приказ. В приказе он объявил, что территории Бурзины-Тунгаурского кантона находятся в военном положении, всем гражданам, местным организациям и органам власти возложил задачу помочь в уничтожении банды, без отлагательств сообщать о месте положения отдельных шаек и дезертиров, запугал немедленным расстрелом и конфискацией имущества за помощь бандитам в ночлеге и пище. Приказ, подписанный Поленовым, без сомнения, был исполнен высшими органами власти республики, то есть губернским комитетом РКП, Башцик и Башк. Содержание приказа полностью совпадало с требованием, поставленным съездом Советов. Объявив военное положение на территории кантона, Поленов распустил исполнительный комитет, выбранный на съезде, некоторых членов комитета расстрелял, остальные члены разбежались. Военный совет, созданный Поленовым, взял всю власть в свои руки. Поленов превратился в диктатора кантона. По словам Шахудайбердина, председатели исполнительного комитета кантона, отряды Поленова и Руденко и коммунистические отряды, собранные из округ, начали жестоко резать башкир, несмотря на то, что данное положение не дало причины для предвидения жестких мер. Каратели жгли деревни, детей проколов штыком, бросали в огонь, беспомощных башкир убивали за то, что давали пищу и ночлег дезертирам, даже если невольно. Их кровавые свадьбы по жестокости ничем не отличались от дел, проделанных царскими карателями 18 В. Заместитель председателя Башцик Татар Мансырев, побывав на местах карательных операций, полностью одобрил работу Поленного и Руденко.
Уничтожение и грабеж народа продолжался. В таком положении у башкир не осталось мер, кроме, как сплотившись, противостоять карателям. Руководителем объединенной силы башкир стал бывший член Башревкома С. Мурзабулутов. Башкирское движение усилилось, но оно было пассивным, не принимало вид борьбы. Башкирские отряды не наступали, они, заняв горные дороги, не пропускали карателей в башкирские деревни. Власти это движение приняли как восстание против их жестокой и силы, необузданной власти. Противостояние башкир вывело из себя карателей, они открыли настоящую войну. Правительство республики на место военного движения начало собирать регулярные части Красной армии. Предприняв еще более жесткие меры, он решил подавить восставших башкир огнем и войной. Центральный комитет РКП под руководством Ленина, молча, одобрял карательные операции против башкир, но после того как эти операции начали приобретать вид войны, был вынужден немного изменить политику. Он вызвал из Башкирской республики настоящего врага башкир Шамигулова и своему представителю П.Н. Мостовенко велел смягчить отношения с башкирами, предусмотреть меры, чтобы остановить движение путем соглашения. Видя исполнение просьбы Мостовенко издал политический тезис «Национальный вопрос и очередные задачи советского строя в Башкортостане». 8 ноября 1920 года он, выдвинув этот тезис на объединенном заседании Пленума губернского комитета РКП и третьей сессии Башцк, заставил его принять. В тезисе сказано, что, якобы, советская власть искренне защищает право самоопределения каждого народа. Исходя из этого, были оправданы взгляды глазами националистов на национальные и жизненные вопросы, были обвинены некоторые руководящие деятели в том, что они творили беззаконие, посчитав, что они вправе судить, преследовать и наказывать. Итак, Центральный комитет РКП все беззаконие взвалил на плечи некоторых работников ради оправдания себя перед миром. Вместе с этим, в тезисе сделано ударение на том, что представители малых народов для того, чтобы занять ответственное место работы, нужно признать единство экономических интересов между Национальной Республикой и РСФСР, то есть Центральный комитет РКП, вместе с искренней защитой права самоопределения, лишил это права самой главной опоры и принимал на работу служащих, не имеющих национальные претензии, которыми можно было манипулировать как куклами. Распространив принятый тезис широкому кругу, губернский комитет РКП отправил делегацию для переговоров с восставшими башкирами. В делегацию были преднамеренно введены уважаемые башкирские люди. После переговоров с руководством объединенных башкирских отрядов, 26 ноября 1920 года было составлено соглашение. Органы советской власти были вынуждены удовлетворить несколько очень важных требований башкир, вернуть обратно на работу прежних важных башкирских работников, в том числе членов старого Башревкома, возвратить Юмагулова, Валидова. Алкина Мостовенко не согласился покрыть ущерб, нанесенный имуществу карателями, и привлечь к ответственности грабителей, прогнать людей, которые вели работу против Башкирской республики и его народа, и отдать суду ревтрибуналы и так далее. В обращении, распространенном в честь соглашения Башцк и губернский комитет РКП, вынужден был сказать об оказании шовинизма по отношению к башкирскому народу отдельных представителей и больших русских групп, проживающих в Башкортостане, следовавших привычке ранее правящего народа, нежелание соглашаться с автономией Башкирской республики, которую приняли все народы РСФСР. Также Башцк и губернский комитет РКП заявил, что в выделенной башкирской группе Бурзино-Тунгаурского кантона не было никакого контрреволюционного порыва. Составленное соглашение объясняло, что советское правительство в какой-то мере смягчилось перед башкирским народом. Конечно, многие требования, поставленные в соглашение, особенно в области покрытия причиненного вреда, после не были выполнены, и никакое соглашение не могло оживить тысячи башкир,
убитых карателями, но это соглашение вынудило советских правителей смотреть с уважением на башкир, проводить бдительную политику в республике Башкортостан. Соглашение, смягчившее в какой-то мере напряженность, не смогло отрегулировать общее положение в республике. Захватившая власть русско-татарская группа полностью уничтожила управленческую деятельность прежнего Большревкома, которую он отрегулировали с большим трудом. Везде царил хаос и беспорядок. В то время председатель исполнительного комитета Бузино-Тунгаурского кантона Худайбердин сказал: в самую первую очередь в Башкортостане надо создать авторитетную власть для республики, которая сможет руководить, изгнать всех, кто не может понять душу башкирского народа и его жизненные условия, не давать места в Башкортостане всяким проходимцам. Губернский комитет РКП под руководством Мостовенко, стараясь выйти из трудного положения, был вынужден предпринять меры против беспорядка, найти пути прекращения вражды между народами, обратить внимание на то, что правительство республики потеряло весь свой авторитет перед народом, особенно перед башкирами, из-за того, что в его составе не было ни одного башкирского представителя. Губернский комитет РКП принял право участия башкир в руководстве Совета и партия. Конференция издала указ, позволяющий отведать башкирскому народу от материальной прибыли революции. Для пробы исполнительный комитет РКП ввел в свой состав 3 башкир. Башкиры, введенные в состав губернского комитета РКП, были назначены на ответственные работы от лица исполнения приказа этой конференции и съезда РКП, о повышении под должности людей, знающих жизнь и психологию местных народов. Один из них, Ахмадулла Биишев, был назначен председателем Совета народных комиссаров Башкортостана. Воспользовавшись высокой должностью, Биишев тут же поставил важные вопросы жизни башкир перед Народным комиссариатом по делам национальностей РСФСР. Среди них особое место было дано новому пересмотру декретов ЦИК и Совета народных комиссаров РСФСР по государственном строю Башкирской автономной Советской Республики от 19 мая 1920 года. Повторное поднятие этого вопроса показало, что башкиры, несмотря на оказанное давление, потеряв бесчисленное количество жертв, не согласны с потерей завоеванной автономии. Коллегия Наркомнадс приняла указ о подготовке нового проекта декрета. В начале июля 1921 года подготовленный проект был поставлен на усмотрение Второй Всебашкортостанского Советского съезда. В проекте новый пересмотр декрета был основан на том, что он не отвечает экономическим и политическим условиям страны. Башкортостана четко не обозначил компетенции башкирской государственной власти и препятствует советскому строю, оказав плохое влияние на внутреннюю жизнь страны. Проект декрета, предложенный Биишевым, о расширении экономических и политических прав республики во многом повторял требования, поставленные первым Большревкомом. Съезд Советов Республики Башкортостан велел поставить вопрос утверждения проекта, предложенного Башцик, перед Центром. Но постановление вопроса не дало результатов. Центр под руководством Ленина даже и не думал расширить экономические и политические права республики, обозначить компетенции башкирской государственной власти, а наоборот, стоял на том, чтобы отобрать все его компетенции. Согласно докладу Биишева, коллегия Наркомнадс также рассматривала вопрос помощи народу, потерпевшему бедствие во время гражданской войны в лесных и горных районах Республики Башкортостан. Как сказано выше, в октябре 1919 года был издан приказ Советом народных комиссаров РСФСР о такой помощи, но башкиры не смогли получить эту помощь, вместо оказания помощи их продолжали грабить. Несмотря на это, в январе 1921 года Ленин, с видом исполненного долга, подписал указ о прекращении помощи, а башкиры в это время были в еще худшем положении по сравнению с 1919 годом. Поэтому коллегия Наркомнадс решила вновь обратиться к ВЦИК с просьбой о помощи. Но ВЦИК не выполнил этой просьбы, и башкиры в зиму 1921 года вошли голодными.
Весной и летом 1921 года среди пришлых народов, в основном русских, до сих пор свирепствовало партизанство. Меры, предпринятые губернским комитетом РКП, не дали результатов. Отряды партийных ячеек, коммунаров, отдельных людей под предлогом борьбы с бандитизмом, как и прежде, грабили, жестоко преследовали, расстреливали, убивали башкирский народ. Башкиры, напуганные от их зверства, даже рассказав об увиденном насилии, боялись просить помощи. Вражда между башкирами, русскими и другими народами из-за бедности коренного населения, богатства пришлых и противостояние башкир власти узурпаторов, усилившись, привела к разделению партийных комитетов на фракции. Организация для защиты от преследования врагов вооруженных отрядов башкир, которые уже не могли все это выносить. Из вооруженного сопротивления башкир против колонизаторского гнета образовалось новое национальное движение. Движением руководил Г. Алмантаев. Восставшие требовали возврата прежних башкир республиканскому правительству. Губернский комитет РКП оказался неспособным разрешить новый политический кризис. Поэтому 27 июня 1921 года Президиум губернского комитета РКП был вновь переизбран. Политическим, первым, секретарем был поставлен Ахмадулла Бишев. Эта работа была в какой-то мере исполнением требований восставших. Новый состав губернского комитета РКП для препятствия кровопролитию, отделив руководителей восставших, составил соглашение об оправдании простых участников. Новый состав губернского комитета РКП на том же пленуме 27 июня, подвергнув критике положения в республике, решил начать быструю работу среди башкир, привлечь башкирских работников к советскому и сельскохозяйственному строю, принять башкирский язык, наряду с русским, как государственный, издать декрет о прекращении использования башкирских земель для колонизации и многое другое. Губернский комитет этот же указ заставил принять на Второй Всебашкортостанском советском съезде, который прошел с 1 до 4 июля 1921 года. Немногочисленные башкирские деятели, поставленные на партийную и советскую работу, работали не щадя себя для интересов башкирского народа и башкирской автономии. Однако их активность Центральный комитет РКП не смог долго терпеть. В конце 1921 года Бишев был снят со всех важных работ, его самые важные начатые работы остались лишь на проекте. После этого и Шагит Худайбердин был обречен на такую судьбу. В это время развернулась политическая кампания против Ахметзаки Валидова и Валидовщины. Эта кампания развернулась после того, как пойманный в Москве Валидов сбежал и присоединился к басмаческому движению в Средней Азии. Центральный комитет РКП объявил жестокую борьбу против группы националистов-валидовцев, которые, якобы, работали в Башкортостане. Он, обвинив Валидова, что он контрреволюционер, враг советской власти, требовал отделиться от Валидова и валидовцев. Центральный комитет РКП в отправленной 4 января 1922 года Исполнительному комитету Башкортостана директиве писал: «Близкая или дальняя поддержка связи с Валидовым и его агентами должно считаться изменой советской власти». Борьба с валидовщиной была удобным предлогом для обвинения башкирских деятелей в валидовщине, контрреволюционном национализме, для еще более сильного преследования башкир в колонизаторских интересах. Шовинисты под знаменем борьбы против валидовщины старались вновь очистить государственные органы Башкирской республики от башкир, уничтожить национальную автономию. Несмотря на это, печать валидовщины еще многие года служила основным оружием в работе преследования башкир. Башкирские деятели, которые были повышены во власти весной 1921 года, поставили вопрос перед центральным правительством об оказании беспрекословной помощи голодному башкирскому народу. Но Центр не спешил. В то время настал самый страшный голодный год после революционного трагического периода. Башкиры умирали от голода и от голодного тифа с 1919 года.
Летом 1921 года его положение было таким же трудным. Комиссия, которую организовал губернский комитет РКП и Башцик, проверив тем летом Усергенский кантон, писала, что нищие умирают как мухи от голода и несытости пищи, различных суррогатов. Непрекращающийся в течение 4 лет грабеж и преследование оставило башкир без скота и продовольствия. Поэтому страшная засуха 1921 года принесла много бед башкирам. Башкиры без продовольствия остались голодными. Разбогатевшие грабежем башки русские, татары и другие пришлые народы не оказались в таком положении, у них был и скот, и зерно. Помощь Башкирпомгал, организованной для спасения голодающего народа, казалась каплей в большом океане. На Башкирской конференции РКП было сказано о трудном положении, о малочисленном приходе продовольствия центра, плохом движении вагонов, в которых было продовольствие, их долгая стоянка на различных базах и станциях, долгий приход в Башреспублику. Даже при справедливом делении этой скапли помощи, которая доходила с такой скоростью, не смогла бы спасти башкир от смерти. Русские и татары, как и в прежнем Башкирпомощь, завладев всем отделом Башкирпомгал, пользовались большей частью продовольствия. В приютах, организованных для спасения от голода, башкирские дети умирали, оставшихся в живых было очень мало. Один из оставшихся в живых, Галиага Ишбулатов, в своих воспоминаниях писал о том, как вначале был в приюте своего кантона, а затем в Уфимском, о том, как татары, работающие в приюте, были инспекторами, гуляли, организовав богатый стол, а дети, в то время ели, собрав из туалета кожуру картофеля, весной каждую проращенную травинку во дворе, и о многочисленных смертях. Весной голод не прекратился. В одном сообщении от 27 июня 1922 года сказано: «Положение деревень горной местности страшное. Нет числа голодающим. Умирают целыми домами, деревнями. Ходят не люди, а их тени». Благодаря заботе администрации помощи Америки, АРА, в начале лета 1922 года положение улучшилось. Башкиры не забывают эту помощь, они хранят в своих сердцах вечную благодарность американскому народу. Глава 2. 6. Ликвидация овчинного права. Расширение границ Баср. В эти годы башкирский народ пережил самый трагический период в своей истории. Последствия этой трагедии были несравнимы даже со страшными событиями периода XVIII века, когда подавляли башкирские восстания. В 1917 году численность башкир была не меньше 1 400 000, а по переписи 1920 года от этого числа осталось только 1 186 000. Значит, только с 1917 до 1920 года численность населения уменьшилась больше чем на 200 000 от бандитских убийств, от смерти на войнах, от голода и тифа. Во время голода с 1921 до 1922 года по уменьшенной официальной информации умерло 40% численности 1920 года, а на самом деле 45–50%. На осень 1920 года в живых осталось чуть больше 600 000 башкир. С 1917 до 1922 года было убито 800 000 или 57% башкир. Если учесть, что в этот период был небольшой естественный прирост, то этот процент выходит немного высоким. В это трудно вериться, но это правда. Старшее поколение, пережившее эти страшные года, рассказывает, что в этот период умерло больше половины башкир. Они сильно поражаются не тому, что от таких бед умерла половина башкир, а тому, что они остались живы. В наше время проклинают гитлерских фашистов, убивших одного из 4 людей в Белоруссии, но не вспоминают о том, что только за последние 5 лет после революции были убиты не 1 из 2 башкир, а намного больше. Эта бойня в прямом смысле этого слова была геноцидом и в реальности было самым большим, что дала Октябрьская революция и советская власть башкирскому народу.
Башкир освобождали от колониального, национального, социального гнета путем всеобщего уничтожения. Вторая катастрофа, которую принесла советская власть, состояла из всеобщей ликвидации оставшихся земель башкир. Башкиры более 3 веков защищали свои земли от жестоких колонизаторов во время кровавых боев, сумели сохранить право вотчины на маленькой территории древних земель, дав бесчисленное количество жертв. Эта земля была не только их местом для хозяйства, источником жизни, но и символом национального существования, частью надсоглашения, смягчившее в какой-то мере напряженность, не смогло отрегулировать общее положение в республике. Захватившая власть русско-татарская группа полностью уничтожила управленческую деятельность прежнего Большевкома, которую он отрегулировали с большим трудом, везде царил хаос и беспорядок. В то время председатель исполнительного комитета Бузино-Тунгаурского кантона Худайбердин сказал: в самую первую очередь в Башкортостане надо создать авторитетную власть для республики, которая сможет руководить, изгнать всех, кто не может понять душу башкирского народа и его жизненные условия, не давать места в Башкортостане всяким проходимцам и анальной территории. Право вотчины, обозначив национально-социальную особенность башкир, дало им какое-либо общественное положение, земельную национальную автономию с юридической стороны, было основой для сохранения национального единства и национального чувства. Башкиры никогда не могли смириться с потерей своей земли, своей территории, они всегда горели желанием вернуть своей земле и территорию. И русскую революцию они встретили с этой надеждой и желанием. Но революция не оправдала их надежд, не принесла справедливости, а, наоборот, открыла новую волну для сильного потока нового переселения, начался новый грабеж оставшихся башкирских земель. После того, как была создана автономная Башкирская республика, Башревком для того, чтобы немножко уменьшить результат колониального грабежа, попытался выгнать хотя бы народ, переселившийся после 1914 года, но их желания были против колонизаторы и большевистские власти. Для того, чтобы не отдавать захваченные земли, колонизаторы еще более усилили кровавый террор против башкир. С предлогом политика Башревкома разозлила русских крестьян, набросились и соседние губернские власти. Таким образом, началась колонизация хуже, чем в царские времена. Эта колонизация была основана революционными требованиями. Якобы, революционные требования исходили из цели уравнения башкир, имеющих много земель, с безземельными русскими крестьянами. А в реальности, башкиры уже давно не были хозяевами больших земель, русские и другие пришлые народы в Башкортостане занимали намного больше земель по сравнению с коренным народом, когда пришлому народу на душу приходилось 6,1 десятина, башкирам на душу приходилось 2,98 десятин. Кроме этого, большинство пришлого народа имело земли в соседних губерниях. Поэтому требование уравнения земли было одним из видов колонизаторской политики, которая проводилась издавна, для обезземеливания, разорения башкир. В условиях их революционного беззакония новые колонизаторы, получившие полную власть, отбирали земли башкирских деревень, как разбойники, запугивали оружием сопротивлявшихся башкир или убивали. С этой стороны особенно жестокими были красные коммунары, артели, товарищества и богатые русские крестьяне. Если даже отдельная община и крестьяне не захватывали орудием, то покупали земли башкир, дошедших до состояния смерти от голода, за бесценок или брали в длительную аренду. Захват и зверские покупки дошли большой численности. В таких условиях колониального грабежа Всебашкортостанский советский съезд, который прошел с 25 до 28 июля 1920 года, вместо того, чтобы установить справедливость, возвратив земли, захваченные колонизаторами, настоящим хозяевам, национализировал земли от имени советской власти, в одно мгновение лишил башкир права обладания всеми землями. С национализацией земли руки колонизаторов были развязаны, их разбойничество узаконено. Башкирский народ не мог смириться с этим положением. Летом 1921 года башкиры,
которых повысили в республиканскую власть, победив все преграды, решили спасти от грабежа земель, которые были в пользовании башкир. Пленум от 27 июня 1921 года решил издать декрет о том, чтобы прекратить использование башкирских земель в целях колонизации, произвести конфискацию всего имущества людей, самовольно захвативших земли. После того как Бишева убрали с руководящего поста, в конце 1921 года исполняющий обязанности секретаря губернского комитета РКП, а затем председатель Башцк, Шагит Худайбердин взял на себя ответственность по реализации решения пленума. Он добился от Центрального комитета РКП, издания директивы о прекращении самовольного захвата башкирских земель, различного рода переселений, разорения башкир. Директивы Центрального комитета РКП были одобрены на Всебашкортстанской конференции РКП, которая прошла 19 января 1922 года. На основе этих документов и приказов ЮМЮЛНИПК с центральных органов РСФСР Башцк и Совет народных комиссаров Башкортостана с 2 до 4 марта 1922 года издал приказы под номерами 5, 6, 7. Приказ под номером 5 требовал прекратить самовольный захват башкирских земель, произвести конфискацию на имущество, прогнав с этой земли захватчиков, земли, захваченные в период революции, с 1 марта 1917 года, вернуть прежним хозяевам. Приказ под номером 6, отметив, что из-за самовольного переселения в Башкирскую республику население многих деревень превысило в 2-3, даже в 5-10 раз, требовал считать временно проживающими переселившихся от 1914 года до 19 февраля 1918 года, лишить пользованием трудовых земель переселившихся от 1918 года до 19 февраля 1920 года, произвести конфискацию на имущество, прогнав переселившихся в течение 1920 года. В приказе под номером 7 оговорен порядок временной аренды земель внутри надела. Считаясь с нищетой и бессилием хозяйств башкирских крестьян, Башцк разрешил брать в аренду земли, но только с разрешения граждан Башкирской республики, всей общины и, если не будут пользоваться сложным положением голодающих башкир и другие. Эти приказы были направлены на защиту интересов разорившихся башкир и разрешили проблему существования или смерти башкирского народа. Но Центральному правительству Совета, которое старалось в целях великой государственности набить Башкортостан русскими элементами, не понравились эти приказы. ВЦИК, ставший полноправным хозяином башкирских земель после ее национализации, в тот же час отменил приказы Башцк и Совета народных комиссаров Башкортостана, вместо них издал приказ от 20 июля 1922 года. Этот приказ, как и директива от 4 января, если даже строго запрещал самовольный захват башкирских земель, уравнял права по использованию земель переселившихся до 19 февраля 1918 года с правами коренного населения, обратил возврат земель с переселившихся после этого числа в сложную бюрократию и судебные хлопоты ИТ. ВЦИК знал, что в существующих сложных условиях такие хлопоты приведут ни к чему, как кроме закреплению захваченных земель в руках захватчиков. Приказ ВЦИКа стал законом, а Шах Худайбердин, который пытался бороться против колонизации, снят с должности. Даже представитель Центра Ева Пистун, который, одновременно поставив подпись на вышеуказанные приказы Башцк и Совета народных комиссаров Башкортостана, защищал их правоту, был вызван из Республики Башкортостан. После этого события башкирским деятелям больше никогда не была дана свобода в самостоятельном разрешении экономического положения Башкирской республики. Решение ВЦИК от 20 июля 1922 года было закреплено Земельным кодексом БАСР, этот кодекс почти совпадал с Земельным кодексом РСФСР. Башкирский народ был лишен возможности возвращения своих захваченных земель. Стремление изгнать колонизаторов, пришедших даже сравнительно недавно,
оценивалась как валидовщина и жестоко преследовалась. Проблема независимости в первую очередь касалась проблемы имущества, проблемы экономической независимости. Поэтому, как бы ни казалось все странным, башкирский народ во времена царя имел вотчинное право на какую-либо часть своих земель, был более независимым, чем после революции. Народ мог быть хозяином своей земли, в какой-то степени мог по-своему построить свою жизнь. Национализация земли полностью лишила этой возможности. Она осталась под судами партии, которая не имела ограничений. Башкиры и их руководящие деятели с тех времен как начали бороться за автономию тесно связывали земельный вопрос с территорией Башкирской республики, которая будет построена. Как было сказано выше, 15 ноября 1917 года, когда Шура Башкортостана объявила башкирскую автономию, в территорию Башкортостана оно внесло Оренбургскую, Уфимскую, Самарскую и Пермские губернии, вместе с этим поставило цель возврата в те территории, которую ранее занимало башкирское государство. Но во время гражданской войны, из-за оказания сопротивления русских революционных и контрреволюционных сил, а также русских, татарских и других пришлых народов, башкирское правительство не смогло установить свою власть на всей территории, было вынуждено принять временные правила о распространении власти автономии Башкортостана на территории Малого Башкортостана. В территорию Малого Башкортостана вошли части, где составило большинство башкир, Оренбургской, Бузавлыкской, Орской, Верхнеуральской, Троицкой, Шадринской, Челябинских губерний. При составлении соглашений у башкирского правительства была возможность претендовать только на эту территорию. Несмотря на это, Башревком проблему расширения территории Башкирской республики считал одной из главных проблем и предпринимал меры в этом направлении. На предпринятые меры и Башревком, и Уфимские, Оренбургские губернские власти выступали против с угрозами. Центральное советское правительство защищало эти власти. Губернские власти не хотели отдавать земли, которые были в их руках. Не найдя в себе силы победить их сильные нападки, Башревком, обратившись к башкирам, которые остались в стороне, предложил им присоединиться к Башкирской республике. Народ с большим удовольствием отозвался на это предложение, с различных волостей и деревень начали поступать заявления. Руководители соседних губерний посчитали этот поступок Башревкома контрреволюционной работой. Они готовы были связать все, что не отвечало их интересам, с контрреволюцией. Уфимский губернский исполнительный комитет в своей телеграмме от 14 января 1920 года отметил, что тактика Башревкома и его комиссаров и дальше принимает вид грабежа и неуместности. Он обвинял в грабеже не русских, которые чинили свою власть, захватив земли, а башкир. А в то же время, когда Мензелинский уезд, который издавна был башкирской землей, не посчитавшись мнением народа, отделив от Уфимской губернии, отдали татарской АСР, уфимские власти не выражали несогласия. Даже после ухода первого Башревкома, вопрос о расширении территории Башкирской республики не был забыт. Башцик при помощи инициативы повышенных в должности новых башкирских деятелей обратился с обращением в ЦК о расширении территории республики до пределов Большого Башкортостана. В отправленной телеграмме от 17 марта 1921 года сказано: «Образование Большого Башкортостана из-под корня изменит все административные и экономические условия Башреспублики, более миллиона башкир, которые были отделены от республики, присоединятся к нему, он вберет в себя Уфу, которая является крупным культурным и административным центром, большую железнодорожную и водяную базу, всю территорию с экономической и промышленной стороны, на западе – земледелие, на востоке – промышленность. Благодаря этому, развив дела Башреспублики по необходимому плану, вскоре будет возможность покончить с экономическим кризисом». 10 мая 1921 года совместное заседание Президиума Башцик и Губернского комитета РКП по докладу председателя Совета народных комиссаров Башкортостана приняло решение о присоединении к Малому Башкортостану город Златоуст и район Златоустовского завода,
Магнитогорск, город Оренбург, город Уфа и всю Уфимскую губернию, башкирские волости Мензелинского уезда, которые были отданы Татарской республике. Но это решение не могло иметь законной силы без утверждения Центрального советского правительства. После этого башкиры, которые были на руководящих должностях, несколько раз поднимали этот вопрос на заседаниях республиканских органов и добились поднятия вопроса на уровне Центрального комитета РКП. Несмотря на это, Центральный комитет РСФСР не спешил решать проблему. Лишь убив 57% башкир, подавив политическую активность народа, он решил, что есть возможность расширить территорию Башкирской республики. Основная цель этого шага заключалась не в уважении желаний башкир, а в своей выгоде, так как с расширением территории Башкирская республика должна была превратиться не только в целую административно-территориальную единицу, а и в крупный экономический район, который занимал особое место в хозяйственной системе всего государства. Исходя из этого, 14 июня 1922 года в ЦИК издал декрет о расширении границ БАСР. Согласно декрету, Уфимская губерния, прекратив существовать, были введены в состав Башкортостана Уфимская, Бураевская, Белебеевская и Златутовские губернии, которые были в ее составе. Также Башкортостану были даны город Мяс и 3 волости Мясарского уезда, Магнитогорский район, Айланский кантон, Внast-Башкирский район и Курганской области, был отдан Челябинской губернии. О город Оренбург и Мензелинском уезде в декрете ничего не было сказано, они остались за границей Башкортостана. Таким образом, был образован Большой Башкортостан, его центром должна была быть Уфа. В тот же час против этого декрета вышли промышленные организации, которые привыкли считать весь Урал своей колониальной территорией. По их требованиям, ЦИК после 2 месяцев изменил свой декрет и 17 августа принял новый декрет, передав не только заводские районы Златоуст-Мяса, но и заводские волости бывшей Уфимской губернии и даже Таман-Катайский кантон и город Белорет Малой Башкирия Челябинской губернии. Изменение первого декрета пробудило в башкирах недовольство. 23 августа президиум Башцик под руководством Шахудайбердина решил выразить резкое недовольство изменением границ Большой Башкирии, которое было отмечено декретом от 14 июня. Но несмотря на многочисленное недовольство, ходатайство, просьбу центральное правительство обратно не вернуло ранее отмеченные границы, не отдал Еланский кантон обратно Большому Башкортостану. Башкиры смогли сохранить только Таман-Катайский кантон, но даже там Белорецкий завод подчинили управлению уральской промышленности. Таким образом, границы Башкортостана были отмечены из сельскохозяйственных интересов России, желаниями башкир не считались. Таким образом, грубо было нарушено требование программы, принятой на Всероссийской апрельской конференции РСДРП и которая гласила, что определять границы губерний, которые имели свои управления и автономию, на основе расчетов сельскохозяйственных, жизненных условий и национального состава народа, как желает местный народ. Определение границ Башкирской республики этим не закончилось. До середины 30-х годов эти границы были по-разному исправлены и поводом округления были отобраны большие районы республики, в которых проживал Бокис Интертаймс Нурманскич народ. В конце концов, эти границы приняли вид, который состоял из 1/5 части древних башкирских земель. Современные границы республики Башкортостан составляют телефон 14 36 00 ФК. Глава 2. Национально-культурные возможности, данные вместо национально-территориальной автономии. Результаты культурной революции. После того как была присоединена Уфимская губерния, в Башкирской республике создаются новые, объединенные органы власти. В эти органы вошло ограниченное количество башкир, из 9 членов Президиума губернского комитета РКП, поставлен только 1, из 11 членов Президиума Башцик только 4, из 11 народных комиссаров только 3, в это число вошли председатели Башцик и Кавджито народных комиссаров Башкортостана. Места председателей были даны башкирам формально,
На самом деле они значения не имели, так как, во-первых, большинство в аппарате составляли русские и татары, во-вторых, по мере того, как усиливалась диктатура центра, они все равно не могли выполнять свою работу. Жесткая резолюция Апрельской конференции, которая призывала дать широкую областную автономию, прекратить наблюдение сверху, после революции была отброшена назад и забыта. Теперь большевики начали утверждать, что широкая автономия – это контрреволюционное отступление, она приводит народы к взаимной вражде. В резолюции их съезда, который прошел в марте 1921 года, они старались убедить, что лишь единство военного и сельскохозяйственного дела может обеспечить хозяйственное развитие, как отдельных республик, так и всей федерации. Большевики, вместо отобранных у республик самостоятельных экономических и политических прав, пробудив ложные надежды о национальной свободе, предложили помощь для отвода глаз. На съезде была поставлена задача помочь народам, не входящим в великую русскую нацию, а развивать и укреплять советскую государственность в соответствии с собственными условиями национальной жизни, создав из своих представителей, знающих жизнь и психологию местного народа, суд, администрацию, органы хозяйства и власти, которые будут работать на родном языке, развивать их и укреплять, создав на родном языке печать, школу, театр, клуб, и в общем, культурно-просветительские организации, развивать их, развить широкую сеть, открыв на родном языке общеобразовательные и профессионально-технические курсы для подготовки в скором времени из местного населения квалификационных рабочих, советских и партийных работников, которые смогут работать во всех сферах управления, и в первую очередь, работников образования. В созданных в Башкортостане неблагоприятных условиях, никакой реальной основы для реализации задачи, поставленной съездом, не осталось. Но башкиры, обманутые внешним эффектом, посчитав предложенные меры огромной свободой, посчитали возможными их выполнить. Для его выполнения они решили начать работу с введения башкирского языка в письменную и трудовую практику. До начала 20 века башкирский язык использовался в разговорной речи и при сборе народного творчества. В письме башкиры не меньше чем с XII века использовали язык тюрки. Этот язык тюрки после с 1905 до 1907 года стал схожим с татарским языком, что стало задевать национальное достоинство башкир, и среди башкирской интеллигенции пробудилось желание перевода письменности на башкирский язык. Но башкирам победить татарское противодействие, превосходившее в мире культуры и литературы, изменить традиции письменности, которые идут испокон веков, было очень сложно. Влияние революции помогло победить эти сложности. Опираясь на постановление их съезда РКПБ, Пленум губернского комитета РКПБ, Башкирской республики 27 июня 1921 года по инициативе Ахмадуллы Бишева, который был избран политическим, первым, секретарем, издал приказ провозгласить башкирский язык государственным языком наряду с русским и в обязательном порядке обучить советских работников башкирскому языку. История смело, привлечь башкирских товарищей и широкие беспартийные массы к советскому и хозяйственному строительству. Такое же постановление было принято после пленума на Второй Всебашкирском съезде Советов. В целях исполнения решения съезда Советов 6 июля 1921 года Башцех и Совет народных комиссаров Башкортостана приняли постановление о реализации башкирского языка. Но, начатая в этом направлении работа из-за кризисного положения в республике и страшного голода была на длительное время приостановлена. Эта работа вновь возобновилась только осенью следующего года. Чтобы продолжить, башкиры должны были начать реализовывать принятые постановления. Но их осуществление не было таким легким, для реализации башкирского языка требовалось проделать сложнейшую работу. Самым главным было приспособить существующий алфавит и орфографию к башкирскому языку,
подготовить учебники и различные учебные пособия на башкирском языке, обучать детей, издавать газеты и книги, вести дела и решить многие другие вопросы. Для выполнения всей этой работы, правительство Башкирской республики в начале сентября 1922 года, организовав при комиссариате просвещения научный центр, создало отдельную комиссию по каждой отрасли. Меры, предусмотренные правительством, были одобрены на 6-й Всебаширской областной конференции, которая прошла в духе их съезда. До начала 20-х к реализации башкирского языка ставили на первое место вопрос распространения функции башкирского языка в деловой практике, так как эта область занимает одно из главных мест для языка, особенно для государственного языка. Разрешение этой ситуации в условиях Башкортостана было очень сложным также из-за того, что такую проблему государственного масштаба можно было разрешить, лишь издав государственный закон. Поэтому Совет народных комиссаров Башкортостана, взяв дело в свои руки, 21 сентября 1922 года издал специальные инструкции. Инструкции предписывали всем советским учреждениям, кроме некоторых народных комиссариатов и подчиненных им организаций, безусловно вести башкирский язык в работу и в обязательном порядке вести работу и на русском, и на башкирском языках. Эти инструкции, которые полностью соответствовали решению их съезда РКПБ, тут же показали нереальность постановления съезда, было невозможным вести официальные дела на двух языках в одной организации, в одной республике, где правил русский народ. Когда Башревком был настоящим башкирским правительством, он мог вести работы на башкирском языке в своих местных и центральных официальных организациях. В то время представители в ЦИК, которые состояли в президиуме Башревкома, сожалели о своем незнании башкирского языка. Теперь же положение резко изменилось, поэтому инструкции правительства были встречены огромным недовольством русских, которые составляли большинство во всем управлении. Это недовольство переросло в постановление Президиума губернского комитета РКПБ 17 ноября 1922 года. Заседание Президиума, несмотря на резкое несогласие председателя Башцик Ушаева и председателя Башсовнаркома Халикова, отменила инструкция, разрешила вести работы на башкирском языке только в волостях, где башкиры составляли большинство, и решила призвать к порядку ответственных работников комиссариатов, которые начали слишком поспешно выполнять инструкции. В это время в другой области, которая напрямую не касалась ведения дел, осложнения не наблюдалось. 26 сентября 1922 года научно-методическая комиссия научного центра провела первое заседание и решила пересмотреть все школьные учебники с точки зрения новых требований, предусмотреть меры по изданию новых учебных пособий. Хорошо работала и комиссия по подготовке реформы алфавита и орфографии. Разработка проекта башкирского алфавита, основанного на арабском алфавите, и орфографии башкирского литературно-письменного языка закончилась к концу 1922 года. Эти проекты, после того как были несколько раз проверены, исправлены, в январе 1924 года были утверждены на совещании ответственных работников Башкирской республики. Во время работы над алфавитом и орфографией, шли горячие споры о диалектологической основе башкирского литературного языка. Из-за того, что этот вопрос был новым для башкир, он принес небольшие трудности. Но благодаря тому, что у башкирского народа был очень развитый разговорный язык и с литературной стороны хорошо обработанный фольклорный язык, к концу 1923 года основные вопросы были решены. Наряду с тем, что в основу башкирского литературно-письменного языка были положены разговорный и фольклорно-эпический язык, башкиры не могли оставить в стороне письменный язык тюрки, который в течение нескольких веков служил письменным языком, у которого были усовершенствованы лексические, грамматические, стилистические нормы. Не было бы возможным за столь короткий срок создать письменный язык, отвечающий всем требованиям, если бы не было многовековой языковой практики языка тюрки, синтаксических и стилистических средств, которые отображали его мысль,
терминологии, сделанной на нужном уровне, с реализацией башкирского письменного языка башкирская культура, и в первую очередь литература, избавились от натиска татарской культуры. Но это событие не спасло башкир от враждебности татар. Все татары, от мала до велика, видели в башкирах врагов за их замечательную историю, за язык, национальную самобытность и национальную гордость, в общем, за то, что есть на этом свете, и эта ненависть превратилась в бесконечную месть. Эта вражда началась со времен, когда башкиры, не покорившись, вели многовековую борьбу против татарского правления. С тех пор татары, до сих пор считая башкир ниже себя, все еще пытались их подчинить себе, поглотить. В своих стараниях, исходя из исторических условий, татары применяли различные меры. До Октябрьской революции они хотели достичь своей цели, напрямую участвуя в подавлении башкирских восстаний, в колонизации Башкортостана. После революции татары, создав Урало-Волжский штат, Татаро-Башкирскую республику, думали поглотить башкир в рамках единого государственного образования. Но, не реализовав этот замысел, татары начали пропагандировать себя как коренной народ Башкортостана и пытались, навязав народу такие понятия как татаро-башкиры, татаро-башкирский язык, размыть различия между татарами и башкирами, проникнув во все области башкирской жизни, татаризовать всевозможное. Поэтому секретарь губернского комитета РКПБ, В.А. Васканов на заседании ответственных работников, прошедшем 12 декабря 1923 года, сказал: «На этом заседании надо прекратить разговор о татаро-башкирах. У нас есть и башкиры, и татары. Прошу помнить об этом, товарищи. Не то, куда ни пойди, везде татаро-башкиры». Но на этом разговор о татаро-башкирах не прекратился. Представляясь от имени коренного населения республики, выступая представителями татаро-башкирской нации, татары повернули в свою пользу партийную политику, направленную на подготовку кадров из местного народа, то есть на коренизацию. Они начали полностью занимать места, предназначенные для башкир, в учебных учреждениях, аппаратах управления, административных органах, на заводах, фабриках. Башкиры, у которых самая образованная, самая активная часть народа была истреблена красным террором, уничтожена по обвинению в валидовщине, и по численности, и по силе не были в состоянии соревноваться с татарами. Наряду с тем, как они напрямую занимали все позиции, татары вытесняли башкиры из-под-тишка, они, когда надо, записывали башкирами и занимали от их имени аппараты управления учебные заведения. Правительственные органы, возглавляемые русскими, давали дорогу этому делу и, по существу, за счет татар проводили коренизацию. 9-й Башкирская партийная конференция, которая прошла в начале 1925 года, в своей резолюции описала: из-за различного уровня сельскохозяйственного и культурно-политического развития башкир и татар, которые составляют местные тюркские народы, очень часто мероприятия национальной политики реализуются неравномерно. В целях ускорения культурно-политического развития коренного башкирского народа, необходимо все мероприятия партии и для татарского, и башкирского народа проводить поровну. Таким образом, конференции, объяснив несправедливость неразвитостью башкир, не потребовала прекратить агрессивную работу татар, а лишь ставила задачу уравнения. Но и это осталось пустым звуком. В действительности, под общим показателем татаро-башкиры скрывался тот факт, что башкир и на работу, и на учебу принимали очень мало. Даже, когда давали информацию поддельно по башкирам, действительное положение не раскрывалось. Такая же несправедливость царила и в школе. В июле 1923 года пленум губернского ГДИВа МДЖТА РКП, отметив ужасное положение местных башкирских школ, взял во внимание необходимость подготовки башкирских учителей и создания учебников на башкирском языке. Такие же постановления были приняты и в дальнейшем. В результате работы в этом направлении с 1924 до 1925 года были изданы альфбы на башкирском языке и 13 учебников по разным предметам.
Но татарские учителя все предметы в башкирских школах вели на татарском языке, назвав его общим национальным языком. С 1927 до 1928 года учебные года эти школы составляли практически половину башкирских начальных школ, в начале 30-х их количество не уменьшилось. Татары, в том числе и ответственные работники, распространяли мнение, что башкирский язык не имеет будущего, изо всех сил препятствовали делу его дальнейшей реализации. Башкирский народ, из-за недостатка кадров и особенно учителей, не находил сил препятствовать натиску татар. В снабжении учителями и привлечении детей в школу башкиры отставали среди всех жителей Башкортостана. Временами даже падала численность учителей и учащихся. Например, если в 1923-1924 учат в башкирских начальных школах было 475 учителей и 23 461 учащихся, то с 1925 до 1923 года учащих осталось 453 учителя, 20 138 учеников. В это время в русских и татарских школах численность учителей и учеников намного возросла. В педагогических техникумах башкирские учителя выпускались в 2-3 раза реже по сравнению с русскими и татарами. У башкир, которые до революции в Уфимской губернии по количеству пишущих и читающих превышали русских, в 1925 году на 100 человек приходилось только 3 ученика, а в этом же году во всех вместе взятых северных и западных районах СССР на каждые 100 человек приходило 7,1 человек. В 1927 году 28 учителей во второй ступени школ, 5-7 классы, Башкирской республики учащиеся из башкир составляли 11%, татары 19%, русские 60%. По отношению к башкирам вели открытую либо скрытную дискриминацию не только татары, но и страшнее их, русский народ. Русские шовинисты, боровшиеся во время гражданской войны против башкирской автономии, уничтожавшие целый народ, после 1922 года всеми силами противостояли осуществлению национальных прав башкир, подготовке и повышению квалификации башкирских кадров, реализации башкирского языка, развитию башкирских школ. Русские руководящие работники, сказав, что им нужно выполнять промфинплан, а не развивать нацию, всячески ставили подножки национально-политическим мероприятиям правительства республики. Благодаря активной работе, в которой русские совместно с татарами противостояли башкирам, в государственном аппарате республики численность башкирских работников с каждым годом уменьшалась, если в 1927 году они составляли 7,9%, в 1928 году 7,7%, то в 1930 году их оказалось 6,3%. До 1936 года в каждом решении Башцик и Совета народных комиссаров говорилось о внедрении башкирского языка в служебную практику и дело производства, но из-за того, что русские шовинисты объявили бойкот, в начале 30-х годов считанные волости и сельские советы, которые начали работу на башкирском языке, были вынуждены перейти на русский язык. Русские не давали возможности башкирскому языку внедриться в область труда. Реальное положение было таковым. Национальные свободы, данные республике вместо экономических и политических прав и к съездам партия, остались нереализованным пустым словом из-за того, что не было этого права, то есть настоящей свободы. Несмотря на это, поставленный в декабре 1929 года первым секретарем губернского комитета РКП, еврей Я.Б. Быкин и в январе 1931 года вторым секретарем губернского комитета башкир А.Р. Санчурин, начали придавать значение башкирской проблеме. На 4-й пленуме областного комитета ВКПБ, а 20 июля 1931 года все вышеуказанные факты подвергли сильной критике. Пленум сделал особое ударение на усиление в Башкортостане русского и татарского шовинизма.
Быкин требовал внести ясность в то, что коренной народ в Башкортостане только башкиры, и отметил, что нужно бороться не только с русскими шовинистами, но и с татарской великодержавной тенденцией. Выступая против великодержавности, областной комитет ВКПБ, для того, чтобы усилить положение коренного населения, начал прилагать все усилия, развернул подготовку из башкир промышленных кадров, советских и партийных работников, в общем старался развить башкирское общество. Быкин, отметив, что до 1930 года в вопросе подготовки молодых кадров ничего не было сделано, взялся развивать эти кадры. Старания Быкина и Санчурина были не напрасны. Это особенно стало заметно в области культуры. С начала 20-х годов по всей стране была проведена культурная революция. К этому мощному движению были привлечены и башкиры. Но яростные призывы к строительству новой жизни, разрушив старый мир, привели к плачевным результатам и большим потерям. О том, что у башкир была древняя культурная традиция, было сказано выше. Добавив к этому, хочется сказать, что до Октябрьской революции во многих медресе Башкортостана были очень богатые библиотеки. В них, кроме религиозных книг, хранились и труды ученых Востока, которые относились к разным областям науки, художественные произведения восточных, а также башкирских писателей. Красиво переплетенные книги были культурной реликвией. Среди башкир было очень много людей, которые любили эти книги, хорошо знали научные труды великих восточных ученых, учения греческих философов, произведения знаменитых восточных писателей. Культурная революция, если она была нужна в значении напряженного развития, должна была все нововведение создавать на культурной основе, которая накапливалась в течение нескольких веков, опираться на богатство, которое составляло духовный мир народа. Но этого не произошло. Безграмотная молодежь, обезумев от громких призывов, крушила все. Отказавшись от старого, они уничтожили многовековые труды своих отцов, накопленный ум, разорвали вековую связь своего народа, духовную родственную нить поколений. Это варварство было специально организовано для уничтожения в сердце народа исторической памяти, национального чувства. Последней чертой, которая привела к забвению, с 1927 до 1931 года был перевод культурного наследия в рамках культурной революции с арабского алфавита на латиницу. Какой бы удобной ни была бы латиница, она препятствовала старой. Получился не переход к новому развитию, обогатив новое знание и накопленной культурной кладовой, а резкий прыжок из восточной культуры в западную, тем самым отбрасывание назад народа на несколько веков. Поколение, оставшееся без культурного наследия, опираясь лишь на приобретенные веками творческие навыки, все начало изучать заново, создавать культуру снова. Несмотря на все эти сложности и трудности, башкиры до середины 30-х годов достигли многих успехов в области культуры. Все дети школьного возраста были привлечены к начальной школе, в какой-то мере получили развитие литературы и искусства, появились книжные издательства, периодическая печать и другие. Эти успехи были связаны не столько с возможностями, данных культуре советской властью, сколько результатом желания башкир старательно работать, несмотря ни на что. Народ, вдохновленный успехами, смотрел с надеждой в завтрашний день. Он, довольствовавшись даже малыми послаблениями, верил в то, что со временем Башкирская АСР получит статус национального государства. Народ, переживший ужасные беды, вздохнул с облегчением и на все смотрел в светлых тонах. Но этот период продолжался недолго. Наступил 1937 год. Глава 2. 8. Последствия кровавых репрессий. Наступление политики русификации. В последнее время, когда усилилась критика Сталина, современные публицисты начали сравнивать сталинизм с гитлеризмом. Эта аналогия имеет под собой почву, в ее основе лежит фанатизм. Фанатизм не может существовать без культа личности, жестоких репрессий, попирания всех принципов демократии. Культ Сталина и все его последствия – это естественный результат развития большевизма,
который является одним из видов самого сильного, жестокого фанатизма. В Башкортостане репрессии начались с разоблачения органами НКВД врагов народа, буржуазных националистов, троцкистов, фашистских диверсантов, шпионов и убийц, которые устроились на самых важных местах. Областной комитет ВКПБ, под руководством Быкина, не знал, что делать в таких диких условиях разгула произвола и беззакония. В конце концов Быкин, попросив справедливо разрешить это дело, написал письмо Сталину. В Уфу приехал самый близкий приспешник Сталина А.А. Жданов, в его руках был личный донос члена комитета контроля партии Сахьяновой. Жданов в тот же час, собрав пленум областного комитета ВКП, зачитал заранее подготовленное постановление. Центральный комитет постановил снять с работы Быкина и Синчурина. Быкина и Синчурина, даже не дождавшись окончания пленума, в ту же минуту арестовали и увели. Через несколько месяцев допросов под пытками, их расстреляли. После этого увеличилось количество арестов, расстрелов. Репрессии, начатые по отношению к башкирскому народу, превратились в ликвидацию башкирских сотрудников, партийных и государственных работников, которые в последние годы поднялись по карьерной лестнице, всей башкирской интеллигенции, научные сотрудники, учители, писатели, журналисты, артисты и другие. Репрессия распространилась и на простых людей. На основе лживого доноса о том, что в Башкортостане есть 60 тайных отрядов, которые были сформированы против советской власти, в восточных районах республики были убиты более 3000 невинных крестьян. Доносчикам и клеветникам были открыты большие возможности. Для татарских шовинистов настало благоприятное время для уничтожения башкир. Они принялись писать лживые доносы на башкир. Донос одного подлеца считался достаточным доказательством для того, чтобы, поймав человека, жестоко избив, наказав, отправив под суд так называемой «тройки», в течение 15 минут вынести приговор, либо расстрелять, либо отправить на многолетнюю каторгу. Один из самых злобных доносчиков, который жил в Башкортостане, татарский поэт Сайфи Кудаш, позже на заседании Союза писателей хвастался, что несмотря на плохое состояние здоровья, ему сейчас почти 100, один разоблачил 26 врагов народа. От доносов подлецов были убиты около 10 000 человек. Всех башкир, попадавших под репрессии, обвинив в буржуазном национализме, назвали врагами народа. Упоминать имена врагов народа запретили. Люди, упомянувшие их имена, навлекали на себя смертельную беду. Работы ученых и писателей, ставших врагами народа, были вычеркнуты из науки и литературы, рукописи неизданных произведений сожжены. Боязнь и подозрительность сводили людей с ума. Репрессии с 1937 до 1938 года и последующих годов была организована для того, чтобы, напугав народ, сделать людей безмолвными, бесправными. Право думать, мыслить, высказывать мысль было дано только партийному руководителю, остальным была оставлена возможность лишь, выслушав мысль, вознести ее до небес. Это, в свою очередь, привело к жесткой диктатуре секретарей партийных комитетов всех уровней. Ничего не осталось от партийной демократии и, в общем, от советской демократии. Конституция СССР и органы советской власти служили лишь для того, чтобы защищать неограниченную диктатуру партийных секретарей. После этих событий Башкирская республика вернулась назад в атмосферу 1920 года, когда Башревком ушел, оставив рабочее место. Нигде и ни в чем башкиры не принимали участия, они были полностью уничтожены, а частично оставшиеся были не в счет. Они боялись выразить национальное чувство, национальное желание, даже немногие изъявившие такое чувство считались буржуазными националистами, врагами. Сталин, оставшись верным идее В. и Ленина, полностью претворял в жизнь национальную политику Ленина. Поэтому репрессии с 1937 до 1938 года, несмотря на то, что принесли вред русскому обществу, подавили активность малых народов страхом и обвинением в буржуазном национализме, укрепили положение русского народа,
усилили его стремление к великодержавности. Борьба с великодержавным шовинизмом полностью прекратилась и возросла тенденция к русификации народов. Эта тенденция нашла отражение в дополнительных мерах, принятых для распространения русского языка. Уже в 1924 году русский язык был введен как обязательный предмет в программу башкирских школ и, тем самым, было наступление политики русификации легко узаконено от имени революции то, что царское правительство не могло добиться середины прошлого века. В 1925 году 9-я башкирская ПАВ в целях исполнения решения съезда Советов 6 июля 1921 года Башцик и Совет народных комиссаров Башкортостана приняли постановление о реализации башкирского языка. Но, начатая в этом направлении работа из-за кризисного положения в республике и страшного голода была на длительное время приостановлена. Эта работа вновь возобновилась только осенью следующего года. Партийная конференция по диктатам русских коммунистов принудительно закрепила обучение русскому языку в школах. Во введении русского языка в национальные школы активно принимала участие и Н.К. Крупская, которая написала статью по данному вопросу «Знания», 1925, номер 78. Но наивысшей точки эта тенденция достигла в период разгара репрессий. Политика коренизация, которая хотя бы немного помогала в подготовке национальных кадров, в это время прекратилась. Несмотря на то, что русский язык уже давно изучался в школах, 13 марта 1938 года вышел дополнительное постановление Центрального комитета ВКПБ и Совета народных комиссаров СССР об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей. В постановлении эта обязательность знания русского языка была аргументирована как средство активного общения народов СССР. Этот аргумент ничем не отличался от слов царских чиновников 70-х прошлого века. Например, генерал-губернатор Кауфман 1 марта 1876 года писал министру образования: «Инородцев надо привлечь к изучению нашего государственного языка, и этим предвидеть меру сплочения разных народов». В сплочении он видел сплочение с русским народом, то есть имел в виду русификацию. После революции, после того как было дано право самоопределения и угнетенному народу, политика, облаченная в революционные лозунги, приняла вид последовательной программы. В постановлении партия и правительство был приведен и второй аргумент, который говорил, что знание русского языка поможет в дальнейшем совершенствовании национальцгаббаср, Р. 798, ОП-1, до 1840, Л-8, НИКС кадр в области научного и технического знания. Этот аргумент свел на нет право малых народов готовить кадры, обучая их на своем языке в средних и высших учебных заведениях, и поставил все народы в полную зависимость от русского языка. Несмотря на то, что в башкирских школах русский язык был введен как обязательный предмет, Комиссариат образования Башкирской АСР согласно требованию того постановления внес новые изменения в школьную программу, еще более усилив внимание к русскому языку. Взяв курс к русификации, органы правительства СССР усвоили у дореволюционных больших чиновников методы реализации этой работы. Вышеуказанный генерал-губернатор Кауфман, как и миссионер Ильминский, считал, что самый надежный путь распространения русского языка состоит в переходе письменности восточных языков на русский алфавит. Попечитель Оренбургского учебного округа Лавровский 4 марта 1876 года, поддерживая Кауфмана, в своем письме писал: «Во изменении алфавита есть глубокий смысл и политический, в силу объединения народов одним правительственным алфавитом, а через него и языком государственным». Царские чиновники до самого конца царизма желали изменения алфавита восточных языков. Разработка проекта башкирского алфавита, основанного на арабском алфавите, и орфографии башкирского литературно-письменного языка закончилась к концу 1922 года. Эти проекты, после того как были несколько раз проверены,
исправлены, в январе 1924 года были утверждены на совещании ответственных работников Башкирской республики, но как ни старались, не смогли достичь этой цели. Ее реализовали большевики. Они предложили идею перехода на русский алфавит в период, когда народ был напуган репрессиями, потерял всю волю, национальную активность. Руководители республик, желая или не желая того, поддержали спущенное сверху указание и сделали так, будто это было желание простого народа. Далее началась кампания перехода на русский алфавит. Аргумент, приведенный в пользу русского алфавита, был таким же, как и у прежней политики русификации, облегчение изучения русского языка. Бюро областного комитета ВКПБ, Башкирская АСР 21 апреля 1939 года создало комитет по реализации назначенных мер по алфавиту. Всем заведовал секретарь областного комитета Гварастегин, русский по национальности. 23 ноября 1939 года Верховный Совет БАСР принял постановление о переходе на новый алфавит. Этот приказ начинался так: выполняя желания башкирских рабочих, а в это время башкирские рабочие совсем не изъявляли такого желания. На собраниях, которые были организованы для того, чтобы выслушать народ, выступали заранее подготовленные, предварительно запуганные люди, и даже русские, и эти собрания служили лишь для формального оправдания политики правительства. В связи с переходом письменности восточных народов на русский алфавит была разрушена мощная преграда, отделяющая их от русской нации, и работа по русификации была облегчена. В эти годы жизнь народа ухудшилась. На душе у народа было тяжело, будущий день виделся тревожным, беспокойным. В этот сложный период началась война, на голову народа свалилась новая большая беда. Но даже в тяжелые военные годы шея народа не был снят кровавый топор головорезов. В течение войны и в ее конце репрессивные меры не были смягчены, а наоборот усилились. Партийные органы и органы госбезопасности взяли под наблюдение оставшихся в живых представителей башкирской интеллигенции и были готовы уничтожать даже и малейшие проявления буржуазного национализма. В этом духе, то есть в жестоком духе, 25 января 1945 года, был издан приказ Центральный комитет ВКПБ о мерах по улучшению агитационно-пропагандистской работы в башкирской партийной организации. Проект постановления подготовил А.А. Жданов. Это постановление нашло серьезные идеологические ошибки в освещении истории башкир отдельными историками и литераторами, работающими в Башкирской АСР. Центральный комитет обвинял и русских историков, которые объективно писали башкирскую историю и, ссылаясь на требования справедливости, направили на то, чтобы дать новую оценку всей истории с точки зрения колонизаторов, показать все данное ранее и сейчас русскими башкирскому народу в хвалебных тонах. Центральный комитет запретил эпические произведения об исторических батырах, поднявших башкирский народ на освободительную борьбу. Вслед за запретом, привлек к наказанию народного сысана М. Бурангулова, издавшего эти произведения, и заточил его в тюрьму. Центральный комитет перевел башкирский народ, оставшегося практически без литературы из-за репрессий, на путь усвоения русской литературы и культуры. После этого постановления прекратилось правдивое написание башкирской истории, вместо этого начали писаться лживые работы, очерняющие башкирские освободительные восстания. Эти труды показывали русских колонизаторов хорошими, святыми, восхваляли давнюю дружбу русских и башкир. Направление культурной жизни было также резко изменено. Книжные издательства Башкортостана перешли на издание переводных произведений русских литераторов, весь издательский план заняли русские писатели. В школьной программе по башкирской литературе большинство места было дано русским писателям, вдобавок, изучалась русская литература. Кроме того, места башкирских писателей, подвергшихся репрессиям, были заполнены татарскими писателями. Среди них особенно восхваляли доносчика Саифи Кудаша. Его зарекомендовали миру, как представителя башкирской литературы, окружили большим уважением. Постановления и меры Центрального комитета ВКПБ,
и первичных органов партия, направленные на открытую руссификацию, были закреплены новым большим переселением русских из западных и центральных областей России в Башкирскую республику, увеличением русского элемента. В этот период самая большая волна переселения пришла после войны, она состояла из инженерно-технических работников, рабочих и простых беженцев. Большинство пришлого народа устроились в городах и остались там. Такой же поток не прекратился и после войны. Например, в 1949 году 55 в Башкортостан, если даже считать только рабочих, пришло 70 тысяч рабочих. В настоящее время этот поток продолжается. Кроме того, в период кампании покорения Целины 50-х годов, в сельскую местность приехало очень много пришлых колхозников. Это переселение было ничем не хуже крестьянской колонизации в царское время, но в то время колонизаторы немного считались с башкирами, и знали, что они захватчики, настоящие же не считались и приходили как на свои земли. Репрессии и преследования, окончательно придушившие национальную активность башкир, наряду с тем, что создали необходимые условия для русских, дали возможность татарам, усилившись в Башкортостане, получить преимущество. Татары, активно участвуя в ликвидации башкирского буржуазного национализма, очистили себе дорогу и при помощи властей стали передовой национальной силой в республике. Став национальными представителями республики, татары взяли в свои руки всю работу в общественно-политической и культурной жизни, вместе с шовинистической политикой русских вели свою политику. Татарские деятели, которые в течение нескольких веков топтали башкир, старались укрепить свое превосходство, достигли полной свободы в Башкортостане, возможности ощущать себя хозяевами. Сегодня они открыто хвалятся, что Башкортостан принадлежит им. В республике, носящей башкирское наименование, положение башкирского народа достигло гибельной черты. В 30-40-х, из-за лживых обвинений были убиты около 57 тысяч башкир. Руководство КПСС для того, чтобы показать свою справедливую национальную политику, встало на путь возвышения одного писателя и ансамбля песни-пляски каждой республики. Писатель и ансамбль, возвышенные в этих целях, своим именем, выступлениями должны были показать всему миру дачное разрешение национальной политики в СССР. Этим занимаются и сейчас. Старания татар быть главными в Башкортостане идут от потери своей главный род. Сталин, оставшись верным идее В. и Ленина, полностью претворял в жизнь национальную политику Ленина. Поэтому репрессии с 1937 до 1938 года, несмотря на то, что принесли вред русскому обществу, подавили активность малых народов страхом обвинений в буржуазном национализме, укрепили положение русского народа, усилили его стремление к великодержавности. Борьба с великодержавным шовинизмом полностью прекратилась и возросла тенденция к руссификации народов. Эта тенденция нашла отражение в дополнительных мерах, принятых для распространения русского языка. Древние попытки усилить ранее бывшую гегемонию, письмо ЦК РКПБ, всем партийным комитетам и политотделам о работе среди народов Востока, 21 февраля 1920 года. Вместе со старанием вернуть прежнюю гегемонию и чрезмерной хвастливостью, татары в то же время, отказавшись от своей истории, тянут руки к истории другого народа. Они с давних времен были равнодушны к своей истории или не любили ее. Об этом говорили в 1852 году И. Н. Березин, в 1912 году Н. Ф. Катанов. Такое отношение к своей истории возникло от горести за потерянную мощь, былое господство. Но несмотря на это, не отрицали, что они являются татарами Батый-хана. Например, татарский депутат С. Максудов на сессии Третьей Государственной Думы говорил: «Мусульмане, татары, проживающие в европейской части России, народ, оставшись от Золотой Орды». После революции 1917 года, загоревшейся надеждой возврата прежней власти, татарский поэт Эскудыш в книге «Желание татар», которую выпустил в 1918 году, писал: «Не умер еще прежний истинный богатырь,
Настоящий гений, несокрушимый, хан Батый, по-прежнему сияет его священное имя. Не умер еще, живет его первопредок Чингис, хан. Эй, татар, был ты когда-то ханом, султаном, потрясал ты мир от Алтая до Урала. Своим войском ты врагов превращал в рабов, сеял всем ужас и поголовно вырезал всех. А Боже! Если бы Бог развязал тебе сегодня руки, что бы ты сделал со своим ярым врагом? Воистину свидетельствует истории, что владычествовал ты когда-то над всем миром. Вечно будет жить твое славное татарское имя. Татары отказались от своей истории лишь после обвинения их восхваления Золотой Орды отдельными историками и литераторами в постановлении о мерах улучшения и состоянии массово-политических и идеологических работ до организации Татарстанской партии Центрального комитета ВКПБ, вышедшего 9 августа 1944 года. Современные татары отрицают их связь с грабителями-татарами, а напрямую связывают с волжскими булгарами, то есть 150%, с коренным народом булгарского государства, проживающего в устье Сулумана от X века до татаро-монгольского нашествия. Булгарский вымысел они со всех сторон пропагандируют, эту пропаганду активно ведет татарская интеллигенция, историки, языковеды, литераторы, писатели, работники культуры и искусства партийные и правительственные сотрудники. Вместе со старанием убедить, что корни татар идут от булгар, они вносят в состав современного татарского народа астраханских, тюменских, чулымских татар и мишерей, не имевших отношения к булгарам. Для склеивания несклеиваемого вымысла они встали на путь бессовестного искажения истории и лжи. На самом деле, татары не имеют никакого отношения к волжским булгарам. После разгромления булгарского государства войсками Батыя, булгары, устрашившись кровавой резни, сбежали из своей родины. Сбежавший народ потихоньку собрался в ранее известном спокойном месте, между рек Свияга и Сура, и освоили своим новым местом обитания новую территорию. На прежнем месте осталась небольшая группа крупных феодалов, принявших ислам, и высокорелигиозные деятели. Они, сбежав, не желали терять свой статус, богатство и приняли суд налетчиков. Булгары, собравшиеся в новом месте, сплотились возле с древних времен сильного племени Сувас. При распаде государства это племя, заняв передовое место, стало главным. От булгар, которые сплотились возле этого племени, произошел современный чувашский народ. Они сохранили свой язык в том же виде. Современный этнический состав татарского народа составляют татары, пришедшие из Сибири с войском Батый-хана и вслед за войском после захвата новых земель. В этот период известный с давних пор многочисленный татарский народ переселялся практически из востока на запад. Татары сильно видоизменились из-за многочисленных женитьб на женщинах и вдовах европеоидов, которые были подчинены Восточной Европе. В Западной Сибири такого положения не было. Кроме татар, в формировании современного татарского народа, как видимо, в какой-то части сыграли подчиненные кипчаки, но эта часть была малой. От кипчак и в основном произошли современные казахи, каракалпакцы и народы, разговаривающие на кипчакском языке. В современных татарах соотношение элемента булгар был малым, он был лишь в крупных феодалах и ограничивался малыми территориями, поэтому можно это не считать. В 15 и 16 в период, когда были Казанское, Астраханское, Крымское и Сибирские ханства отдельными группами, произошли Казанские, Астраханские, Крымские, Тюменские, Тубо-Иртышские, татары и мишери. Глава 2. 9. Деятельность в направлении давления и гнета башкирского народа. Может, положение башкир в Башкортостане, имеющим сильную промышленность, было бы более прочным, если бы было достаточно национального рабочего класса и национальной технической интеллигенции. Но башкиры в период их разгрома в области подготовки промышленных кадров потеряли все успехи, достигнутые в середине 30-х, и не смогли вновь достичь их. В 1933 башкиры в области крупной промышленности составляли 14,4% рабочих,
то есть их соотношение было приблизительно как в 1970 году с 1933 по 1936 года. В период развития промышленности и обновления народного хозяйства число рабочих башкир возросло в 6 раз. У остальных народов Башкортостана такого резкого развития не было. Таким образом, в 1936 году доля башкирских рабочих республики настолько возросла, что даже в наше время такого не наблюдается. В это время увеличилась численность и башкирских инженеров, техников, сотрудников. 10% из их общего количества были башкирами. Такого же уровня 10,2%, башкиры достигли лишь в 1979 году. Таким образом, соотношение башкир в промышленности в течение 40 лет не увеличилось, а наоборот, пережило период упадка. Коренному народу республики не давали возможности развить не только класс сильных рабочих, но и рабочих, подходящих себе среди общего народа. В то же время татары, проживающие в Башкортостане, несмотря на то, что до революции по количеству рабочих не были выше башкир, а может быть даже ниже, имели полные возможности для подготовки кадров. Этому способствовало, кроме других причин, и строительство новых промышленных предприятий под руководством татар в центральных и северо-западных районах Башкортостана, где большинство были татары. В восточных и южных районах республики, где большинство составляли башкиры, промышленные предприятия не строились, и их промышленная слава осталась в прошлом. Из-за различных преград соотношение башкир в области промышленности оставалось низким, и это положение сильно ухудшило способность противостоять наступлению шовинистов. Несмотря на это, в последнее время численность башкирских рабочих увеличилась, но они, как и в период правления царя, привлекаются в самые трудные рабочие отрасли. Например, по материалам переписи 1979 года, башкиры составляют 47% рабочих в лесном деле, 29% в промышленности по добыче полезных ископаемых, 23% в строительстве, в остальных сферах их численность не превышает 12-16%. В сферу строительства приходят молодые, которые в основном тянутся в город. Эти молодые из-за отсутствия у них жилья и прописки, устраивались на различные вспомогательные работы для того, чтобы занять место в общежитии и обрекали себя на жизнь в общежитии, на одиночество. Но это положение возникло не только из-за отсутствия у них прописки. Русские и татары, занимающие руководящие должности в предприятиях, кроме предприятий строительства, в основном не давали работы башкирам, то есть открыто их отстраняли. Отстранение, унижение, издевательства, везде преследовали башкир, проживающих в городах. Вытеснение и не только городских башкир, но и сельских, ставит судьбу всего башкирского народа перед гибелью. Как в промышленности, так и в сельском хозяйстве ставилась задача развития северо-западных районов Башкортостана, где большинство составляли татары. Северо-западные районы по налогообложению, капитальному вложению, снабжению основными средствами и сельскохозяйственной техникой занимали высокий уровень. Поэтому здесь строится много животноводческих ферм и другие объекты, отвечающие всем требованиям. Здесь добиваются интенсивности всей работы в результате развития зерновых, животноводства, овощеводства, садоводства и других отраслей. Это же дает возможность повысить использование трудовой силы и заработные платы в колхозах и совхозах. В восточных и южных районах положение совсем иное. Здесь для строительства объектов сельского хозяйства выделялось очень мало денежных средств, оснащение основными средствами техники сельского хозяйства было намного ниже по сравнению с северо-западом. В районах, которые прежде занимались животноводством, теперь предпочтение отдавало земледелию, животноводство было сокращено. Из-за этого возможность снабжения людей работой была очень маленькой, годовая зарплата – низкой, быт крестьян – плохим. Из-за нехватки работы, мест крестьянам, большая часть народа этих районов была вынуждена уйти за границы Башкирской республики. Этот процесс каждым разом усиливался.
Поэтому, если по переписи 1979 года, в Башкирской АСР 24,3% населения были башкирами, то в 1989 году их осталось 21,9%. В 60-е годы по плану крупнения хозяйства многие башкирские деревни были искоренены, переведены в колхозно-совхозные центры, то есть в русские и татарские деревни. Население брошенных башкирских деревень, особенно молодежь, из-за отсутствия работы в большинстве случаев по своему желанию была вынуждена переселиться в колхозно-совхозные центры. В центральных деревнях это башкирское меньшинство было подвержено насильственной ассимиляции. Издевательство и отчуждение сельских башкир становится большой катастрофой для всего башкирского народа, потому что абсолютное большинство народа живет в деревнях, значит, дискриминация подвергаются они. По переписи 1979 года, в Башкирской АСР 71,9% башкир жили в деревнях, 28,1% в городах, в то же время 56,8% населения всей республики проживало в городах. По этой же информации, только 7,6% рабочих русских, 19% татар занимались сельским хозяйством. Значит, социальная дифференциация в основном производится со стороны националистов. Из условий жизни и дискриминации, возможность пользования источниками духовного развития, библиотеками, домами культуры, кинотеатрами, бытовыми удобствами, газом, центральным отоплением, водопроводом у башкир было намного меньше по сравнению с другими народами. Это имеет большое значение. Очень много башкирских деревень, куда не дошло электричество, телевидение, транспорт, а о телефоне не стоит говорить. Это положение еще сильнее ранит башкир, задерживает развитие уровня культуры и жизни. Население башкирских деревень также было плохо снабжено медициной. Во многих башкирских деревнях нет медпунктов, если даже есть, во многих нет врачей, лечением занимаются только медсестры. При сильном заболевании, башкиры этих деревень были вынуждены ехать за 20-30 километров, чтобы показаться врачу. Башкирские школы были в плохом состоянии. При реализации плана по укрупнению деревень численность башкирских школ намного сократилась. С 1967 до 1968 года, когда в Башкирской АСР общая численность школ сократилась на 6,2%, численность башкирских школ сократилась на 37,5%. В то же время численность татарских школ не сократилась, а русских школ увеличилась на 9%. Этот процесс продолжается и сейчас. Во многих башкирских деревнях школы закрываются или десятилетние школы переводятся на 8-летние, дети прикрепляются к соседним деревенским школам. В местах, где с национальной стороны встречаются смешанные народы, школы, куда прикреплены дети, оказываются русскими либо татарскими школами. В таких школах дети лишаются не только обучения на башкирском языке, но и изучения родного языка. Это превращается в орудие ассимиляции. Конечно, в республике есть школы, которые называются башкирскими школами, но они не видят того внимания, которое видят русские и татарские школы, подвергаются той же дискриминации. Для башкирских школ мало строится новых, удобных зданий, большинство из них расположено в старых, полуразваленных зданиях. Во многих школах плохо устроена обогревательная система. Зимой в этих школах ужасно холодно. Многие школы закрываются на длительный срок в зимние морозы. Материально-техническая база башкирских школ очень бедная, нет оборудованных кабинетов, технических средств, наглядных пособий, трудовых мастерских, спортивных залов и другие. Башкирские школы были плохо снабжены учителями, особенно учителями с высшим образованием. В 1970 году 16,1% учителей с высшим образованием республики приходился на башкирские школы, 20% на татарские школы, 57% на русские школы,
С тех пор положение не улучшилось, а, наоборот, ухудшилось. Больше половины учителей башкирских школ не имеют высшего образования. Вдобавок, башкирские школы испытывают дефицит в учителях. Из-за дефицита символ учителей во многих школах учебная программа изучается только наполовину, ученики не получают необходимого образования. Из-за всех этих причин, уровень подготовки учеников является низким и поступление в высшее учебные заведения затруднено, а это, в свою очередь, сильно задерживает работу по подготовке новых кадров учителей. Таким образом, из одной преграды возникает другая преграда, а их пройти не так-то и легко. Для разрешения проблемы необходимо обратить внимание на башкирские школы, бить тревогу. Но никто не может этого сделать, потому что тех, кто заботится о положении башкирских школ, и, в общем, о башкирах, готовы в тот же час обвинить в башкирском шовинизме. Некоренному населению Башкирской республики, русским и татарам, это обвинение не грозит, и они, ничего не боясь, притесняя башкирские школы, развивают свои школы. Значит, национальная республика не расширяет права коренного народа, а, наоборот, пресекает и дает свободу силам, противостоящим этому народу. Глава 2. 10. Катастрофическое положение башкир. Ложь новой национальной политики. КПСС, создавая видимость национальной политики через показушные мероприятия, всегда преследовала основную цель, направленную на сохранение единой и неделимой России и русификацию нерусских народов. Политика русификации временами принимала вид нового наступления. В конце 20-30-х, в результате усиления политики русификации в башкирской АСР, башкирский язык вытесняется из области дел производства, все собрания и общественные мероприятия, независимо от того, участвует либо не участвует в них хоть один русский, начали проводиться только на русском языке. В башкирских школах усиливается обучение русскому языку, в городах и деревнях, где проживают смешанные народы, русский язык входит в домашний обиход башкир. Кроме среды обитания человека, этому способствует и отсутствие башкирских школ и детских садов. В таких условиях, середина 50-х годов, КПСС возобновляет работу по русификации. Партия и правительственные органы, нацеленные на скорую русификацию, начинают реализовывать проводящиеся еще с XVIII века башкирские освободительные восстания. Эти труды показывали русских колонизаторов хорошими, святыми, восхваляли давнюю дружбу русских и башкир. Направление культурной жизни было также резко изменено. Книжные издательства Башкортостана перешли на издание переводных произведений русских литераторов, весь издательский план заняли русские писатели. В школьной программе по башкирской литературе большинство места было дано русским писателям, вдобавок, изучалась русская литература. Кроме того, места башкирских писателей, подвергшихся репрессиям, были заполнены татарскими писателями. Среди них особенно восхваляли доносчика Саифи Кудаша. Его зарекомендовали миру, как представителя башкирской литературы, окружили большим уважением и усиленные в советский период, проверенные меры распределения башкир в другие места, умножая русский элемент в Башкортостане. Руководящие органы для того, чтобы смешать народы, удовлетворяют потребность республики в рабочей силе не за счет использования внутренних ресурсов и подготовки кадров из местного народа, а переселения представителей русского народа из центральных и других областей России. Даже в сельское хозяйство немного людей переселяют со стороны, оставляя без работы местных квалифицированных работников. В результате таких целенаправленных мероприятий, переселенцы с избытком обеспечивают рост городского населения и вытесняют из деревень, в первую очередь из восточных районов, трудоспособную башкирскую молодежь. Башкиры, лишенные возможности найти работу и существование на родине, были вынуждены искать места для проживания за пределами Башкортостана. Начинается самопроизвольно возникшая миграция башкир, и она принимает гигантские масштабы.
В течение с 1959 до 1965 года численность башкир восточных районов республики уменьшается на 97–100 тысяч человек, численность уехавших людей в этих районах превышает 25% и она не могла быть покрыта естественным приростом. Этот процесс до сих пор усиливается. Например, в настоящее время только из Хайбулинского района каждый год в другие области уезжают около 800 семей. В последние 20–30 лет общее количество уехавших из Башкортостана башкир доходит до 400 тысяч. Миграции, состоящей из прибытия других народов и убытия коренного, в Башкортостане намного сильнее, чем в других областях. Поэтому даже московские этнографы пишут, что, если сравнить с 1926 годом, территориальная компактность больше всех сократилась у башкир, и этот факт подтверждает их миграцию за пределы Башкортостана. Из-за миграции и широкомасштабного исхода башкир в другие области, особенно молодежи, естественный прирост населения в сельской местности Башкортостана снижается. Этот прирост сейчас намного ниже по сравнению с городом, где большинство населения составляют русские и татары. В деревнях уменьшилась численность молодых семей и детей. Уже с 1959 до 1965 года в сельской местности численность зарегистрированных пар уменьшилась на 43%, в городской местности на 18%, численность новорожденных – на 30%, коэффициент рождаемости – на 24%. После этого в течение 25 лет тенденция снижения численности молодых семей и новорожденных еще более усилилась. Рассеивание башкир и смешивание их с другими национальностями привело в скором времени к увеличению смешанных семей. В общем количестве смешанных семей доля смешанных башкирских семей составляла 61%. Значит, по сравнению с башкирами все вместе взятые представители других национальностей республики создают смешанные семьи намного реже. С этой стороны показатель башкир был сравнительно намного выше всех показателей по Союзу. Башкиры, создавшие смешанные семьи, если даже не они, то обязательно их дети, теряют национальность, во многих случаях русифицируются. Поэтому партия и правительственные органы всячески одобряют и приветствуют увеличение смешанных семей, которые якобы олицетворяют интернационализм и дружбу народов. Руководство партии, кроме смешивания национальностей, всегда использовало средства прямого воздействия на детей через школу, считая его таким же мощным средством русификации. Как упоминалось выше, для русской политики это не было новым. В 1919 году на совещании по народному образованию, попечитель Оренбургского учебного округа Владимиров сказал: «Задача народческих школ состоит не в развитии и в совершенствовании культуры народцев, а в их русификации высококультурным русским народом, являющегося хозяином страны. Если не добиваться этой цели, то нет смысла траты народных денег». Политика КПСС, намеченная Лениным, храня верность дореволюционному завещанию русификаторов, сразу же начала реализовывать эту работу. В конце 50-х Центральное правительство, вновь усилив политику русификации, ссылаясь на улучшение изучения русского языка, отдало тайные распоряжения местным органам власти о учителями с высшим образованием. В 1970 году 16,1% учителей с высшим образованием республики приходился на башкирские школы, 20% на татарские школы, 57% на русские школы. С тех пор положение не улучшилось, а, наоборот, ухудшилось. Больше половины учителей башкирских школ не имеют высшего образования. Вдобавок, башкирские школы испытывают дефицит в учителях. Из-за дефицита символ учителей во многих школах учебная программа изучается только наполовину, ученики не получают необходимого образования в переводе национальных школ на обучение на русском языке. После проведения региональных совещаний с участием узкого круга начальников образования и республик по данному вопросу были приняты необходимые в Москве постановления. На основе принятых постановлений Министерство образования БАСР выпустило новую программу по русскому языку.
По новой программе русский язык вводился со второго полугодия первого класса, уроки русского языка и литературы увеличились до 8 часов в неделю. Это мероприятие было первым шагом в работе по переводу школ на обучение на русском языке. Более смелый шаг сделал 22-й съезд КПСС. На этом съезде был выдвинут тезис Ленина о слиянии наций. Генеральный секретарь Центрального комитета ВКПБ, Н.С. Хрущев в докладе о программе КПСС сказал: «Коммунисты против увековечивания, укрепления национальных особенностей и различий, они не могут печалиться о потере национальных различий». После этого вся деятельность партии и правительственных органов были направлены на скорую ликвидацию этих различий, и они смело начали переводить национальные школы на обучение на русском языке. Эта работа была проделана по требованию соответствующих инстанций без уведомления народа, без учета его мнения и пожеланий. В самую первую очередь без каких-либо проблем были переведены на обучение на русском языке школы башкир, проживающих на древних башкирских землях, но в настоящее время оказавшихся за границей Башкирской республики, Курганская, Челябинская, Свердловская, Пермская, Оренбургская, Куйбышевская, Саратовская области. Здесь эти меры были предприняты административным указанием и уже с 1964 до 1965 года были полностью завершены. Башкирские школы начали обучаться по учебному плану русских школ, то есть превратились в обычные русские школы. Башкирский язык и башкирская литература в них не изучались. Лишь в нескольких школах Челябинской области, благодаря ходатайству населения, разрешили оставить несколько часов башкирского языка, как факультатива вне программы. В Башкирской АСР было приложено много усилий для реализации указаний партии. Уже в начале 60-х многие школы республики были русифицированы. В то же время все районные газеты, выходящие на башкирском языке, были превращены в переводной дубляж русских газет. Газету «Советский Башкортостан» миновала эта участь благодаря противодействию части уфимских журналистов и интеллигенции. Были предприняты все меры для ограничения использования башкирского языка. Несмотря на это, ход работ в БАСР, скорость русифицирования школ не удовлетворяла партию и органы правительства. Поэтому областной комитет КПСС в мае 1972 года, собрав работников Министерства образования, представителей высших учебных заведений, дал жесткие указания об обязательном переводе всех национальных школ на обучение на русском языке и завершении этой работы до 1975 года. Областной комитет велел прекратить книжному издательству Башкортостана с 1972 года выпускать учебники на башкирском языке. Книжное издательство тут же приступило к исполнению приказа областного комитета. Областной комитет, оказав давление на отделы районного образования, приказал ускорить работу по переводу школ на обучение на русском языке. Такое же требование и категоричное указание, в свою очередь, пришли областному комитету от Центра. В июне-июле 1972 года социологическая лаборатория областного комитета КПСС сделала выборочный опрос по данному вопросу. Результат опроса показал, что 75% опрошенных, из них 37% окончили только 4 класса, изъявили желание сохранить национальные школы. Но областной комитет не посчитался даже желанием защитить национальные школы большинством голосов специально отобранных групп. По утвержденному плану областного комитета в 1973-74 УЧГ-2/3 башкирских школ были русифицированы. В первое время в зависимости от места и условий, переход на русский язык в разных школах проводился по-разному, с 1, 2, 5, 8 классов. Вместе с этим башкирский язык был оставлен одним из предметов формально. Министерство образования БАСРГ направило отчет центральным органам о том, что все национальные школы переведены на русскоязычное обучение. В этих мерах областного комитета и других органов башкирский народ не принимал участия. Руководящие органы пытались внушить народу, что с родным языком никуда не пойдешь и, прежде всего, детям нужно знать русский язык.
Народ, видя, что данные слова уже подтверждаются жизнью, устроенной так стараниями партия, от безвыходности смирился с русификацией школ. Людей, которые пытались защитить национальные школы, обвинив в национализме, очень сильно запугали. Заставив народ смириться таким путем, партия и чиновники от образования получили полную свободу действий. Партийные органы, как при переводе письменности на русский алфавит с 1939 до 1940 года, так и сейчас, не стыдясь, ссылаясь на желание народа, работали от имени народа против него же самого. На 7-й съезде учителей БАСа 1978 года первый секретарь областного комитета КПСС МЗ Шакиров в своем выступлении сказал: учитывая желание народа, в последние годы ведется плановая работа по переводу обучения основных предметов на русский язык, а в действительности же, народ только после этого заявления и узнал, что идет плановая русификация школ. Меры по переводу основных предметов на обучение на русском языке уже в середине 70-х перешли все границы. В башкирских школах уже с 1 класса начали обучаться по учебному плану русских школ, только в некоторых школах родной язык и родная литература были оставлены как факультативные занятия. Эти школы считались башкирскими только из-за того, что продолжали обучать башкирских детей за наличие урока башкирского языка. Но предмету башкирский язык место в таких школах давали формально, ради галочки. Если русский язык в неделю обучался с 8 до 10 часов, то башкирский язык с 2 до 3 часов вне расписания, как дополнительное занятие. Необязательный дополнительный урок, став лишним грузом, отталкивал от себя детей. Поэтому в таких национальных школах на факультативный родной язык с каждого класса ходили не более 4-5 человек. В школах были позабыты заботы по созданию условий для обучения на родном языке, не думали о том, что для проведения этих занятий требуется специальный класс, учебники и учебные пособия, подготовленный учитель и другие. Вся работа осталась в руках редких энтузиастов, которые любили свой язык и работу. В процессе русификации школ шла работа и по их укрупнению. Ссылаясь на малокомплектность, были закрыты около 100 школ. Детей башкирских деревень, прикрепив к татарским и русским школам центров колхозов и совхозов, отчуждали от языка. Население башкирских деревень также было плохо снабжено медициной. Во многих башкирских деревнях нет медпунктов, если даже есть, во многих нет врачей, лечением занимаются только медсестры. При сильном заболевании, башкиры этих деревень были вынуждены ехать за 20-30 километров, чтобы показаться врачу. В городах и смешанных деревнях создалось трагическое положение. Из-за того, что в школах и детских садах воспитание и обучение велось на русском языке, в последние 30-35 лет выросло 2 поколения башкирских детей, абсолютно не знающих язык своего народа. Из-за перевода школ на русский язык обучения и усиления культа русского языка, судьба родного языка даже в башкирских деревнях оказалась в опасном положении. Широко распространилось ведение на русском языке всей общественной работы, собрания, праздники и другие, в чисто башкирских коллективах. Дети забросили чтение на родном языке, большинство взрослых перестали читать книги, журналы, газеты, выходящие на башкирском языке. По этой причине тираж этих изданий сократился. Сокращению тиража башкирских книг способствовала политика в области книготорговли и книгоиздания, которой до недавних пор руководили русские и татары. Они по возможности препятствовали распространению и изданию башкирских книг, необходимых для удовлетворения духовных и культурных потребностей народа. Из-за такой политики даже изданные книги не доходят до людей, гниют во влажных подвалах и складах магазинов. Башкирских книг практически нет в школьных библиотеках. В октябре 1988 года по результатам исследований, проведенных сотрудниками республиканских башкирских газет, было выяснено, что из всех 200-300 книг, приходивших в деревенские и школьные библиотеки, только одна книга была башкирской. Библиотекари, объясняя данное положение,
ссылаются на районных коллекторов, а коллекторы библиотек не признают существование башкирской литературы, башкирского народа в Башкортостане. Например, сотрудники редакции отметили, что в 20-тысячном фонде Центральной детской библиотеки одного района имеется только 18 старых башкирских книг. Положение было плохим и в организации работы передач радио и телевидения, которые в настоящее время имеют большое значение. В последние 20 лет суточное время башкирских передач было сокращено Москвой на 40-50 минут. Вместе с этим, из-за нехватки специалистов, говорящих на родном языке, местный комитет передач иногда не мог полностью использовать выделенное время. Из-за интернациональной политики партия большинство национальных кадров не могли связать и двух слов на родном языке. Поэтому не стоит удивляться тому, что сейчас башкирам не читаются лекции и доклады на башкирском языке, что уменьшается численность башкир, желающих слушать радио и телепередачи на башкирском языке, что концерты и спектакли башкирских артистов, которые ставят их в городах и райцентрах Башкортостана, смотрят одни только пожилые люди. Политика русификации, проделанная в целях интернационального воспитания молодежи и поднятия общего уровня знаний, дала отрицательный результат, особенно в деревенской местности. Вдалбливание знаний на непонятном чужом языке иссушило разум детей, научило их не получать знания, а заучивать их не понимая, а заучивание привело к потере способности мыслить, понизило уровень знаний по общественным и естественным наукам. Учителя высших учебных заведений жалуются на то, что даже из тех башкирских школ, которые считались хорошими, с тех пор как началось обучение на русском языке, начали выпускаться плохо подготовленные дети. Поэтому сейчас уменьшилось количество башкир, поступающих в вузы, по сравнению с прежними годами. Очень сильно раздражает незнание молодежью, хотя не только молодежью, башкирской истории, литературы, культуры. Незнание своей истории у башкир идет с давних пор, потому что в советский период она не преподавалась. По учебному плану башкирские дети изучают историю Греции и Рима, древнюю и современную историю стран Европы, в обязательном порядке русскую историю с древнейших времен, но свою историю не изучают. Дети проходят творчество русских и зарубежных писателей, а с творчеством башкирских писателей знакомятся на факультативах, и не каждая школа, не каждый ученик. Поэтому большинство башкир ничего не знают о своей литературе и культуре. С этой стороны показала результаты проверка одной из городских школ в начале 1988 года, которую произвели сотрудники исполнительного комитета Мелеузовского городского совета. К проверке были привлечены 389 учеников школы 7-10 классов, из них 75 человек были башкирами, значит школа смешанная. Больше половины башкирских детей совсем не знают башкирский язык, остальная часть оказалась, что немного понимает разговор на башкирском, немногие могли связать один-два слова на языке родителей. Башкирские дети, привлеченные к проверке, если даже что-то и слышали о Салавате Юлаеве, то ничего о нем не могли сказать. Они не могли назвать башкирских писателей, композиторов, а их произведения и подавно не знали. Незнание культуры, литературы своего народа не только ограничивает кругозор знаний молодежи, но и приносит большой духовный вред. Оторванное от родины молодое поколение, оставаясь беспечным к судьбе своего народа, потеряв интерес к жизни, превращается в безразличное, пустое чужое племя. Воспитание и обучение на русском языке не дало им русского национального духа, а превратило в существо без рода племени, нации, родины. С начала перехода на русский язык обучения в башкирских школах и вытеснения родного языка, иссяк источник национальных кадров. Испытывают большую потребность в молодых кадрах школа, радио, печать, издательство, театр и другие. Если в научные институты и вузы до этого приходило очень мало башкирских кадров, то сейчас вообще практически перестали приходить. Средний возраст башкирской творческой интеллигенции превысил 50 лет. Старшее поколение работников в области национальной культуры уходит,
А им замены нет, и нет надежды на то, что она будет, потому что продолжается произвол в области образования, во многих башкирских деревнях до сих пор продолжается обучение и на русском языке. Вдобавок, Центральный комитет КПСС, обновив идею Ленина, взятую у дореволюционных чиновников образования, велел обучать детей в смешанных национальных школах. В параллельных башкирских классах таких школ национальный принцип не сохраняется. Башкирские классы организуются за счет детей с плохой успеваемостью, поэтому они оказываются в униженном, жалком положении. Такие смешанные школы являются лишь местом скорой русификации детей. В нынешней ситуации башкирские учителя и работники образования не могут направить в нужное русло обучение башкирских детей родному языку. Из-за многолетней политики русификации нет учителей, которые могут обучать естественные и общественные науки на башкирском языке, не хватает даже просто грамотных людей, которые могут обучить башкирскому языку и литературе. Если опираться на официальную информацию, то учителями башкирского языка с высшим образованием обеспечены 82% школ Башкортостана, а в соседних областях, где проживает коренной народ, их совсем не осталось. Если подготовка кадров будет идти такими темпами, то молодежь никогда не сможет занять места учителей старшего возраста, с каждым разом будет усиливаться потребность в учителях родного языка. Об учителях, которые смогут вести другие предметы на башкирском языке, не идет и речи, их давно нет, сейчас их не обучают и неизвестно, когда будут. Набор учеников в школы, классы, группы, которые обучаются на башкирском языке, непрост, особенно в городах и смешанных селах. Этому препятствует, с одной стороны, то, что башкирский язык не внесли в число обязательных предметов, что не считается при оценивании общей успеваемости, с другой стороны, нежелание брать детьми, которые, общаясь и обучаясь на русском языке, потеряли национальное чувство к своему народу, дополнительную нагрузку. Большинство родителей, прошедших такую же школу, воспитанных в духе национального нигилизма, были против или равнодушны к обучению на башкирском языке, изучению башкирского языка. Такое же отношение наблюдается и в области организации детских садов. В итоге, даже в районах, где 98% населения составляли башкиры, воспитательная работа велась на русском языке. Таким образом, дети молодых людей, которые были оторваны от национальной почвы, растут людьми, которые не могут принять историческое и культурное наследие своего народа, не могут стать настоящими сыновьями своей нации. Развитию башкирских школ, кроме вышесказанного, препятствует и то, что в СУЗах и вузах обучение велось не на башкирском языке. В таком положении родители, желающие, чтобы их дети стали грамотными, были вынуждены отдавать приоритет обучению на русском языке. Стремления, направленные на расширение сферы употребления башкирского языка, на оживление культурной жизни народа встретили большие препятствия. Использование башкирского языка в жизни очень ограничено. Районные газеты во многих районах, даже в тех районах, где большинство башкиры, выпускаются на русском языке. Особенно подавленно живет коренной башкирский народ в соседних областях. У них нет возможности участвовать в культурной жизни башкир и Башкирской республики, читать башкирские книги, смотреть передачи башкирского радио и телевидения. Они намного сильнее испытали напор политики русификации, чем башкиры республики. Среди них уменьшилось количество людей, читающих и желающих читать на своем языке, выписывающих башкирские газеты и журналы. С этой стороны, несмотря на старания работников культуры, и в самом Башкортостане не было никаких изменений. В таком положении башкирская интеллигенция, ухватившись за двуязычие, искала пути спасения национального языка и народа, и начала пропагандировать двуязычие, как самый лучший путь, как ключ для спасения народа. Установка по двуязычию была дана в период усиления политики русификации КПСС. Этот факт уже показывает, что двуязычие не противоречит политике русификации. Руководство КПСС,
Одобрив прежнее направление, на февральском пленуме 1988 года Центрального комитета приняло решение активно развивать национально-русское двуязычие. Простой народ, вдохновленный демократическим дыханием, поняв старые слова по-новому, принял двуязычие как способ претворения в жизнь равенства языков. Люди надеялись на волшебную силу двуязычия, которая спасет язык от гибели. Но двуязычие не спасает национальные языки. В период, когда во всем мире господствует русский государственный язык, двуязычие не обеспечит народа. Из-за такой политики даже изданные книги не доходят до людей, гниют во влажных подвалах и складах магазинов. Башкирских книг практически нет в школьных библиотеках. В октябре 1988 года по результатам исследований, проведенных сотрудниками республиканских башкирских газет, было выяснено, что из всех 200-300 книг, приходивших в деревенские и школьные библиотеки, только одна книга была башкирской. Библиотекари, объясняя данное положение, ссылаются на районных коллекторов, а коллекторы библиотек не признают существование башкирской литературы, башкирского народа в Башкортостане. Например, сотрудники редакции отметили, что в 20-тысячном фонде Центральной детской библиотеки одного района имеется только 18 старых башкирских книг. Чевает равенство и существование национальных языков – это лишь промежуточный этап на пути, ведущем к одноязычию, то есть к ликвидации национальных языков, полной русификации нерусских народов. Если будет и дальше так идти, то башкирам недолго осталось ждать этого дня. Все вышеуказанное отражает трудности, возникшим благодаря возможностям и свободе, данным Москвой. Причина трудностей не в чем-то, а в том, что башкиры не могут иметь права на самые важные условия, на право на свою территорию, на свою национальную жизнь, на организацию своего желаемого национального мира. До сих пор судьбу башкирского народа решают другие, до сих пор народ живет под колониальным гнетом правителей. Если повернуть вспять современную башкирскую жизнь, основанную на жестоком насилии и гнете, то работу по изучению родного языка, по развитию культуры невозможно выполнить только призывами, пробуждением национальных чувств. Если нет социально-экономической основы, то язык и культура, которые составляют основные этнические признаки народа, не могут вечно существовать сами по себе. В России, где, после образования единого хозяйственного комплекса, была устранена самостоятельная политическая и экономическая жизнь, где после размытия национальных границ были смешаны народы, русский государственный язык жестоко вытесняет остальные языки из всех сфер общественной жизни, в самую первую очередь из деловой области, и обрекает их на гибель. Для выхода с данного положения не надо верить ложным послаблениям, данным центральным правительством, то есть не пытаться спасать без опоры национальный язык и культуру, а в действительности решать основную проблему, которая может спасти национальный язык и культуру. Основная проблема состоит в организации независимого, самостоятельного государства. Нет, в процессе русификации школ шла работа и по их укрупнению. Ссылаясь на малокомплектность, были закрыты около 100 школ. Детей башкирских деревень, прикрепив к татарским и русским школам центров колхозов и совхозов, отчуждали от языка больше других путей спасения народа, и не может быть. Понимая эту правду, и более того, подчиняясь мощным требованиям объективных законов национального развития, народы, поднявшиеся на освободительную борьбу, достигли создания национального государства, самостоятельно отделившись от СССР. Недавно считавшийся единым и неделимым СССР внезапно распался. Для сохранения данного положения, в самом крайнем случае, основной части бывшей Великой империи, русские работники приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, то есть получили свободу от векового правления в своей империи. Вместе с этим новое руководство стало полностью отрицать право независимости республик внутри осколка империи, именуемой Российской Федерацией, вывело практически на ней Декларацию о государственном суверенитете,
принятую Высшим Советом БАСР 11 октября 1990 года, вынудила правительство Башкортостана, вместе с остальными республиками, подписать заявление о признании единой и неделимой России и колониальный федеративный договор. Но причиной такому низкому поступку правительства Башкортостана был не только напор, но и внутренние условия республики. Если 78% населения республики – пришлый народ, абсолютное большинство которых против башкирской национальной государственности, против отделения от России, то, конечно, ограничиваются возможности свободной работы правительства. Российские руководители не желают давать дорогу национально-государственному строительству, боятся, что если дать ему дорогу, то сойдут на нет все достигнутые результаты колонизации, не останется гарантия сохранить власть, продолжить работу по русификации. Попытку сохранить власть они стараются защитить очень хитрой новой концепцией. По новой концепции право человека ставится выше прав народа, каждый гражданин в месте жительства должен пользоваться равными полными правами. Эта концепция создана под предлогом приверженности Общей декларации о правах человека, принятой в 1948 году ООН, но которую сама же бессовестным образом нарушает. Исполнение этой декларации связано с полным уничтожением всех результатов многовековой колониальной политики и предоставлением возможности создания каждым народом независимого, суверенного национального государства. При несоблюдении этого условия, концепции, принятой российским руководством, служат для закрепления издавна захваченных колониальных земель и древнего колониального порядка. Зависимым народам эта концепция не дает ни свободы, ни равенства. Поэтому Карл Маркс сказал, от получения свободы отдельной личности весь народ не становится свободным. Кроме этого, даже отдельная личность не получает полной свободы от равенства гражданских прав, потому что, как говорит принятая 14 декабря 1960 года Декларация ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам, лишь полная независимость стран и народов может предоставить самые необходимые человеческие права. Чувство неполноценности и униженности стирается только тогда, когда народ получает свободу. Значит, не преобладание прав человека, а преобладание прав народа, открывая дорогу к свободе народов, дает возможность реализации самых необходимых прав. Невозможно провозгласить башкирский язык государственным языком Башкортостана, не реализовав национальный суверенитет. Опыт провозглашения башкирского языка государственным языком Башкортостана, как было сказано выше, был один раз в 1921 году. Но это провозглашение ни к чему не привело, и привести не могло. Когда в РБ во всех областях общества, труда, хозяйства и бумагах делопроизводства господствует язык народа большого государства, внутри одного государства не остается места другому государственному языку. Если один из языков не имеет полного права во всех указанных областях, то не может стать государственным языком. Поэтому если Башкирская республика, оставаясь в составе России, не может реализовать в действительности национальный суверенитет, башкирский язык никогда не сможет стать государственным языком республики. Когда идет речь об обучении детей на башкирском языке и родному языку, невозможно не сказать о проблеме положения северных и северо-западных башкир. Башкиры этих краев, в том числе и Мензелинск, и Пермь, подверглись первому и самому жестокому натиску колонизаторов. Они уже 70-х к 16-го одни из первых открыли борьбу против колонизации башкирских земель. Также они, подняв большинство восстаний 17-18-х, принимали активное участие в них. В освободительной борьбе среди них вышли знаменитые предводители. Среди предводителей, которые были уважаемы и известны среди башкирского народа в восстаниях, участвовали в 1681 году 1684 года. Телеки, в 1704 году 1711 года. Кусюм сын Тюлькеи, Дюмей, Мулай Асмагил, в 1735 году 1740 года. Акай сын Кусюма, Абдулла сын Акая,
в 1755 году Маласурагул, в 1773-1775 года, Батыркой, Абди, Адель и многие другие. Царские каратели жестоко расправлялись со всеми руководителями и народными батырами. Башкиры этих краев и в 19-20 продолжали борьбу против национального гнета. Их, башкир, всегда стоящих в первых рядах башкирской освободительной борьбы, русские колонизаторы жестоко убивали и грабили на протяжении веков. В этом кровавом деле им всегда помогали татары. На земле искорененного народа середины XVIII века мощным потоком хлынули татары из Казанской провинции, и почти за 100 лет, до середины XIX века, татары получили преимущество и со стороны численности, и со стороны хозяйствования в этих районах. После того, как нахлынула волна татар, возникло очень много смешанных деревень, вследствие сильного воздействия агрессивных, богатых крестьян и духовенства, которые преследовали цель татаризации башкирского. А в действительности же, народ только после этого заявления и узнал, что идет плановая русификация школ народа, сильно угнетенного с экономической и духовной стороны. Здесь начала господствовать татарская культура и татарский язык. К концу XIX века язык северных и северо-западных башкир во многом стал похож на татарский. Несмотря на это, эти башкиры не потеряли национальное чувство, они до сегодняшнего дня утверждают, что они – башкиры. В 20-е годы, в период, когда в школы башкирской АСР был введен башкирский язык вместо тюркского, когда определяли каждой отдельной школе язык обучения, органы образования республики нашли повод обучать на татарском языке детей северных и северо-западных башкир, которые говорили на языке, близком к татарскому. Башкирским детям, проживающим в Башкирской республике, которые обучались татарскому языку и литературе, по учебникам, изданным в Казани, начали внушать «наша родина, Татарстан, наша столица, Казань». Если в советский период ассимиляции северных и северо-западных башкир проделала за счет напора татар, то сейчас ассимиляция официально узаконена, башкир школьного возраста насильно отрывают от родины. После полувековой такой работы, в начале 80-х годов по инициативе первого секретаря областного комитета КПСС МЗ Шакирова в школах северного и северо-западного Башкортостана ввели как предмет башкирский язык и башкирскую литературу, но при осуществлении этой работы в школах не различали учащихся, башкир или татар. Эта ошибка стала зацепкой для татар, и когда повеяло демократическими ветрами, они написали письмо в Центральный комитет КПСС, что татар насильно обучают башкирскому языку. В число татар внесли также коренных башкир тех районов. Центральный комитет КПСС, приняв к сведению жалобу, возвращает прежний порядок из 1988 года 89 УЧГ школы северных и северо-западных районов, не считаясь с национальностью детей, возвращены снова к обучению на татарском языке и татарскому языку и литературе. Наша родина, Татарстан, наша столица, Казань. Таким образом, 1/3 часть башкирского народа лишается изучения языка своего народа. Угнетение башкир продолжается. Но татарам и этого было мало. Они не ограничиваются поглощением северных и северо-западных башкир. Теперь они еще сильнее начали выступать против башкирского народа. Недавно созданная свободная организация, возродив гегемонические устремления, снова начали требовать слить вместе татар и башкир, создав Татаро-Башкирскую республику. Конец.